Так, приветствую всех, Маштор. Приходите свободными, будучи свободными. Добро пожаловать, будучи свободными. Так, друзья, сейчас буквально одну минуту перезапускаю эфир. У меня тут костыли небольшие. Возвращайтесь. Еще раз. Добро пожаловать, будучи свободным. Ele başı demlo vatır işneş dokubur. Utan Avrupa havin qaminşneş. Sayır. İşne hala böyle şu hal tişkhirdi. Son delo kadira veri alhum khul. Persen çen. Zaka kenik havet dawanir sawanir wajar darişt. Şu bart batın da qon ho hal böyle şu bart khir bar qon ho bart khir bar qon ho şu şey qısır. O da erbek noqç ne şu şey qış qon ho lelir ma ba. Onu واخد ya bart khir bu. Çak derdu noqçuyum. Yetiş her nah bu yur bilbil son del sa 5 baş atsa 5. İş ve koz milyon xilç iş leder naxilç bayt bat milyon xilçi. Lo koz tot şolar tak ona xoş bart bu şu madoş rezultat xir ve. Her nah bat qışır qidinhum dat. Boltat bir. А до YouTube чуваки болтать. А что, массу подтягивать, друзья? А бух bu шумца. Давайте Нохчи участие Шариат дючта болтать. все, кто там в Телеграме. Дуаш мацахи. 20 чате. Зависает потихоньку сюда, перебирайтесь. Давайте попробуем развить какую-нибудь политическую тему. Делимся ссылками по возможности, там подарки можно накидывать по желанию, по настроению. Кто хочет общаться, поднимайтесь. Кому интересно, кто первый раз сюда попал, это чеченский чат. Как бы автор чата, автор данного эфира чеченец. Вот, ну, друзья, все, кто там присоединяются к эфиру, могут без разницы там от национальной принадлежности, религиозной, политических взглядов, поднимайте. Давайте будем общаться.
Если какие вопросы есть, можем отвечать. Сами тоже можем задавать. Так, это мне кто-то пишет, почему тебе нельзя писать? Вроде можно мне писать, почему нельзя? Всякие гадости в личку мне пишут часто. Разные труболеты. Так, друзья, подтягивайтесь, у нас дневной эфир. Кто хочет общаться, спикеров будем поднимать. Так, Машуал, Стелла, вот Стелла тоже подтянулась. Стелла, так, Мика подтянулась. Сейчас принимать буду Мику. Машуал, Мика. Деди Хел Ибраим. Да, лезем. Подошел, Максим. Да, куда, нормально. На ходу. Bonjour. Oui, Il est bien le médecin? bah oui, Vous ça le va. connaissez? Oui, je connais Ça fait depuis. longtemps? Oui, depuis un moment quand même. Pourquoi? Parce que moi je suis malade et il fait des arrêts maladie. Bah oui, c'est ce que je vais faire aussi. Et il est fait ça les arrêts maladie? Monsieur, monsieur, je ne mange pas en 6 jours, d'arrête. Все, короче, весьма очень интересно, но ничего не понятно. Мик паранца, чуктарду. Паранцужен, бой шармабон, мик. Оел чисто ларо. Микарпон, халалетин.
İbrahim Marshall'du dedik doyum. Дай маршал, пир маршал. Jim занят, Botu Marshall. المارشال سلام нуждадас аманту биллахи язой. Я не Салам познаю это алейкум. чеченское. Бред какой-то. İnşallah dünyada aşırı dahuturuyor. Шнохчик, маршал, Дукефирский, Таутский, языческий. بطل ششانشك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Так, маршал, масо. Давайте, друзья, подтягивайтесь. Что это? Все отпуска. Джихад, дакайкдыч. Тиг эрел. Так моя схузатала. Divan أخي عاشا بتوشيت صديقي ماكش مدون. Ишаш и дакайк, и наша и дакайк. Или же мы будем тут строить, как нам наши начальники говорят, построим фабрики, заводы, комбайны. Или же мы впервые в 20 столетии первыми соскочим и спрячемся под корягой. Кусты, да? Действительно, так она есть. Так, извращенец, который там всех мамок там упоминает в комментариях. У тебя писюн там. Ладно. Короче, не буду грубить. Давай, поднимайся здесь. Выскажи, что ты там грозишься всех своим писюном, что ли, здесь испугай. Пислюк. Ja, šo kățăiuș. Nainu büyüçi o çua. A šo kăț. Но Путин бо халифуй. Я это сунтвахкар сделаю таким образом, что там больше ничего не вырастет. У нас есть специалисты по этому вопросу. Цун худир дуа, цун хума тагюо.
тут наши полномочия как бы все заканчиваются. Ваших мам, не мам, просто до того чмоят, что вообще мы чахки ушите, мы вот где вы лазили вообще, не пойму. Цана ишь, цамете гюмört so nicht, ишь. Шусан за даю затрубалёч, штамповать ишь. Где это? В каком населенном пункте, в каком из чеченских родов, тайпов, в каком роде у вас вот так вот таких подарков взращивают? Массу что Келчубек наш. Сейчас чуть занят буду через минуты две. Ибраим, полицейские вары. Цац функция. Ибраим вышел. Вот ты друг Холдеша. Как будто я знаю этого доктора. Он меня спрашивает, этого доктора ты знаешь? Я говорю, нет, не знаю, я сама пришла к нему. А он карту берет, а она это. Вопросы задает, а черта ты мне задаешь эти вопросы. И вот ты друг Холанда Веза, und so idols the wolf that. Весь шугар. Dünyana. Он сингер там цахулит. Ну, я представил, знаешь, реально, ишь ты хумштуешь, лиелш нах боквайну кал. Бёш на бубош, полбахта. Бутул
Самардина наткнулся я на ТикТок Ломаева. С одним сидит он и рассказывает про этого тракториста. И урсна шайка шмаца. Вообще то уж да, свои ногти опозорили на весь этот позор нам, короче. До сих пор 30 лет никто ничего не говорил, пока вот вы там маршу не начали это говорить. И сейчас все плагиат делают, да, все повторяют. Не, гинца, يلا داتر насчет вот три друг дать. Инс нера нука штау шуса инс представь, если дюйчиш трэш. Нера ништа. Я, ветер должен положение яркость. Стороны кугудистеш, Балбалай. Да, инс представь, дахеш. إيش هنا إنك إدواء ديش دنيا نعيدة شلوك محتك قلة ونشول شات سدا إذا اشتناغن دخش تسندل هما примерно я дукасинс так как бы вроде не маленький там, не молодой парень, короче, чтобы раз я лоха хринца. هنا هر ديش هنا زكلناني يش هر خيردو وش زكلناني يش هنا ديش تردو شوار تريد دوردو عيدل سلوك محتاج غيره إيش короче يهمناش İşte hum neşte içme. İyi şarkı krasta yok камажу что начинаю. Стопудово нахчу убишь безобразно. Ой, чай да позалил уж моя машина, ты хочешь. İşte yok камажу шин табах на бах цополта. Уже дедушка. Вот три друг полдеш, самуне одинак ходи, самуне одинак деш, самуне одинак ходи моша. Хаста ото и закай заместителю айлам пашкош. Ну, наиб букачон наиб. Главное наиб, короче. Вот это WhatsApp групп чувал там высший политический совет группа Коэлан, короче, чучу. Это вот три друг да, наши коронавирус тайол, да, и идич там не один на коли. Там не один на начнешь на коли, там не один ишь. Там нет, вроде там политики. İşte дедушка шпать сюда. İşte орт büyüyecek, короче, что. Вообще, это несерьезно, волк мадуешь. Это бабушка, что совет айдал долж, что это бахкана, и та дарб, та дочь, и медицине, очень что. Там умный сатуш, что он один, боз бонжал, динай боша. Та дарб, та короче. Советский медицина, вечер на цауне один, что молниш ли или на цауне один, динай боли. Или это неизлечимый диагноз, вот это что разное что.
Це ложь, это еще оправдуемо. Гумду и станция. Чисто психически поехать сюда. زي ناخش تعملنا نجار داش تعملنا نكرني باش ولا يهونش عايز هاقش ودي سيروزن خبيش والله بعد بير شنا هاي قلنا ديش تعملنا نوتر دروكو ديش تعملنا نك ياسين ديش بحمدك ومحمدك ديش كروتش и هنا ديش полностью ожеледца. Это мелдик, короче. Синца хайой бош. Виккишта ручник озяйс. Сажим со стороны. Шайк хаусинш просто. Там ухо вообще несерьезно, короче. Представьте, люди вот надеются, тем более, вот ты мужик, здоровый, сил, короче, средних лет, даже пожилой. Что ты можешь обществу дать вообще? Хум шьючишься, вот друг улчится, серьезно, хум ходючивается, жил уметтяться, медицин хлиезуя, якидек. Это условия хлиезнаган, ишт хузадиешер дала, бола, кидала, что ты дагерт. Веш команца. Оналда, вошалда, işte умниш, сути işte дагерт, это серьезно. Мыслишь, идея, что мудрый, умниш, действуешь, согласен, он один, хуз туйтуга, короче. Сашику уроки, он один, вот друг колдиеши, короче. Пьянах, шикуй хакай, давишь, короче. Он вермауи, что естественно, он так марал, да, унал, да. Tagaste не хахутару. Любой, короче, даже сасюли бежуать из-за он. Уерся, он унал, да, он управляет, да, его что. Чего? Вообще, слабый ум душом просто, ой, лёркашься, надо суги, да, цдик квахин со стороны, му, несерьезно, мадугар ум, что му ли лорду. Вот друг улчдуешь. Диехте вол кюкш, ты он один, диеша дуешь, ты футошь, диехте вол дайс хокш. Короче, полностью. Ну, короче, но массу очень нах там туда-сюда. Серьезно, ол хадирду, кто будет делом заниматься. Казалось бы, Европе кэч. Пачал му хула нах му бега ишта. Дайс хажди иштер адам. Даже кигена халк окей там. Вахи чербаш дик хацалоцум. Такеги чан иштим гадиеш мадуй, как мир устроен, как государство устроено, как экономика в них устроена, как вообще эти государства функционируют. На практике, на примере, хагуш, сам мой бабушка сидит цари, он один. Он один, мол эсал твори, мол юс пажвари, короче. Милорис, короче. Адлов поди цари, он один, что шамсуди, харс элари, бошца, ишти тюрнишься, просто шайн хагуш. Диеша дуешь, экономик, як ама ешт. Это нормально,
хотя бы кегичная халец, ешмандарец. Нет, все-таки вот до того войны и бич от иберс бин умудряются, что вот три друкол, что хаушба. Нормально, что алхуш волкегина, ба, слушай. Ибрагим Никархо — это боец, да, кулачных боев. Ицтайм Никархо который. Нет, это одноименный роман. Чей? Никархо — это какой-то великий Ну, чеченский деятель? Никархо это просто фамилия чеченская, род, тайп, как это мы называем. А вы же знаете все равно этого Ибрагима, который в кулачных боях выступает? У него же фамилия Исламов. А зачем он взял Никархо себе как прозвище? И он что, Мне вообще не интересно вот это спортивное дело, потому что я уже разочарован в нем полностью. Но он не спортсмен, он Пока- как и Шавхал Чурчаев, воздухан Да, просто. пока ни одного бойца, спортсмена я не видел, который А как же Федор держать Емельяненко? не может держать свою бойцовскую позицию, поэтому Емельяненко, да, а это русский- Хабиб русский Нурмагомедов? боец. А Хабиб Нурмагомедов? Хабиб Нурмагомедов тоже русский боец, русский А Ислам богатырь. Махачев? Тоже русский боец, богатырь. Им у меня как бы претензий к ним нет. У меня проблема вот со своими соотечественниками, Абувайсар Сайтиев? которые не могут. Бувайсар Сайтиев тоже как бы изначально вроде там поддерживал свой народ, был на этих позициях, потом тоже стал богатырем российским. Я понял. А к Шавхалу Чурчаеву вы как относитесь? Я так и отношусь как к русским бойцам, к русским богатырям. А к этому его другу, которого потом посадили за то, что он Шамиля Басаева в интернете выло, Ильясу Якубову, Ко всем, вот все вот эти вот, которые под русским флагом сражаются бойцы, для меня это русские богатыри. А Хамзат Чимаев, он под флагом Эмиратов выступает. Он тоже русский богатырь. Почему русский? Он же выступал, он сначала за Швецию, а потом за Эмираты. Потому что он вот поехал. Он же под Тимура Муцураева на бои выходит. В ту ночь, когда что, рождались волки, вот под эту И песню. что, Тимур Муцураев, сам он русский богатырь сейчас. Я вас понял. Хорошо тогда. Сам просто подумай, Слушай, куда ты ушел. ты украинский богатырь тогда, раз Куда ты украинцам ушел? Вот заходишь. этот, который сейчас был, я тебе Ты хотел так объяснить. украинцам, которые Подожди, не выселяли твоих чеченцев в Алло, 44-м, Кебаб, не ты перебивай жопу меня. лижешь украинцам, да? Не бзди, не перебивай. Я сейчас выскажусь, потом дам тебе слово. Нормально Давай. можешь. Без агрессии можем Говори, дискутировать. говори. Пока выключу микрофон, я сначала объясню. Давай, выключи. Да, вот эти все богатыри, которые сейчас, у меня к ним и вообще там к русским никакой претензии нету, потому что там за свой русский флаг, за свою русскую державу там обидно за это борются. Россию. У меня проблема, российскую, Раша, как бы одно и то же. У меня проблема вот со своими соотечественниками. Вот у меня, В Украине? скажем так, чеченцам. А ты в Чечне живешь? Я сейчас не в Чечне живу. Да. Понятно, сбежал. Так а что ты говоришь, соотечественники? Не, я никуда не сбежал, да. Если бы я как сбежал, это? я Сбежал, да? бы сейчас здесь вот так вот, скажем так, информационно-просветительскую работу не вел бы. Ты слишком много на себя перебивай, берешь. Не перебивай меня, я вот сначала завершу. Хорошо, свою мысль. хорошо. У меня просто вот проблема, что мои соотечественники, вот я просто не могу представить русских, которые бы воевали бы во время Второй мировой войны, да, там, или бойцовские какие-то эти клубы, открывали бы у Гитлера, там, у немцев, да, в их вот этом гареме там где-то.
Поэтому за русских я так не могу, скажем Какие так. еще ты несешь? Какие бойцовские клубы? Подожди, я русских, поэтому в этом критиковать так не могу. А вот своих соотечественников я критикую, потому что они примерно в такой же аналогичной ситуации, вот на стороне своего врага, готовы, короче, и воевать. Я не знаю, Скажи, ну писать, такие, как ты, привели войну в Чечню и бои убили устраивать. чеченцев. Какие, как Такие, я, кто как там? ты, Дудаев, Идигов, пидорас старый, который здесь выступает. Так, Ну, в Чечню вы привели. смотри, Вы во-первых... враги Чечни. Во-первых, то, что я там А- сам критикую Идигова, подожди, не перебивай. Не перебивай, нормально общаемся. Я сам критикую Идигова, но все равно тебе не хочу я позволять давать там, тем более... А ты можешь матершинного сказать, там. что Идигов старый пидорас? Можешь сказать? Ты можешь его прокритиковать, только не в оскорбительном. Но он меня боится, он меня выключает на эфиры. Ну, Идигов это уже пожилой человек, да, поэтому Ну, он... старый пидорас, я и говорю. Он привел войну в Чечню. Ща- Смотри, Он еще одно спровоцировал предупреждение. Россию. Я хочу нормально общаться, да, и даю тебе шанс нормально общаться, не переходя Я нормально на вот это общаюсь. оскорбление, мат. какая красивая у тебя какие аватарка. претензии? Какие К у тебя Идигову? претензии насчет Дудаева? Насчет Он- Дудаева? На Дудаева? Ну, Дудаев, он в Афганистане убивал мусульман, это все знают. С самолета, как крыса, расстреливал там. Вот. Подожди, а ты что, мусульманин? Слушай, Конечно, да, слушай, я Подожди, ты не перебивайте. Ты мусульманин? Альхамдулилля. Ага. Значит, Ибрагим, подожди на секунду, одну вещь скажу, пожалуйста. Слушай, смотри, я вот с Ибрагимом, здорово, во-первых, я вот с Ибрагимом, Привет, я привет. стою, я вот к тебе обращаюсь. Я вот смотри, я у Ибрагима политические взгляды никак не поддерживаю, да, но я с ним Конечно. очень уважительно. Как можно поддерживать предателя? Не, подожди, Чечни. это не предатель, он так видит свою Он не эту так родину. видит. Он Подожди. позвал войну в Чечню, и там убили людей. Они Подожди, виноваты. смотри, он так, этот народ натерпелся многого, и не нам этого... Нет, но нет, смотри, нет, нам как раз. Подожди, смотри, я хочу россияне. сказать, но если хочешь свое мнение высказать, да, вот тут ребята Но ты все мне не общаются учи, что мне делать, слышишь? в уважительной форме. Да я понимаешь? сам знаю, в какой форме. Ну, У меня уважительно уважительная общайся. форма. Я тоже уважительно общаюсь, тебе ничего не стоит. Это уважительно человеку Так донести. всё В чём уважительно. Проблема, что ли? Да не, ты ругаешься, матом. Ну как, нет, а что я ругаюсь? На Идигова, все Ну, знают в без ТикТоке, разницы, все без знают разницы. в Чечне и в России, что Идигов старый пидорас. И что я его рот ебал. Вот я говорю открыто, вот передайте ему. Хорошо, я сам его не поддерживаю, но вы можете, это тут в этом чате уважительно же можешь это общаться? Так, я его предупреждал. Он может критиковать, если хочет. Видишь, Ибра, я же за справедливость. Да, он может критиковать кого хочет, но не в оскорбительной, матершинной форме. Да, чтобы человеку я чисто хотел с донести ним- нормально. Да, я хотел с ним поговорить, но он просто не тянет. То есть он на нормальный язык общения перейти не может, и у нас получится так, что он будет матершинством заниматься, и мне придется либо его вышвыривать отсюда, либо давать ему просто материться, и все. Поэтому, если этот говнюк, который сейчас ты здесь был, если Понимаешь? хочешь, возвращайся. Понимаешь? Да, Понимаешь? если хочешь, возвращайся, и будем дальше нормально говорить, несмотря на все, что ты уже наговорил. И Ему у меня ничего есть не к тебе стоит, к русскому вопрос. У меня есть вообще к русским много вопросов, но самый меня интересующий вопрос это то, зачем русским независимость и государственность? Вот на этот вопрос, вот один русский, если сможет мне ответить, я буду очень признателен и благодарен. Несмотря на вот эту грубость, которая была, я как бы забуду про нее.
закрою И, на это глаза и... Ибра, но это твой вопрос очень сложный, потому что на протяжении всей истории человечества, 6000 лет, да, всегда были империи, они будут, понимаешь? Будут. И малые части, вот малые регионы, да, ну, будут составлять части Нет, данной нет, империи. мне нужно именно ответ из уст русского. М, Пока он зайдет, давай ты поговори чуть-чуть. Смотри, я вот к этому парню Я чуть обращаюсь. занят Вот, здесь. Смотри, еще раз. Вот русский, если здесь есть, там, я не знаю, патриот, не патриот, тот, кто поддерживает вообще то, что у русских должно быть государство, страна, вопрос остается открытым. Заходите и отвечайте на вопрос. Зачем русским независимость и государственность? Буду очень признателен. Пока еще ни от кого не услышал ни одного вменяемого ответа. Вообще никакого. может, ты ответишь? Все избегают. Может, ты Нет, ответишь? мне нужно из уст русского это слышать. Пока он не поднялся, я хочу ему вот этот самый донести, что если ты хочешь, ну, подискутировать, да, человеку объяснить свою позицию, да, это если ты будешь там, ты дурак, он тебе, ты сам дурак, этот разговор не получится, и еще ненависть еще больше будет расширяться. Не лучше без мата, без ругани объяснить свою позицию человеку, вот. Я вот еще раз говорю, да, я с Ибрагимом, мы на разных этих политических этих стоим, да, на противоположных, да, но я ни разу его, ни он, ни меня, ни я, ни его, никогда ни разу мы друг друга не неуважительной форме друг к другу не обращались. Поэтому... Да, подтверждаю. Люди даже с противоположных лагерей могут нормально пообщаться и поделиться своими мыслями, своими позициями, скажем так, то есть озвучить их и, возможно, подискутировать нормально. Конечно, войны, они бывают, да, но война заканчивается миром, и когда-нибудь же этот мир должен же настать между людьми, правильно? Вот, и этому должны поспособствовать все, короче. А это идет путем хорошего, нормального, здорового диалога. Вот этот раньше тоже, который зашел, заскочил, этот спортсмен, кто, тот, кто, все, и выскакивает. Ну, ты можешь, и что? Если тебя... Так, академик, что у вас? Походу, короче. Не стрелять в них! Выходите все! Ложитесь на землю все! Хотите остаться в живых, блядь! На землю! Выходите! Оружие сбрасывайте сюда! Давай, не переживайте, вас никто не обидит! На джихаде, что ли? Академик, у тебя там джихад идет в прямом эфире или что там? Ибрагим, а можно тебе тоже, ну, такое дружеское незамечание, как бы вот, ну, сказать, вот, высказать. Вот ты тоже, когда говоришь за русских, да, русня, это же тоже оскорбительная форма, понимаешь? А я могу объяснить, что это не оскорбительная форма, и это просто аналогичное или альтернативное название тому названию, которым называют чеченцев. Потому что мы, как бы, нам неприятно, когда нас Чечня называют. И
тут А как получается, должны называть? ну, хотя бы Чечения, Ногти. да? Ногчи, да? Так? Ну, Ногчи можно, Ичкерия можно, и Чечения можно, да, там. Хотя бы Чечения назвать. Потому что Чечня там, это как бы такое из разряда оскорбительного окончания. Это республика, да? Или вот что-то такое? Понял. Чеченская республика можно, да. Когда это специально вот в Россию, да, называется вот так вот ее приходится называть русня, чтобы они тоже понимали, что это другим тоже неприятно, когда их обзывают. Сейчас понял. Оказывается, это вы воспринимаете. Я не знал, что вы так это воспринимаете. Хорошо, буду знать. Так, кто у нас? Лазик. Тоже приветствую, Машу. Всем шалом, Ибраим, шалом. Шалом, Лазик, шалом. Шалом, Привет. всем. Привет. Я говорю, Вендетта, что, говорю, рекламировать начал, Adidas, Nike, это все такое, да? Это же Вендетта, не? Закер. Да. Поцелуй, видишь, что это самое, на аватарке. Мужик мужика в руку целует. Закир Адидас. Этот Закир Найк, он из какого течения? Он этот, да, как бы Ахли Сунна, да? Вроде, да. Ну, у него там своеобразный такой, тоже, как и у всех. Индийский ислам, да, у него? Ну, не знаю, там у него, и, оказывается, гури, это и мужики, и бабы, там он объясняет, что вот эти 72 гури, то у женщины будут 72 гурона, короче, типа. Ну, мозги он конкретно прокомпасировал, вот этот Закир Найк, многим. Слушай, я помню, он и еще этот был один такой Ахмад Дидат, и еще такой Гейдар Джемаль. Вот они вот на постсоветском пространстве очень сильно мозги вынесли люди. Да. Абсолютно. И его сын тоже этого Гейдара Джемаля, Орхан Джемаль. И плюс к этому еще такой есть журналист, может, напомнишь мне этот, с бородой такой, русский. Дугин, что ли? Не, Дугин это пропагандист. Там два Дугина, один ученый, другой пропагандист. Не. Но этот алкоголик, как же, Шевченко. Он вот был Шевченко, близко. он специализируется по Ближнему Востоку. Шевченко, Проханов и Леонтьев. И Карина Геворкян еще. Да, но вот эти три основных маджахета, они постоянно в Палестине джихаду призывают, там джихады всякие как бы провозглашают. Потом
В Сирии, кстати, они наоборот сирийцев гасить призывали. В Палестине они за этих, короче, вот так вот у них все. Ответственные за джихад. Но почему-то, когда в Украине война началась, войска Иисуса провозглашать, их отодвинули, когда нужно было провозглашать войско Иисуса, алейхиссалям, их отодвинули на второй план и выдвинули на первый план Алаудинова, который сидел где-то у себя в родовом селе, ну, штрафником, да, оттуда не высовывался. И как война началась, его оттуда вытащили и сразу поставили возглавлять войско Иисуса, алейхиссалям. Ибрагим, а кстати, во время Второй Великой Отечественной войны так тоже, Рокоссовского тоже вытащили, помнишь? Он же тоже сидел. Для меня она не великая и не отечественная, хотя мой дед со своими, их 6 было, они добровольцы. Ну, мой дед, он уже офицер был, и вот этих там своих двоюродных братьев тоже он как бы подтянул. 6 их, они ушли на фронт. И 2 только вернулись, там мой дед и еще 1. Другие вообще вот так вот без вести просто пропали. Прям до Берлина дошел? Не, до Берлина не дошел. Откомандировали домой и выслали. Да. Ну да, это черное пятно в истории Советского Союза, я согласен. Там он типа вот в этой Курской дуге участвовал. Ну, танковом сражении. Артиллерист на Катюши там. Это альтернатива Граду. Ну это до Града было, Протоград, скажем так. Да. И вот это в Ленинграде он на тот момент, да, Ленинград, Петербург, вот это училище военное там заканчивал. Короче, финское он такой участвовал. идеальный военный. Да, финское, потом, по-моему, в японское тоже надо у брата спросить. И вот это Второй мировой. Короче, там, я его медали этим цыганам раздал, когда они приходили просить милостыню. Ну да, понятно твое отношение, конечно. Понятно. Такая ситуация. Привет. Поэтому Машо. Короче, вот такое поэтому отношение. Там для меня она не великая отечественная, потому что ее начинали. Для меня это великое. Кстати, надо книгу Суворова надо дочитать, он там четко прописывает. Смотрите, если они говорят, Вторая мировая началась 1 сентября с нападения Германии на Польшу, и 17 сентября с другой стороны Советский Союз нападает на Польшу. Представьте, вот, Германия, Советский Союз. Когда польские части воевали против Германии, представьте, сзади нападают, и поляки остались, не знали, что делать. И многие сказали, что уже видят, что в плен не попасть, тем более в российском плену, мы знаем, в русском плену, что с ними было. И многие, генерал Андерс вроде, он сказал, что давайте будем уходить в Румынию. Некоторые ушли в Румынию. А в немецком плену что было? Мы сейчас не про немецкий, мы сейчас про русский говорим. И мы знаем, что с офицерами, солдатами в плену было, мы же знаем. Они это все списывали на немцев. А немцы, как захватили эти места, они провели расследование, все сказали, чтобы снять с них вину. Это только недавно признали.
валили все на немцев. Люди, которые сдались в плен, их расстреливали, находились с завязанными руками, выстрелами сзади. И не 1000, не 2000 их. Так, ветеран, смотри аккуратнее. С вот этими высказываниями тебя могут блокнуть, если уже тебе предупреждение не пришло. Понял. А насчет чего, я не понял. Ну, типа завязанными руками там, потом понял, вот это. понял. Просто понял. эти высказывания, они здесь говнюки, которые лазят, они жалобы кидают, как будто бы мы наоборот призываем к этому. Понял, понял. Валит, Танкер, вступление- этот был, Дзержинский был поляком, польским дворянином. да, много там было. Валит преступления, если меня обвиняют в преступлениях, я нахожу, они тоже типа совершали преступления. Не, они совершали ты за себя. Если у меня штаны желтые, мокрые, я говорю, у него тоже мокрые. Нет, ты на его штаны не смотри, смотри на свои штаны. Он за свои преступления ответит. Человек, это не оправдание, что типа там тоже совершали преступления. А Сталин и этот режим Там не тоже, там совершали именно совершали преступления. Сколько преступления. против своего народа совершали преступления-то? Сколько народу в Советском Союзе погибло? То, что чеченцев всех выселяли, тоже мы на немцев будем валить, что ли? То, что 1 миллион солдат советских, которые сами расстреляли своих. То, что все народы ссылали в Сибирь, там сколько миллионов погибло? На кого? Там насчет Катыни-то там немцев свалим, что, а следующее, на кого мы будем валить? Будем искать, на кого валить свои преступления, которые совершали против собственного народа. Не так надо оправдывать. Вообще не надо оправдывать, не надо. Это признавать надо. Преступника надо, это то, что это свой, это нормально, а чужой, это плохой, тоже так не пойдет. Да, Рокоссовский был маршалом Советского Союза, но по роду он был дворянином. Он даже сидел, по-моему, там, потом его во время войны выпустили. Многие были дворяне, и этот был дворянином, как его, Чичерин, министр иностранных дел, он тоже был дворянином. Перед этой войной весь офицерский состав, можно сказать, было, сидел или был расстрелян. Там Не приукрашиваешь, ветеран, не все. Сказать, низшего звена офицеры, там, это среднее, высшее звено, полное, можно сказать, все были расстреляны или сидели. Все кто? Назови по именам, пожалуйста. Сколько тысячами этих Ну, имен? назови 10 высшего командного состава. А? Высшего командного состава Нет, назови ты 10, меня которые... на засыпку мне вопросы задаешь или что? Не, просто я... Назови, пожалуйста. На засыпку, что ли, мне вопросы задаешь? Я вижу, тут что ли скажут, и немцы были, а теперь назови имена, Подожди, почему агрессируешь? Нет, разве этого не было? Нет, на мою агрессию не надо ссылаться, на меня не надо. Что ты хочешь оправдать преступление-то? Говорю, назови 10. Нет, тебе отвечать не хочется. Я уже вижу, что ты первый сказал, что немцы совершали... С такими людьми что можно говорить? И где я врал? Немцы совершали преступления. Где я врал? Не про немецкие преступления говорим. Это ты не про немецкий, я про немецкий говорю. Не мы, ты не говоришь про немецкий. С тобой разговаривать не хочется. Нет, тут он тебе что-то рассказывает, а ты ему берешь и противопоставляешь. А эти тоже типа
Это же другая тема, за которую тоже можно говорить. Я тебе что, ты на суде, что ли? Ты судья, я подсудимый, ты вопрос задаешь, я тебе должен отвечать. Нет. Я тебе вещи говорю, а ты фамилии назови. Ты кто такой, а? Ты кто такой? Нам от этого, подождите, не агрессируйте. Нам от этого не легче, да, вот если индейцы там кого-то, ну, хавали, да, если еще кто-то, немцы там вот этим занимались преследованием там, евреев, с ними вот это вот творили, не буду озвучивать, да, и от этого нам легче не становится. Если вот эти совершали преступления, то их преступления, они тоже имеют место. И мы, когда о них говорим, и кто-то начинает приводить, ну, противопоставлять другие преступления, то у нас получается какое-то, что не одни мы плохие. Один пример. На примере чеченского народа. За одну ночь 13 900 человек у нас в 1937 году забрали. И никто не вернулся. За одну ночь. Каждый год 1500-2000 человек у нас забирали. Это лучшие представители чеченского народа. А в 1937-м за одну ночь, говорят, 13 900 человек. Даже друг моего отца, он приходил и рассказывал, как его брата забрали. Он был маленький, говорит, ему где-то 16 лет, он ходил, искал его. А ты бы какие-то сказки, фамилии приводи. Какие фамилии ты что? Какие-то фамилии приводи. Ты думаешь, что все такие, как ты, что ли? Фамилии назови. Вообще мне с такими я вообще разговаривать. У меня общий язык не найду. Так, фамилии ладно, если здесь есть русские, вопрос актуальный. Он все еще остается открытым. Поднимитесь и, пожалуйста, дайте нам четкий, внятный ответ. Зачем русским государство, государственность и независимость? Вот зачем русскому народу, русскому люду вот это нужно? Ну, мы, даже фамилия, несколько фамилий. Блюхер, Тухачевский, Егоров, Каменов, много их таких известных. А это полковников, конечно, я не знаю. Фамилии назови. Ну, вообще несерьезный человек. Какое отношение тебе к фамилии назови? Там тысячами людей. Я бы с тобой поспорил, но, как говорится, с тобой говорить не о чем. Я с тобой спорить не с такими, с какой смысл спорить с тобой-то? Ну вот, ты со мной хочешь спорить? Не со мной спорить надо, а вот эти вещи надо доносить. А не со мной спорить, выбрать из человека, и ты решил со мной поспорил, и все нормально там. Ты с историей поспорь лучше, с историей поспорь. Ты решил со мной поспорить, Как ты хочешь? На кулаках хочешь или как ты хочешь поспорить? Или болтать? Я с тобой болтать не хочу. Все, успокоился. Смотрите. Вот этот вот прием, да, там, когда говорят, что Россия оккупировала там территории какие-то, и нам потом начинают рассказывать, а Америка, короче, индейцев там колонизировала там, истребила туда-сюда. И вот нам, например, чеченцам, которые недавно, вот в начале 21 века, да, ну, с конца 20 века, подвергаясь вот этой колониальной агрессии, ну, в начале 20 века мы очередной раз как нас колонизировали, да, оккупировали наше государство, и нам вот со всеми нашими жертвами, со всеми людьми, которые сидят с огромными сроками по сей день там в тюрьмах по России, потом со всеми вот этими войсками Иисуса, алейхиссалям, которые джихады теперь обязаны делать. Фард для них это предписано. Там в Украину идти и так далее. Вот
с вот этой всей темой нам то, что индейцам там где-то сколько-то веков назад кто-то что-то сделал, нам от этого легче же не становится. Мы вот здесь и сейчас говорим, а вот это как бы вот на какую-то там женщину напали, ее насилуют, и она сопротивляется, говорит, мразь, короче, оставь меня там туда-сюда, пытается что-то в глаза выколоть, короче, за все, что угодно сделать, там, расторапать, короче, вот этого насильника. Он говорит, да сиди, молчи, блин, вон в соседнем районе, короче, там вообще 10 человек напали на одну, короче, и по кругу ее пустили. Это то, что с тобой, это вообще ничего. Поэтому вот такие вот какие-то параллельные темы, да, которые в противовес приводятся, они не то, что там смешные, а, короче, не к месту. Так, академик, вы опять со своим джихадом хотите к нам зайти? Все, тихо! Не стрелять мне! Хэндехох. Хэндхох, короче. Он мне хэндхох, я ему беттихох, бэрбэ. Мистер, это у тебя орден Герой России там, да? Ну, там звездочка, она еще со времен Советского Союза, ну, флаг там, по-моему, у него... Времен. Флаг у него, по-моему, армянский. А вот звездочка, вот насчет звездочки не знаю, но очень похоже на звездочку, которая со времен СССР. Да-да. Брат моей матери воевал финскую войну, призвали его, финскую воевал. Вот эту отечественную я не назову ее. В эту войну воевал, получил тяжелое ранение. Другой брат пропал вообще без вести. На фронте 70 тысяч у нас человек воевало, представьте, 70 тысяч народу воевало. И когда поняли, что уже до границы дошли, видят, что побеждаем, превосходство в силе есть. И мы могут уже с фронта силой освободить 120 тысяч солдат. Представьте, они смогли с фронта освободить именно на нашу территорию. Это же много солдат. А в 41-м, 42-м, 43-м они еще не сделали, потому что эти люди нужны были. Могут с фронта снимать солдат. 120 тысяч на одну нашу республику, это же очень много-то. Мы сегодня, когда война шла, в Афганистане не было 100 тысяч солдат там. Ну, чуть больше было, представьте. В Афганистане, когда шла война, 100 с чем-то тысяч солдат. А на маленькую территорию они с фронта снимают, чтобы выслать этих людей. Представьте, 120 с чем-то тысяч солдат снимают с фронта, чтобы чеченцев, ингушей выслать. Просто выслать их. Представьте, для чего выслать? Чтобы, тем более зимой, не летом, не весной это делать, потому что летом, зимой как-то они выживут, в дороге от холода, голода не умерли. Ну, все делается зимой, в феврале. Мы знаем в Чечне, какие морозы бывают в февраль месяц. Тем более в Казахстане, какие морозы это время будут. Специально, чтобы этот народ не выжил. Этот какие-то фамилии назови мне, говорит. Я назову фамилии, не назову это что, решает что ли? Ты со мной он решил поспорить. А ты вот с правдой поспорь, лучше не со мной.
Мой старший брат, когда у Селена на руках был, он там от голода, холода умер. 2 года ему не было. Там умер он, мой брат. Это какие-то сказки рассказываешь. А сколько их умерло таких? Детей, стариков. Детей вообще умирали, дети все. Не выживали, потому что и холод, и молока нет у матерей. Все дети умерли там. Там мало кто остался. Это сказки. Мацал шекера шишо каячвол. Кант. Каненац. Короче, моя бабка рассказывала, вот 2-летний мой дядя, 2-летний ребенок, вот так вот он и умер, короче. Хоть кушать, хочу кушать, хочу Я говорил. что хотел, я пока не забыл, хочу сказать, это рассказывают, вот этот ребенок на руках умирает, вот эти женщины этих детей прятали, потому что если умер, его отбирали, выбрасывали. И этих грудных детей, чтобы не выбрасывали, он с холоду, голоду умирает, потому что ничего нету с собой, ничего не давали брать. Это же рассказывают старики. Этих детей, говорят, грудных они убер, он прятали. И этот хочет защищать их. Он как будто судья. Но самому не стыдно тебе, ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь. Защищает этих. Потому что один сам из таких, Сам из таких. Да, ветеран, он такой же. Кто наших врагов защищает, такой же. Да, враг. вот люди, вот старики рассказывают, детей, говорят, прятали, что они не знали, что они погибли. Потому что, говорит, ребенка забирали, выбрасывали этих детей. Хоронить не давали. А у нас Кадырова, говорит, правильно выслали. Просто так, говорит, не выслали. Кадыров у нас горячо любимый всеми-то. Сейчас он опять пойдет, потому что сейчас показывают, в Хосе-Юрте собрались старики, там зикры делают и просят, чтобы он остался обратно. Они рассказывать не будут. Нам будут эти арабские сказки рассказывать. Все вы, чеченцы, врете все. Рассказываете про нашу родину неправду. Сталин герой. Мы когда Сталин умер, мы все плакали. Не надо врать тут. По сей день целуем его в усы на памятнике. Памятник у него. А этот человек у нас был министром был. А у него памятник Сталина. Потому что его предки работали НКВДшники, как Кадыров сам говорит, вот его предки НКВДшниками были. А, конечно, он будет хранить памятник Сталину, бюст Сталина. Он же его отцы, он такой же родился своих отцов. Такие люди у власти в Чечне. Именно такие люди, которые все время предавали свой народ, начиная с Ермолова. Как сам Ермолов говорит, что самая мерзкая, подлая часть это чеченская милиция, говорит. Что, говорит, никакой надобности в них не было, у этой сволочи, он так и пишет, у этой сволочи единственная цель преследовал, чтобы между ними была ненависть друг к другу. Посеять вражду. Чтобы они, чтобы вражду иметь между ними, чтобы они никогда между собой не могли. Именно для этого он их это держал-то. По сегодняшний день это идет. Вот эти вот Кадыровы, Алхановы эти, они обслуживают Россию. И типа мы там, нас выбрали, нет. Кто вас выбирал? Вы кого спрашивали?
Халка чувина газ говорит, милоца, прямо цахаис. Какой нация этот герой был, воин? Что-то у него... Это мой, этот самый, ну, постоянный здесь подписчик, скажем так. Он часто у нас бывает. Это да? армянин из России. Понял. Манкурт. Мой брат Симонян, наш тоже обслуживает Россию. Больше, чем русский обслуживает. Кстати, Симонянша, вот этот Петров и Баширов, когда интервью у них брала Симонянша, она четко их отмазывала. То есть она тоже в курсе вот этого отравления. И в этой системе участвует как соучастница. Так, я сейчас через пару минут буду, друзья. Пока здесь будете контролировать ситуацию. Здравствуйте. Шалом, салам, мир вам. Здравствуйте. Шалом алейхум, салам алейхум. Салам, мир вам. Здравствуйте. Шалом алейхум. Ну, просил же нам понаблюдать за ситуацией. Приветствуем маршрут. Чем он герой? Что людей это 10 миллионов это в лагерях сгноил. В чем геройство его? А? У меня был родственник, он уже не живой. Он когда чеченцев выслали, его там назначили секретарем райкома. И он потом рассказывал в старости, что там творилось вообще. Там половина не доехала в вагонах в этих. А вы знаете, что когда чеченцев выселяли из Грозного, что горские евреи охраняли их дома? Когда чеченцы вернулись, они отдали, потому что чеченцы наши братья. Мы тоже ушли, грузины оставили, все ушли. Знаем, брат, конечно. Да, знаем. И это знаем. А кто там, где он, что, какой герой он, как можно людей выставить? Тут самое интересное вот в этой когда истории, закрывали мечети, когда закрывали церкви, Бэткнессеты, Сталин закрывал, значит, понимаешь, уничтожение происходило. Святые книги сжигали, понимаешь? Ну почему мы говорим святые? Почему мы говорим святые? Не от того, что они святые, эти книги, над ними надо молиться, а от того, что их написали люди, которые были на духовном состоянии. Эти люди писали эти книги. И эти книги сохранились. И когда даже высылали в Сибирь и моего дедушку Раби Рафаиль, это получается моей бабули, сестры, муж Мушаилов, когда их выселили из Буйнакска, была столица Дагестана тогда, перед Махачкалой, то и они тоже там секретно изучали Тору, и его за это расстреляли. Люди жили веками и за одни сутки, как скотину закинули в это, как его, вагоны. Там, а в вагонах сколько не доехало людей, как вот эти вагоны, которые самые, там люди из голода умирали, из холода умирали. Людям не давали по нужде выходить. Айсобушит, ты правильно говоришь, Берорка. Дай Бог всем нам здоровья, дай Бог, чтобы над нашими головами было чистое небо над головой, чтобы мы всегда были братьями, и что эти все интриги, которые делают между нами, чтобы они рассеялись, потому что мы взрослые люди, мы знаем, что такое, значит, семья,
Мы знаем, что такое сосед. Сосед даже бывает ближе, чем родной. Ну, сюда заходят провокаторы, это специально. Специально заходят. Не, я не говорю за провокаторов. Провокаторы это, брат мой, я служил с чеченцами, служил с грузинами, я служил с ними в Подмосковье 2 года. Понимаешь, я знаю, что такое дружба, я знаю, что такое достоинство мужское. Я прожил в Дагестане 27 лет. Я к тому, сейчас живу в Израиле. Сколько судеб покалечено, сколько, мы сейчас говорим, вот представь, молодой человек, он женился, ему 20 лет, я не знаю, он вот только женился, и на 3-й день к нему приходят, и его в вагон, и давай в Среднюю Азию его. И там их, когда привезли, вот рассказывал наш родственник, их выкидывали прямо, и там вообще ничего не было. Степи. И в степи где-то. А вообще в переводе Адам, в переводе это не имя. Адам на иврите, в переводе это человек. От слова доме, подобный ему. То есть каждый человек должен подобиться Творцу. Быть на уровне Творца. Потому что ему дана жизнь в этом мире не для уничтожения, а для процветания этого мира. У меня учитель был в институте, я когда в университете учился. Он 7 лет сидел в лагерях. За что? Он работал в институте и еще в другом месте работал. Ну, и он вышел из института и туда шел, на другую работу. И по дороге он встретил человека, он говорит: здравствуй, здравствуй, как дела? Он говорит: вот, мне, говорит, одна зарплата не хватает, я, говорит, на 2-ю работу иду. На 2-й день к нему ночью пришли, забрали, значит, не хватает, говорит, забрали его, и 7 лет он сидел вот из-за этого. 7 лет жизни у него забрали из-за слова его, просто вот так он сказал, вот так. Это я не знаю, биджо, это я не знаю, брат мой. Берорка, это я не знаю, родная. Это такие моменты отдельные, и за что забрали, за анекдот. За то, что работал человек, хотел заработать копейку для своей семьи. Я не знаю это, брат. За шутку, за анекдот забирали. За квартиру, вот хорошая квартира. Напишет на тебя кто-то, скажет... Я тебе говорю, худок или мердер, я это первый раз слышу, я не тауши. Я это первый раз слышу такие вещи, брат мой. Я не знаю, для меня это далеко, я не понимаю. Если человек, достойный человек, он сам хозяин своей жизни, он может работать, а может не работать. Я другое говорю, просто так, ни за что забирали, вот ни за что. Да, это в сталинское время? Да, в сталинское время. А это да, я знаю, брат мой. Что ты мне говоришь? У меня дедушка был чекист. Но они подпольно учили Тору. Потому что за то, что кто учил Тору, их высылали в Сибирь. И Коран кто учил, и Библию кто учил. Как можно оправдывать сталинских палачей? Как? Мне иногда, когда я что-то говорю про Сталина, мне говорят: как ты можешь говорить, он грузином был? Ну и что грузином был? И что? Не, я наоборот говорил, что эти религии, они были придуманы человеком. Ну пускай эти религии останутся. Они будут, как знаешь, это... У каждой религии свои традиции. Никто никому не мешает. Потому что в Дагестане так было. Здесь еврейские, а здесь мусульманские. Через дорогу. Нет, сейчас это не так. Сейчас это уже основной инструмент для манипуляций. Я знаю это. Что ты мне говоришь? Этот самый... Братуха, я служил в советской армии. Я знаю, что это такое. Я приехал с гитарой в армию и уехал с гитарой. Нам, вот именно чеченцам, из-за этих религиозных приемов, да, из-за религиозных наших убеждений, мы вот
Ну, я служил с твоими отцами. Да. Вот я не знаю, отец твой. Не только мы. С Грозного. Я служил с ними. Они меня прекрасно знают. Скажи я. Да, понимаешь, не только пострадали, а лишились своего государства, еще умудрились стать виновными во всем этом. И еще по сей день вот, по всему миру нас как подопытных кроликов нами управляют. Куда-то в Сирию закидывают, куда-то там против евреев, Палестины. Нет, потому что евреи всегда были братьями чеченского народа. Когда их выселили, кто охранял чеченские дома? Горские евреи. А когда они вернулись, они им сдали эти дома, приветствовали их с хлебом, солью. И, да, действительно, кому-то не нравится, что евреи через 2000 лет вернулись на свою землю. Представьте, они все это время мечтали, вернулись, построили свое государство, и таких людей уважать надо. Ай, саубашит. Через 2000 лет вернуться. Это слабый народ, слабая нация такое не сделала. И сколько войн они? 47-й, 48-й, 57-й, 67-й, там сколько? И сегодня этот народ Аминь. И воюя этот народ одновременно цивилизацию развивает. Медицина, чего только они вот одновременно воюя, они все это развивают. Аминь. Уважать надо таких. Аминь. И мы уважаем тех, кто нас уважает. Поэтому худок элементы, худок я что хотел сказать. Если мы, чеченцы, изменили свое отношение к евреям, не слушали бы этих всяких проповедников. Конечно, и я говорю, если мы протянем руку евреям, я знаю, они наоборот, и не только руку протянут. Они помогут и все, а мы нуждаемся в помощи. У нас, мы же, как, не знаю, 1/3, можно сказать, не дома живет. Дома, которые они подавлены. Нам союзники нужны, не враги. А нам не только евреев на враги. Весь христианский мир навязывают. Типа мы должны с евреями и христианами. Вот когда эти арабские проповедники, которые у нас эти проповедники, типа мы должны воевать с христианами, евреями и всем западным миром. Вы что говорите? Брат мой, я тебе скажу, что те люди, которые из Дагестана принял, из Палестины, в Палестине никаких арабов нету. Там Палестина, это вообще придуманное название. Была Иудея и Самария. Это римляне, когда зашли, Иудея и Самария, они хотели стереть слово. Вот Эли Публий Адриан был император, вот он этот последний, вот при нем это все было. Да, историю я знаю вот немного так. При Антиоха IV, правда, Александр Македонский евреям нормально отнесся, он с ним. Конечно. И даже вот хазары приняли еврейство. Антиох IV Эпифан, вот он там, вот, и при нем восстание Бар-Кохбы, все это вот. Антиох IV, это император Адриан Римский, Антиох IV, это селевкидский царь был. Ну, это Кохбе. Бар-Кохба, да. Мы как-то надо и свою историю, чужие. Многие свои не знают. У нас чеченцы своей истории многие не знают, потому что Чечня не учат, родители не рассказывают. Мы учим арабские истории, и даже сказки. Не настоящую арабскую историю. Сказки арабские учим. Палестина – это придуманное название. Палестинаем. А слово римляне, ты правильно сказал. Не смотри, что делают эти палестинцы. Они даже 100 тысяч человек работало в Израиле. И каждый день они работали здесь, в Израиле, до 3 часов дня. И увозили 400, 350, 400 шекелей. У них своего даже рубля нету. У них своих денежных единиц нету. Тех мы слушаем. Чеченцы, мы не тех слушаем. Не тех мы слушаем. Нет, я тебе говорю, что это арабы, это не арабы. Даже Арабские Эмираты говорят, что это не арабы. А это бандиты, хулиганы. И это знаешь, как это... Отсюда взяли, лишь бы заселить эти места. Откуда после
второго храма. Первый храм, когда разрушили. Потом второй храм разрушили. Еврейский был. Кто был первый царь Израиля? Шауль был первый царь Израиля. Потом второй царь был Давид. Потом Соломон, Сулейман, одно и то же лицо. Посмотрите, что говорим. Арабы это не палестинцы, мы это уже знаем. Палестинцы это народы моря их называли. И многие относят, что они от Эгейскому морю. Там цивилизация была. От народа моря, Микенская цивилизация. Многие относят, что они оттуда. Арабов там вообще не было. Но мы знаем, что... Арабы с евреями дружат сегодня. Арабские Эмираты дружат с Израилем. Но мы вот знаем, я часто повторяю... Они сами говорят, Хамас, уничтожьте Хамас. Потому что это идеология бандитам, хулиганам. Они хотят душу человека, не шама. Душа человека. Они хотят его забрать бытоха бункером. Это как крысы. Подземелье. А идеология Творца – это Иудея и худ. Что такое худо? Худо – это мы кавказские говорим, горские евреи. Худо – это Аллах или Ким. Что такое худо? Худо на иврите – это ихуд. Ихуд на иврите – это баяхат. Баяхат – это вместе. Читая историю, вот, начиная с фараона Рамзеса, там Хетская держава, где эта битва происходила, все время Персидская империя, до персов, там ассирийцы, как там ассирийцы захватили, тоже мы знаем, что они только не делали. Ассирийцы вообще там зверствовали. Потом Персидская империя, Александр Македонский, римляне, что только не... Потом арабы там, до арабов, сасаниды, что там, они все эти проходили через землю Израиля. Представьте, там сколько... Александр Македонский ввел красиво он сделал. Он мужчина. Александр. Мой племянник тоже Александр, потому что и мой брат двоюродный тоже Александр. Хотя мы евреи, потому что евреи брали это имя от того, что он был достойный друг Израиля. Даже вот, по-моему, картина Санахириб под стенами Иерихона или Иерусалима, по-моему, да, такие картины, вот это ассирийцы. Да, Иерихон, да. Да, вот под стенами Санахириб, это ассирийский царь. Мы потом знаем, Навуходоносор II, тоже вавилонский плен, забрал их, евреев, всех ремесленников, все. Но при Кире II Великом он уже обратно евреев, обратно на родину отпустил. Немного. А мы сегодня говорят, что евреи убивают мусульман. Ну, когда никто не убивает мусульман, братуха. Именно твой. Мы не воюем с мусульманами, мы воюем с бандитами. Ты защищаешь свою землю, родину, это защищать. Не, я тебе говорю, мы не воюем с мусульманами. Посмотри, в Израиле живут 2 миллиона арабов. 2 миллиона, и они все... условия имеют, они имеют по 12 детей, как мы, горские евреи, когда-то имели по 10, 8, 12 детей, они получают за это деньги, они все. 2 миллиона евреев живут в Израиле. Неужели же мы можем... Мы не воюем с мусульманами, мы воюем с бандитами. Когда начинаешь говорить, давай, он знает про Палестину, потому что они друг друга там пересылают, типа, евреи убивают мусульман. А как, не, подожди, а в Судане что происходит? Говоришь, а про Судан он не знает, потому что там... Судан они друг друга убивают. А Судан они не знают, а потому что в Судане что было? Друг друга убивают они. За Судан не говорят, арабы, за это не говорят, говорят только за это. 70% арабов, 70% арабов, и все они находятся у власти. Вот коренные, вот
африканские народы, они, как и черные, разделяют, это третий сорт у них. Они вот, арабы, все время вот этих угнетали. Сегодня отбирают у них земли, там 15 миллионов беженцев. Сколько они их убили? И вот эти власти, которые арабы сегодня находятся, они воюют между собой, угнетая одновременно эти местные народы. Эти два генерала арабы, до этого один, другой, этот Башир был. Сейчас этот, как его... Скажи мне, пожалуйста, брат мой, ты в Дагестане когда-нибудь был? Я, например, был в Грозном. Да, был, конечно, был, да. Дагестан. Это благородные люди. Смотри, 33 национальности, все сплетенные. Мы все в садик ходили вместе, в школу ходили. Мы все кусок хлеб кушали. Мы когда в гости приходили, столы накрывали. Но моя бабуля говорила, бабуля моя, она, у нас все кошерное было, кошерное, знаешь, все, даже посуда кошерная была, мамна. Она говорила, когда ты придешь кому-то в гости, ни у кого ничего не кушай, потому что она знала, может, там не кошерная пища есть. Потому что это не кошерная пища, она влияет на мозг человека другой реакции. А бабуля моя была кейвони на свадьбах. Кейвони, знаешь, что такое? Она на горских, на кавказских свадьбах в Дагестане готовила. На свадьбах у нее бригада была. Нохча, что ты молчишь, Нохча? Родной. Я служил с чеченцами. Я даже дрался. Чечены, ингуши, грузины, грузинские евреи. Я с ними дрался даже. Они знают, кто я такой. Ты понимаешь? И уже там на ножах пошло. Ну, потом посадить меня в дисбат. А когда узнали, со сколькими человеками я дрался, они все документы порвали. Меня кто спас? Один человек. Это был старший сержант. Он был из... он был, знаешь кто? Он был таджик. Таджик был он, таджик. Он меня спас. Евреев в Чечне, давайте... Он был таджик, он меня спас за одно слово. Там офицер мне документы выписал. А что вы убежали, оставил нашу чеченскую землю, горские евреи, а? Это же ваша родина, она же вас кормила, а? Что вы оставили свою землю? Братуха, это земля... не ваша земля, запомните, запишите эти слова, ребята. Это не ваша земля. Я не претендую на эти земли. Я тебе говорю, когда мы... Слушай. Подождите. Это что за палестинец зашел? Я не знаю, это какой-то интриган зашел. Фри, Палестайн. Я тебе отвечу на твой вопрос. Алло, пластилинец. Нет, тормози. Я отвечу на его вопрос. Это не мои слова. Я отвечу на его вопрос. Подожди, брат мой. Я отвечу на его вопрос. Зачем ты перебиваешь? Он же мне задал, не тебе. Что вы, евреи, уехали с Грозного, да, там? Да. Ай, Сава Башит, мой родной. Я тебе так скажу, братуха. Хоть ты мне скажешь, что я не твой родной, мы все живем на одной планете. С этой планеты мы никуда не улетим. Понимаешь? Нет. И я тебе так скажу, братуха. Если ты скажешь, ты не мой братуха, то про себя скажи. Но я тебе одно скажу. Смотри, братуха. Обратно я говорю, братуха, потому что... Извини, родной. Я, может, тебя обидел. Я не хочу тебя обидеть. Я тебе так скажу. Ты живешь на планете Земля. Что такое планета Земля? Планета Земля – это Кадура Арец, это Дуния, на которой живут люди. Да, временная Дуния, да. Эй, Саубушит, именно твой. Дай мне один слово сказать, да? Ну вот ты красавчик, ты такой красивый вопрос задал. И я вот буду сосредотачиваться вот на этом вопросе. Вот эта Дуния, как мы говорим, да?
Кадур Арес на иврите. Это земля, кадур. Кадур это круглый кадур. Мячик, есть кадур, мячик, да, есть кадур, земля. Вот эта дунья, мы вот эту дунью получили в подарок от Худо. Худо нам дал, ну, как хотите назовите, у него по-мусульмански это 99 имен. А на еврейском 70 имен, 70 имен у него. Но он один. Он один. Это Худо, Илюким, Алля. Значит, как хотите его назовите. У него 99 имен, это говорят мусульмане. А мы, евреи, говорим, у него 70 имен. 70. И еще 2 плюс Шалом. Шалом, это тоже его имя. Шалом, салам, это его имя. Это Творца, Алла и Люким. И теперь смотри, мы вот этот Кадура Арес, как мы говорили, вот эту дунью, мы его делим, знаешь, как пирог. Это кусок твой, это твоя, это твой, это мой, это чуть больше, чуть меньше. Вот посмотри. А какое право мы имеем, люди, которые пришли на этот мир, в этот мир, как гости, когда наши усопшие умирают, наши родные, мы говорим, они уже дома, а мы еще в гостях. Когда они это говорят, я говорю, правильно, а какую же землю мы будем здесь делить? Земля-то нам дана на прокат, мы его взяли на прокат. Я вопрос задал, у меня 2 вопроса, вот коротко ответь. Зачем вы, евреи горские, убежали с Чеченской Республики? Это же, вы же там жили, кормились. Ответь, почему, причина, в чем вы убежали? Коротко ответь. Еще один, второй вопрос. Я тебе скажу, брат, хороший вопрос. Я тебе скажу так. Во-первых, я тебе отвечаю, ты меня слышишь, хорошо? Первый, я второй, как слышишь, прием. Прием. Хай. Все придем. Я тебе говорю еще раз, брат мой. Мы не убежали. Дагестан, Кавказ, Кабардино-Балкария и прочие вот эти моменты, куда пришли из Ирана, из Древней Персии горские евреи. Это наша родина. Мы там родились, молодежь. Мы там родились. Родину, вы покинули свою родину, получается. Когда вам плохо, вы бежите оттуда и переселяйтесь в другие земли. Дай мне договорить, брат мой. Дагестан моя родина, я там родился. А Израиль это мое отечество, братуха. А теперь как понимаешь, хочешь? Вот он будет эти вопросы задавать, и Нохчи назвал себя. Я тебе говорю, Нохчи. Я на любой вопрос отвечу. Это не Нохчи. Я на любой вопрос отвечу. Смотрите, он будет вопросы задавать, не надо на его вопросы отвечать. Подождите, у него изначально нету интереса слушать какой-то ответ чей-то на вопрос. Так я же отвечаю. Дагестан это Кавказ. Подождите. Ему вообще не интересен ответ. Он просто ненавидит евреев и все. Что бы ему не было отвечено, он будет топить за пластилину и ненавидеть евреев. Вот так. Неправда. А что правда? Тебе же предписано ненавидеть евреев. Ты что? А кто? Не мусульманин? Где предписано ненавидеть нормальных людей? Где это? Сура 5, 51 аят, сура 5, 57 аят. Прочитай. Ну, не отходите от темы, пожалуйста. Просто интересно, причина в чем была? Вы когда война это была? Я тебе ответил, я же тебе сейчас ответил. Ты опять что-то убегаешь от темы. Он еще один момент сказал, этот граф. Тебе не интересен вообще его ответ, его... Почему не интересен? Я же слушал его. Комментарий. Я тебе объясняю, тебе вообще не интересен, тебе предписано. Ну тогда ты объясни мне, почему евреи уехали? Объясни мне, я слушаю тебя тогда. Потому что у них на своей родине все тогда возвращались, чтобы построить там свое государство. И когда в Совке вот эти всякие волнения начались, как раз на этот период их начали звать домой. Они как раз вот уехали к себе домой, восстанавливать, строить, жить в своем государстве уже, а не в чужих странах.
Тут вопрос, когда ты уедешь на свою родину? Хотелось бы знать. А еще один вопрос у меня очень интересный. Вот это стратегически важный вопрос. Я так понимаю, исторически на этой земле жили не только евреи, и другие народы же даже. Я прав? Нет, не жили. Нет, Только евреи там жили? Только евреи? Там жили другие народы, потому что евреев оттуда выгнали. Вот почему там жили другие народы. Не. Почему я имею в виду одновременно. На чеченских территориях живут дагестанцы? Потому что в свое время чеченцев выслали. Также и евреев в свое время выслали. Вот они там и жили. Параллели. Отвечаю, одновременно евреи жили в Мекке и в Медине. Если ты посмотришь на хадисы, на аяты, там вокруг и около везде евреи. И по соседству с пророком, и на базаре с пророком, и еще где-то с пророком. То есть там везде вокруг евреи. Ибрахим, Сами хадисы и аяты это говорят. В Медине и Мекке повсюду евреи. Он отрабатывает свой хлеб. Он будет задавать вопросы. Он отрабатывает хлеб. Какой хлеб? Какой хлеб? Не понял. Ты сам знаешь, что ты отрабатываешь. Он будет я работаю на заводе, Хабиби, я на заводе работаю. Таких чеченцев много у нас. Таких чеченоговорящих много. А ты докажи, что мы ты тебе твой адрес тоже, ты тоже поедешь куда-нибудь, тоже на родину. Куда я поеду? Не, моя Европа, ребят. Европа моя. Уехали. Ты когда уедешь на свою родину? Скажи мне. Совесть рано надо пока, иметь? рано. Я приехал, чтобы пока тебя пинком, да, брать у них вот цивилизацию, ум, прогресс, там, развитие, технологии. Я приехал учиться у них пока. У него родины нет, он кочевник. Ну, я вам объяснил, я приехал брать у них науку, понимаете? И все. Временно все просто. Собираешься, когда науку? Конечно. Подожди, да, а кто тебе позволил? Ты мусульманин? Ты мусульманин, Алёш 29? А кто тебе дозволил ехать кафиром? А кто не дозволил? А где мне еще учиться? А где, в Афганистане, что ли? Или в Пакистане я должен учиться? Конечно, там же ислам, мусульмане. Не, тут нормально, все нормально, ребята. Мы скоро исламизируем Европу. Да уже 50% уже сами понимают. Подожди, ты что смеешься с того, что тебе предписано? А почему нельзя? Где учиться? Где наука в данный момент? В Европе. В Судане учиться, в Судане, в Сомали, в Мавритании. Не, сами учитесь, вы там сами учитесь. Алло, 29-й. Ты мусульманин? Я вообще не пойму. Вот такие люди называют себя чеченцами. Ни правил, ни принципов, ничего нету. Личная выгода. Нету принципов. Кого угодно продаст, кого угодно. Представь, вот что у него за принципы. И этот человек написал. Чеченец, если приехал, никакого отношения к чеченскому народу. И свою религию продаст. Свою религию уже продал. Да, свою религию уже продал. Свою честь продал. Свое все продал, свою там национальный свой интерес продал. Уже давным-давно Аллаха продал, поменял на 5 копеек земных. Вы хотите сказать, что я не имею права приехать учиться, что ли, да? Это хотите сказать? А? Мы не говорим. Ты открой Коран и прочитай аяты, если ты мусульманин. Мы сейчас говорим о современной жизни. Ты что, современный ислам, он что? Коран не нашего времени. Ибрахим, ты хочешь, чтобы твои чеченцы поехали в Пакистан, что ли? Что ты меня туда отправляешь? В Пакистан, Индию? Сами туда, свою Индию. Ты при чем? Чеченцы. Ему вопросы задавайте. Не он задает, ему задавайте. Это не чеченцу задавать вопрос, арабу этому. Да, ты Ахлю Сунна валь Джамаа, ваххабит, тогда, пожалуйста, отвечай своим вот этим идеологиям. Ну, смотрите, ребята, если по-честному, вот эти же европейцы тоже ездили исламскую цивилизацию учиться. Коротко объясню. Смотри, у чеченцев нету никакой вражды ни с европейцами, ни с американцами, ни с евреями, ни с другими там нашими соседскими кавказскими народами. Вообще никакой у нас... Нет, конечно.
агрессии никакой с ними, конфликтной ситуации нету. А Не в может исламе, да, а в исламе тебе предписано с ними враждовать. Потому что они враги Аллаха, понимаешь? Ибрагим, а можно Поэтому тебе ты вот- спросить? Я всю жизнь ходил в мечеть с детства. Ни разу не слышал, что наши мечети меня учат враждовать или убивать, или ненавидеть людей. Что вы наговариваете на ислам, а? Что вы наговариваете? Вам самим не стыдно от своих разговоров? Ты сейчас свою ненависть ходишь по всему ТикТоку и с евреями везде постоянно их материшь. Всякие агрессивные. Я никогда не их общаюсь адрес матом, я высказываешь. чеченец, я себе мат не позволяю. Откуда ты это взял? Да я тебя слышал 100 раз. Откуда ты взял не эту матерюсь. ненависть, эту вражду? Эту вражду откуда ты взял? Ну, весь мир говорит, даже сами шведы протестуют против этих израильских зачисток. Нет, весь мир, и так например, далее. позволяет проституцию, там, наркоманию, я не знаю, голубизну. Ты тогда да. тоже это понимаешь? Ну смотри, а кто уничтожал статую Иисуса? Сахалские ваши солдаты. Почему вы плюете на монашек, христианок, а? Почему вы это не обсуждаете, Ибрагим? Тебе Давай зачем? объясни мне, я слушаю. Зачем тебе? А зачем тебе тогда чеченцев какого обсуждаете, хрена? мусульман? Тебе какого хрена нужна статуя Иисуса? Зачем она тебе нужна? Ты же сам... она стояла ты же там сам столетиями. Алло, 29-й, не перебивай. Тебе самому предписано уничтожать все эти реликвии. Не предписано мне никого убивать. Конечно, предписано у тебя уничтожать все вот эти вот... А почему я в мечети ни разу не слышал, что я должен кого-то убивать? Вот объясни. Будду, помнишь, в Афганистане Будду взорвали, помнишь? Огромного. Правильно взорвали. А что ты тогда лезешь к Иисусу, к памятнику Иисуса? Ну, вы же себя обеляете там, мы такие за справедливость, мы против бандитов, террористов, а сами террористы. Алло, 29-й, я просто у тебя спрашиваю, я не пойму. Я там имею моральное право, например, покритиковать, не хочу поклоняться евреев. Подожди, я имею право критиковать евреев, там, я не знаю, кого угодно. В отличие от тебя, я имею право на это. Ты зачем вообще критикуешь? Зачем ты критикуешь евреев, когда тебе предписано все вот эти изваяния, всякие я не критикую евреев. Я не критикую, я вот эти факты сказал. Почему Цахал уничтожил памятник Иисусу? Потом Италия произвела этот памятник и отдала там этим арабам, где она стояла. Ибрагим, салам алейкум. Вот этот человек, называешь себя чеченцем. У тебя там с головой... Подожди, он сейчас что-то сказал. Он что-то сейчас сказал, я ему просто объясню. Алло, еще раз, у тебя предписано уничтожать все эти памятники, все вот эти молебные какие-то камни. Памятники надо, это не надо, это многобожие убрать к черту. А что ты, я не пойму, и что тогда? Что не ты с этим памятником что-то сделал? Ты евреев как бы пытаешься критиковать. Ибрагим, салам алейкум. Я что хочу сказать, вот этот критикует евреев, что они типа убежали. Но самому не стыдно тебе. Они уехали, ты сам говоришь, что образование получить там, в поисках лучшей жизни, ты сам говоришь, уехал в поисках лучшей жизни. А они уехали на свою историческую родину. Подожди, хватит болтать. Вот эти люди уехали на свою историческую родину, потому что там и образование лучше, потому что там и медицина, там все лучше. То, что они там растят помидоры и апельсины, это лучше, что ли? Хватит болтать. А ты тоже в поисках лучшей жизни убежал. В поисках лучшей жизни для себя. Люди свою на историческую родину тоже образование получат у себя на родине. Не, я-то обратно чуть-чуть поеду, потом буду применять свои знания. Нет, с тобой разговаривать, это как со свиньей, да, разговаривать. У тебя никаких принципов, ничего нету. По тебе же видно. Нет у тебя ничего. Чеченского ничего нет у тебя, чеченского нету.
Извини, что брат, это извини, за не надо оскорблять, не надо, братуха, я тебе так скажу. Понял? Не Это надо не оскорблять. оскорбление, Не, если- секунду, братуха. Я Не называю, надо, кто есть. я тебя перебиваю. Вот Нет, эти не люди нас оскорбляйте. позорят. Это Нет, не оскорбление. не Они надо, позорят, не эти надо, свиньи брат. нас позорят. Ладно, оставь этот Не разговор. позорят Позорят, нас, ладно. чеченцев. Дай мне слово сказать. Ты ответь мне, почему разрушили статую Иисуса? Я тебе израильские так солдаты. скажу. Когда, значит, этот чеченский президент сегодня кто у нас? Ахмад, да? Кадыров? Нету там президентов, руководители есть. Президентов Руководитель Ахмад Кадыров, Нету по-моему, да, его там фамилия? чеченского никого, там русский. Не, чиновник. подожди, брат, одну Не секунду. надо тут российскую пропаганду гнать, чеченский президент. Подожди, брат. смотрите, Не, подожди, в Чечне, в всех Чечне. я вас Да, выключаю. Подождите, не перебивайте друг друга. Инсгоен, Тойзан, ты даже не понял, как тебя лбами столкнул. Нет, вот я этот хочу- говнюк. Да, вот Я этот это говнюк, понимаю, как вас- просто говорит, Подождите, дайте мне высказаться, чтобы вы поняли мысль, да? Ты когда какое-то говно сидит и евреям будет тыкать пальцами, я же об этом говорил, вон в Телеграме, когда там говорили, почему евреи это то, там, когда чеченцев чморят, почему вы что-то говорите, не говорите. Если какая-то говна, которая представляется чеченцам, будет заходить и будет пальцами тыкать в одно место евреев, евреи в полном праве, в моральном и так далее, делать ответку вот этим говнюкам, понимаешь? И ты туда уже вмешиваешься, когда у нас получается, Так, что как будто бы мы на одной Ибрагим, линии я же выстраиваем. тогда со своей стороны имею тоже полное право сказать этому еврею, что это не чеченский президент. Я не имею этого права, я должен Ты имеешь молчать. право, просто ты сейчас с говнюком выстраиваешься в одну линию, я тебе об этом говорю. Но также и еврей выстроился в эту же линию, сказал, что Кадыров это чеченский президент. Ёлки-зеленые. Да, но он может опустить вот этого, сказав, что ты соскочил куда-то, он от кадырки своего, от всего, где-то ходишь, лазишь, да, там, и сидишь, что-то евреям говоришь, а ты раз вмешиваешься, и получается, что там, это потом ты можешь объяснить, кто такой кадырка уже, когда ты будешь говорить, а сейчас у нас вот это получается I am так, so что ты... sorry. My Да, fault. получается так, что ты с вот этим, он как бы вас стравил, Да, 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 и да. сам раз отошел. Как всегда, чеченцы во всем виноваты. Это да, я согласен с вами, бедные чеченцы. Да, так получается, что мы всегда крайние бываем. Да, вот Мусульмане такие молодцы, говнюки, евреи да, говнюки. молодцы, а чеченцы, они всегда крайние, получается. Да, какой-то Я считаю, в говнюк. принципе, это по праву, потому что образование... Да, какой-то говнюк заходит, какой-то ваххабит, исламист там и так далее. Вообще без опознавательных знаков, у которого ни родины, ни племя, ни флага, вообще ничего нету. Он заходит, за какую-то фластелину топит, а ответку на чеченцев переводит и сам под корягу заползает. И, то, конечно, будут чеченцы тогда виноваты. Поэтому чеченцам я настаиваю на том, чтобы чеченцы разделились. Вот этих вот проституток всяких, я извиняюсь уже за откровенность, чуть-чуть на эмоциональную такую эту перешел. Вот этих всех ублюдков, которые за пластилину, за Российскую Федерацию, за какие-то шарикаты, халифаты топят, нужно огромную траншею провести и их отделить от чеченцев вообще. Пошел нахрен со своим Ахлю Сунна валь Джамаа или со своим подрусскостью своей, там, россиянством. Пошел нахрен. Со своими русскими, иди русских защищай, а ты иди свой халифат защищай. То есть надо вот это определяться. Да. Еще от себя скажу я. Чеченский народ, ну, чеченцы хотят независимости, потому что многие увидели эти 90-е годы, все знают. Молодежь этого не знает. А чтобы построить государство, надо устанавливать отношения. С сегодняшнего дня надо устанавливать отношения. И с Израилем, и со всем цивилизованным миром. Вот эти люди ходят специально, видят, что мы как-то сюда заходят евреи, мы нормально разговариваем, находим общий язык. Эти провокаторы специально заходят сюда. Их работа вот задавать какие-то вопросы, провоцировать. И сам пишет ногти. Именно ногти пишет. Ну смотри, какой это ногти? Вы видели? Ничего в голове у него нету чеченского. Это
провокатор, это работник. Вот заслали сюда, он сидит здесь и будет вопросы задавать. Не ответили на вопрос, зачем Извини, брат, извини, я не хочу вас обижать, родные. Скажи, почему в Иерусалиме мечеть построили, мечеть, а потом, когда из Палестины прилетело в мечеть, в Израиле построили мечеть, а когда с Палестины это чеченцы построили, а когда прилетело в Израиль и разрушили эту мечеть, никто об этом не говорит. Понимаешь? А почему же в Палестине не построили? А почему в Израиле построили? Из Чечни. Понимаешь? Я помню, два чеченца. Мы братский народ. Поехали. Израиль, они там выгнали их за то, что они мусульмане. За их клуб хотели поиграть. Никто не выгонял никого. 2 миллиона мусульман живут в Израиле. Что ты говоришь глупости? Ну, 2 чеченцев, футболистов выгнали. Я же помню, нет, видео я говорю за мечеть, которую построили чеченцы, построили. Кадыров построил в Иерусалиме мечеть. И когда запустили ракету, это хамасники, они в эту мечеть разрушили. Никто в мире об этом не говорит. Все забыли об этом. А потом Кадыров говорит, мы на Израиль пойдем, мы то. А то, что он мечеть построил и его разрушили, почему же ты в Иерусалиме построил мечеть, а не в Палестине? Не надо подстраиваться под него. Задавайте вопросы ему. Это он задает. Это кто такой? Не, я не задаю вопросы. Не надо под него подстраиваться. Это да я просто пример привожу вам. Пример. Я сам живу в Израиле, брат мой. В Израиле. Мы его задали вопросы. Я горский, что он сам в Европу убежал. Не, вы когда задали не вопрос, убежал, я не хотел он убежал в Европу. Я задал мечеть попала эта бомба. Этот Кассам попал в мечеть, и никто об этом в мире не говорит. Забыли об этом. Понимаешь ты? Забыли об этом. Понимаешь? А почему же он построил в Иерусалиме мечеть, а не в Палестине? Как мы говорим, Палестина – это бывшая Иудея Самария. И она настоящая Иудея Самария. Вот это я говорю, брат мой. Вот таким чеченцам Дудаев говорил 3 вида паспортов. Мы вот таким чеченцам дадим вот 3-ю категорию паспорта. Там будет указано. Вот 3-й вот Дудаеву флаг в руки. Он достойный. Вот у меня шведский паспорт он есть. Достойный мужчина. Он достойный сын своего народа. Дудаев. Достойный сын. Он достойный сын своего народа. И мы не забудем его, 1000 лет мы его не забудем. Смотрите, вот этот ухмыляется и говорит, а у меня шведский паспорт. Вот представьте, вот как его можно уважать. Когда я говорю, какой он говорит, у меня шведский паспорт. А ты не уважаешь шведов? Что тебе шведы сделали? Умнейший народ. Я на твои вопросы отвечать не хочу. Вот. Уважаешь. Зачем оскорбляешь шведов тогда? Ну зачем оскорбляешь Швецию тогда? Что за шведский паспорт? Швеция, Швеция оскорбляешь. А хуите, газ. А я хуя, да не обращай на него внимания, не трать нервы, не трать нервы, говори о своем, что ты хотел сказать, брат. Оставь его в покое. У нас песня есть у чеченцев, Иерусалим, Иерусалим, мы тебя освободим. У него песня есть про Иерусалим. Иерусалим это Ир-Шалем, в переводе Ир-Шалем. Ир-Шалем это на иврите. Мы освободим Иерусалим, мы освободим. Я знаю, брат, не надо освобождать, брат мой, без вас тоже хорошо там. Ты кто такой, чтобы освобождать Иерусалим? Еще лучше Ты кто будет. такой, чтобы освобождать Иерусалим? Есть худоисты. Худо Аллах и Люким есть. Это кадыровская шваль. А ты кто такой? Это кадыровская шваль отрабатывает. Худо и Люким Аллах и Люким худо. Не, это кадыровская шваль отрабатывает здесь свой хлеб. Смеется тот, кто смеется последний. Посмотрите, это шваль-то натуральная. Нет, просто ответьте, зачем вы уничтожили статую Иисуса, ваши солдаты? Почему? Почему в церкви вы, ваши солдаты, ломают христианские святые мощи? Почему вы это уничтожили мечеть в Иерусалиме? Ну, ответь на вопрос. Мечеть в Иерусалиме. Об этом все забыли, да? Зачем вы уничтожаете христианство? У нас разговор прилетел Кассам в Иерусалим
Выключите Не эту шваль. отвечайте на Лучше вопрос, выключите ребята. эту шваль. подожди секунду. Мы спокойно между собой поговорим. Выключите эту Все, шваль. Выключите граф, ее. граф, здравствуйте, граф. Все, не обращайте на него внимания. Это Давайте маленький тролль, будем между кадыровский. собой разговаривать. Зачем Это ловиться маленький на кадыровский него? тролль, Выключите граф. и Не всё. надо нервничать. И вот видите, люди начинают нервничать за это. Он добивается того, что он хочет, как бы. Да, маленький тролль сидит там где-то подсос на бутылке и заходит сюда и Выключите наводит и такие всё. интриги. Выключите ее. Выключите и все. Зачем ловиться на него? Выключите и все. Пускай переживает. Нохчи, ты не устал, скажи мне, а? У тебя вообще жизнь когда-то своя личная появится, Нохчи? Или все-таки будет при Российской империи, как бы, да, там насиловать будет тебя русский солдат? Че вообще, как ты вообще собираешься жить дальше? Ты можешь сказать? Включи микрофон, ответь. Или там твоя дырка уже привыкла, что там происходит, как бы? Или тебе уже понравилось? Включи микрофон, Нохчи, включи. Можешь ответить на вопрос. Мы сейчас зачем за статуи говорить? Давай за живых говорить. Что статуи? Давай рассказывай, как тебе поживается там. Человек без чести, совести. Он говорит, а у меня шведский паспорт. Представьте. И стыда нету, ничего нету. Они же вот в Европе нас, чеченцев, позорят. Вот такие свиньи позорят нас. Он теперь будет писать гадости. А если кто-нибудь рядом был, ему по морде дадут, а он просто будет гадости писать. Это свинья, это же не чеченец. Вот эти свиньи нас позорят по всему миру. Представьте, а у меня шведский паспорт. А ему чеченский не нужен, когда я сказал, когда мы тебе такой паспорт дадим, какой Дудаев сказал. Какая разница, где ты живешь? Ты живешь на планете Земля. Земля это не просто, это подарок от Худо, от Творца, от Алла, Илюким, Бог. Как хотите его назовите. У него 90 имен. Это по-мусульмански, по-еврейски 70 имен у него. А скажи, как мы можем делить эту нашу планету, как пирог на день рождения? Это кусок твой, это кусок твой. Мы его взяли на прокат, эту землю. Что мы оставим своим детям после себя? Значит, разрушения, войны, плач, слезы. Давай оставим лучше своим детям радость, счастье, музыку, солнце, достоинство, что он Адам, от слова Адам это в переводе на иврите не просто человек, Адам в переводе на иврите это человек от слова доме, подобный ему. Давайте же уподобимся Худо, Творцу, Богу. Аллаху, как хотите назовите. Да проблема в том, что он не один там. Там Аллах, там Иисус, там и кто там еще. Так это мы все в одном. Он в одном. Для вас в одном. У него много названий, но он один. Творец. Он творец, да. А мы его творение. Он нас сотворил. Мы его творение. О чем ты можешь спорить, брат мой? Если бы мы не знали бы вот таких людей, мы не встречали бы. Вот сколько вот таких я встречаю. Вот представьте, ему не стыдно. Он ухмыляется еще. Написал, но нет никакой не Нохчи. Нохчи разные сегодня. Ветеран. يعني رجعيم على ريحة هذا شو دكتور ده لسان دكتور ما بقول Я служил в армии с Нохчи, я служил с ними. И братья были, и подлецы были, и негодяи были. В каждом есть и подлец, и негодяй, и друг, и товарищ, и даже по бабам я ходил. И даже по бабам я его брал. Он был еще девственник, я его брал по бабам в армии. Мы с ним боролись мы с ним. Граф, можешь секундочку, граф? Понимаешь, как братья, мы боролись. Я внизу вас послушаю. Просто ответь на вопрос. Вот, просто мне интересно, да, я сейчас я серьезно сейчас не надсмехаюсь. Вот почему вот евреи, например, да, вот ролики есть, это нельзя просто, да, отмазываться. Просто почему вот такая ненависть к христианам у евреев? Уничтожать статую Иисуса и церкви топтать. Тебя рот закрой и слушай. Не, подожди секунду. Это все провокация. Граф, с вашего позволения, секундочку. Провокаторы. Я понимаю, что он делает, граф. Секундочку, с вашего позволения. Во-первых, ты врешь. Не, он не врет. Он не врет, он просто понаслышкам. Не надо его врет. Граф, он просто в заблуждении. Мне задан вопрос, граф. Он в заблуждении.
я говорю, в заблуждение, чтобы грязью облить. Он не в заблуждении. Лазик, у тебя граф, наоборот. модерка есть? Модерка. Да, есть модерка. Да. Проконтролируй тогда, я показаю чуть-чуть. Вообще. Граф, секундочку, он мне задает вопрос, я понимаю, зачем он его задает. Вот у него это, как на вас это, получается, работает, когда он задает такие вопросы. На вас работает. На меня это не работает, потому что я знаю, что это за говно. Понимаете, в чем дело? Не надо оскорблять, брат, не надо оскорблять. Дайте я ему отвечу, граф. Не секундочку. оскорбляй, разговор. Хорошо, я его не оскорбляю, граф, я его не оскорбляю. Я констатирую факты, тут нет никаких оскорблений. Ни слова оскорбления в его сторону. Он сам себя таким сделал, он так живет, это сугубо личное его дело. Я просто вижу, кем он является. Во-первых, ты ногчи врешь. Все, что ты сказал, тут нету вообще ни одного слова правды. Предъяви мне какие-то факты. Расскажи мне, где это евреи, там, ненавидят христианство и так далее, и в чем оно проявляется. Если ты мне расскажешь, что какой-то ребенок пробежал мимо какого-то монаха и плюнул ему в лицо, и за это его наказали, то это не факты. Предоставь мне нормальные, весомые факты. Я тебе, допустим, могу весомые факты предоставить у тебя в исламе. Когда вы ходите и ломаете могилы. Видишь, не ответил. Подожди, закрой рот. Я не договорил, рот свой закрой. Я еще не договорил. Я могу предоставить тебе факты, наглядные факты. Да, это любой человек может зайти и увидеть в Ютубе, где хочешь. Как ходят твои бородатые друзья, вот эти вот, бегают по Сирии и ломают христианские могилы. Могилы, заметь, даже. Ладно, кто-то его закрыл. Ладно, неважно. Он правильно говорит. Так что выражайте уважение. Так, у меня телефон зазвонил, секундочку. Достойному народу Израиля. Израиль. Сколько раз в Коране написано про Израиль? В Библии. Сколько раз про Израиль? Дети Израиля. Сколько раз написано? Лазик, видео есть, не надо это отрицать. Не, послушай меня, подожди, у меня телефон просто зазвонил. Я могу предоставить твою веру, твоя вера, какую ненависть, вот ислам, какую ненависть. Хорошо, но ты не можешь мне предъявить какие-то факты, что в иудаизме такое происходит. А я тебе наглядно могу показать, допустим, да ты и сам прекрасно знаешь. Я много видео сохранил для себя. Какое ты видео для себя сохранил? Израильские солдаты зашли в церковь и топтали все их святое. И покажи. Зачем уничтожили? У меня видео есть. Если такое было. Так, подожди, еще раз. Задаешь вопрос, не ори. Не, подожди, брат. Это переодетые в израильскую одежду были люди переодетые и зашли туда. Специально, чтобы... Покажи это видео. Я удостоверюсь, что это правдивое видео. И если оно будет правдивым, я буду это осуждать. А тиктокский... Показывай, скидывай мне в личку, давай. Скидывай. Сейчас, если не скинешь... Я даю тебе 15-20 минут, чтобы ты скинул мне это в личку. И если ты это не сделаешь, то ты балабол. Хорошо. Он тебе скинет в личку. Ну, там были переодетые люди в израильскую одежду за это, что они солдаты израильские, и зафиксировали на камеру, чтобы специальные интриги сделать. Это были не евреи. Наш это были не евреи. Это просто переоделись в израильскую форму солдатскую. Согласен. Понимаешь? Это интриги. Все, красавчик. Вопрос закрыли. Все, я вопрос закрыл, понятно. Ну, я все равно сейчас я пойду поищу, просто сохраню, чтобы вот таким людям показать. А когда, чеченский народ в Иерусалиме построил мечеть, ему Израиль разрешил с уважением построить мечеть в Иерусалиме, а когда прилетел Кассам, со стороны наших двоюродных братьев, да, так называемых, и разрушил эту мечеть, об этом никто в мире не говорит, об этом забыли. Понимаешь? А потом говорит, он говорит сегодня кто там у нас в Грозном, Ахмад, да, Кадыров, да, Ахмад Сила, да, и он об этом не говорит, он просто говорит, мы соберем армию, мы, Израиль, это то. Кто соберет армию? Все,
Он просто-напросто не говорит о том, что эту мечеть с Кассама задолбали вот это самые террористы. А почему он об этом не говорит? А почему он в Палестине не построил мечеть, а в Иерусалиме построил, в Израиле? Понимаешь, брат мой? А потом начинает ля-ля, тополя, там хапур-чепур. Это хапур-чепур никому не нужно. Мы это все видели и слышали, и давно забыли, извини за выражение, и на удобрение отдали. Мы весь братский народ, мы живем на планете Земля. Почему же мы эту землю делим? Она нам дана от Худо, от Бога, от Творца, от Алля. Она нам дана на прокат. А что мы оставим своим детям? Разрушение, плач, слезы или радость, достаток и уважение между собой? Давайте подумаем, братья, об этом. И задумаемся глубоко над этим вопросом. А то мы привыкли хаять друг друга, знаешь, как это там. Начинает хаять, там это все слово за слово. Не надо, мы все крутые, все блатные, пальцы веером. А давай вот встретимся вот так. Приедем, мы на 5-4-3 машины приедем. Вы тоже приезжаете, разберемся. Кто, что, где, зачем, почему и почем. О, птички поют, понял? Солнышко светит, знаешь. Всем привет. Ибрагим, ты тут? Лазик, привет. Меня слышно вообще или? Да, тебя слышно, говори. Тебя слышно, Марк, слышно. Сейчас я секундочку договорю, да, вообще. Давай, говори. До секунды. Говори, договаривай. Надо вырубить этот телефон к чертовой матери. Так, еще раз, можно, да, тут пару слов, как я знаю этот эфир, я знаю, какие темы эфира здесь. Здесь темы эфира конкретно лично для меня, для еврея, который сюда заходит. Здесь темы эфира – это все, что касательно чеченского народа. Это исламизация, которая убивает чеченский народ изнутри. Это, во-первых. И, во-вторых, это оккупация. Ну, может быть, во-первых, во-вторых, тут уже надо подумать, как бы, да, это пускай уже люди компетентные в своем горе, как бы, ну, в своей проблеме, в этом разбираются. А ты, послушай меня еще раз, у тебя, ты, подожди, закрой свой рот, закрой свой рот. А ты и сюда зашел, вот у тебя здесь сидит Ибрагим, закрой свой рот, или я тебя выкину, закрой рот, послушай меня, еще раз. Ты поднимаешься на чеченский эфир, чтобы ты понимал. Ты поднимаешься не на еврейский эфир. Хочешь подняться, задать мне вопросы, поднимайся до тех эфиров, где я нахожусь с евреями, где эфир держит евреи. И задавай эти вопросы. Ты поднимаешься к чеченцам. Ведущий чеченец. Основная масса здесь, 80% здесь спикеров, они чеченцы. Я сюда захожу, потому что мне эти люди приятные, мне есть с ними что обсудить. Ты не будешь сюда подниматься и наводить смуту, да, и якобы вы евреи и так далее, продались и все остальное. Ты швейцарский сыр. Ты проживаешь в Швейцарии, там, тут не знаю, сколько там на тебе после этого, да, дырок и все так далее, как бы, да. Хочешь мне что-то сказать, поднимайся в тех эфирах, где я нахожусь, и где ведутся еврейские стримы, где обсуждаются еврейские проблемы. Хорошо, заходи и общайся.
Ты интриги наводишь. Зачем ты его выкинул? У него есть право зайти. Кто ты такой, чтобы... Еще раз, я только что, если вы не слышали, я прошу прощения. Не, я тебе говорю, кто ты такой, чтобы ему указывать, куда Все, заходить? граф, давайте. Я вас вчера тоже слышал. Я вас вчера слышал, вы заходили со Стеллой ругались, вы с женщинами ругались, там что-то вот перебивали, рот закрывали и так далее. Хватит, серьезно, да. Я хочу всем ассаламу алейкум дать от казахов. Очень люблю чеченский народ. Ва алейкум салам. Ва алейкум салям. Приветствуем вас. Приветствую. А за что вот вы любите чеченский народ? За Чеченский их народ, чеченскость? потому что чеченскость или за их красоту. или за их вот эта приверженность к Ахлю Сунна валь Джама? за их волю и религию, и за то, что они через сильную историю прошли. Ибрахим. Депортация как-никак. Ибрахим, ты хафиз? Почти. Он жрец. Не хафиз. Ибрагим, это брат. Наполовину. Это Ибрагим, это, слушай, он бывший чеченец. Шайтан этот Ибрагим. Бывший чеченец, что? Бывший чеченец. А как это бывший Ныне чеченец? шайтан. Ныне шайтан. А ты сам кто? А ты сам кто? Кто? Вот, Тот, видишь, кто сказал, я что это бывший казаху чеченец. говорю, казаху. Не, я тебе вопрос задаю. Будулак Вот ты вот заходит, сказал короче. бывший, ты кто, чтобы судить, что он бывший? Да, вы правы, он даже не бывший. Это его не было. я и могу ему сказать, что он Да, не чечен, бывший, потому что сам являюсь чеченцем. То есть у меня есть база к чему-то, да, придраться. Но ты кто? База чему-то, чего? Повтори, Ты кто? база Человек другой чего? национальности говорит кому-то, что он где-то бывший. Ты кто? Не, повтори, пожалуйста, вот эту фразу. Бывший база. Чего ты сказал? У него База. есть У меня база, есть база, моральное потому право. что я сам чеченец, и я могу судить о нем. Ты кто? Что? Я не, у тебя какой-то набор слов непонятный. База, чеченец, я, кто, ты, кто, что? А ты кто по нации? Так, не Владимир, я тебя сейчас выброшу. Ты будешь строить меня по-детски, я тебя выброшу. Вот и все, и тогда ты узнаешь, кто я. Не, я задаю конкретный Ты зашел вопрос. говорить тут, давай говори. Будешь, да, Смотри, мир, ребячеством арабский мир. заниматься, то в детском саду, пожалуйста, тут взрослые люди сидят. Арабский мир. Ты за слова, за его слова, короче, за ними не придирайся. Что значит за словами не придирайся? К словам Да можно вообще придираться. пофигу. Вот Так этот ты ж с русский людьми язык, общаешься. Смотри, я на твой русский язык и тебя русского мира с самой высокой колокольни клал. Понимаешь? Вот с австрийской, где я проживаю, самая высокая колокольня Австрии, вот оттуда. Испражнялся, клал на тебя. Боя. Да, испражнялся на тебя и на твой русский язык, понимаешь? А что, ты русских не уважаешь? Нет, я не уважаю. Вот я, например, не уважаю. А я Почему? должен? А я должен? Да, должен. Да, должен. Почему? Почему? А почему ты их не уважаешь? Не, я задаю, ты говоришь, я должен. Я Почему? тебе первую задал, я Обоснуй. у тебя спросил. Нет, Ты сказал, я должен, не ты уважаю, должен я у тебя обосновать спросил, дальше. почему, потом Ты ты сделал спросил, почему. утверждение, обоснуй свое утверждение. Я спросил, ты типа ты русских Слушай, уважаешь? да, Ты сказал русский мне, язык я не я понимаю. у тебя слушай, спросил, да. почему. Не надо у меня спрашивать, кто ты такой, чтобы у меня спрашивать. Не, нормальный да? вопрос человек задает. Почему задает. ты не уважаешь? Ты, наверное, просто сам не русский, да, хочу, я поэтому так должен. спрашиваешь. Просто не хочу, я должен. Подожди, Тойзан, ты русский? Кто? Он русский. Ты, который спрашиваешь про русское уважение, Нет. ты русский или кто? Нет, я не русский. А кто ты, подрусский? Нет. Подрусский? Ты хочешь быть русским, что ли? Нет, не хочу, ты вообще, блядь, куда лезешь? У меня вопрос, Дагестанец. они должны тебя уважать. Я не с тобой Харе. разговариваю, я с ним Харе. общаюсь. Подожди, но я здесь, должен своих братьев защищать, они на- тоже мои на братья мат. по вере. На мат не Которые переходим, сдались аккуратно. евреям, которые сдались евреям. Аккуратно, Это не евреи, это... Аккуратно. У тебя что за проблема с евреями, дагестанец? Что у тебя за проблема? Что вам Не в нашел, России? не нашел евреев. Да, Злой теперь вам в ходит. России, вам в вашей России жить не дают евреи, наводнения вам Дают. евреи устраивают. Дают жить.
Почему не А дают? что у вас за проблема тогда с евреем? Ладно. Все, что ли? Чё все? Чё ты сказал? Ну, Я не услышал. Дальше, ты что сказал? у вас за проблема? С евреями, что у вас за проблема у дагестанцев? Ну, есть проблемы, есть. Должен знать, что Ну, за расскажи, проблема. что за проблема. Окей, что за проблема? Ты же должен знать, что за проблема. Ну вот я здесь, я еврей. Какая у тебя со мной проблема? Я тебя знать У не меня знаю. вот с Ты же Лазиком говорил, что ты абсолютно... чеченец. Ты У меня продажный вот с еврей. Лазиком, вот смотри, Лазик еврей, да? У меня с ним не то, что нет проблем, а я вот с ним, когда общаюсь, Он же мы говорил, там то, что он чеченец. я его с полслова понимаю, да, и когда я что-то говорю, он тоже понимает. То есть нормальный абсолютно человек, вменяемый, который может там определить добро, зло, правильно, неправильно, вот как-то нормально, грамотно. Он же говорил то, что он чеченец. Он же Вот не с тобой, еврей. с такими, как ты, когда я общаюсь, вообще вы полностью не можете два слова связать, противоречите своим Я могу. заявлениям. Вот ничего я не могу вас найти. Так этот Лазик Николай, говорил, можно то, что я ему он объясню, чеченец. почему я... Сейчас ты говоришь, что он еврей. Хорошо, давай я тебе объясню, почему... Не, я так Лазик это не еврей, он высказался. просто по обстоятельствам. Что ты хочешь еврей. мне объяснить? Чё ты Давай я хочешь тебе мне объясню, почему я вот так отношусь к русским и не уважаю. Потому что Давай. они сами воевали, потому что они убили несколько сот тысяч моих сограждан, моих соплеменников, моих родственников. Потому что я из-за них в своем юном возрасте оказался вне моей родины. И мне пришлось заново все добиваться своей жизни. И у меня к вот этому народу претензии, почему они так поступили с моим народом. Вот поэтому я их не уважаю. Имею я на это право? Это же все уже, война же прошла. А кто будет за это отвечать? А независимости кто? нету, если война прошла. Ты дурак, что ли? Положение А кто нынешнее. за это? А кто? Надоело Смотри, уже, блин. твои Выйди родственники, смотри, твои родственники живы, твой отец, мать живая, я не знаю, да? Все у тебя хорошо, ты вырос, ты ходил в школу, да, влюблялся, там, не знаю, дружил. А мне, когда это нравилось, мне пришлось сидеть в подвалах под бомбежками, хоронить А своих тебе сколько родителей. лет? Тебе сколько лет? Вот за что? И кто ответит вот за мое Тебе сколько поруганное детство? А Кто что, твоих ответит родственников за убитых войне моих убили, что ли, родственников? Кто чеченские? ответит? Прошло. А что, их на войне, Это что не ли, убили? проходит. А? Чего? А что, их твоих родственников на войне, что ли, убили? Да, на войне убили, конечно. Тебе сколько лет? Какая разница, сколько мне лет? Вот тогда, ты же говоришь, на войне убили. А война сколько лет назад была? Тебе сколько лет? 30 лет назад была. А тебе сколько? Мне 30 лет. Ты балабол. Да? Такой же, так как ты, например. Нет. Нет, почему нет? Я тебе говорю, ты балабол. Ты сказал, что я балабол. Теперь Ты сам обоснуй. понимаешь, что ты несешь? Почему ты считаешь меня балаболом? Можешь обосновать? Вот так ты обманываешь, да, то, что твои родственники на войне умерли, то, что ты в подвале сидел. Да, и заканчиваю свою мысль. Чё и? Ну, закончи мысль. Ты начал что-то говорить. Я закончу. Что ты закончил? В смысле, что закончил? Я же тебе сказал. Ну, я в подвале сидел, да, война была. Дальше что? Что ты хочешь Не сказать? сидел? Ты не сидел. Нет, не сидел. Ты лучше знаешь, да, что я делал? Слушай, кто ты такой, воин? Подожди, алло, араб, ты поддерживаешь Палестину? Тебе какая разница? Нет, там Ты Палестину мусульманин поддерживают. вообще? Ибрэ, надо Ну да. спросить, ты в Турбине, когда еврея искал, нашел там еврея в Турбине? Я не искал. Ну, твои соплеменники искали, какая разница? Ты же, наверное... А кто тебе сказал, что они искали? Я не знаю, кто Ну, искал. мы это видели все, как вы там их искали. Ну, Заглядывали. я не видел, я Я не не видел. пойму, что так быстро слили, что ли? Вроде бы искали для себя тельняшки рвались, дубинки. Да. Лично я не искал.
Ну, как лично ты не искал? Ты спрашивал у тех своих дагестанцев, которые искали, почему Нет, они там нет, евреев не нашли? Спроси нет. у них, нам любопытно, почему там они евреев не нашли. Я только Вот вы всегда могу евреи, спросить. короче, сразу встроить Не, всех еврей поставили. такой... Не, на самом деле еврей такой особенный народ в этом мире. А ты где Даже находишься спрятавшись, сейчас? даже в А зачем Дагестане, ты... спрятавшись в турбинах, дагестанцы не смогли их найти. Это надо так спрятаться А там, зачем что ты они их за не границу нашли. уехал? Для чего? Да потому что твои братья русские пришли, стали с нами воевать. А почему ты просто вот сейчас в Чечне не живешь? А потому что там русские сейчас. И чё? А потому Они что я не хочу под русскими жить, как ты, например, как твои отцы, деды, прадеды Нет. живут под ними. Ты И же, вам по кайфу. блядь, в А Чечне. я не хочу под кем-то жить. Я хочу жить своей свободной, Ну, живи независимой своей жизнью. государстве. Ты И чё? называться я хочу чеченцем, а не русским или россиянином. Вот ты россиянин. У тебя в кармане какой паспорт? Дагестанский? Я как понимаю. Да. Нет. Где твоя вот эта национальная гордость? Почему ты не говоришь русским? Я хочу, чтобы у меня было мое государство. У меня Это моя дагестанский земля, паспорт. земля моих предков. Почему ты так не думаешь? Братя, Чего? у меня дагестанский паспорт, братя. У тебя дагестанский браслет? Какой? Как он выглядит? Скажи мне. Ай, вот фиолетовый такой. Фиолетовый, да? Окей. Так и думаю. Может, голубой? У тебя какой паспорт, братя? Чё за пингвины здесь, я не понял. Вам сколько Это лет? дагестанцы пришли нам. Будут нам Братя, у тебя какой паспорт, братя? Домой давай. У меня есть такой паспорт, который ты всю жизнь, никогда в жизни своей никогда не увидишь, не получишь. Я понял. А как И ты называется? будешь сыт в штаны, мечтая об таком паспорте. Ай, вообще паспорт миллионник дуа, ладно? И жить будешь под русскими вообще. Паспорт миллионник дуа. Не твое особо это холопское дело знать о моем паспорте. Ну, к чему, цеха? С таким, как ты, я на чеченском не разговариваю. Даже чеченский не Да, знаешь, ты не потому что чеченец. ты россиянин, Ты а в не России чеченец. русский язык государственный. И ты, россиян, Ты должен говорить со мной чеченец, на и голос русском. что-то Вот там когда ты хуету будешь делаешь, жить и всё. в чеченском государстве, вот тогда будешь с тобой на чеченском говорить. не Но чеченец, сегодня ты ты- живешь в российском Ты государстве, красный, где русский отпечатанный язык, чеченец. и будем мы с Ты не тобой говорить на чеченец. русском Ты не языке. Ты чеченец, понял ты- меня, Ваша? Ты Тойзан, понял меня? Цанминуатан, свободня. Дагестанцы еще здесь? Нет. Вот это вот, послушайте, это что, тоже евреи, что ли? Смотри. Ты, блядь, не чеченец, ты голос нахуй, все, и тут во что делаешь? Ты не чеченец. Ибрагим Никархо. У тебя же бой завтра, его братан. микрофон. Всё, микрофон выключить, эй, что ты? Никархо, у тебя же бой завтра, братан. Эту сторону никто не упоминает, кроме недвусмысленно Махачкала сегодня является неофициальной столицей Киев на Кавказе. Шкутали нам, все, приятно. Ай, мал, согош, фадят охран. Вот это, что раз, как шкутали нам, все, Ай, Франция вахуш, вот все, вот плохо все. Сохай, Швайц, у меня, я то, что включил, не слышно было? Нет, не слышно. Брат, Свои микрофоны выключите, а то я спущу. все хорошо, все, выключаю. Еще раз, дагестанцы, вот это тоже евреи там делают. Послушайте. Все. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть два гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой. Он говорит, но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были архичками. Сегодня они закончили заднеприводные. Ну, чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. Это, еще раз говорю, это среди спортсменов. Все, брат, мы поняли, что ты хочешь донести. Представители власти, наркотики, тот же мефедрон. Ибрагим. Расскажи именно, где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Слышно было? Да, брат, слышно было, мы поняли. Теперь вопрос. Вот это вот два гей-клуба в Махачкале, неофициальная столица геев на Кавказе.
Так. Это по шариату или как? Я не знаю, я не из Дагестана. Не, тут дагестанские братья были. Да Маша тут и нету Алла. их уже, брат. А если тебе гей говорит, я мусульманин, брат, он тебе брат? А? Двоюродный. Да, брат. Так, да, Нет. брат, правильно, брат? Да, брат. Смотри, Нет. Лазик, Нет, слышишь? нет. Лазик. Не, я просто как еврей не знаю, как бы я не разбираюсь в этом. Да, я понял. Да. Гей мусульману не бывает. Почему не бывает? Вот он говорит, я говорит, Потому мусульманин. что он брат. из религии выходит. А так наоборот, у тебя же очень много геев входит в религию. Кто Я это хотел- сказал? Кто это сказал, что гейство уводит из ислама? Это мусульманин сказал. Бачи-базы, что такое? Я сказал это. Бачи-базы, что такое? Какая неправда это? Бачи, базич, что ты несешь, братан? Хадис Абу Хурейри. Да, это же противоречит же исламу, как не уводит? Бачи-базы откуда в исламе? Брат, я не понимаю, что ты говоришь. Ты межнациональную розню сидишь в ТикТоке, разводишь. Тебе 48 лет, блядь, тебе не стыдно? Это чтобы ты понял, что ты национальную розу разводишь здесь. Получается, если гей, значит, он не может быть мусульманином. Оказывается, есть Почему такой- это? Нация Это и сейчас тебе мусульманство, это как связано национальную, вообще? религиозную, Братан, религиозную нация получится и религия разводишь. как вообще вместе связаны? Скажи мне. Ну вот я же тебе Мусульманство говорю. это нация? Лазика голос меняется моментами. Лазик, я не пойму. Вот Да Лазик, походу, гей, Дагестане- бля, права в защищаете. Дагестане Даже- проблема, да, вот это вот, то, что в Лазик. Филиппинах ищут евреев, вот это Лазик, ненависть к евреям. хоть Из-за того, что вы им не даете гей-клубы там строить, что ли? Или вот ты можешь это как бы обосновать? То, что Чтобы ты не включил составляли голосовое, это конкуренцию, всё наеб. правильно. Лазик, Мне говорят, Лазик, у нас, говорит, есть я свои тебе номер гей-клубы, одного на негра которые мы хочешь? бабки сделаем. Лазик, Сейчас, говорит, евреи придут, такие гей-клубы я красиво вижу, что откроют, ты пипец. хочешь подход пропустить, Лазик. В Дагестане нету ни одного гей-клуба. Подход хочешь пропустить? Вот же тебе говорю. говорят, что есть. Нету, это наеб. Вот подпольный, говорит, гей-клуб у тебя есть. А и подпольные, это монополия. А подожди, знаете что, давайте уберем Дагестан в сторону. Хорошо, в Дагестане, я понял, что там есть. Давайте возьмем этот базар в Афганистане, где продают мальчиков. А Лазик, ты сам при этом топор, они, ты еврей, да? при этом они мусульмане. Они же ваши братья тоже, не? Ты еврей, да, Лазик? У тебя Я голос еврей, да. меняется почему? Я твою маму ебал. Угу. Я твою маму тоже. знаю, поэтому ее не трогаю пальцем, она мне не нравится. Ну, Лазик. Так, эта мразь Говорили же. вылетела. Ты же 10 минут назад говорил тоже ты. Чуть-чуть Я разъясняю. не 10 минут Правила назад не чата. говорил. Правила чата разъясняю. Все матершинства, все вот эти вот упоминания матерей, отцов, близких, со всякими вот этими извращенными там посылами, да? Полностью все вами сказанное уже, то, что вы сейчас говорите, и то, что вы еще будете говорить, полностью отправляется вам в 10-кратном размере амин обратно. Так что не вот этот мат оставляйте Типа у грех? себя. Оставляйте мат у себя, там, где вы находитесь, под корягой, там, в норках каких-то, да. Там это разоружаетесь, сюда заходите, ведете себя нормально, культурно. На выходе снова обуваетесь там свой мат и идете дальше. Так, я ни разу не говорил, что я чеченец. Никто никогда здесь не слышал, Ты что я говорил, что я да, и чеченец. вот и Никогда Никархо не тоже говорил. Никархо тоже говорил, тоже ты чеченец. Никарху тоже такого не могу говорить, что я чеченец. У меня есть корни грозненские, но я не чеченец. Салам алейкум. Так, вот этот, кто петушится здесь, говорил, не говорил. Салам алейкум. Сейчас будете вылетать. Нету дабаха мегадон, беш. Валикум салам. Вам по сколько лет там? Вы еще совершеннолетние или как? Бачибазисты там или кто? 17. Всем еще раз привет. Ибрагим, что тогда произошло? У меня интернет тормозил. Мартин, если еще будешь провокации устраивать, отсюда тоже придется тебя
отправить. Не, в тот раз у меня сообщения доходили поздно, я за это перебивал. Ты говорил, у меня на 5 секунд потом приходит, но с интернетом. За это я провокаций не делал никаких. Вы читали тексты, я его вот так понял, как вот, и все. Мартин, у вас вот это гейство приветствуется? Где у нас? Ну, в России, естественно, там вообще родина этого. Я имею в виду в Армении. В Армении? Нет, ты чё, братан? В Армении не приветствуют. Да вообще нигде это не приветствуется в нормальных странах. У нас нету никаких Блядь, ну честно сказать, тут 3-4 транса было, но их избили так, что они что-то вообще пропали. Не, вот как раз против этого я полностью против, да, чтобы избивали каких-то... Ну я тоже, но их избили. Даже, брат. Они в ТикТоке сидели. Если они кому не мешают, там у себя где-то под одеялом чем-то кто-то занимается, ты как бы их не избивал, не избивал, это уже человек с вот такой психикой, с такими понятиями, с такими взглядами на жизнь. Мне он, например, как бы ты его не переделывал, вот мне он вообще не нужен, например, да, переделай ты его, задел, избей, там, чему-то принуди, короче, это все равно пускай там у себя, где он есть, живет себе. Ну, я просто что имею в виду, вот это официально такое, скажем так, популяризация есть у вас? Нет, в стране? Нету. У нас вот я говорю, 4 было. Один из них, кстати, воевал в 16-м году, конкретно воевал, потом решил стать. Ну, они как девушки. Ты откуда, Мартин? Я в России живу, сам армянин. Короче, вот этого их избили. Но я не говорю, что я это приветствую, но факт, то, что их избили, они там в больницу попали. Вот ты говоришь, без разницы, там, лишь бы, типа, вот что хотят, пусть делают. Если они ходят, как девушки, одеваются, заходят в ТикТок, камеры открытыми. Нет, если я, например, против того, чтобы вот в стране пропагандировали это дерьмо. Для Так меня они дерьмо, я пропагандируют. извиняюсь. Но если есть люди, которые, как бы у них вот их мировоззрение или их психика, их мышление, оно вот такое, а такие люди бывают по натуре вот такими, ну, натура по природе, да? То Всё ты равно, брат. зачем его, короче, бороду Если ему ему- там отпускать, каким-то этим его пытаться делать? Зачем он? Пускай Если себе ему живет. пистолет на голову поставить, он сразу же женится и детей родит, и будет прекрасно мужчиной станет. Нет, я Да. против вот таких. Ну и зачем он тебе со своими этими насильно? А если чтобы он ты будет его как муж- гей ходить, Нет, заниматься насильно, чтобы из него мужчину пытаться сделать, и какой смысл? Не, ну пусть сам пытается стать мужчиной, но если не получается, помочь немножко Не. нужно. Не знаю, мне, например, если уже человек, он выбрал, что он женщина, короче, мне не интересен он абсолютно, как какой-то там собеседник или, я не знаю, единомышленник, мне уже вообще не интересно это, там, как бы ты его не заставил кем-то быть, потому что уже он такой. Я имею в виду вот сама популяризация этого дела, когда там в телевидении, в каком-то этих людей, как бы распространяют эту тему. Я, например, абсолютный противник, тем более вот у нас консервативное такое общество. И в нашем обществе у нас просто вот традиционные отношения между девушкой и парнем, вот эти отношения, о них говорить там где-то прилюдно, даже о своих детях говорить там как бы с детьми на руках, я не знаю, где-то среди людей, короче, тасоваться, то есть даже вот такие какие-то вещи у нас не приветствуются. А тут еще задницу, когда берут и популяризируют, короче, это вообще полный отстой. Поэтому там где-то у себя, если кто-то под одеялом, я не знаю, нафиг он кому интересен. Не, я не поддерживаю вот это. И в тот момент, просто в тот день, ты сам включил видео,
про вот человек там, имам, или кто он там, за эту тему, про Бача Бази, про эту какую-то тему, да, там из Корана слова были, и конкретно там имелось в виду то, что... Не, вот смотри, вот эти дагестанские блогеры, они говорят, что Махачкала – это неофициальная столица геев на Кавказе. Это дагестанские блогеры. Это такого не было. Подожди, я никогда не был, я был в Дагестане, но давно уже не был. И я не знаю эту тему, я чисто слушаю, как люди это объясняют. И они говорят, что там 2 гей-клуба, что там именитые спортсмены, они тоже заднеприводные, извиняюсь. Вот эта вот тема, раз да она там убьют, братан, популярна. Не, убьют. Нет, там как раз таки популярно это, они же рассказывают. Кто-то может открыть хочет. Ну, как Да, только он что-то... Они пойдут. Ибрагим, во сколько лет дозволено жениться? У кого? Ой, взять жену девочку. Женщину. Рамстер, бля, я твою маму ебал. Пидорас. О, что У нас... говорит? Подожди, это сам сейчас... Все нормально. Абхазия, я армянин сам. В Дагестане, да, конечно, там армяне коньячный завод открыли. Потом дагестанцы забрали у него. Сначала за ислам качали, что нельзя там по исламу алкоголь. Потом у него забрали у этого человека, кто этот завод открыл. И сами начали делать. Отжали у него, короче. Не, там Кизляр или что там, вот эти коньяки. А это где находится? Вот этот, как его... село есть большое армянское в Дагестане, по-моему. Как он называется? Да, брат, везде есть, везде. В Израиле у нас целый квартал, там тоже есть. Везде есть. Ауз, бля, это кайф. Рамстер, я твою маму ебал, сын шлюхи, бля, сын толпы. Ваш пророк Муха сказал... Бля, Рамстер, я твою маму ебал, сын толпы, бля. Брат, Рамстер, кто такой? Алло, Рамстер, бля, маму ебал твою. Алло, опущенный, ваш пророк Муха
PDF-файл Музмага сказал, чтобы не оскорбляли чужих матерей. 5973. И что несешь, Закир, брат? Да, кстати, по исламу нельзя, Я брат. хадис читаю. 5973, Сахих Бухари. У Мухаммада спросили: о посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственных родителей? На что Муха ответил: да. О, как это возможно, о посланник Какой Аллаха? Муха? Это же, подожди, Какой закрой Муха? хлеборезку. Это же один из тягчайших грехов Хлеборезку? Ты после... как общаешься? Закрой хлеборезку, нахуй, хадис читаю, гребаный ублюдок. Ты чё, шпана? Ты неправильно читаешь, тварь. Закрой хлеборезку. 5973 Бухари. Ваш Муха сказал, что нельзя оскорблять чужих родителей. Ты аварец, брат? Второй хадис Аль-Бухари расскажи. Я сначала Сахих Аль-Бухари и Муслим. Сахих Аль-Бухари читаю. Про оскорбление чужих родителей. Тебе что, шайтан, что ли? Я Сам это ты понял, шайтан. я это Ты же понял. не даешь хадис Второй прочитать. Ты есть шайтан, хадис. греба. Второй хадис Сахих Бухари, расскажи мне. 5973. У посланника Аллаха спросили: о посланник Аллаха, допусти, блядь, неужели хлеборезку Ты чё, закрой? больной, что ли? Ты чё, больной, что ли? Бля, вот Аузу он, билляхи сука, минаш шайтанир. конченый. Когда тебя считают слушай. Хадис читаем. 5973. Поношение собственных родителей. У посланника Аллаха спросили: о посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственных родителей? На что посланник Аллаха ответил: да. Как это возможно, о посланник Аллаха? Это же один из тягчайших грехов после ширка многобожия. На что посланник Аллаха ответил: кто-то из нас возьмется оскорблять чужого отца, тот в ответ будет оскорблять его отца. Кто-то из нас возьмется оскорблять чужую мать, а тот будет оскорблять в ответ его мать. Вы сюда приходите и плюете в рожу своему пророку. Вы вообще ни во что не ставите слова вашего пророка. PDF-файла. Да. Слышно меня? Мартин, Чё это там? ты? Да. У Здорово. меня к тебе вопрос, слушай. Ты в России вот живешь, там Говори. русская община не напрягает вас? Да, братан, это насчет русской. Россия, во-первых, большая, очень большая. В каких-то регионах они там нашумели, да, это. Но это такая тема. Мне, честно, и в школе вот эти скинхеды, вот эти община русская, вот это все я, наоборот, поддерживаю. Как армянин, живущий здесь, я, наоборот, таких людей поддерживаю. Если у них какая-то своя национальная этот есть, я, наоборот, это поддерживаю. Мне это в любом случае в плюс. Потому что... Но они же не ходят, брат. Они же не ходят просто. Смотри, брат, даже собака на улице не кусает человека просто так. Либо она бешеная, либо ты боится тебя. Даже лев там в лесу, если тебя встретит, он голодный, он охотится, чтобы покушать. А просто так во всем есть логика. Они как действуют? Те, которые приходят, борзеют, ходят, женщины избивают там. Ну, короче, ведут себя нехорошо. Они их ходят, прессуют таких беспредельных, адекватных там людей, если ты... Приезжает в столицу своего государства. И тут тебя... Ну, они, брат, Ваня, и говорит: они полиции слушай, помогают. да, что ты тут делаешь? Туда-сюда. Это что Не, такое? смотри, брат, они помогают вот этим правоохранительным органам, вместе с ними, и они приходят.
Где-то нужна физическая сила, где-то помочь надо им. Если полиция приходит, один полицейский приходит, он как бы не справляется, они тоже так на подмогу. Все равно, но они все равно тоже, про них тоже полиция знает, и им дают возможность, это немножко дают в пределах закона действовать там. Где... У них такая избирательная, вот такое избирательное чувство правопорядка, справедливости, могу сказать, как-то по-другому. А что они, подожди, кого-то по избирательное беспределу в том, ходят? что они прессуют только вот таких, которые на них не похожи, скажем, да? Ну, Но ты а же не сколько похож есть, на них. например, лично, смотри, сколько там, например, Кадыров, да, со своими, да, допустим, людьми, кто-то что-то против мусульман сказал, они также ходили именно тех, кто там ислам оскорбил или еще что-то, они также ходили, их наказывали и по статье, ну, как бы привлекали. Есть и кавказцы, которые за это... Кавказцы есть в России, которые будут ходить также, впрягаться за кавказцев. Есть узбеки, узбеков свои есть какие-то лидеры, узбеки, которые ходят документами, занимаются, смотрят, чтобы не обижали В Узбекистане узбеков. ты имеешь в виду? Нет, в России какая-то община Не есть, слышал, диаспора не узбеков. слышал. Да, Я есть, только есть, по-русски они слышал. занимаются. Правозащитники свои есть. Привет, брат. Узбекские правозащитники. У каждой стороны есть свои правозащитники, свои люди, и физически могут пойти там увидеться. Вот как, например, Зилимхан, например, я его лично знаю, Ну, да? окей, Вот то, он что их ходит, тоже поддерживаешь, помогает твое личное людям. дело. Ну, смотри, я тебя просто не хочу, Бог тебя бережет там, да, но они, если ты вот на них напоришься, они будут бить тебя по морде твоей. И не будут тебя братан. спрашивать, ты их поддерживаешь, Вот в чем проблема. Потому что люди ходят смотри. по национальному, по расовому признаку, считают людей, и что Смотри, они брат, имеют я право когда... избить кого-то. Раньше в день ВДВ был еще в те времена, лет там, 15 назад, с детства, да, они тоже ходили там, но я всю жизнь, я ходил, ну я, может быть, немножко белый такой, не знаю, но я ходил всегда, и эти ВДВшники меня не трогали. Если ты адекватный человек, нормальный, кавказец ты хоть кто-то, если не ходишь там дерзкий такой, там, да, я крутой, я там... в мокасинах красных ходишь, лезгинку танцуешь там где-нибудь в центре города. Конечно, они до тебя докопают. Если ты адекватный пацан, нормальный, ровный, да, идешь, тебе никто слова не скажет. Ни эти скинхеды, ни эти ВДВ. А свой почему праздник, Кавказ не имеет права свой национальный, там, не знаю, лезгинку? Ну нельзя, брат, ты не можешь. Если ты приедешь, например, в Грозный, Калиновую малинку будет танцевать, какие-то русские люди приедут, это будет тоже скажут, слушай... Не скажут, не надо наговаривать, не скажут, не надо наговаривать. Да, брат, в юбке короткой приходят, им за это предъявляют, иди там Юбки поменяй. короткая приходит, потому что там этикет, ты понимаешь? Да, так а у них какой В чужой этикет? У дом них это... приходишь, если в доме у них какой-то этикет, ты гость там, скажем, да? Ты, конечно, будешь придерживаться этикета. Ну, а хозяина. для них это нормально, везде в брат. цивилизованных странах принято. Не надо Так одно это- другим питаться. Ну, такой же этикет у них свой, нельзя. Я с Мартином полностью согласен, Туайзан. Почему? Потому что чеченцы... Ну, у нас с русские- тобой такая давняя... Смотри, почему? Почему? Объясняю. Потому что у чеченцев и русских абсолютно как вообще разные противоположности, да, вот мы антагонисты, у нас абсолютно разные культурные какие-то воззрения, вообще культура абсолютно разная, противоречивая и противоположная. То есть абсолютно несовместимая никаким образом. Мы же поэтому и говорим, что вот как ты можешь скажем так, несовместимое совмещать. Поэтому у нас и получаются вот эти вот все костыли. Просто ты говоришь, это культурное. Подожди, я сейчас не Тойзана не перебивал, не тебя, я просто хотел, почему вот это обосновать. А так, конечно, да, если русские нас нехотя затащили в свое болото, то они должны как бы это хавать, то, как бы они не хотели этого, да, то вот они же говорят, что мы такие же русские, как они русские, но у нас, хотя мы говорим, что абсолютно у нас ничего общего нет. Тогда, Нет, с чеченцами проблем как бы, нету.
Да, у русских тогда нет. им вот придется это все терпеть и как бы... Я не замечал, чтобы от чеченцев что-то, в смысле от русских что-то плохое про чеченцев. Наоборот, там хвалят реально. Ну, кого я знаю, либо хвалят, либо уважают, кто-то там побаивается. Кто хвалит? Русские всегда хорошо относятся именно к чеченцам лично. Я Не к говорят, русским потому хорошо что отношусь. чеченцы себя ведут достойно и в Москве, и в России, везде. Ну, Чего это они должны себя вести по-другому там? да, ну вот именно дагестанцы там тоже ходили, там лезгинки, там тут подрался, там тут, ну это было эти кипиши. Но с чеченцем именно такого не было, всегда хорошо, культурно. Ну сейчас дагестанцы тоже себя четко ведут, я не слышу, чтобы где-то что-то... То есть ты не видишь проблему, что в стране есть какая-то община, которая... Ну эта община, она есть маленькая, но она ты не уже против тоже... таких людей, да, там? Брат, смотри, эта община какая-то есть, но она не... Хорошо, а теперь представь себе на Кавказе, вот такая кавказская община, туда приезжают русские, и он там идет с пивом, я не знаю, или там, как ты сказал, в этих коротких штанах, шортах, и его начинают бить ему по морде за это. Как ты на это среагируешь? Не, ну сначала предупредят, я не думаю, что сразу же будут бить. Скажут, Это дружище, твое здесь пиво... субъективное вот такое сейчас. Нет, так, я это тебе так. предложил объективную картину. Как ты поступишь? Смотри, брат, для них ходить в короткой одежде – это нормально. Для вас это ненормально. Для вас, например, то, что для них пиво пить где-то на скамейке сидеть, Нет, ну ты там опять аккуратно. переходишь Это... вот это на штаны. дай Я договорю, тебе говорю брат, о том, что в самом факте, что есть вот такая община, и эта община Есть, я и говорю, нарушает законы этой страны. Она просто самовольно подходит к человеку, потому что он в шортах, скажем, да, в шортах, и начинает бить его по морде. Это нормально в стране? Смотри, эта община вот так вот не подходит, сразу же Причем бьет. Она сначала предупреждает. Где есть законы, где есть правоохранительные... Ты не понимаешь, о чем я тебе толдычу тут уже. Да я понял тебя, ты мне не даешь ответить, ты дай начинаешь договорю, ты оправдательные поймешь. какие-то Дай примеры договорю. приводить. Ну дай договорю, и ты поймешь. Я не могу за одно слово ответить тебе на твой долгий вопрос длинный. Смотри, эта община, она действует в своем интересе, именно русских людей, да? У них свои взгляды, свои традиции. Это не русское государство, я тебе снова говорю, это многонациональная Россия. Ну, они действуют в своей Они регионах, не имеют где их- права действовать в интересах русских, они должны Нет, действовать они в же не... интересах россиян. Смотри, они же не идут в республику, в твою, и там так действуют. Они у себя в городе. Это пока не идут, скоро придут. Не, они не пойдут. А если придут туда, их там просто... Ой, было уже 30 лет назад, мы с ними две а войны зачем? пережили. Не надо мне сейчас Подожди, рассказывать. зачем они должны идти куда-то в республику? Вот, например, смотри, нам говорят, что мы россияне, так? Нас затаскивают в это болото российское, типа мы не русские, мы россияне все туда-сюда. Ну? Почему-то у нас название россияне, Russian. Ну да ладно. Хорошо. Затащили в русское болото. Потом сказали, что Москва это столица всеобщая, всего государства. Ну Так? и что? Да. Мгм. Ты едешь в Москву, в свою столицу. Тебе же говорят, что это твоя столица. Нет, это столица... У республики есть своя столица республики. Это Грозный у вас, например. Нет, Да. нет. Смотри. Это Национальные общая республики- столица Москва, да. Ну, Я согласен. понятно, она же общая, то есть она не русская. Да, но там свои Чтобы правила там существуют. Нет. Да. Ты не можешь туда Нет. прийти. Ты не можешь это прийти, брат. если- Это то же самое, если я в Еще Грозный раз приеду. Еще раз повторяю, ты плохое аналогию проводишь. В Грозное это как поехать в какую-нибудь там глубинку там какого-то Мухосранска. Окей, там будут по-своему плясать, короче, всякие вот эти вот калинки, малинки, короче, запои там и так далее, штакетники. Ассаламу А алейкум. это столица государства, которое тебя затянули, и тебе говорят, что оно твое. Твое государство и твоя столица, многонациональная Общая Россия. столица, да. Общая. Конечно, поэтому в этой столице не могут ходить какие-то
полиция нравов и какие-то русские законы, русские порядки устанавливать, понимаешь? Я понимаю, брат, но то, что он говорит, это не только про Москву, там, в Омске, в каких-то других городах, но и это тоже, да, они будут по закону. Нет, если, например, ты смотри... говоришь о какой-то там глубинке, да, там, вот, чисто русской, да, там, уже не центр, да, не центр. Смотри, так, брат, в Москве есть чеченцы, ФСБ работают, там есть другие нации, армяне есть, там есть люди, не русские именно, наших национальностей, имеют огромный вес. И там не может так, что хоть русские, хоть там какие-то узбеки придут, будут там какие-то свои права. Разницы нет, все равно у них есть власть. Не, еще раз повторяюсь. Смотри, Москва, столица России, да? Россия это же не Руссия, правильно? А Россия, да? Я правильно понял? Да. У нас есть титульная нация, государство образующее, или у нас равенство среди всех наций? Ну, вообще, равенство, по идее, есть, но все равно русских 80 миллионов. Мы малый народ. Ну, окей. Раз малые, надо оставить малые народы. Раз не оставляют, говорят, что мы все равны, равенство равнее нас, а мы еще равнее равенства. Окей. Понятно, приняли. Окей, мы сейчас не говорим о том, что там русский язык почему-то, а не чеченский или ингушский, да, государственный. Ну, это-то ладно. Но тут нам говорят, что у нас общее государство, столица которого это Москва. Окей, принято. Ну хорошо, Москва, брат, но она это... для всех. Москва, она для всех. Она не для русских, понимаешь? Это столица. Да, это для всех, да. Столица интернационального государства. Российская Федерация, так называемая. Да. Окей, какого лешего там ходят русские общины и наводят порядки? Там Давай есть дагестанские общины? Отвечу, только не перебивай. Дагестанские общины есть и дагестанские, и чеченские. Которые ходят, дагестанские общины ходят и наводят там вот такие какие-то как полиция нравов и наводят там порядки, да? Смотри, брат, бьют по морде да, я отвечу. голубоглазым, блондинам, русским, бьют по морде. Да. Лезгинку заставляют танцевать. Да, Лезгинку смотри. Я отвечу на твой вопрос, только не перебивайте, смотри. Да, это общее, ты прав, все это общая столица, там, кстати, больше не русских уже даже живет. Смотри, но это не дает права приезжать и вести любому, хоть не русскому, хоть русскому, никто не имеет права там себя вести неправильно, ходить там, какие-то свои устои качать, ходить там, например, если русский парень сидит на скамейке, аккуратно пиво пьет, кавказец идет, говорит, ты что тут пиво пьешь, забирает, пьет ему по лицу. Если такие вещи делают, они тоже имеют право прийти и такому по ушам дать, сказать, слушай, дружище, свои права тут не раскачивай. Конечно, не имеют права. Мартин, смотри, ты имеешь в виду, не они имеют права, да, там есть полиция, да, русские, там есть закон. Не говорят, да? Полиция там тоже есть... будет. Там Полиция есть тоже... полиция и есть закон, а не какие-то общины русские. Понимаешь? Есть закон. То есть да. Российская Федерация говорит всем остальным народам, мы единая страна, мы все подчиняемся единому закону, и все перед законом равны, так? Тогда из этой общины то их тоже садят, кто себя вот так вот ведет неправильно. Уже посадили много кого, условки дали за то, что они кого-то беспределили. Ты думаешь, что закон их защищает, почему она все еще существует, эта русская община? Потому что они тоже люди, они хотят свою какую-то национальную иметь общину свою. Себе свой... Если они себя нормально ведут... Ограничьте свои границы своего Мухосранска и оставьте другие народы тогда. Нет, смотри, если они себя в рамках закона ты сам адекватно... себе противоречишь. Все, смотри, что ты говоришь, против тебя идет. Смотри, брат, если они себя ведут в рамках закона,
не ходят беспределом там жестким, не занимаются. В рамках закона себя ведут, они имеют право. Чеченцы могут свою какую-то чеченскую братство сделать. Вот Зелимхан, например, у него чеченцами друзьями, они ходят, людям помогают. Как кто-то кого-то кинул на деньги, узбек работал. Они идут, возвращают. Алло, ты можешь то же самое делать. Нет, это все незаконно. Это все уже по понятиям, по каким-то воровским этим. Если мы говорим о законе, о праве, короче, то тут должна работать Конституция УК РФ. Но у нас получается, что здесь какие-то русские общины, здесь какое-то вообще войско Иисуса, алейхиссалям, которое джихад. Судить будут все по русскому закону. Если они беспределом не занимаются, в рамках закона действуют. Община это не община, это никого не интересует. Что значит в рамках закона? Что ты несешь? Какого рамках закона? Если у него нет Нет, никакого документа, что он относится к закону, если у него нет никакой справки, там, не знаю, и так далее. Что значит в рамках закона он себя ведет? Смотри, если он, хоть эта община как называется, не имеет значения. Если они не ходят, если избили человека, просто так там, еще что-то, за это их будут привлекать к закону, могут посадить. Все так же, как остальных. У нас есть октября. Да, их садят так же, как и остальных. Разницы нету. Он русский, не русский. Если закон нарушил, они его наказывают. Подожди. В Армении можно, чтобы какая-то группа людей ходила там, я не знаю, с цепями, с нунчаками, с дубинками и говорила, что она там какая-то армянская община, устанавливающая там, является полицией нравов. Это что такое вообще? Если вот в Грузии то же самое сейчас. Приехали много этих, себя плохо вели, они, да, у них тоже есть свои ребята, ходят там, говорят, Нет, слушай... себя плохо вели, ты вот какой-то Мартин, живешь, например, в Армении, да, тебе там кто-то что-то сказал, окей, ты его там, я не знаю, посадил на место. И то там потом по закону будут разбираться, кто из вас виновен, кто прав. А тут у нас появляется какая-то община. Я еще понимаю, если это где-то там в Дагестане, в высокогорном, в каких-то лесах ходили бы люди, лесные люди, прятались бы там в каких-то норках, в блиндажах, тогда понятно, их не могут сразу всех отловить, короче, и против них ведут какую-то контртеррористическую операцию. А тут в Москве существует какая-то русская община. И что за община? Кто они? Слушай, эта община, если... Привет, брат. Если эта община что-то лишнее сделает, сами в ФСБ есть чеченцы. Они сами же кавказцы их накажут. Не рассказывай мне этим. Да, вот этим другим тоже. Давай слово. Ибрагим, можно я скажу два слова касательно того, что ты пытаешься сказать Мартину? Можно я добавлю от себя? Да. Мартин, смотри, Ибрагим пытается тебе сказать о том, что они не имеют юридическое право или какое-нибудь обоснование для того, чтобы приставать к другим людям. Этим должны заниматься органы. Понимаешь? Это тоже да, самое, органы занимаются. И они абсолютно никакого юридического веса не имеют. За ними просто там стоят какие-то ФСБшники. Завтра, может, они станут как Росгвардия, свою вот эту завтра, если гвардию. станут, тогда пусть завтра приходят, понимаешь? Пусть завтра приходят. Более того, они вообще не имеют права там существовать. То есть по сути, смотри. Пример того, что Грузия и Армения был плохой в том плане, что Грузия и Армения это отдельные республики, это не федерация. Федерация подразумевает конфедерация и консолидация разных стран. То есть, когда мы говорим о том, что Российская Федерация, люди путают, говоря о том, что вот, например, говорят там, это субъект Российской Федерации, когда говорят там про Чечню или Дагестан, это отдельные страны, они прописаны именно в Конституции России. То есть, это консолидация стран. То есть республика уже подразумевает отдельная страна, которая, грубо говоря, примкнула к другой стране. Соответственно, они это делают на условиях равноправия. И когда, например, как ты говоришь, там какой-то русский приедет там в Чечню и будет там заниматься херней, его остановят, он приезжает в отдельную страну. А тут Россия говорит этой стране, типа, мы все одинаковые, вы приходите, вот это Москва наша общая.
То есть, грубо говоря, этот чеченец может вести себя так же, как русский в этой Москве, и другой русский не может приходить и говорить ему, что делать. Да, Суть в этом. но... А ты говоришь, смотри, нет, ну они же там заморали и нет, все такое. я тебе скажу, брат, смотри, я сам могу сейчас собрать там 10 человек кавказцев, допустим, там разных наций, и ходить у себя в городе. Если кто-то, например, к девушкам пристает, ведет себя некультурно, бьет людей, ходит, беспредельщики. Если не могу, смотри, Вас нужно позатить за это, понимаешь? Это ну не вот, закон. ну пусть докажут, что Вас я нужно что-то... сажать за это. Смотри, тогда пусть, таких также сажают, я это и говорю. Их сажают, Подожди, и всех брат, сажают, кто подожди, такими Мартин. вещами занимается. Этим должен... Подожди, Мартин, а ты кто? Чеченец, да? Нет, да разницы нет, какая разница. Это не прерогатива Нет, тут обычных еще- людей. Я не Тут чеченец. еще интересно было в том, что Мартин сказал, Чеченец, что давай, эти... давай, ты Погодите. армянин, да? Ну ты можешь, например, не армянин, извиняюсь, так нельзя. Татар ты, допустим, да? Ну, Ты можешь в Татарстане ходить и кричать «Татарстан для татаров» и создать свою общину? не, они Это эти же разжигание русские. национальной Это община также не может этого делать. И это, если будут делать, также их посадят Вот за ты это. если они рассказываешь, будут. Мартин, вот ситуация была, там сидел, молился, это как его, боец какой-то там, молился. Ну, там на детской улице. площадке, да? На где-нибудь? намаз делал, да. Теперь что, кто-то к нему пришел, говорит, ты говорит, не имеешь права здесь сделать. Говорит, это Правильно говорит? Нельзя Да не молиться на знаю, детской мы не, площадке. мы не входим правильно. Где это такой неправильно. закон, Я что туда нельзя веду, подожди секундочку. Кто сказал, что нельзя? Подожди, Говори, говори. Я говорю, я говорю. площадке можно бухим лежать, да, или наркоманам лежать. Бухим тоже сейчас нельзя. Если будешь Да не разбивать важно, сейчас, разговор не об вообще этом. Дай я нельзя закончу, было. Мартин, вопрос задам тебе секундочку. Да. Вот ты говоришь, что эти организации, как бы, якобы, они такие умеренные, как бы, и так далее. Он что сделал? Тот, короче, дал ему, получается, в нос, ну, а там слово за слово, этот снимал, этот дал ему в нос, короче, и приходит русская община, и начинает, слышь, ты там, что-то вроде черножопы, какого хрена ты здесь стоишь, как бы, и молишься, вместо того, чтобы вызвать полицию, да, за то, что это дал ему по морде. Какое они имели право, как бы, есть такое, что... Есть кто им дает такое разрешение, чтобы они приходили вот так вот и наезжали. Смотри, он дал в нос, смотри, он дал в нос, на него вот этот человек пишет заявление Ну за а то, что он почему дал он не в нос. позвонил в полицию, а позвонил к ним? Да, он так захотел. Так, подожди, а так кто там государственная структура, получается? Русская община, Структура, государственная- смотри, ты пишешь заявление на этого, который из Кому русской общины. русской общине он написал заявление? Да, на них пишешь, русской нет, общине. в полицию идешь, Ну, всё, пишешь так, заявление, так, чтобы... Там ни одного И вот он, полицейского хоть он- не было. Там Смотри, стояли люди в масках, Мартин. Смотри, это человек русской общины, хоть он будет с еврейской общины. Если он закон нарушил, избил кого-то, ты Радик, пишешь на него заявление, Мартин. и его привлекают. Все. Мартин, ты это намеренно делаешь или ты что это? Да, он Да сам вы- себе противоречит. Двойные стандарты. Вот у нас есть такой, Я бы у нас не есть намеренно он это будь я делает, там каким-то- все вот так перевернуто. В этой стране Не, вот будь это я мышление каким-то русским... перевернуто. Да, будь я каким-то русским чиновником, я бы Мартину двойное бы российское гражданство дал. И Не, я говорю, брат, как есть, смотри, хоть он с русской общины, хоть он будет с армянской общины, если он пошел и избил кого-то, за это, если на него заявление напишут, его также будут рассматривать. Им без Скажи, разницы, там русский он, армяне есть в русской грузин. Нет, наверное, я даже... Это Наверное, маленькая или нету? община. Нету. Нету? А почему нету? Слушай, это потому что русская община. Потому что община-то русская получается. Где? В России, да, в национальном государстве. Община-то русская, Так, как бы, да? так если будет Так и армянская... сделай такую же армянскую свою общину и ходи по Москве. Так вот, есть, и такие тоже делают. Кавказские общины тоже есть. Кавказские Но они- общины там есть, да? Я имею в виду и русская община, и вот эта Нету там кавказская никаких община. кавказских общин. Мартин, не надо. Мы Оба с тобой- будут Погоди, отвечать Мартин, перед если ты врешь- законом одинаково. Не, Мартин, не ври, Одинаково. пожалуйста, не ври. Извини, пожалуйста, не ври. Нету кавказских общин, нету татарских общин, нету, не знаю, это армянских общин. Есть русская община. Я не видел этой русской общины у меня в городе. Вообще нет. Блин, Это ты где-то что, было. без глаз, читать не умеешь, в интернете Ну, это- не смотришь. Но это в каком-то городе кто-то что-то попытался, но Нет, их там не в каком-то посажали. городе, это в Москве. Ну их Могу. привлекли, да, Не я же тебе говорю, им привлекают, дали. они Да, там дали, тебя вон, не могут напиши, Нельзя это почитай. видеть.
Ему нету, дай бог будет, Мартин. Я Им вижу, как дали ты формулируешь, штрафы, дай бог будет. им Мартин, дали вот так штрафы, дали какие-то условные сроки. Я это знаю в Да-да, интернете. Мартин, я только что спросил, они говорят, мы устали кричать, говорит, уже парадом ходим, говорит, чтобы нас заметили. Говорит, никто не замечает вообще. Ребята, флаги вот там вы цветные, то же да? самое про ислам, когда говорите, в тот день вот Ибрагим открыл этот, в Коране написано про эту тему, про вот эти все голубую тему, да? Там говорится конкретно, что ислам против этого. Конкретно, религия против этого. Они мне пытаются убедить, что это так, что религия, наоборот, это поддерживает Бачибази. Еще меня обвинили, что я тут ислам поддерживаю, типа. Ну, я если... Алло. Один момент. Все три авраамические религии против геев, так что давай не будем. Они меня пытались убедить, Смотри, слушаем шейха. Меня слышно? На микрофон Вот, выключен. да, послушайте шейха, вот. Да, шейха, слушайте. Не дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Вот, где это здесь? Почему? Он какой-то пьяный, что ли? Он Где здесь поддержка? Где он вот говорит, нельзя смотреть на мужчину. Но если ты вынужден по рабочим каким-то обстоятельствам. Это почему? Что почему? Нельзя смотреть? Потому что она за против. шесть? Религия не Что за поддерживает голубую эту всю тему. Вот поэтому это запрещено. Еще раз. А где там услышал запрет? Хорошо, нету поддержки. Он же говорит, недозволено смотреть на красивого, на некрасивого. В том-то и дело, что недозволено смотреть на красивого или на красивого. Недозволено просто смотреть, а на некрасивого с вожделением нельзя смотреть. Нет, он имеет в виду про обоих нельзя смотреть. Он просто не русский, он по-русски плохо говорит, ты не понял суть. Ну, в любом случае нельзя смотреть на безбородого. На мужчину нельзя смотреть с вожделением. На любого мужчину посмотри, у тебя какие мысли на мужчину, если ты смотришь? Мартин, ты безбородый? Да, уже побрился. Нет, суть в чем, смотри. Смотри, с этой братвой там не ходи, а то они на тебя посмотрят еще. Мартин, ты еще сказал, когда ты объяснял, почему, да и как, что если, например, ты привел такой пример, что якобы если русские где-то у себя в Москве сидят на улице и распивают спиртное, ты сказал, что кавказец не может подойти и сказать, чтобы они там не распивали это спиртное. Почему? Нет, по закону нельзя распивать спиртное. Ты можешь сказать, но бить за это сразу же нельзя. Закона нету. Допустим, нету закона. Но есть закон. Но нету, Смотри, допустим, нету. он пьет пиво, ты можешь подойти, сказать, дорогой, здесь нельзя распивать по закону. Забрать у него бутылку или сказать, иди дома, распивай, все. Но если ты забрал бутылку, этой бутылки еще в голову ему дал, и сказал, больше я тебя тут не видел, что ты тут пил. Вот это уже за нарушение закона. Окей, Значит, его не один раз видели. Вот смотри, нету закона, допустим, да, например, возьмем, вот нету закона. Вот сидят люди в общественном месте, гуляют женщины, дети, я не знаю, кто угодно, в общественное место. Сидит человек, распивает спиртное. Ты разве не можешь подойти и сказать, что, ребята, это общественное место, не распивайте здесь спиртное? Можешь и полицию вызвать, сказал, что он не ему может, штраф дадут. Но ты сделал акцент на то, что кавказец не может подойти к русскому и сказать... Не, я тебе пример привожу, не обязательно. Может быть, смотри, они коротко одета, девушка идет, например, русская, да? Для нее нормально это, в ее, вот в Москве или где-нибудь. Ты кавказец, можешь подойдешь, скажешь, слушай, у нас на Кавказе запрещено носить такие короткую одежду. Ну, ты не скажешь, а дебилы есть такие, они вот это подходят и говорят. Тоже не скажет. Нет, не скажет, дебил тоже. Говорят. Я здесь чуть-чуть на ходу, просто, чтобы от предыдущей темы, я просто видео хотел вам дать послушать, что шейх Усаймин говорит. Вот послушайте буквально коротко. Шейх Ибн Усаймин, да помилует его Аллах.
Если правитель мусульман, грешник, пьет спиртное, совершает прелюбодеяние, гомосексуализм, поступает несправедливо, делает все порицаемые поступки, кроме неверия, куфр, то нельзя выходить против него. Напротив, необходимо делать ему наставление, делать за него дуа Аллаху. Понятно, да? Это вот как Ну там нигде не Ахлю сказано, Сунна валь там Джамаа. поощрять его. Там сказано, ты можешь быть голубым, но если ты веришь Аллаха, ты можешь быть голубым, там говорится. Нет, там сказано, Ну, голубым для вас нельзя что быть. значит голубой? Вот это же болезнь, смотри, как там- это, гормоны они переварились, Там перевернулись. вот если вот этот вот правитель, он является там грешником, пьет спиртное, прелюбодеяние совершает, Ну, верит при этом гомосексуализм, в Аллаха. бьет тебя по спине палкой, отбирает твое имущество, ты не можешь против него выходить. Напротив, ты должен делать за него дуа, чтобы он как бы встал на путь истины. Смотри, Ибрагим, там имеется в виду, это все запрещено. Но самое плохое, то, что он неверующий. Нет, там вот не это самое- запрещено, там не сказано, что, смотри, все, что не запрещено, то можно. Ты слышал, вот такая концепция? Все, что не запрещено, значит можно. Логика работает. В исламе можно пить, по-твоему? Ну, В исламе пили, кстати, по-твоему. Я тебе скажу, пили они в свое время, когда Мухаммед еще был. Ну, потом пришел, хотите, что нельзя пить, они не пили уже. Да, потому что они напивались как свиньи, и он решил запретить это. Вот и все. Справедливости ради, в данный момент в исламском мире Ахлю Сунна валь Джамаа, она запрещает вот это, короче, голубизну. Только если это не бачибазисты, например, да, вот. А безбородые бачи-бази, мальчики. это же не с религией связано, это традиция у афганцев. Ну, вообще-то в данный момент, я почему сказал в данный момент, потому что на определенных этапах это как бы где-то дозволялось, где-то, если о рае говорят, что там будет 1000 юных, короче, недотронутых, словно жемчуг, короче, Ну, это служители рая, но они не спят с ними. будут обслуживающие тебя юноши, короче, то опять-таки... Обслуживающие не в сексуальном плане. Да, словно не тронутый жемчуг, не пробитый, короче, жемчуг, то тут получается у нас, что нам предлагают в раю вот этих вот безбородых мальчиков 1000 штук. Не спать же с ними предлагается. Ну, там не сказано. Да, я насчет Ну, также этого там не тоже сказано, читал. что ты не можешь с ними спать. Так же? Толкование насчет этого я читал, там было сказано, что с ними нет никаких этих сексуальных отношений. То, что они тебе, ну, как помогающие, как бы сказать, придворье. Как официанты, вот, да, в придворье, раю, вот, как официанты. официанты, Ну, да. таких сексуальных отношений нет к ним вообще. Зачем тебе безбородые юноши, короче, когда у тебя есть гури, которые... Я Да, например, хочу, чтобы меня гури обслуживали, или... Ну, захочешь, ну, будут скажем, гури, ты- захочешь, да, бородатые ты в тебя. раю. Да, зачем мне Можно безбородые мальчики? Можно нужны, насчет короче, этого все. когда- Не нужны тебе мальчики, Да, нужны тебе девушки. мне Пусть с они будут. Алиэкспресс роботы какие-то. Ну, это которые пишешь заявление, вот там подвозят. Всё, что ты указываешь. захочешь. Да, роботы подвозят кофе там, я не знаю. Лучше эти, чем вообще дети. Ну, ты пишешь безбородые. заявление Конечно. уже в раю, и там Вообще указываешь, что хочешь, чтобы бородатые Да, тебя. да, я уже вот поэтому хочу жалобу подать коллективную туда. Коллективу жалобу подать. Подумал, все, у тебя все есть. В русскую Да. общину жалуйтесь, они все придут, порядок наведут. Гури не хотят этим заниматься, гури там другими вещами будут заниматься, понимаешь? Каждый свое дело. Мне, например, не нужны мальчики обслуживать. Например, вот ты хочешь, чтобы тебя мальчики Хочешь, старая обслуживали, бабка тебя или будет жена твоя. Пускай жена Бабка будет. обслуживает там. Да, зачем, короче, мальчики безбородые, тем более красивые какие-то, и чё? Ну ты не хочешь, может кто-то захочет, женщина как будет. Не, ей никак. А приятнее. ты кто такой, чтобы в раю говорит, я не хочу или хочу? Кто тут тебя спрашивает? Вот тебе дали, жуй. Да, там правила. Радуйся, свои что ты в раю. Ты тут начал права качать. Хочу, не хочу. Не, в раю, если ты в раю, у тебя все есть право на Ибрагим, всё. ты мусульманин? Хочешь, у тебя женщина будет, там замки, не замки, все будет у тебя.
Он на Я 70%. Какая концепция? 71% пока мусульмане. Я вот эти вот всякие Нет, мальчики такого не бывает. Либо безбородые. ты мусульманин, либо ты не мусульманин. я не, видишь, я против безбородых мальчиков, против этого. Знаешь, Я, такое например, религия Аллаха. Да, Нет, я погодите, вот вопрос не где я полный. живу, где я общаюсь, где я с людьми, короче, веду отношения какие-то. У меня нету проблемы там на мальчиков не смотреть, на безбородых каких-то, с вожделением тем более. Что такое вообще? Алло, 29. Вот если Я ты смотришь поэтому на мальчика, вопрос не значит, у тебя полный, проблемы погодите, с Я вопрос поэтому не закончен. 71%, потому что 71%, голубизну, да. Никакого. да, голубизну, извращение я не принимаю. Вопрос не законченный. Когда спрашивают, ты мусульманин, человек должен знать, что ислам, он сегодня неоднороден. Есть салафизм, есть сунниты, есть суфисты, есть шииты, ахли сунна, в конце концов. Кого ты имеешь в виду? Мунафики есть, да? Бедатчики тоже есть. Кафиры. Ну, бедатчики тоже являются Какого мусульманами. муслима ты имеешь в виду, когда спрашивают, ты мусульманин? Кого ты имеешь в виду? Мусульманин в общем, не считая шиитов. В общем, нет такого понятия в общем. Если не считая шиитов, помимо шиитов есть еще много там. А ты спроси, шиит считает Не тебя одни, мусульманином? Да, или да. что? ни одни не считают других, потому что каждый считает, что все Ашариты, остальные... матуридиты, суфиты. Можно с Все вашего они, позволения, Ибраим, если слушай, перебью их тебя. А можно я как не не выводят мусульманин из задам религии, тебе то они вопрос? мусульмане. Товарищ, Что? послушай меня, а что такое стопроцентный мусульманин? Давай, может, оттуда зайдем. Кто такой стопроцентный мусульманин? Это яхуд. Это мусульманин, Мартин, подожди. Да, который- объясни мне, что такое, кто такой стопроцентный. И все. Аргументы закончились. Мартину говоришь или мне Не, говоришь? я тебе задал вопрос. Тебе. Кто такой А. стопроцентный мусульманин? Что такое Не, стопроцентный я ислам? пока не видел 100%. Стопроцентный Вообще, мусульманин – это тот, больше, который чем- Стопроцентный придерживается мусульманин, Аллаха, тот, который в сторонится Турбине нашел запретного. еврея, это стопроцентный мусульманин. Подожди. Сторонится запретного, сторонится нововведений, ищет знания в религии. Соблюдает законы Аллаха, старается соблюдать. Ага. Что не старается, не бывает такой старается. Нет такой старается. Надо соблюдать. Ты давай это, не играет со мной в эти игру слов. Обязан соблюдать, правильно? Ага. И все. А ты соблюдаешь 100%? Ну, иншаллах, да. Ты живешь по шариату? Алхамдулилля, стараюсь. А где ты живешь? Это уже запретная зона. Запретная зона для кого? Для мусульманина? Нет, для вас, для ваших ушей. Для кого? Для ваших ушей. Ну, говори как есть, да. Ты же зашел сюда, да, задавать вопросы, мусульмане, не мусульмане. Так ты где проживаешь? Я так, как я это вижу, ты должен проживать где-то в Афганистане, по-моему, да? Как я знаю. И еще какая страна вроде есть? Пакистан вроде куда-то, да, тоже там где-то что-то по шариату где-то что-то происходит. Ну, или Иран, как бы, по шиитского толка ислам, да. А ты где? Ты где-то в этих странах проживаешь? Только давай сейчас не будем угадывать, да. У меня тут получается 3 варианта. А почему не Саудия? Саудия вроде не, но там очень много кафиров, как бы, туда приезжают в гостиницу. Ну, в Саудии больше мусульман, пьют чем алкоголь, в чем Афганистане всех вроде тех такого странах, нет. которые ты назвал. В Саудии у тебя в гостиницах, я могу поехать в Саудию, там в гостинице там, для туристов поселиться и пить там алкоголь. Алкоголь? Да. Такого не слышал. В гостинице для туристов есть такое, почему нет? И то же самое в Арабских Эмиратах везде. Ты можешь, у тебя есть Если ты отдельная... мусульманин, то да, есть для тебя все там. Да, если я не мусульманин, то да, то я могу, как бы, да. Но это получается, Да, та там страна, тебе да, все она- дозволено. Там все есть, все эти гей-клубы, не клубы. Все для туристов, деньги зарабатывают себе и все. Туристы Везде могут есть поехать, туристы. там себя нормально себя чувствовать, как бы, как и вроде Да, все нормально. Да. В Афганистане вроде этого нету. У тебя самая приближенная страна к тебе, как к шариату, как бы, да. Вот, мальчики, не знаю, скорее всего, тоже, значит, дозволено, если они там с мальчиками отдыхают, гуляют. Ну, получается вот так вот, да. Афганцы это традиционно было даже. Они потом уже... Вот мы в Дубай можем поехать, ислам туда-сюда. начал связано, это по религии можно. Лучше, чем мальчики танцуют. Вот они говорят, лучше, чем мальчики танцуют, чем женщины перед мужчинами. Это правильно? Это ни женщина, ни мальчик не должен танцевать по исламу.
Так вопрос же в другом заключается. Если такое Не, происходит в вот этих арабских странах. имам Шамиль Маликов, который из Дагестана, аварец, он рассказывал, что в Дагестане нет аварцы, там в селах где-то высокогорных, нет с осликами как бы встречались и тем самым избегали, короче, прелюбодеяния с женщиной. С осликами? Да. Да, Ну, это не девушек Дагестан, хранили, это девушек. Везде, где Девушек можно. чистыми. Девушек чистыми хранили, слушай, а что делать? Портить женщин, бля? Как ты не испортить женщину, если ты уже с ослом себя испортил? Она со слом, да, но девушка-то чистая, потом женишься с чистой девушкой, нормально. А ты грязный со слом уже там Просто сношался, жениться не вариант, с девушку ослами, загрязнил. собаками, Зато слонами. какой опыт он потом жене своей передаст. Не знаю, я ослов не видел, да, я в городе всю жизнь, я не знаю эти подробности, но мне один чел рассказывал, говорит, ослу, когда суешь, член длиннее, типа, больше становится. Аккуратно. Так, за это надо... За это надо... Тема. Такие темы не приветствуются. Ты, короче... Ассаламу алейкум. Это называется... Я такими темами... Зоофилия, да? Зоофилия, когда же... Нет, я сейчас, чтобы не получилось так, что здесь наговаривают, да, сейчас я вам даю послушать. Так, слушаем. Это имам Шамиль Маликов, если кто не знает, короче, имам дагестанский. Сейчас, вот он. Слушаем, да? То, что в горах аварцы, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Вот такая тема. Он лезгин, по-моему, 100%. Не любит он аварец. Ну, никто, то есть мы здесь ничего не наговариваем, ни на народ, ни на кого. То есть, когда сами люди про себя говорят, просто это... Да, брат, это везде есть, слушай. Ты думаешь, что в Америке там с собакой спят, там, я не знаю, зоофилов. Это везде есть, слушай. Почему вы именно пытаетесь на мусульман именно вот все нагнать? Ну, зато там прелюбодеяние, как бы, нет, это защищает же от этого. Ну, это не так, а кто-то с собаками там в России. У меня вопрос, житейский вопрос такого характера. Вот женатый человек там со слом сношался. Это считается за измену? Конечно считается. А кому он изменил? Ослу или... Ассаламу алейкум еще раз. Например, ребята, в Иране есть такой временный брак, да? Женщина, временный брак дозволено в шиитском Иране. Называется. А ведисты или атеисты? Ну, это тоже временно, пока замуж женишься, уже не захочешь спать, в следующий раз уже не будешь. Чем просто, знаешь, захотел, перепихнулся, пошел снова Тут хоть надо женить. Это уже они берут, как бы сказать, это законная зина, короче. Ну это, смотри, брат, пока ты женишься, законно делаешь, да, это в том смысле, это усложняет сам процесс. Чем пошел в клуб, девушку какую-то поймал, сразу же переспал, да, это усложняет. Нет, если ты с помыслом в этом плане женился, это чтобы хорошо. там перепихнуться и развелся, это уже харам, это... Аузубилля. Нужно делать, как наш пророк делал, саллаллаху вассас. Мы должны быть придерживаться сунны пророка нашего. Как наш пророк делал. Как делал? Расскажите, пожалуйста. А вы, у вас родители отказались? И что ты хотел этим сказать, Закир? Ты можешь напасть на наших многобожников, забрать их женщин и отникахать их по 4 суре 24 аята. Да, возможно, ваши жены можно, да. Ваши жены так можно. надо делать. Так наш пророк, саллаллаху вассас, делал.
Ваши, Да, ваши. это может быть твоя мать, твоя сестра, твоя дочь. Это трофей, альхамдулилля. Да, твоя будет. Да, молодец. Дай номер. Номер дашь? Дай номер по-братски, да. Подожди, вы что, прикалываетесь, что ли? Он же вам сахих рассказывает. Ибрагим, есть у тебя Не, дочка? он Дашь номер дочки? Расур уже есть рассказывал. Ибрагим, есть у тебя дочка? Дашь номер дочки мне? Ибрагим. Чё? Не понял, еще раз. Номер есть у тебя? Дочка есть у тебя дочка? Эту чучело можно выбрасывать. У меня есть здесь по соседству, у нас по соседству здесь ослик есть. Его номер, по-моему, ребят. Но он активный, да, ослик? Да, он вообще без тормозов. Да, Ибрахим его закалил. Ну, Ибрахим не должен его закалять, потому что это не моя тема. Это вот, который здесь был, страдалет сейчас, номер спрашивал, это для него. Я, смотрите, никого не защищаю. Если, например, я сидел один раз в стриме, тоже мусульман, другой стрим, там тоже дагестанцы, все были. И они про евреев там такой же начинали говорить, что вот там туда-сюда, они там пришли туда. Но если это неправда, я же не могу с этим соглашаться. Я им также говорю, если какую-то неправду я вижу, я им говорю. Вот вы сейчас говорите, что только в исламе такие вещи есть, там, с осиком, еще что, ну, вот этих стран исламских. Я говорю, что это везде есть. Но это правду говорю, не потому что я их защищаю, вы начинаете понимать по-другому. Ну да, это правда, у всех есть такое. Правду, я за правду. Если я буду в стриме, будут христиан... Это не в народе и не в религии, это от людей зависит. Да, те же самые бачи-баджи в Америке есть, всякие ЛГБТ, например. В Америке с ислами, чтобы сношались. Ну, кто тебе сказал? Там, где собаки Да, есть, кто собаки. тебе сказал, что везде это есть? У нас есть Аннавови пишет, ссылаясь на муслима. Том 4, страница 32. Если твоя боеголовка вошла в задний проход мужчина или женщина, животного, мертвого или большого, маленького или живого, то на нем нету гусель, то есть большого омовения. Это это наша религия. Не нужно стесняться нашу религию. Мы это не наша религия. Ан-Навави. Мы его даже мусульманами не считаем. Многие. Особенно. А ты кто такой вообще? Я человек. А как ссылаться? Никакие. Ты homo sapiens или неандерталец? Я человек обычный. Нет, человек, понятно. Прямоходящий, умный. Прямоходящий, да? Развитый. Тойзан, Ибрахим, вы против ислама, да? Закир, понятно. Нет, мы не против ислама. Нет, мы не против, значит, не исходаться, против, потому что я, например, за то, чтобы мы просвещали все, что там есть, и не обманывали общество. Потому что меня в свое время... А как мы обманываем общество? То есть наиб сделали, обманули. Ну вот мне, например, не говорили, что пророк женился на 9-летней. Мне не говорили про изнасилование замужних женщин. Мне не говорили про посасывание груди 5 раз досыта, чтобы стать молочным братом. Мне не говорили, например, про вот эти всякую культуру, да, там, подтирание камнями. Салам алейкум. Привет. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Ибрахим, вот все, что ты перечислил, я читал. Там всегда бывает спор огромный насчет того, что Никаких споров нет, абсолютно. Как нет? Я ж читал все. Про молочного брата можешь разъяснить, где это сказано, кто сказал? Про молочного брата сахих хадисы есть, где Айша рассказывает, как пророк к пророку приходила... 8 глава, 1455 хадис. Сахих Бухари, Сахих Муслим, сборник.
Сахих Бухари, Да, Сахих да, Муслим. к пророку приходила вот эта некогда женщина, как ее звали? Закирна. Сулейма. Короче, да, она говорила, что их приемный сын Салим уже взрослый, короче, и ее муж недоволен, когда они наедине остаются. И тогда пророк сказал покормить его грудным молоком. А потом она сказала, как я... Он же взрослый, у него борода. Я знаю, пророк сказал. И сказал, покорми. Она его покормила, короче, и после этого недовольство у Салима с лица исчезло. Она пришла и рассказала пророку. И вот так разрешился этот конфликт. Ты сам откуда, Ибрагим? Потом пророк, когда возвращался с командировки, это по нынешним меркам, да, в то время он с какого-то похода возвращался, и у него дома сидел некий человек. Айша так передает этот хадис, что некий человек был у нее, и пророк спросил: «О, Айша, а кто это?» И Айша ответила: «Это мой молочный брат». И тогда пророк возмутился и сказал: «Вы удостоверяетесь, что вы их кормите, молочных братьев, 5 раз досыта? Удостоверяйтесь». Ну а что такого покормить? Едой, в смысле, да? В гости пришел, как молочный брат. Нет, грудью покормить досыта 5 раз. Да хорош, брат, 30-летняя женщина должна будет кормить грудью. Не, там по-другому звучит, по-моему. Там, если ребенка покормишь другого человека, если грудь подойдет, они становятся там как раз молочными братьями. Кормление по причине голода. Для скобка, для прикола написано ребенка. Открываем хадис 1455. Там мы никакого ребенка не находим. Там какой-то чувак у Айши сидит, нашей матери правоверных. Когда посланник Аллаха зашел ко мне, у меня сидел некий человек, говорит Айша. И по выражению лица пророка я поняла, что он гневается. И тогда я сказала: «О, посланник Аллаха, это мой молочный брат». Тогда посланник Аллаха сказал: «Удостоверяйтесь относительно ваших молочных братьев. Поистине, скармливание считается, если оно утоляет голод». Ну, где там говорится грудью кормить? Это же тупизм какой-то. Это не тупизм, это... Кто это сказал? Сахих Бухари. Если мать кормит какого-то ребенка, это молочные братья, но не своего сверстника. Ну нельзя, вот двоюродные даже, брат и сестра не могут оставаться наедине, не могут там при встрече общаться. Ты себя слышишь, что ты говоришь, то, что ты высказался. Нельзя, чтобы они могли оставаться наедине, для этого нужно 5 раз покормить грудью, и тогда он становится молочным братом, и что там происходит? Я пока еще... И кто кормит этого молочного брата? Я пока еще у ученых... Молочного брата кто не кормит? Не перебивай меня, когда я говорю, я не докончу. Я еще ответа у медицины в этом не нашел. То есть я хочу понять, если покормить 5 раз грудью, у него вот эта вот система перестает работать, что ли? Брат молочный. Смотри, молочный брат имеется в виду не она, смотри. Ее кормил кто-то, и его, их двоих в детстве. Нет, это тоже можно, это тоже можно. Это молочный брат. Не тот, кого она кормила. Нет, высказывание произошло от того, что он человека увидел, это молочный мой брат. Я его покормила, правильно? Ну, почитай хадис. Нет, там не было написано, что она его Там не про это вообще. Это молочный брат, это как, допустим, меня и там ребенка в детстве, мы там мелкие были, да, нас одна мать. Да, когда мать накормила обоих. Подожди, открой 1455 хадис, вот этот. Открыть. 1455. А ну-ка, прочитай. Не перебивай, подожди, пойми. Я тоже охренел, когда первый раз услышал. Однажды ко мне посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, зашел, у меня сидел один человек. Я сказал: «О посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он мой молочный брат».
Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: удостоверяйтесь относительно ваших молочных братьев. Поистине скармливание считается только если оно утоляет голод. И Все, теперь другой хадис. Закир Найк. Хадис про кормление Салима. Это Номер. кормление грудью взрослого. Это Сахих Бухари, глава 1456 или 53. Просто запиши на линке где угодно. Глава кормления грудью взрослого. И там десяток хадис, где прямо про Сулейм. Там мать наша правоверная Айша это все передает. Это Сахих Бухари. Где посланник Аллаха спрашивает, вот Айша услышала, как Сулейма говорила. Высказывание неправильно. Если мать Алло, 29. кормит Алло, своего 29. ребенка, Глава кормления грудью взрослого. и она кормит грудью, вот они молочные братья становятся. Алло. Там знаете, как написано? Кормление грудью взрослого. Глава есть целая. Кормление грудью взрослого. И что там пишет? Есть такое. Там я читаю. Однажды я услышала, как Сулейм сказала: клянусь Аллахом, мне бы не хотелось, чтобы меня видел мальчик, который перестал нуждаться в грудном вскармливании. Айша спросила, почему? Она стала говорить: однажды посланник Аллаха, к посланнику Аллаха пришла Сулейм и сказала: о посланник Аллаха, я вижу по лицу Абу Хузейфи, что он гневается, когда Салим находит нам. На что посланник Аллаха сказал: покорми его грудным молоком, и тогда недовольство с лица Абу Хузейфи уйдет. На что я ответил: ну как я его покормил грудным молоком? У него же растет борода. На что посланник Аллаха улыбнулся и сказал: я знаю, что у него растет борода, покорми его грудным молоком. Клянусь Аллахом, после того, как я это сделала, я не видела на лице Абу Хузейфи недовольства. Машаллах, блядь. А что там дальше было написано? Саляма и другие жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заявили Аише: клянемся Аллахом, мы считаем, что это было особым исключением, который пророк сделал только для Салима, и никто из мужчин не зайдет к нам таким образом. Нет, там, Ну, они еще как это написано. сказали, а потом ты знаешь, что их мнение, оно исламским миром отвергнуто. И то, что Айша передала, оно считается достоверным. Там это как написано? Вы это как преподносите? Ты Будто Салим видишь, ты сейчас присосался к Нет, груди и смотри, пел. ты прочитал. На основании Последующий- 4 масхабов Ханафи, Малики, Шафи, Ханбали постановили, что прочитал, мнение не остальных перебивай жен пророка, меня. саллаллаху алейхи вассалям, общие аяты Корана имеют приоритет. Поэтому закону Еще раз, признается ты только прочитал- кормление младенца до 2 лет, а случай Салима Ты- остался уникальным ты историческим прочитал- исключением. Все, закройся. Ты, говнюк, прочитал только последний хадис. А до этого хадиса прочитай. Я что прочитал за все хадисы хадисы, там? которые Что вы за мне хадисы? привели. Подожди, До брат, него- давайте разберемся без До него, оскорблений. до этого. Не, Это давай, исключение. подожди. Все, Там даже закройтесь, если так там пожалуйста. написано, чтобы она сцеживала Подожди, молоко в сейчас сосуд мы и тебе кормила его 5 раз. скажем, это исключение или нет. Все, это исключение. Все будет Так. от никакой нации, брат. Какой номер? Глава кормления. Ну что, неправильно ты высказываешься, брату. Абхаз, подожди, брат. Я Не, армянин. Закир всегда в таком грубом контексте все рассказывает. Там толкование, как все это происходило, все это он Там ничего не не так же читает. написано, правильно? Он читает все прямым текстом, вот и именно проглатывая некоторые слова, и потом выражает вот это все, вот это так было, это не так было. Не, ну, Нужно я всё понимаю, чётко. знаешь как? Я понимаю это, знаешь как? Что, ну, к жене, да, зашел человек. Так, Немножко- смотри, подожди, слушаем. Тут нету Так, ты понимаешь, я глава понимаю. Тут есть, свидетельства как поняли родословной ученые, кормления это является грудью исключением молоком. лишь для него одного. Подожди, брат, пусть читай. Подожди, Говори, кормление ведущий. грудью. Кормление грудью. Грудью Ты сам не знаешь, о чем ты утверждаешь. взрослого. Не, я знаю, мы это проверяли. Ибрагим, А пока кто ты, ты брат? читаешь, да я скажу кое-что, Не пока ты ищешь. перебивайте. Пока ищи, я скажу кое-что. Не перебивайте, подождите.
Это Так, долгий Сунан ибн Мадж. Сунан ибн Маджа. Маджа дальше. Сообщается, что так, Милога, Закир, если подкинуть сюда хадис сейчас у нас. Так, Глава кормления грудью взрослого Доны. 1456 или 53? Сейчас, подожди. Какого сборника? Сейчас я прочитаю его. Не надо меня выключать. أنتم كافرون ملحدون والله بالله. Да ладно, петушица, садишь. Ты взял сейчас какую-то хрень там, подсунул, пропустил основные хадисы, тебе приемлемо прочитал. Я Про таких, ничего не как ты, знаешь, пропустил. что сказано? Я все разложил Про по таких, полочкам. как И ты, я знаешь, доказал, что это что является сказано? исключением. Знаешь про таких, как ты, что сказано? Никакое это не исключение. Ты, Ибрагим, прочти нормально. Про каких, как ты человек нормально высказывается. Ты сам нормально прочти, что там написано. Ну, видишь, он сейчас соврал. Там, Сейчас, прикалывается, давайте я буду прикалывается. сейчас. Минуту, я сейчас буду читать. Бисмилля. Бисмилля рахман рахим. Сначала скажи нумерацию хадиса. Так, читаем сначала Сахих Муслим, 17 книга о кормлении грудью, хадисы 1444-1470. Глава 8. Кормление грудью по причине голода ребенка, скобка, для прикола. 1455. Хлеборезку закрой. Сообщается, что Айша сказала: однажды, когда ко мне посланник Аллаха зашел, у меня сидел один человек. Ему не понравилось это, и по выражению его лица я поняла, что он гневается. Я сказала: о посланник Аллаха, это мой молочный брат. Тогда пророк сказал: удостоверяйтесь относительно ваших молочных братьев. Поистине, скармливание считается только если оно утоляет голод. Бисмилля. Первый хадис я сейчас вам прочитал. Сейчас будем читать кормление грудью взрослого. Так, бисмилля. Так. Барби, нет, минуту. Так. Так, снимки с экрана. Телеграм чат, шедик выложить, значит, демо, так. Минуту. Так, я вот нашел. Глава кормления грудью взрослого. О, и он. Сунан ибн Маджадж. А почему тут только один хадис высветился? Они, по-моему, почистили, что ли, там? Ну, я полностью все отсканировал, не переживай. Я полностью все сканировал. Сообщается, что Айша сказала, аяты побивания камнями и про 10 больших кормлений были ниспосланы, и они были записаны в моем свитке, который лежал под моей кроватью. Когда же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, умер, и мы были заняты по поводу его смерти, в дом зашел ягненок и съел их. Вообще крутой анекдот. Да. А что это значит? Типа, хубо. Раньше это было в аятах посасывание 10 раз груди и избиение палками. Так, подожди, кормление в было Коране есть, использовано. по-моему, Побивание камнями и 10 раз грудь сосать, короче. И раньше это были аяты. Потом коза съела эти аяты, короче. Поэтому их в Коране нету. Они как бы в исламском обиходе как бы действуют, да, вот в Афганистане камнями побивают и так далее. За Да, не есть такое. Да, а вот как аяты, их в самом Коране нету, потому что коза съела.
Но смотри сюда, как это выходит. Если человек голоден, взрослая женщина, взрослый человек приходит, она по Корану может его накормить грудью, да, выходит? Да, и после этого он может к ним уже, муж может спокойно ехать в командировку, оставив их. Слушайте, Коран был записан с устного на письменный, и вот это съела коза, это балабольство обычное. Вы можете сколько угодно придумывать. Стоп. Ты сахих хадисы. Это балабол, Бухари и Муслим. И даже если они балаболы, вы не меньше балаболы, чем они. Такого нет. Вот и все. Не, мы не балаболы Вы как раз таки. абсолютные Мы вам балаболы. приводим источник. Вы мульхиди. Балабол ваш пророк и ваш Бухари и Муслим. Я говорю, вы балаболы, вы это Ваш пророк и ваш Бухари Муслим балабол. Я вам вот это в говорю. любом случае. Который все это дерьмо оставил. Если молоко у мамы Там написано, заканчивается... что... Подожди. Вот смотри. Если молоко заканчивается у мамы, у матери, да, маленький ребенок, если кто-то молоко имеет, и ребенок сам уже чует, если подходит это молоко или нет, он уже должен понимать, что если это молоко подходит, вот тогда он начинает грудью кормить ребенка. С той матери. про детей. И вот это молочные братья становятся. Но это про взрослые детей, люди. это про детей, а тут про взрослых именно. Понятия нету такого взрослого у нас, чтобы какой-то человек, который ему 30 лет, он голоден, и чьей грудью кормить. Не голоден, он не из-за голода ест. Чтобы стать молочным братом, чтобы он мог оставаться один это на от один. женщины тогда исходит, правильно? Это единичный случай. Еще раз повторяю. Если женщина, значит, хочет его молочным братом сделать, она сиську свою даст ему, чтобы он был молочным братом. Да? Телеграмчу дадает на нас, 40 лет, 50 лет, правильно? Нет, неправильно. Нет, он Подожди, не Не перебивайте, я сейчас всех выключать вас буду. Я сейчас всех буду выключать, не перебивайте. Микрофоны выключите свои. Я в Телеграм отправил тебе кормление грудью взрослого. Да, сейчас я смотрю. Пока как придут, посмотрю. Вот, пришли. Так. Глава кормления грудью взрослого. Сунан ибн Маджадж, 9 книга о браке, хадис с 1845 по 2015. Так, хадис 1944. Это то, что я сейчас читал про аяты побивания камнями. Я сейчас последний, да, это Муслим, но... Сахих Муслим, глава 8, кормление грудью по причине голода ребенка. И глава 8, так, подожди. Глава кормления грудью взрослого, Муслим Сахих. 3600 хадис. А также он в другой версии 1453. Можете проверить. Сообщается, что Айша сказала, однажды Сахля бин Сухайль пришла к пророку и сказала: «О посланник Аллаха, я вижу по лицу Абу Хузайфы, что ему не нравится, когда Салим заходит к нам». Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Покорми его грудным молоком». Она ответила: «Как мне покормить его грудным молоком, ведь он уже взрослый мужчина?» Тогда посланник Аллаха улыбнулся и сказал: «Я знаю, что он взрослый мужчина». То есть вот это вот достоверный Муслим Сахих хадис 3600, он же 1455. А толкование его, Это Короче, он, исключение для этого получается, человека. он прикольнулся, а те повелись, да, получается? Не то, что прикольнулся, но здесь отлично нам Сахих Муслим, он прописывает, что нужно молочным, если человек... Вот на сегодняшний день, друг мой, ты считаешь... Микрофон у кого шумит? Так, у кого микрофон? Ты на сегодняшний день считаешь это правильно?
У меня тут спросил, вообще тема с чего началась. Меня спросили. Ответь на мой вопрос. Еще раз, я тебе и отвечаю. Тема началась с того, что у меня спросили, мусульманин ли я или нет. Я ответил, что я 71% мусульманин. Потом тут начали говорить, почему, как, что. Я начал приводить моменты, которые я не принимаю. И почему я 71%, а не 100% начал отвечать. И как раз таки я привожу сахих хадис, в котором сказано, что чтобы стать, оставаться один женщина. Что неправильно? Если ты не принимаешь хадисы, то ты не мусульманин. Ну, ты принимаешь, тогда соси грудь 5 раз, я не принимаю. Не, Ибрахим, только что. Не перебивай. Нет, Там я не у написано, тебя вопрос Это задаю, было ты единственное говорю, исключение. ты можешь Всё, это принять проверили. на сегодняшний день? Ясен, там Добавить. прямым текстом. Потом там толкование идет то, что сцеживала молоко в сосуд и 5 раз кормила его. И это и то был Куда один сцеживала? случай. Можно Дедукция говорит, там так и 30-45 написано. лет Но усосать все равно, какой-то женщине. по нашим меркам, вот по сегодняшним меркам, все равно войнахши или другие люди, они, никто никогда не выпил бы, взрослый человек не выпил бы молоко чужой женщины. Это как? Ты один единичный случай это. Это один единичный случай. Да, И исключение единственное. после этого это все запрещалось, нельзя. И насчет этого, то, что ягненок съел, это аяты, свиток. Раньше, Покажите нам подожди, не хадис, в перебивай, я же котором не перебивал говорится, тебя. что это был единичный Я тебя не случай перебивал. и что это Я тебя не запрещалось. перебивал, Вот я что тут тебя не балаболите перебивал. нахрен ходите? Ты балабол. Я тебя не Хлеборезка, перебивал. так я ее. Блядь, так я ее. Так я ее. Степ агал, Хада апе моряцтаг. Так хада апе моряцтаг. Инде дахтиях, деш проститутки, шмадальду, проститутки. Проститутки арабские. Арабские шлюхи. Честно говоря, ел шук Так, подождите, не переходим на личности. Зачем вот это вот говоришь тоже? Не переходя на У личность. нас это, Ибрагим, у нас тоже в Библии много чего написано, которое мы на сегодняшний день просто вот поверхностно обходим, понимаешь ли? Так же, Библия как переписана. в данном случае, то, что в Коране написано, у меня очень много мусульман тоже в Коране, что написано, тоже поверхностно обходит. Правильно? Я так? Смотрите, может с вашего позволения, да, пару слов. Смотрите, что получается. Когда заходят мусульмане, вот я вот, допустим, сейчас, секундочку. Здравствуйте. Сейчас, здравствуйте. Я вот, допустим, вот я как еврей, меня не зайдет никакой религиозный еврей, меня не обругает, не скажет мне, ты не иудей, ты кафир и так далее. Если я там не придерживаюсь, если я чего-то не придерживаюсь, то сюда заходят муsulmане. Сейчас, секундочку. Я еврей это не национальность, это я еврей по религиозному принципу, да, еврей. У нас это включая национальности. Давай это. Не будем мы сейчас рассказывать мне, что такое еврей. Еврей это религиозное значение, да, и название. Подожди, а кому интересно это? Да, я с тобой не разговариваю. Я вот согласен. Закрой рот, я пример хочу подать. Подожди, пусть Грудь женщины это вообще невкусно. Вот. Я хочу, да. Теперь, когда заходит сюда мусульманин. У меня быстрый вопрос, У тебя потом будет быстрый вопрос. Такси. Потом выйдешь, да, заходишь, зайдешь, ты будешь нормально разговаривать. Теперь, когда заходят сюда мусульмане, им говорят, он задает вопрос, ты мусульманин? Он говорит, 72%. Говорит. Он как 72%, не может быть такой 72%. Я задаю этому мусульманину вопрос, я говорю, послушай, а что такое 100% мусульманин? И он отвечает мне на этот вопрос. Этот мусульманин, который должен придерживаться всему, как я понял, да, и хадисам, и аятам, и так далее. Теперь он его такфирит, получается, да, если он вот так вот не придерживается всему тому, что его, как про сиську то, что рассказали, и так далее, то он, получается, не мусульманин, он его такфирит. Вы понимаете, в чем разница? Да. Вот смотрите, Лазик, открывайте в интернете, в Google. Не перебивайте, кто там. Смотри, открываем повесть Хаджи Мурат.
Да елки-палки, у кого это микрофоны? Открываем повесть Хаджи Мурат, глава 12. Спускаемся вниз, и там предпоследний где-то там вот этот абзац. И читаем. Вот читаю вам. Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи Мурата. 5 лет, ответил Ханефи. Так, подождите, это уже концовка. А это Сейчас. всегда не давай тут ноги кефиры. Не перебивай меня. Ва алейкум ассаляму рахматуллах. Да, я определенно таслим дал. Не перебивайте Ассаляму меня. рахматуллахи ва баракату. Смотрите. Лорис Меликов попытался говорить с ним... где этот? Лорис Меликов попытался говорить с ним, он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом, на Лориса Меликова хрипло и отрывисто прорычал, то есть. Нет, не скучно. И также отвечал на все другие вопросы. Пока Лорис Меликов был в комнате нукеров, вошел 4-й мюрид Хаджи Мурата, аварец, Ханефи, с волосатым лицом и шеей, и мохнатой, точным мехом, обросшей выпуклой грудью. Это был не рассуждающий, здоровенный работник, извиняюсь, тут слишком маленькие буквы, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Эльдар, повинующийся своему хозяину. Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи Мурата. 5 лет, отвечал Ханефи. На вопрос Лориса Меликова, я из одного аула с ним, мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, сказал он, спокойно, из-под сросшихся бровей, глядя в лицо Лориса Меликова. Тогда я попросил принять меня братом. Что значит принять братом? Я не брил 2 месяца головы, ногтей не стриг, и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом. Вот Хаджи Мурат, глава 12, прочитайте. Хаджи Мурат, милу. Повесть Хаджи Мурат читаем. Кто повесть это? Хаджи Мурат. Хаджи Мурат это вот посол Шамиля? Написано про мюрида Хаджи Мурада, Ханефи, аварца, который стал молочным братом. И зачем оно нужен? Эти люди, они, ссылаясь на сунну пророка, как бы следовали. Они неправильно поняли. Они ашариты, они не те, кто следует за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва Алло, саллям. 29-й, я не знаю, вы пашкариты или какие вы ашариты? Да, без разницы. Смотри, Люди следуют сунне. Ибрагим, Николай. Надо знать, Хаджи Мурат это повесть, описание реального военного конфликта между Российской империей и Северно-Кавказским имаматом, так называемым. То есть то, что там описывается, этот человек находился непосредственно на этой войне, и когда вернулся себе на родину, написал вот такую повесть по своим воспоминаниям. Вот и все, что такое Хаджи Мурат. Так, Тайзан, зачем нам это на то время, России скажем, как с сегодня северокавказским, журналист не какие-то знаю. конфликты ездит, делает там какое-то интервью, берет, снимает. В те времена также писатели были вот на таких войнах, все видели своими глазами, приезжали обратно, вот такие повести писали, как сегодня корреспондент делает очерк. Это в Коране написано. Вы сейчас я нам понимаю, вы сейчас типа вы опираетесь на... сейчас нам рассказываете здесь, ученые что-то сказали, ученые не сказали, а я вам вот факт привел, что Смотри. люди, которые
Еще Это раз, ты дайте, Коран так читал? сказать, Да дайте подождите. договорить мнение. Дайте докомментировать, то есть мысль Ехал. довести. Да, тут нам четко в повести про Хаджи Мурата передают, что люди, следуя сунны, Ханефи, и Лорис Меликов еще офигел, когда спросил, как это стал молочным братом. Он ему объяснил, вот он пришел к ним с повинной, мама дала ему грудь, и он стал их братом. То есть вот так вот и становится. То есть вот это и как раз про кормление грудью взрослого. Но это в Ибрахим, Коране давай написано. Смотри, да Ибрахим, подождите. погодите, Смотри. давай я Нет, дагестанцам потому что проведем подожди. исторический курс проведем дагестанцам. Они свою историю не знают, как я смотрю. Смотрите, кто такой Хаджи Мурат? Это уроженец селения Хунза в Дагестане. В Подождите, 1640-х вот это в годах Коране был написано. правой рукой имама Шамиля. Но из-за политических интриг там между собой у них там происходит какой-то конфликт, и он переходит на сторону русских. Надеюсь, что русские помогут ему освободить его семью, которая находилась в заложниках у имама Шамиля. Смотри, Вот кто Тайжан, такой Хаджи а Мурат. зачем Это вы ваша их история. приводите? Они для нас никто, они для нас не те люди, которые... Они для надо вас опираться. никто, но это Да, ваши для исторические Дагестана, вот они персонажи. только для Дагестана там могут быть важными личности, а для других людей они вообще никто, потому что это люди, ашариты, которые вообще не имеют отношения к Коране, Сунне, к салифам, все Алло, этом роде. вы Они не те, сейчас кто следует за зачитали. Кораном и Сунной. Они просто, я не знаю, какая-то Подождите, секта. не перебивайте. Не, я не перебиваю, это мы сейчас вам мой монолог идет, Мы а не вам ваш. зачитали сахих хадис, который Какой? передала Айша, Это в где Коране сказано... написано. Еще Так, раз приведи, можешь привести этот сахих хадис, номер? Не перебивай меня, я сейчас же только зачитал его. Еще У раз меня не было привожу. тут. Я не знаю, ты, может, Окей, врешь спрашиваю. мне. Ибрагим, это в Коране написано. Да убери лишних, Еще раз. смысл ты, Щас- я не знаю, щас у всех объясню. людей спрашиваешь. Сейчас Это объясню единичный про случай, Коран. тебе сказали, Про Коран это исключение, один- которое было дано лишь одному Один человеку. момент. Алло, Ханефи, не единичный случай, который пил вот эту Это в тематику. Коране написано, что Еще- При чем тут твой Да, Ханефи, блядь, при чем тут твои подождите на дагестанцы, при чем тут твои одну Хаджи минуту, Мураты? подождите, говнюки, которые кто ты там перебиваешь? Одну Самвела минуту, меня звать, не подождите. перебивай, я тебя... Одну минуту, подождите, говорю, сейчас всех выкину отсюда. Глава Давай 8. быстрее. Кормление грудью по причине... Так, это не то, сейчас. Глава 7. Кормление грудью взрослого. Сахих Муслим. Книга 17. Кормление грудью. Кто хочет, проверяйте. Хадисы. Подожди, подожди, кормление грудью. Сейчас вылетишь. Ага, кормление грудью, дальше. Кормление грудью взрослого. Это Иснад Линк. Сахих Муслим хадис. Это Коран? 17 книга. Да, Номер. блядь, подожди один момент, я тебе сейчас про Коран отвечу. Все, больше вопросов не задавайте. Это не Коран, это сунна, понимаете? 3600 хадис, 3600 хадис, он же 1453. Сообщается, что Айша сказала, однажды Сахля бин Сухейль пришла к пророку и сказала: «О посланник Аллаха, я вижу по лицу Абу Хузайфы, что ему не нравится, когда Салим заходит к нам». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Покорми его грудным молоком». Она ответила: «Как мне покормить его грудным молоком, ведь он уже взрослый мужчина?» Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, улыбнулся и сказал: «Я знаю, что он взрослый мужчина». То есть это только один из хадисов, там есть еще другие версии, Остальные где прочитай подробно, тоже. где подробно Андрей. говорю. Ну идите, ищите теперь. Короче, Ибрагим, Какую дай мне версию? поговорить. Я сейчас, подождите, я сейчас тоже... Ибрагим, дай с американским поговорить с тобой. Теперь тот, который... Ты сейчас что-то читаешь? Блин. Я тебе отвечаю, который про Коран говорит, дай мне хотя бы ответить. Да, ты скажи, да или нет? Это сахих хадисы. Если вы коранит, если вы не следуете хадисам, а только Корану, то вам такое не предписано. Если же вы мусульманин Ахлю Сунна валь Джамаа, который делает намаз 5 раз в день, который постится, который, я не знаю, там, сунна намазы делает, который
Короче, все вот эти вот придерживаются сунны, да, пророка, бороду Ну, носит, усы да, бреет. Да, тогда это для вас такое же предписание, потому что ваш Нет, намаз... Коран и Библия по большому счету одинаковые полностью, но в Библии так не написано. в Еще раз Коране, скажи. В Библии не Коране, написано, что где можно да, покормить. в Коране все как бы не описано. В Коране Но это же не какие-то... Библия, это же не Коран, правильно? В Коране только основные моменты. Я вам объясняю, вы если христианин, я вам объясняю. Коран это не только единственная книга для мусульман. Я знаю. Для мусульман существует Коран и Сунна. Коран это который аяты там вот это вот сама книга Коран, которая предписана то, что непосредственно пророку Мухаммаду. Это основное. Да, это ему не спосылалось, а в сунне, в хадисах, например, намаз, да, который мусульманин совершает 5 раз в день, он не прописан в Коране. То есть он прописан в Я хадисах. понял. Он Да, прописан в Коране. это водные, правильно? Додик. Выходит, правильно? Додик, где он прописан в Коране? Ну-ка, приведи. Сейчас приведу тебе. Послушай меня сейчас. мне. 29 я жду. Сура Аль-Бакара, 43 аят. Совершайте Давай. намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе поклоняющимся. Оригинал прочитать можешь нам? Оригинал сейчас. 2:43. То, что ты говоришь, Ибрагим, такого не может быть в Коране. Сейчас, подождите. Вот этот прочитает нам оригинал намаз. Мне надо просто полностью Коран прочитать, Бисмиллахир-рахманир-рахим. чтобы я тоже грамотно. Послушайте. Ваакимус салата ваатунус заката. Перевод сделаешь потом? Совершайте намаз, салат. Совершайте намаз. Намаз или ваатунус салат? зака. Салат это намаз на русском. Не, смотри. Еще раз. Ибрагим, Еще раз. не харфа, Салат смотри. там один Ваакимус момент. салат ваатунус зака. Короче, вы не понимаете разницу салят и намаза. Смотри, салят и намаз это одно и то же не просто. перебивайте меня. А ты перебиваешь, не даешь Подожди, договорить. Я Ибрагим, дай мне, извиняюсь за вот это матершинство просто. дай мне сказать Уже- просто, дай мне сказать. Уже меня тут и троллят, короче, что я где-то, короче, уже вообще съехал, да, там, начинаю. Просто вот эти вот чуваки, они задолбали. Ты, который сейчас про солят высказываешься, что такое солят? Салят это молитва одно и то же. Намаз это просто Я перенятое не слово тебя говорю, перевод не на тебе, русском. вопрос не тебе. Предыдущий. Соля Спикер. это намаз на русском. Соля это на арабском, Окей, понимаешь? Молитва. все, теперь стоп. Всё. Теперь, когда упоминается имя пророка, ты что говоришь? Саллаллаху алейхи вассалям. Еще версия. Алейхи саляту вассалям. Что там переведи, алейхиссалату вассалам? А ты не думал, что слова в арабском языке имеют несколько Переведи, значений? алейхиссалату вассалам. Что там сказано? Перевод сделай. Субханаллах. Сейчас. Мир ему и благословение. Подожди, ты же говорил, салят это намаз, там должно быть... Они имеют несколько намаз значений, ему. несколько переводов. Ты не знал? От 8 до 12 значений некоторые Нет, слова ну имеют в арабский том-то и язык. дело, что Но именно это Коране- салят в этом контексте значит молитва.
Не, ну в этом или в том контексте у И в нас и хадисах там... сказано про солях, про молитву, про Да, намаз да, я сказано на тебе нашем просто языке. объясняю, чтобы Все, мы тебя это опровергли, до изучали. свидания. Мы это изучали, я тебе объясняю. И В там Коране сказано... сказано про намаз. Все. Свободнеца, не надо меня выводить, чтобы я тебя выкидывал. Еще раз, смотри. Ибраим, добрый день. Добрый день, Маршо. Я, можно секундочку? Я просто хотела сказать, что в Коране, может, и есть слово намаз упоминается, но в Коране не расписано, как нужно делать намаз. Это как понятно, надо делать. это дальше, Нету это мы дальше. ничего, в какую сторону, Нет, куда. сейчас приведу, там Этого ни написано. черта нету. Неправда, нету. Ты даже не Сейчас докажешь приведу. этого. Нету Да, ни одной суры. подождите. К этому мы тоже сейчас подойдем. Сначала мы разбираем, что такое салат. Салат у нас в одной версии. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَاهُ الزَّكَاةَ говорится. То есть делайте соля и делайте закат. Тут же нам, когда мы о пророке говорим, мы ему говорим, алейхиссалату вассалам. То есть, чтобы ему был салат и ему был салам. Если мы переводим этот салат как намаз, то у нас получается, мы пророку делаем, чтобы ему был намаз и мир. Какой-то тугудум, реально, но у нас... субханаллах. Алло, 29-й, я тебе объясняю, ты сам просто можешь потом на досуге подумать. Там саля, он не переводится дословно как намаз. То есть в Коране сказано, постоянно говорится делать какой-то салят. Да. 1,7 миллиард мусульман ошиблись, ты прав, все, верю тебе, молодец. Хаджан, подожди, я тебе объясняю, потом можешь посмотреть. Там говорится делать всегда какой-то саля. Все, больше там ничего нету. Но в хадисах сказано, как пророк сел на Аль-Бурака, взлетел на 7-е небо к Аллаху, и там ему было предписано 50 молитв, намазов. Да. Именно там уже подробно говорится, что это салат, это намаз, и их нужно 50 штук делать. И потом он спустился к Мусе на 6-е небо. Муса спросил, что там было, и он сказал, что ему 50. Муса сказал, что мои последователи даже 3 не могут делать. А ну иди, возвращайся и скажи Аллаху, что, короче, эти люди не смогут. Что, еще раз? Да, что люди не смогут делать 50 кто сказал? штук. Кто сказал? Муса, Моисей, да, Моисей, Муса. Он сказал пророку, да? Да, потом пророк возвращался, и вот так он каждый раз его возвращал назад. Сначала это было 50, да, все, я знаю 40, это дальше. Да, и до 50. То есть вот в этих хадисах у нас вот так вот расписывается намаз, потом в какую сторону его делать, сколько штук в день делать, потом как омовение делать. То есть нам уже хадисы все остальное расписывают, а в сам Коран нам не передает, сколько намазов делать. Это пророк все расписывает. Что на них читать, ташахуды читать или что. Поэтому одного Корана для мусульман недостаточно. Вот в этом была весь комментарий, потому что здесь какой-то христианин интересовался, что для мусульман только там Коран. Нет, не только Коран, а там еще и сунна, вот это достоверная. Поэтому в эту сунну как раз-таки входит и посасывание груди, то есть кормление грудью бородатого взрослого человека. Да. И основываясь на вот эти хадисы, основываясь на это, мусульмане, мюрид вот этого Хаджи Мурата, который стал их братом, он, чтобы его, как бы из кровников его превратили в брата, ему пришлось пососать грудь Петимат, матери Хаджи Мурата, и вот так вот он по сунне, как и предписано мусульманам, он стал молочным братом. Да, но при этом это единичный случай, а Хаджи Мурат не довод, потому что он ашарит. Нормально так. Ну вы какие-то интересные, вы там знаете, тут не знаете. По шарит он или ашарит, мы там полностью нормально знаем, если разбирать тот фактор или этот. Да не перебивай, подожди. У меня микрофон отключился, сейчас один момент. Так, повторять его нельзя. Послушай меня. Смотри. Среденный посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, я привел, и большинство сподвижников согласились на том, что это был единственный... Еще раз.
Алло, еще раз. Вот это вот хадис, который мы привели, он сахих хадис. Этот хадис, он сахих хадис. Я не знаю, кто у вас там большинством или меньшинством куда-то что-то сказал. Сахих хадис. То есть албанец, которого в исламском мире Ахлю Сунна валь Джамаа его считают самым этим, который мог говорить, правильно ли хадис у пророка или неправильно, этот албанец подтверждает истинность этого хадиса, что он сахих. Аль-Бани, И все. Ты знаешь тафсир Аль-Альбани, что он на этот счет говорил? Он сказал, что Аиша ошиблась и неправильно поняла. Да, это все А это сказали. он говорит, что Аиша... И жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и большинство сахаба, радиаллаху Дальше. анхум. Ты знаешь, что вот этот человек, вот этот альбанец, который это сказал... был единичный случай. Где это такое вы взяли? Тафсир Аль-Альбани, Нигде прощай, нету. насчет этого хадиса. Они просто буквально воспринимают Не, дальше. албанец То ты сам 24 на 7 передает, говоришь, что... что мы типа вот хадис Подожди, заткни вот сахих, это вот. сахих. Так Не, подожди, твоя мы эта принимаем... хренотень здесь не прокатит. Нам нужно Что не как прокатит? вещдоки. Мы Вещь. здесь просто так в болтовню не играем. Мы это все Мне проверяли. Мы это все проверяли. Смотри, изначально сахих хадис, да, вот Так, сахих это достоверный. И все хадисы, которые называются сахих, достоверными, албанец, он их пропустил, то есть просканировал, Мне просмотрел. безразлично. Да, и именно вот Что этот этот албанец? албанец, он их подтверждает. Так, сейчас ты улетаешь вниз, чуть-чуть тапаешь, учишься ведению там дискуссии, потом поднимаешься. Смотри, вот этот вот албанец, он говорит, что хадис достоверный, сахих хадис. Все, дальше. Где какие-то комментарии? О чем вы сейчас говорите? Можно я скажу сейчас? Да. Первыми, кто прямо сказал об исключительности этого случая, были сами жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во главе с Салямой. Сахих Муслим, хадис 1453, приводятся их слова, обращенные к Аише, радиаллаху анху. Послушай. Выключаю тебя. Ты что Они сейчас сказали, читаешь? дай договорить, подожди. Не, смотри, вылетишь сейчас. Последнее предупреждение. Ты что сейчас читаешь? Сахих достоверный хадис или каких-то ученых исламских, имя их, кто Сахих это Муслим. говорит, где? Сахих Муслим. Хадис ты читаешь? Да, дополнение к ней. Какой номер? Не, подожди. 1453. Чье дополнение? Чье дополнение? От кого дополнение? Жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Салямы. Не, подожди. Чье дополнение, когда ты говоришь, что какие-то исламские ученые сказали, что эти правы, эти неправы. Кто эти ученые? Я сейчас хочу проверить, пойти. На кого ты ссылаешься? Да, ведущий кефир, правильно, Мега. Что? На кого ты ссылаешься сейчас? На жену пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Саляма. Еще раз повторяю, Радиаллаху анха. Саляма не хотела кормить, потому что говорила, что я не представляю, как это взрослого мужчину можно запустить. На что Айша говорила, ты что, против того, что пророк предписал? Разногласия были между Айшей и Нет, другими не женами были пророка, саллаллаху разногласия, алейхи потому вассалям. что Айша, вообще Саляма Айшу, сказала, клянемся Аллахом. будулаки, как ты, как раз таки и говорят, что Айшу пророк привел не за спать, а за тем, чтобы ее айлму научить и передать этот айлм всему человечеству. И у нас Айша является самой достоверной передатчицей всего, понимаешь ты? Ты понял? Что? Еще раз повторяюсь, выключи микрофон и слушай. Все будулаки, которые говорят, что хадис недостоверный, что Айша в 9 лет там типа сношалась, с пророком С тобой и так далее. бесполезно спорить. Ничего со мной не бесполезно. Ты тебя просто наставляют. слушаешь. Не, меня наставлять не надо. Я таких, как ты, Ассаламу алейкум. наставляю, наоборот. Ва алейкум Аллахи. ассалям. Пошел он отсюда. Еще раз повторяюсь. Согласно будулакам, которые утверждают, что пророк, он с ней не спал.
извиняюсь, да, за цитату, как есть. Это не в моем стиле, но вот приходится. Вы говорите Будулаки, что пророк с ней, не занимался взрослой жизнью, а женился на ней, еще будучи ребенком, чтобы обучить ее исламу, и чтобы она передавала этот ислам человечеству, другим людям. Закрепили, да? Хотя это полная чушь, он с ней, как с взрослым этим, она сама это разъясняет, и вообще в исламе наедине оставаться, как это вообще, тем более жениться, он полностью вправе со своей женой. И там прям прописано в хадисах, что прям будучи у отца в доме, у своего друга вот этого Абу Бакра, прям там он с ней вступил в супружескую жизнь. Прям у них дома они пошли к пророку. То есть, тем не менее, да, так, этот Бергер, пока вылети на секунду. То есть у нас получается, что вот эта Айша, да, ее, он пошел на то, чтобы ее привести из-за того, чтобы передать ей илм, то есть знания религиозные. По-другому он, естественно, не мог там взять девочку и обучать ее, да, почему-то. Девочку, мальчика, обязательно нужно было заниматься салам алейкумом с ней. Да ладно. Опять-таки, возвращаемся. Айша, на ней он женился. Будулаки. Ты в какой стране находишься? Да, все будулаки, они разъясняют. Они опираются на то, что Айша была приведена пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в таком юношеском возрасте, детском, будучи ребенком, ей передать илм. Закрепили, окей. Дальше она передает этот илм про Саляму, что Салим, который являлся приемным вот этим вот их слугой, потом приемным сыном они его сделали. И когда Салим к ней заходил, они оставались наедине, Абу Хузайфа постоянно ревновал, короче. И ей пророк сказал, покорми его 5 раз грудью, она его покормила. Это передает Айша. И когда она другим женам, не джахилькам, не полным, не самым крутым имамам, женам передавала это, да, вот, скормите, своей грудью и запускайте к себе людей. Они говорили, ты что, мы никогда на такое не пойдем. То Айша им претензию предъявила. Вы что, если пророк это сам вот эту Саляма, Салима сказал скормить Абу Хузайфа, потом перестал злиться. И они жили там в дружбе и согласии после этого. Вы как можете этому сопротивляться? То есть так в хадисе и сказано. Вот такая тема. Поэтому здесь балаболить не надо. И опять-таки теперь вот эти, которые перебивали, возвращайтесь и говорите. И не надо здесь перебивать, там всякую лапшу на уши нам вешать. Так, кто у нас храпит? Все ушли на фронт, Митерда. Так, Лек, у тебя микрофон включен, говори. Вот смотри, да, ты сейчас и несешь ересь, да. Ты не слушаешь человека, который с тобой на диалог. Как ты можешь разговаривать в одни ворота? Если ты не принимаешь, человек тебе хочет сказать, ты не принимаешь, и ты свои ересь несешь здесь. Ты сам вообще в какой стране находишься? Объясни да мне. Я вот в Вене сейчас нахожусь, в данный момент в 21 районе в Австрии. Тебя не носили, да, еще, братья, чтобы тебя просто поломали, там, язык твой вырвали? Ваши дагестанцы или кто? Мне разницы нет, там, дагестанцы, чеченцы. Дагестанцев призовите хоть раз, чтобы они сделали что-нибудь.
Я могу и чеченцев призвать там, и дагестанцев могу призвать. Нет, чеченцев вы постоянно призываете всяким к террору, к вот этим отрезанию голов, конечностей. Один раз, хоть один дагестанец, хоть раз может какой-нибудь джихадистский Причем тут какой-то джихадистский? выпад сделать? Тебя нормально тоже очко там порвет. Язык тоже твой порвет. Не неси ересь, здесь занимайся Так, смотри, говнюк. полезным. Дебил, блядь. Так, вот так, говнюк, вылетаешь отсюда и теперь слушаешь. Сейчас я тебе вашу проблему озвучу. Так, один момент. Вот смотри, я тебе сейчас покажу, кому надо что вырывать. Хотя я вас ни к чему не призываю, но если вы уж такие ахишки там из себя, какие-то эти брутальные на вид там и так далее, вот как раз это ваш соотечественник, там, блогер, он рассказывает, включая. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками. Сегодня они закончены заднеприводные. А чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играют в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены есть. Там есть хоть один муджахид, хоть один тигр мазандаранский? Или у вас только среди чеченцев проблемы? Так, Анатолий, саляму алейкум, приветствую вас, Машуал. Приветствую, добрый вечер всем. Просто я слышал у вас разговоры, и я хотел просто сказать человеку, который ты рассказывал хадис, а он тебя перебивал. Вы что, не знаете, что нельзя, когда слышат хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как они говорят, нельзя перебивать. Имамы плакали, когда слышали слово посланника Аллаха, а он перебивал и угрожал. Я не понимаю, где имам? Где имам? Да они вообще рядом не стояли. Да не то, Нет, что хадис, аят. Когда ты аят даже озвучиваешь, даже это не перебивай. Я это знаю, то, что ты говоришь, что когда говорят хадис или аят, все должны молчать. Это в сунне так и сказано. То есть им приказано, да, предписано. Но вот эти вот, они вообще, я не знаю, на это дело плевали полностью. Ну, они просто не знают, просто они не изучали религию, и они просто, когда ты им говоришь, они думают, что ты какой-то книги там читаешь и не знают. Допустим, мы уже знакомы так по стримам, я как бы вас уже слушал, как бы мы где-то... Да, я знаю, да, ты да. бывший, короче. Да, я из Молдовы, из Молдовы. Это самое. И просто хотел сделать человеку замечание, потому что если нужно изучать даты религии, это самое, если когда говорят, нужно слушать. Сейчас есть интернет, есть все, если в чем-то сомневаетесь, пожалуйста, откройте, просто напишите эти фразы, где кормили грудью. Хадис о кормлении грудью. И тебе сразу дадут, если ты даже номер не знаешь. И без проблем это выйдет. Или там на другую тему, без проблем. Ведущий разобрался, да, с этим хадисом? Ведущий без проблем может с любым хадисом разобраться, но слушатели почему-то обманывают. Вы слышали о том, что аята сказано? Этот хадис тебя делает мусульманином на 71%, да, это понял?
И этот еще много и хадисов, и аятов. Пожалуйста, суру 4, 24 аят прочитайте. Этот хадис о молоке, знаете почему? Если так взять с логической точки зрения, он был для того, чтобы чужие мужчины могли подходить, никто бы не говорил, что они делают прелюбодеяние. Вот и все. Можно подходить, если Коран запрещает смотреть на женщину. А если Как ты срастаешь это до хадиса с Кораном? Ты молочный брат, ты имеешь право. Ты молочный брат, ты Выпьешь, уже если ты только становишься молочным братом после того, как выпьешь, Смотри, то это... смотрите, к женщине что же нельзя ты не брат. прикасаться? К женщине нельзя вне брака прикасаться. Но когда вот этот, обряд бракосочетания, он проводится, то та же самая женщина, тебе чужая, которая какой была, такой и осталась, и ты кем был, таким и остался, просто вы сделали вот этот, куплю-продажу, скажем так, да, то есть она становится твоей женой, ты ее мужем, и тогда уже то, что было запрещено, становится дозволенным. Точно так же и здесь. Если тебе трогать чужую женщину запрещено, если ты это делаешь с целью, чтобы стать молочным братом, ты досыта 5 раз вскармливаешься, и потом можешь с ней оставаться, муж может в командировку уезжать, вы можете как брат и сестра оставаться наедине. Я извиняюсь, меня постоянно просто выкидывает, может, мне обратно, наверное, выкинет, мне телефон звонит постоянно. Мусафир, я могу? Мусафир. Это религиозный обряд. Мусафир, можете вопрос тебе задам один маленький, с твоего позволения? Мусафир, вопрос тебе лично. Не подожди, я не подожду. Нет, я сейчас тебе микрофон выключу. Говорю, задавай. Все хорошо, все задаю. Теперь, как если считать в процентности, вы сделали, допустим, Моисея, еврейского пророка, нашего, сделали мусульманином. При всем при этом он не следовал ни хадисам, ни аятам, ни Корану и так далее. Иисуса взяли, тоже сделали мусульманином. Теперь по какой причине вы сделали? Где там возобладает как процентность его ислама? По какой причине вы сделали их мусульманами? Я тебе даже чуть-чуть помогу, как я это вижу, потому что они уверовали в Всевышнего, как они знали Всевышнего, что есть единый Бог, и все. И это для вас, как я вижу, это было главное. Видишь, я тебе помогаю. Теперь давай считать процентность. Мусафир, отвечает. При этом они не следовали ни хадисам, ни аятам, получается. Они вообще... Где условия, чтобы быть мусульманином, надо следовать хадисам и аятам. Все. А теперь ты приходишь, такие как ты, тебе подобие, приходят сюда и говорят, если ты не следуешь хадисам и аятам, значит ты уже не мусульманин. Хоть вы при этом взяли... Вообще Где Моисею было указано следовать хадисам? Не было, в том-то и дело, что не было. Ты мой вопрос услышал? Это ислам. Нет. Что такое ислам? Ислам что такое? Подчинение указаниям Бога. Моисею другие указания были, он подчинялся им. Значит, Моисей, получается, подчинялся каким? Таким, что тебе пророк Мухаммад даровал? Пророк Мухаммад, он же его не видел даже. Как он будет? Все были отменены послания к Все, тебе получается, он был мусульманином или кто? Моисей был мусульманином, да или нет? Точно. По какой причине? Потому что он исполнял указания Бога. Все. А если сегодня я только нет, что же указание Бога? Теперь я как иудей. Я следую Торе, как Моисей мне ее даровал. Я мусульманин сегодня? Никакого отношения не имеешь, ты кафир. Так почему я кафир, если я следую? Потому что то поколение мусульман уже умерло. Какое поколение мусульман умерло? Было даровано Торы, вы ее признаете, для вас это тоже Стать мусульманином нужно следовать за Мухаммадом. Ты давай не переходи какие-то личные неприязни и так далее. Давай, говорить логично. Как оно есть. Еще раз, мусульманин сегодня, кто это? Тот, кто уверовал в Всевышнего, или тот, кто следует законам не Бога, получается, а пророка Мухаммада?
то будет аят, или то Тот, будет кто следует за хадис. Богом, его посланником, правильно? Все верно. А теперь, значит, получается, пророк Мухаммад, он же не был посланником для Моисея, правильно? И он не следовал тому, что Моисей сам был посланник. сегодня твой пророк Мухаммад тебе принес. Моисей знать его не знал, правильно? Должен был узнать, если он сам посланник. Ну все, да, так он уверовал правильно, он вел себя правильно, по законам Всевышнего, Конечно, правильно. Ну а Его теперь же время что? ушло, пришел другой теперь же приходит пророк Мухаммад, как ты говоришь, последний посланник. Он берет и все, что Моисей вот даровал, как бы, да, людям всем, чтобы они были по вашему, получается, понятиям, по вашим понятиям мусульманами. Он берет все это, стирает нахрен и говорит, вот все, что я вам говорю по поводу сисек и так далее, вот это правда, как бы, вот это истина. Значит, получается, сегодня ты мне говоришь, что я кафир, потому что пришел какой-то... Бог тебе говорит, что ты кафир. Почему мне... Так не Бог это говорит, ты что, ты себя слышишь? Это твой пророк говорит. Пророк Мухаммад. Посланник же. Кто тебе еще будет говорить? Так еще раз. Моисей был посланником, да или нет? Да. Все. И он тогда, когда он был посланником, он был, получается, мусульманином, как вы его называете? Наверное. И все, кто за ним последовал, мусульмане были. Так, а почему вы перестали ему верить, а начали верить пророку Мухаммаду? По какой причине? Посланником только для иудеев и на время. Короче, приходит араб. Почему в Коране говорится в 5 суре, говорится о том, что вы должны судить по закону, который вам оставил по вашему христианскому, иудеи по иудейскому. И не было отменено этот аят. Он, кстати, один из последних из мединских. Потому что если бы вы следовали своим писаниям, вы бы поверили в Мухаммада. А кто тебе сказал, что мне следует своим писаниям? Тебе про это Мухаммад тебе сказал? Так Мухаммад тебе это сказал. Да. Ну все, значит, получается, ты ему веришь, как бы. А по какой причине ты ему веришь? Можешь мне объяснить? Он посланник Аллаха. Кто тебе это сказал? Это ты говоришь, мне сейчас рассказываешь. Я в это не верю. Дай доказательства. Уже доказательства. Ну покажи хоть одно. Коран. Чё, Коран? Хадисы, пророчества, что хочешь. Везде вы здесь сидите полчаса от хадисов отказываетесь. Какой полчаса? 3 часа вы сидите от хадисов своих. От одного хадиса достоверного я не знаю. Скажите, пожалуйста, одно пророчество. Я вот сколько изучал ислам, ни одно пророчество не сбылось. А вот есть хадис, который в Бухари, где Мухаммад говорит, про судный день его спрашивают. И он говорит, пока этот мальчик посидеет, наступит судный день. Уже сколько прошло веков, он уже давно умер. Где судный день? Это хадис в Бухари. Тебе надо дословно его прочитать, чтобы мы его Я дословно его читал. Почитай ты мне тогда и, пожалуйста, объясни. Мне надо будет выходить отсюда. Смотри, аят в Коране, в 5 суре есть 3 аята, где говорится, что христиане и иудеи должны судить по своему закону. И не говорится, что он плохой, либо отменен. Но Мухаммад в хадисах и своим действием отменяет все это. Как это? Он, значит, не слушается Всевышнего Аллаха? Теперь контекст надо низ послания этого аята посмотреть сначала. Поверь мне, я смотрел, и поэтому я тебя спрашиваю. Не надо говорить, что мне надо смотреть. Зачем иудеи приходили на суд Мухаммаду, когда у них было свое писание? И они так свято в него верили. Кто приходил? Или он к ним приходил? Иудеи. Или он приходил, пришли по вопросу прелюбодеяния. Послушай, он приходил к ним, и когда они его не приняли, потому что они были именно более знающие, чем христиане, которые были еретиками на Аравийском полуострове, там были разные секты христиан, такие же, как Барака, который сказал, что он пророк. Или его жена Хадиджа подговорила, чтобы успокоить Мухаммада, здесь разные варианты. То он пошел, почему он туда, в Медину пошел, и там были 3 племени еврейских, которые были очень сильные, очень богатые, очень влиятельные. А когда они его не приняли, он пошел войной на них. Понимаешь, подумай. Там делали иудеи в Медине. Они там жили. Это была их земля. Это тоже их земля. Вам, дай волю, во всю землю заберут. Они там жили до Мухаммада. Мухаммад, пока он туда приехал, его приняли. Нет, зачем они туда переселились? Кто переселился? Это Мухаммад переселился туда. Иудеи. А где арабы жили? А какие арабы? Арабы, знаешь, кто такие арабы по исламу? Они с неба упали? Арабы — это те, кто жили в Йемене. Шалом алейхим. Вот это вот арабы. Хадиша же была еврейка же, Хадиша, это еврейка была богатая.
когда 20 лет было. Так что Давай по существу, давай вот эти время не убивать сказками, которые вы никогда не докажете. Хадиша еврейка же была. Ты что здесь сказки? Сказывает. Что ты хоть один раз мне можешь доказать, что ты прав, а я не прав? Вот с пророком Мухаммада. Вы берете как бы наших пророков, моих пророков, иудейских. Это мои пророки, ты к ним никакого отношения не имеешь. Стирали они твои пророки, я не понял. Кто ты такой вообще? Да, это моя книга. Это книга мусульман. Когда 20-летний Альфонс. Ангелы, это тоже наш. Вы просто... Лазить, посторонитесь там. Кто ты, воин, скажи мне? Как ты вообще все забираешь? Евангелие — это твоя книга. Хренов, ты что, я не Мухаммад понял. перед смертью Это послал книги отряд верующих. людей. Вы кто А такие? Иисус перед смертью, да, на кресте, Иисус сказал: «И прости их, Боже, потому что не ведают, что творят». Есть разница между посланием Иисуса и посланием Мухаммада, который на смертном огне, одре, да, звал войска, чтобы поставить Когда поход на Мухаммеду христиан. было 20 лет... Иисус вообще ничего не принес, кроме благой вести. Еврейки Кто? Хадише на 45-летней женщине женился. Проблема. Это другой вопрос. Мы сейчас смотрим именно на Мухаммада и на его послание, как на пророчество, либо нет. Это другой вопрос, на кого женился. И потом уже эта Хадиша проезженная тема. еврейка ему втерла просто вот эти еврейские сказки. Вот он и пошел. Зачем мне твои предрассудки, какие-то домыслы, что ты там выдумаешь, или сон тебе снится? Зачем мне это? Твоя Ну, религия же вот тоже я домысел. тебя спросил. Твоя религия домысел. Разницу ты чуешь? Разницу между Мухаммадом и Иисусом. Что принес Иисус, что принес Мухаммад. Кто Есть принес разница Иисус? Он сам между подчинялся шариатом- Торе. Он не пришел ее опровергать. Он подчинялся закону Моисея. Он пришел подчиняться законам Моисея и одновременно зашел в синагогу, всех разогнал? Принес благую весть, что придет последний посланник, Подожди, лучший из так людей. зачем благая весть, если есть уже Тора? Что придет последний посланник. А Царство где, Божие где приближается, написано про, а это про ислам последнего и посланника халифат. в Библии? Где, если ты мне Это скажешь... Хадиша просто надоумила этого Альфонса Не, своего, если Мухаммеда. ты сейчас скажешь мне, что есть это, Еврейским что будет сказкам. из братьев твоих, то братья их это 7 колен Израилев. И Мухаммад еврей? Из Он чьих из, братьев? из какого-то из этого 7 колен Израилевых? Ну, конечно. Нет, не Мухаммад, а Моисей. Из колен же Израиля. Как понять, из братьев твоих? Так братья, Сам брат имеют 7 получается. колен. И евреи разделились на 7 колен. И все они братья. Евреи, короче, вы подвиньтесь немного. Тут это самое авторство. Права на пророков уже как бы. Евреи взяли это вообще у были вас. рабовладельцы древнего Египта. Слышите, да? Евреи взялись Ни на один вопрос вы не Ну, можете я- ответить. Я Они у вас были спрашиваю. рабовладельцами. Нормальный вопрос 2000 задай лет и по одному. правили этими рабами. Потом это была элита древнего Египта. Это была элита, жрецы. Вот этого болтуна можно сказать, просто болтает. Не, серьезно. Я тебе задаю говорю. тебе- Откуда появились евреи? Тебя Это была ответить, наверное. жреческая каста, короче, древнего Египта. Она оттуда просто свалила и переименовалась евреями. И для быдла придумывали сказки вроде там авраамических религий. О чем вы говорите? Это были рабовладельцы. О чем ты жидомасонцы. говоришь вообще? Как говорю? Короче, евреи про вас все говорят, все лучше знают, чем мы сами. Так что молчите. Барух Ашем, Барух Ашем. Говорят вам, что вот так вот, значит вот так. Сам представь себе, вот Путин, да, там 30 лет правил, там Кадыров 20 лет правил, да, во что он превратил страну. А эти рабовладельцы 2500 лет правили Египтом. Там было рабовладельчество. Историю, наверное, учили, наверное. Потом вот как в 1917 году быдло вот российское поднялось, так же и египетское быдло поднялось, и жречество просто, высшая каста ихняя, свалила туда с Египта. Обосновалась в Палестине. И так как увидеть, что там палестинцы там одни овцеебы и ослоебы, потом для них надо какую-то новую сказку придумать. Вот они и придумали эти авраамические религии. Пойдешь книгу попишешь, туда, свои фантазии там изложишь, бля. Не-не, что, поругайтесь, давайте с Витьком, нормально. Поругайтесь, мы послушаем.
Короче, хочу, чтобы в человек итоге, понял. в итоге все по вам попадает, евреи. Да. Я просто хочу понять, человек понимает... И мусульмане вас гасят, и христиане вас гасят, и атеисты, короче, и я не знаю, кто угодно, все равно вы как бы, ну, все зло, и вы, Да. скажем так, виновны во всем. Зато какие закаленные Ибраим. Смотри, видишь, да, и все плюются там, не знаю, Ну да. гавкает там сейчас за забором. За Да, забором как сидят и говорится, собака лает. Караван и идет, потому что собаки лают. А так бы караван там мало стоял бы. Что ты? О чем ты говоришь? Не так интересно. Исайя 42 говорил, что иудеи будут получать по башке. Он же тоже иудей. Кто иудей, не понял? Не, вы согласны, что Хадиша была еврейка? Я с тобой вообще в общем ничем не согласен, потому что я слышу твою риторику, я слышу, как ты разговариваешь. Ты вообще сам с собой не согласен. Если ты еще понимал, что ты говоришь, вообще было прекрасно. О чем я говорю? Я тебе же говорю же, ты жидомасон. Вот ты не говоришь, как бы, не знаю, что там у тебя там с рта твоего выходит, такое непонятное, Ну, если ни тебе, евреи, никому. еврейские там жрецы, евреи, вот они написали себе какое-то предание, да, ну, потенциально берем вот такую версию. Написали для своего народа какой-то завет, завещание там, от своих вот отцов, предков. Пускай это даже все воспринимают не как божественный посыл, а как посыл, короче, их предков. Да, вот они оставили своим потомкам. И то, что мы видим, вот как они следуют этому, и они как народ сохранились, прошли сквозь вот эти вот столетия, и себе нормально как бы пытаются жить, и другим пользу. Надо исходить из того, что я говорю. И теперь что? Теперь высшая смотри, каста теперь была, какие-то эти плагиатчики там пошли, взяли у них что-то там, переписали. Потом написали еще, что они подлые какие-то, злые, плохие, короче. И все пророки, вот как этот сейчас говорил, они не их, вы вообще никто там, пошли отсюда, короче. Это все наши. И в этом евреи виноваты, что ли, во всем? Маршал, просто. Маршал. Просто Мухаммад сделал ненависть в исламе на евреев больше, потому что они его не приняли больше. Потому что некоторые христиане, которые были, его приняли, а эти три племя не приняло его. Абу Кайнука, Абу Харайза, он их перерезал. Он их Зачем? Его же племя, как я знаю, не приняло. Курейшиты его не приняли. Но потом они его приняли, потом они убивали его родственников, взяли власть, умияды. Умияды там же были, потом они взяли власть и перерезали всех ихних. И внуков убили, одного отравили, Хасана, а Хусейну отрезали голову. Кто ему отрезал? Это привычка какая-то. Привычка какая-то нехорошая. Не, вот резать другу голову, как бы у арабов вообще такая тема. И в Дагестан, видишь, тоже принесли эту тему. Какая-то вообще что-то неполезная, скажем так, привычка какая-то. Ну, аккуратно сейчас. Я осуждаю, да. Но Ибраим, с твоего разрешения, пока евреи здесь, иудеи сидят, можно один вопрос им задам. Когда Хадижа Мухаммеда повела к Вараке, Варака сказал, воистину это был, его в пещере душил тот же ангел, что приходил к Моисею. К Моисею же ангел не проходил, он же вроде напрямую с Богом общался. Абсолютно верно, абсолютно верно. И практически все пророки напрямую общались с Богом по Библии. Абсолютно все. Только к Мухаммаду кто-то приходил. И почему-то он не знал о том, что он не умеет читать. Читай, и душил его, а он не умеет читать. Видимо, ему не сказали всю информацию о Мухаммаде, что он неграмотный. И самое страшное... Да, это имеет в виду декламируй, как стихи. Понимаешь, прочитай стих. Ты не обязательно бумагу должен держать. Он читать не умел. Твой пророк пришел. С каким? Короче, ладно. Пророк твой с чем пришел? С Кураном, правильно? С истиной. С Кураном. Истиной, да? С Кураном. Не, он же сразу с Кораном же не пришел, там же в течение 23 лет, по чуть-чуть. Да и что он будет читать, если ему только какой-то чувак к тебе подходит и говорит, а ну-ка читай.
Не, мне просто интересно, что А что была читать? его задача, Читать-то что? единственная задача была принести Я бы, Коран. например, я бы возмущен был бы. Блин, что читать вообще? Ты кто такой воин? Единственная его цель была принести неизмененную, по мнению мусульман, послание от Всевышнего, да, Бога, да, неизмененную. Но он за 20 с чем-то лет, сколько он был пророком, так и 20 не лет. научился читать и писать. Ну как И он вообще начнет Научился мысли, не читать, справится. писать, знаешь что? Вы бы спросили, а где Коран, написанный рукой пророка и под А его вот, печатью? а где он? А где он? А где Так Коран ведь он даже и не написанный завещал подвижниками? его записывать Его, после его его письменного смерти. и нету. Это А вам где не довод, Коран понятно? записанный с подвижниками? Али ибн Абу Талибом, который жил в его доме. Они могли бы и не записывать. Ибн Аббаса. Никто им указаний не давал писать. Это вообще не довод. В том-то и дело, что сам Мухаммад, он ведь не завещал записать Коран вообще после его смерти. Это решение сподвижников. Там читал Коран, Мусафир? Ты читал когда-нибудь Коран весь, от начала до конца? Когда-нибудь читал. Не, я тебя нормально спрашиваю. Ты читал или нет? Да, да. Да или нет? Ответ в вопрос. Блин, тупой вопрос какой-то. Да. Читал, да? Ты понял там, что большинство сур это по какому-то поводу? Эти суры были посланы по факту. Не находил Айшу, привел ее бедуин, Аллах ее оправдал. Захотел жениться на... Да, да. И что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что это не было послано тебе или мне. Это было по факту. И еще там есть разные цитаты, искаженные из Торы и из Евангелия. Но они искаженные. Аллах их Всё, умышленно там больше отправляет в ничего ваше нет. писание. Там который больше вы ничего исказили. нету. Как мы исказили, если Аллах в Коране 5 суре говорит о том, что вы следуете своей религии. Если как Аллах хочет, чтобы мы следовали искаженной религии, судите по тому, что послал для вас Аллах. Там есть Поистину, если бы я аята. хотел вас создать одной общиной, я бы вас создал одной общиной, но я вас создал разными и дал вам Писание на понятных вам языках, так соревнуйте же между собой только лишь в благих деяниях. А уже я вас здесь рассужу. И как это так? И как он дал нам, оставил нам искаженный? Вообще нигде в Коране не сказано, что Писание искажено. Потом вопрос. Пишут писание своими руками и говорят, а я-то от своими руками говорят, что это от Аллаха. Этот аят был не спорный. Аллах твое Знаешь, кому? толкование, он говорит о Писании. Нигде нету об этом, нигде. И наоборот говорится о том, что мы должны следовать Писанию, которое оставлено нам, христианам, либо евреям. Нигде не говорится об этом. Он говорит, судить по нему. Если вы такие, Не судить, вы даже по нему не судите. Подожди. Ты не знаешь меня, почему я сужу, почему я не сужу. Я 12 лет был в исламе и судил по исламу. Судил по исламу, пока не понял много вариантов. Когда я прочитал 3 раза Коран, я увидел, что там нет никаких посланий. Я первый раз прочитал так Коран, второй раз тоже так, а третий раз мне заняло много времени, я с тафсиром читал. И понимая то, что каждая сура... 4-й раз еще прочитаем, может, дойдет. Не. Я тебе объясняю, что каждая сура была ниспослана по какому-то поводу. Мухаммад идет туда, Аллах говорит то. Приходит к нему Омар, потому что видел, как его жена Сауда, извиняюсь за выражение, была в туалете. И видел ее, как она испражняется. Пришел и сказал, скажи своим женщинам, чтобы они покрывались. Раз, и Аллах суру дает. Скажи своим женщинам, чтобы они покрывались. Понимание, и нам не нужно Понимаешь, толкование. Это и почему есть Аллах толкование. до этого не На примере прям. Нужно было, чтобы ночной охотник Омар ходил за женами Мухаммада. И при том еще, знаешь, почему это было еще? Потому что те, кто Омар потом запрещал покрываться не тем, кто не невольницам, потому что невольницы могли ходить раскрытые и даже должны были ходить. А сейчас вы взяли и всех покрыли. Всех покрыли, все должны быть покрыты. Нет невольниц. А? Как не? А где они запрещены? Какая сура отменяет рабство? Они не запрещены. А они не запрещены, да? Ну, значит, вы можете 4 суре, 24 аяту... Какие рабство не отменено. Ну, так ты считаешь, это нормально? Бог создал всех, а Бог создал... Я не говорю про Аллаха. Кто такой Аллах? Все, Аллах считает это нормально. Кто такой Аллах? Что это за Бог, Аллах? Он имеет какое-то отношение к Богу Моисея? Это твой Бог. Это не мой Бог. Это Бог арабов, педофилов
маньяков, как Халид ибн Валид, который убил сподвижника и насиловал его женщину, его жену беременную. Вот Вопрос это ему задам, ихняя один религия. вопрос. Коран кто не спаслал? Аяты Ты на такие Корана, вопросы тоже суры, не от кого? отвечаешь, что ли? От кого? Ну, ответь. А это очевидно. тоже отвечать надо, да? Серьезно? Да. А Аль-Курси от кого? От шайтана. А покрывание женщин от кого? Что, Аллах, пока сподвижник эту тему не подкинул, он что, сам до этого не догадался, что ли, или что? Что там я прослушал? Отвлекли тут. Аль-Курси от кого? Что за вопрос? Как понять от кого? Как и все аяты от Аллаха? Что это? Аят Аль-Курси от кого? Как он пришел? Какие остальные аяты? Как? Ну как? С неба? С высоты 7 небес. Ты хадисы даже не знаешь, получается. Ты мусульманин вообще? Давай хадис. Какой ты знаешь? Расскажи мне. Просвети меня. Величайший аят Корана, ты не знаешь, как был ниспослан, что Ты ли? хочешь Аллах, рассказать мне 29. хадис от Абу Хурейры, когда он охранял запасы и приходил вор, да? Шайтан в виде вора, человек. Вот этот хадис, да, хочешь мне сказать? Во, память проснулась. Давай дальше. Там сказано, что это шайтан принес этот аят. Давай, покажи мне. А пророк что сказал сподвижнику на это? От кого это был? Воистину, кто это был, он сказал. Нет, ты лучше скажи, что шайтан сказал Абу Хурейре. Нет, ты же читал, ты же помнишь, был полностью шайтан. процитируй, что ему пророк ответил. Это От великий кого, лгун. кто ему Но приходил? в этом он Он не лжец, собрал. говорит, но в этом Да. случае он говорит правду. Да. И что? Да. Вот ты подтвердил то, что я хотел от тебя услышать. Машаллах. А шайтан что сказал Абу Хурейре? Он сказал. Этот аят читать, то тебя не коснется зло и все такое. Ну и все, и в чем проблема? Правда? Это правда. Шайтан. Там посылает Машаллах. аят. Ну ты, в принципе, признал. Молодец. Уже сидишь. В Будаа ты имеешь в виду? Или в тот зловонный источник, куда солнце садится? Где хочешь. Какой именно? Ну, выбирай. Тебя не укачивает там? На спине рыбы Нун не укачивает тебя? Колышки спасают тебя? А тебя что, укачивает, что ли? Я на планете живу, прикинь, которая в космосе. На какой планете? Мы с тобой на одной планете. Ты что? Я вот Ты не на как-то планете, хочу ты на в спине рыбы Амстердам. Нун. Алло, 29. Я вот как-то Земля. хочу в Амстердам съездить, подняться на эту дамбу и туда под низ заглянуть. Ну, видно оттуда или нет? А что проблема с Нуном, я не понял. Что не так с ним? Мне просто интересно, как экскурсию провести, посмотреть Проведи. на Нуна, какого он там размера, как он там себя чувствует. Сафир, а вот Ну, а после смерти ты увидишь? откуда знаешь Аллаха? Вот Аллаха, давай поговорим о божестве Аллаха. Ты откуда его знаешь? Кто ему молился до Мухаммада? Как он появился Подожди, у арабов? если земля на Нуне, то Юпитер на какой рыбе находится? Побольше там размер? Знаю ничего про Юпитер. Как это солнцу не дано догнать Луну? Это как вообще? Солнечные затмения вообще не знали люди, что ли? Или даже хадисы есть. Солнце садится в мутный источник. Тоже научная тема, да? Всему веришь ты? Всему, что передал посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Бисмилля, красавчик.
веришь? Иван Иванович, который говорит, я летал в космос. Я Вот Богу теперь верю, меня который реально укачало. нас создал, и все Где это твой Бог создал, и говорит о космос Марсе создал, и и Вселенную создал, Юпитере? который все создал, и микромир, и макромир. И рыбу Нун скажи еще. Не, это уже твои комиксы, сам читай их. Сам можешь мне Вот ты говорить. взял, что он ее не создал. Кто тебе сказал? Иван Иванович? У тебя какие-то вьетнамские флешбеки с Иваном, что ли, связаны? Слушай, В детстве когда вот Иван Мне, обидел, мне что ли? В здесь, чем проблема? мне здесь когда, какой-то ММД. Ага, говори. Ребят, Бяхмала, когда человек пьяный вот, идет, качается, интересно, рыба Нун тоже вместе с ним качается? Или как? Туда-сюда. Вообще волны, знаешь, кто пускает? 9-й вал, например. Кто? Даже боюсь Ну подумать. догадайся, Только. догадайся. Смотри, Мусафир, просто Аллах это был один из божеств, в которые верили араб, один из, у которого были 3 дочки. Просто потом Мухаммад сделал Нет. бредь. Мушрики всегда знали, что он главный. Да, мушрики знали, что он главный, да, но молились и другим. И они считали посредником между ними Посредниками, и да. Ага, мушрики знали. Это самое. Почему тогда, когда открылась Мекка, когда как бы по исламу это слово открыли Мекку, Мухаммад не удалил из Кабы крест и не удалил мать Иисуса. Это есть в Аль-Табарани. Можешь поискать и посмотреть. Его удалили уже после его смерти. Эти 2 идола. Не знаю, Так называемые. насчет ничего не знаю. Не знаешь, да? Почему в самом начале они вообще не в сторону Каабы молились вообще, не Аллаху молились, получается? Как так? Не черному камню, что ли, или как? Черный камень в сторону Иерусалима, чтобы привлечь христиан. Но потом увидел, что это не очень-то получается, и сказал, не, давай лучше к нашему народу. Тогда были и ниспосланы сура «О мой народ». Про «О мой Каких он народ». христиан хотел привлечь, если в Мекке не было христиан? Анатолий. Так он, как в Мекке не было, но они Да, были... не было. Как не было? А кто такой Как не было? А Вараха кто был Вараха? Вараха, даже есть реваи, что если Вараха был христианином, а он был Да, Варака был христианином, но это только он один был случай. непростым У нас христианином. есть известие, что были только там купцы проходили, а конкретно именно группа это уже в Медине. Но в Медине он не был. В Медине жили евреи. В Да, Мекке евреи были там жили по христиане. большей части, но там также были христиане, как малочисленная группа. И тот, который, когда есть этот вот в Сирии Ибн Хишама, когда Мухаммад идет с караваном и говорит, вот подошел ко мне, сказал, только под этим деревом может быть только пророк, тоже христианин подошел. Не подошел кто-нибудь другой, не еврей, не язычник, а христианин. Их было там. И даже говорят о том, что даже сама Хадиджа была христианкой, потому что ее дяди христиане, они были из христианской семьи. Просто как они жили, по-христиански, нет, это уже другой вопрос. Варака был непростым. Они жили по-иудейски. Ну, я навряд Ты ли. имеешь хадис, который... Смотри, Мусафир, ты обезьяничаешь, а тебе Нет, вот я не он говорит... я факт говорю. Не, послушай, посмотри секундочку. Вот тот человек, который жил исламом, не просто как ты родился мусульманином, а который пришел в ислам, и был прям, я этого человека просто знаю, как бы я с ним общался, да, и он проповедовал ислам, да, и он прям ярый был ислам, и он что-то там осуждает, чуть не взорвался где-то в Сирии, короче, да, в отличие от тебя. Он прям шел по исламу. А ты вот здесь сидишь такой, ты обезьязничаешь, да? Еврей. Вот, давай нормально как бы поймем вообще, в чем заключается ислам, да? И как что я против евреев. Что? Что я против евреев? Я тебя не знаю. Во-первых, ты здесь это, как бы показался, что ты против евреев раз 5, наверное, за полчаса. Честивцев. Вот видишь, вот тебе, пожалуйста. Ну и что ты? Сейчас ты будешь мне глупый вопрос что задавать? Почему я взял против евреев? Согласна. А вы живете по христианству, Владик, просто этот... Не, просто человек, вот, который был настоящим мусульманином, настоящим, и в конце ему почему-то это не понравилось, когда он туда вышел, вот он рассказывает, почему ему это не понравилось. А вам не нравится это слышать.
Хоть вы сами здесь даже не на 71%, как вы, допустим, Ибраим мусульмане. Вы ну, может, процентов 15. Мне твое мнение прям так важно. Вот так вот. А вы устраиваете? Получается по папе, по маме. Как это приказал Родители Бог, себя определяли как правитель. мусульмане. Так вы себя определяете мусульманами. Продолжайте. И тишина, прикинь. Что, братья-мусульмане, говорите что-нибудь? А вы вообще выполняете, то есть, Божьи законы, когда там, например, в Ветхом Завете Бог приказал убивать детей, женщин, например, Иисусу Навину? То есть это Иисус ему приказал. Что ты несешь такое? Ужас, блин. Если хочешь, я могу процитировать стих, где он Иисусу Навину приказал. Хорошо, процитируй, посмотри, что об этом сказали святые отцы и что сказано. А нахрен мне что они сказали, если там черно по белому написано, что мы сразу насыпили, например, я Давид. то же самое могу. Там черно по белому это написано. Подожди, там говорится вообще о другом. Я знаю, это вы всегда кидаете. И детей об камни, все это вот. Я знаю отличный ответ. Посмотри там, что написано, и ты просто немножко станешь умнее. Есть такая притча. Человеку дали смертную казнь, утром должны его казнить. И он слушает, человек поет песню и говорит: научи меня, пожалуйста, этой песне. А он говорит: зачем тебе, завтра уже все, тебя не будет. Он говорит: я хочу из этого мира уйти, немножко больше знать. Так вот и для тебя, чтобы ты не ушел из этого мира, не зная, про что этот стих в Библии, в Старом Завете, да, посмотри и поизучай, про что там было сказано. Хорошо? Я так понял, про что там было сказано. Я прочитал контекст, все прочитал. Там черно по белому написано. Он ничего не читал, он в ТикТоке на тех, на кого он там подписан. Какой в ТикТоке? Будулаков, зачем вы которые чтите? одни и те же Это же темы запрещено по кидают. христианству. Вы сейчас нагоняете на меня ложь. Покайтесь. О чем мы должны каяться? Потому что ты просто эти вот методички. Да, вы должны каяться, потому что вот твой братик поверил на этот, он возвел на меня ложь. Хотя там черно по белому, там все я учитывал, контекст. Нет, ты просто, знаешь, методички сейчас кидаешь, это самое. Я не люблю методички, я люблю разговаривать на обширные темы. Методички вот эти вот. Я когда принимал ислам, там была целая книга методичек. Там, допустим, почему к Иисусу пришла Мария и другая Мария, а Матвей пишет, почему пришли две женщины, а там написано так: смотри, а ты веришь, что Ной, как пророк, мог напиться и возжелать свою дочь? Ты веришь, как это мог сделать пророк? Вот эти вот все методички я уже, там, где ты учился, я преподавал, поверь мне. Так что это не проканает никак. Да у них одни и те же 2-3 беспонтовых аргумента, которые 1000 раз уже разнесли в пух и прах, а они с ними бегают. Ладно, можете мне ответить тогда, пожалуйста. Ответьте мне, пожалуйста. Ему говорят: у тебя в Коране, Франк, в хадисах вот меня, это. фрик. А он на это ответить не может, говорит: вот у вас там написано. Где у нас? Алло, тебе кто сказал, что я христианин или иудей? А чего ты Коран прочитай, хадисы почитай. Ты прежде чем куда-то в другую религию лезть, ты со своей разберись сперва. Тебя нун не смущает, тебя PDF не смущает, тебя то, что солнце заходит в мутный источник на земле, не смущает. И много чего еще не смущает. Зато ты я, конечно, могу ответить на Коране, хадисы не Муслим, которые вы разобравшись, в цитируете, Библию Муслим, лезешь. хадисы. Библия в 10 раз больше, чем Коран. Алло. Да, я знаю, вы какие там... То есть, Даиф хадисы или Мурсаль хадисы цитируете, я могу на это ответить, просто мне еще интересно. Может вы меня образумите там насчет этого? Где это было хоть раз? Докажи. А как вам такое? Аллах кидает звездных шайтанов. Представляете? Я на это тоже могу ответить, просто мне интересно. Мне интересно, звезду и кидает шайтанов. Представляете? Звезда и кидает шайтанов. К счастью, в нашу сторону пока не прилетело там что-то, но... Это что-то вроде Зевса, не? То, что молниями там кидается. Там вот такую вот звезду пульнуть. Был более вы, во-первых, немного не так процитировали аят, там немного по-другому было. Это, во-первых. А во-вторых, я хочу, чтобы вы меня образумили вот насчет этого стиха про Иисуса Навину. То, что он стирал города, какие города, деревни, детей, женщин безобидных. Или, например, пророка Давида, где он также насаждал людей под пилы. Я хочу, чтобы вы меня образумили. А проверьте меня, давайте. Образумлю только после того, как ты образумишь нас по 9.29. Образум сперва нас, потом мы тебя образумим поэтому. Можно повторить вопрос твой, образум, который ты сказал?
Я говорю, я могу ответить на эти мурсаль-хадисы, которые вы цитируете, или, например, про то, что ангелы кидаются, то есть звездами на шайтанов, на джиннов, но мне вот интересно, вот вы можете меня образумить в том факте, да, что Иисус Навин, он стирал невинных детей, женщин, или, например, пророк Давид, упаси Аллах, он чисто такого, потому что он пророк. Вот, вы можете меня образумить по поводу этого? Не знаю, нам тут... Так это Старый Завет, он не является примером Ладно, для хорошо. Есть Нам Новый вообще Завет. не интересно. Стоп, это Старый Завет хорошо. А почему... Стоп, это Старый Завет хорошо. А почему тогда Иисус это в целом приказывал? Если Иисус это является, то есть, по вашим словам, Богом Моисея, Иисуса... Смотри, какого ты Иисуса? подумай. Моисея, Авраама и так далее. Он не спасал закон Моисею, то есть Иисус, да? И он это приказывал. Нам здесь не интересны вот эти там религии народов каких-то национальных. Прикинь, заходит христиане, что ли? Почему ты нам эти вопросы пытается здесь разобрать противоречие между Ветхим Заветом и Новым Заветом, между иудеями и христианами. Прикинь? Машаллах. Не, он просто не знает о том, что Давид сделал грех. К нему пришел один из пророков, я не помню, как его зовут, потому что я сразу скажу, я не христианин. Пришел один из пророков и сказал ему, что его нужно казнить. И тогда он покаялся, и Бог его простил. И вот тогда прошла у него вот это вот. А до этого он согрешил. И пришел к нему пророк и сказал, я не помню, как его звать, здесь есть христиане, пускай мне поправят, или иудеи. Там был один из пророков к нему пришел и сказал, что вот ты сделал вот так, ты убил своего друга, чтобы забрать его жену. И это было, это есть. Понимаешь? И он покаялся. Немного не отвечайте на мой вопрос, Анатолий, потому что если вы будете учитывать контекст, то там сам Бог это ему приказал, и также Иисусу Навину. Или, например, Исаия, где он приказал ему вариться в своих фекалиях и, в принципе, людям. Так вот, у меня вопрос, эту тему столько раз у Бхармата на эфирах, даже отдельные ролики он делал, столько раз эту тему разбивали вообще в пух и прах. Они продолжают с этим. Ты даже читать нормально не умеешь на арабском. Поразительно, да? Поразительно, да, потому что здесь нет харакатов. И что, если нет харакатов, то можно просто КРД. Вот эта третья буква после лям, это не ба, это кяф. Хорошо. Так вот, Анатолий, у меня вопрос, вот кто, какому Анатолию, вот Маршу и Франку, у меня вопрос, вот, то есть кто является Богом Моисея? Иди иудеям задай этот вопрос. Погоди, все христианские страны прошли через процесс секуляризации, то есть отделение стран от религии. Вообще, к чему эти вопросы, я не понимаю. Не, вот просто я к чему эти вопросы, потому что ты говоришь, что это, то есть, было в Старом Завете, а в Новом Завете такого нету. То есть, я говорю, что согласно вам, Бог Моисей, в принципе, Старого Завета является Иисус. Вот согласно то есть, вашей догматике. И он по факту приказывал Иисусу Навину, и он также приказывал Исаии вариться в своем говне. И также исламская мораль не меняется. И также он приказывал Иисусу... Исламская мораль не меняется. Она так и остановилась на 7 веке. В отличие от ислама нету нигде, то есть приказания, чтобы мусульмане убивали детей, женщин, стариков или в целом есть. Не щадите, они из их числа. Есть такие указания. Зачем ты велишь-то туда-сюда? Этот аят про военных солдат. Это хадис, а не аят. Зачем ты дурачка включаешь? Это хадис, а не аят. Да он не читал Коран, о чем ты говоришь? Опять льстишь. Тебе нужно уже во второй раз каяться. А по какой причине ты называешь тех мусульман сегодня своими братьями, которые так себя ведут, убивают детей, женщин, стариков? Каких мусульман осуждаем? Или как? Нет, вам когда удобно, они игиловцы. Когда вам неудобно, то они не игиловцы и так далее. Наилучшие, да, первое поколение. ИГИЛ я не поддерживаю, Аль-Каиду я не поддерживаю, вот эти вот все запрещенные организации я не поддерживаю. А почему у тебя, получается, в Сирии воюют и они оба суннитское племя, сунниты, да, скажем, с одной стороны, с другой стороны, курды, допустим, сунниты. Курды сунниты, те другие тоже сунниты, получается, те, которые убивают курдов, осуждают. И при этом вы все равно берете какую-то сторону. Хоть те и эти, курды, допустим, не нападают. Вот сейчас ты политически немножко подкован или как?
Ну, чуть-чуть, да. Да, ты как вообще, что думаешь вообще, что происходит сейчас с курдами там в Сирии? Как ты к этому относишься? В Сирии геноцид, да? Геноцид курдов происходит? Ну, я это осуждаю, ну, конкретно, я говорю, что ученые, например, так, ну, суннитские ученые, как шейх Салих Аль-Фаузан и так далее, они предостерегали от войны в Сирии. Ну, почему-то вот, а как ты к туркам относишься? К туркам, ну, нормально, люди тоже. Ну, что значит люди тоже? Ну, мусульмане. А, ты саляфит. Мусульмане, Фаузан, они, допустим, поддерживают убийство курдов, допустим, да? Короче, еще раз можно, просто Анатолий перебивал немножко, я немного... они спонсируют все вот эти вот игиловские как бы организации там террористические, которые убивают. Турки, да, я знаю, ну это же... Ну а как ты после этого к туркам относишься, как к своим братьям, мусульманам? Ну да, они мои братья-мусульмане, ну там чуть-чуть ошиблись, да, там это заблуждение и так далее. В смысле чуть ошиблись? Ну как, ну да, это не чуть-чуть ошиблись, но конкретно я говорю... Ну это получается по-хорошему, если мусульманин бывает мусульманин, значит, ну кафир, нет, по-моему, или кафир, или какой-то... Вот тут есть, знаете, есть опрос... Ну давай мы сейчас четко, ясно, ты сейчас вынесешь им такфир. Давай мы вместе с тобой сейчас, я не могу этого делать, но ты можешь как мусульманин. Давай сейчас мы их такфирим, наверное, да, ну ты скажешь четко и ясно, что они ни хрена не мусульмане, если они бывают мусульмане. Кто, турки? Давай я слушаю. Не, он просто сделал их заблудшими. Если он саляфит, то он не признает халифат турков. Я был саляфитом, они не признают халифат турков. Короче, когда мусульмане убивают мусульман... Нет, ну ты ему чуть помог, как бы, да, Анатолий. Не надо им помогать, пускай сами попытаются справляться с этими вопросами, как бы, да. Они же до такой степени умные, как они рассказывают, и все так разбираются в исламе. Или вот пускай этот Мусафир ответит на этот вопрос. В принципе, те же самые, как бы, вот эти вот хамасовцы, вот как за которых они там сейчас прут, кричат Палестайн, вот это фластелин и вся такая херня, они спонсируются шиитами, допустим, да? А шииты – это первые враги, как я знаю, суннитов. Ну и что, какие они вам братья, за кого вы топите просто? У вас какая-то там что-то я говорю, совсем понятно происходит. что в Палестине есть ширк, но не каждый там... Нету там шиита, там ни одного шиита нет. Нет, там нет ширка, вот, например, вот когда там... Израильский дрон, он ударил... Это выводит человека из ислама. Да, я знаю, что выводит человека из ислама, но смотри, можно... Так значит, они не мусульмане, там, когда ударил дрон по зданию там какому-то палестинскому, там один палестинец кричал «Я Али», он называл Али. Это буквально ширк. И там есть, то есть, группировки, например, рафидитов в Палестине самой. Кто там пердит? Так сколько в конце мусульмане получается? 2 миллиарда или сколько? Нет, их меньше, только саляфиты. Будет 72 течений. Нет, почему только саляфиты? Нет, не только. Иудеев, не только 70, сколько там, 4 мусульман. Все они в огне. А кроме кого, о посланника Аллаха? Кроме тех, кто на том, на чем я и мои сподвижники. Я знаю этот хадис, погоди. Этот хадис не понимается так, что эти 72 чтений не кафиры. Хамдуля, нас 2 миллиарда станет больше. А так кто 2 миллиарда? Сколько их там у вас в конце концов получается? Кто эту статистику ведет вообще? Кто ее проверяет? Много выходит. Хамдулилля проверяет. Даже половина, не мусульмане. Это же как в мафии. Вход бесплатный, выход, короче, надо сложить голову. Салафитов главная борода, короткие штаны и все бедачки, кроме них. Я суннит просто, я суннит. Не, ты сказал про шейха Фаузана. Шейх Фаузан, и что шейх Фаузан? Он просто, я говорю, что это ученик Ибн Баса. Это большой ученый. Слепой Ибн Баса. Он предостерегал от джихада в Сирии. Знаете, как в ислам? Погодите, вы входите в ислам, отрезает голову ниже пояса. Выходишь из ислама, отрезает голову выше пояса. Это к чему? Отличная шутка. Машаллах, машаллах. Я заценил. Не, мы вернемся про тему, то есть Иисус Навин, он сжигал... Я не знаю, я не христианин, я не верую вообще в никого. Я атеист. Серьезно? Конечно. Вообще есть христиане? Кому ты этот вопрос задаешь? В ТикТоке есть эфиры, где христиане с иудеями как раз вот обсуждают свои противоречия. Вот к ним иди и у них спроси. Мы здесь ислам обсуждаем. Алло. У тебя по исламу нет никаких вопросов? Тебе все понятно? Не, по исламу у меня нет никаких вопросов. Ты сказал, что ты суннит. Ты всю сунну принимаешь или какую-то не принимаешь? Да, я всю сунну принимаю.
Глаза красишь ты? Глаза нет. А, это тот самый Мурсаль Хадис, который ты цитируешь? Это Мурсаль Хадис, ты читал шар? Или слова Ульямана Камнями это что? пользуешься, когда в туалет ходишь? Что говоришь? Камнями пользуешься нечетным количеством камней, когда в туалет ходишь? Нет, камнями я не пользуюсь. Тогда какой-то суннит получается. Ты свою двоюродную сестру в жены взял или возьмешь? Есть планы такие? Нет. Или 9-летнюю девочку? Тогда какой ты суннит? Алло. 9-летнюю двоюродную сестру. 9-летнюю Комбо. девочку? Такое комбо 2 в одном. Нет, и двоюродную сестру, и 9-летнюю, да, чтобы сразу у тебя и та, и другая, что было. 2 ачивки выбить, чтобы разом. Награда больше будет от Всевышнего. 2 зайца одним выстрелом, короче. А если во время свадьбы еще пару ящериц грохнешь с одного удара, вообще ты вообще нереал будешь. Собаку убить надо обязательно. А что Мусафир молчит? Мусафир, помогай молодого гостя. Подожди, Франк. А что, говорит, мусульманин, говорит, такой, говорит. Франк, Мусафир, Анатолий, а вы помогай. знаете, что такое... Стойте, а вы знаете, что такое этот... Мурсаль Хадисы? Знаете? Ты не задавай Нет, вопросы. это не мое Говори дело. сразу. Не-не-не, этот вопрос как раз таки в тему. Хасан, Сахир. Да, а Мурсаль что Сахир. такое? А Мурсаль что такое? Что такое Мурсаль Хадис? Выдуманный, что это? Выдуманный? Нет. Вы думаете, это уже Мауду? А Слабый, Мурсаль слабый. это где в иснаде цепочка передатчика она обрывается. Слабый называется, слабый. Слабый хадис. Не, это другой немножко, да, оно относится к категории слабым, но это другой немножко. 2 миллиарда их признают, а ты их не признаешь, У да? вас это самое, другой немножко. Есть недостоверный, слабый, сильный. И есть хадис эти, которые типа от Аллаха, как я забыл, как называется. Аль-Кудси. Аль-Кудси, да. Все, а уже там подразделение, это как с акидою, да? Акида улухия, урубия и сифат. Как разделал Ибн Таймия. Ты же это учил, Вот да? это у тебя арабский. Никогда не мог. А понять. вот у меня вопрос. А ты сам знаешь, сколько вот... Чего? Задавай вопрос. Извините. Кто-то хотел вопрос задать, задавайте. Связь Ты меня пропала. слышишь, алло? Хорошо, связь Хорошо, пропала вопросов у тебя. нет, я задам. Что значит, вот никогда до конца не мог... Я, конечно, понимаю, что это такое, но вот как вы... Именно этот про хадисы, то есть Даиф и Хасан, Да, Сахих, вот сильный хадис, слабый хадис, вот что... Сахих хадис и Хасан хадис, то есть Сахих хадис это где, то есть цепочка передатчиков, она чистая, то есть передали это хорошие люди, ну в целом, да, если так очень сжато говорить, этот хадис, они являются то есть приемлемыми, и ну, в целом достоверными. А также Хасан хадис, он является приемлемым, но там есть чуть-чуть дефектов. А Даиф хадис, это где, например, может быть передатчик, то есть со слабой памятью, но это не означает, что сам хадис может быть, то есть этим слабым. Это просто, что там, то есть сам передатчик, он слабый Кто-то какой-то в пошел памяти не так. и так далее. А Мурсаль хадис, это где в цепочках передатчика сам передатчик обрывается. Вымышленный, как он это называется? Самое интересное, что Мауду. эти хадисы. Последний кто-то делал, это был шейх Альбани, да? Откуда он Ну, понимает? Аль-Альбани, кто был- Шейх Мукбель. у кого был слабый ум в то время, у кого был хороший, и либо эту легенду про муслима, что муслим там 9 лет знал сотни тысяч хадисов, да? Если посчитать, сколько хадисов приписывают муслиму, то он должен был бы прожить 300 лет. Вообще по математике не выходит. Притом еще рассказывают про него, что он за какой-то хадис ехал из Куфы в Дамаск, с Дамаска в Мекку, из Мекки туда, и все это на коне, на осле, еще не знаю где. Он сколько лет жил? 300 лет, 400, сколько он жил? Муслим. Это что, сколько Я не помню, хадисов? сколько он жил. А? Я не знаю, сколько он жил. Ну, а как он мог все это выучить в 9 лет? Как это ему приписывают, что он знал в 9 лет 100 тысяч с чем-то там хадисов. И потом он начал путешествовать. Неизвестно, это чтобы он самое. столько знал, но есть... Ты в целом здравый есть в целом- человек, ты веришь, что он столько изучал без интернета. Сейчас заходишь в интернет, там все найдешь. А так он ехал за один хадис 4 месяца, за другой 3 месяца, за третий 5 месяцев. Если там увидел, там это вот история про коня, когда он позвал коня накормить
и обманул. И он сказал, все, я этого человека не принимаю хадисы. Я сделал 2 недели, я ехал. Это про Бухари. Это про Бухари, да. Про Бухари. Да, это вообще школа Бухари. Мне кажется, Самый Бухари. чисто для понтов такие цифры. Ну, он мог поехать, одни и те же хадисы, это, как это сказать, ну, повторяются. Не, он всего собрал 600 тысяч. Да, 600 тысяч хадисов. И вел эту деятельность хадиса сбор, ну, собирания 16, по-моему, лет, да, если я ошибаюсь, подправьте меня. Или 23 года. По-моему, 16 лет. И за такое Анатолий, время... ты про кого говоришь? Аль-Бухари или Муслима, я не понимаю. Да, за такое время, чтобы собрать 600 тысяч хадисов, потом отсортировать из них... Это еще. Да, 16. Баркалный раз. А что Мусафир выключил микрофон себе? Что ты как такой истинный верующий, как понимаешь? Который рассказывает по математически, вот у него есть, он бывший мусульманин, араб, если я не ошибаюсь, он рассказывает именно про Бухари. Он приводит цифры. Анатолий, вот он молодой. Сколько тебе лет, скажи, что? Вот сколько тебе лет? Ну, честно только, давай без этого. Не, я скрываю свой возраст в интернете. Сколько? Я скрываю, 18 есть? Я в целом не говорю. Нет, ну лет 18 есть. 20, слышно же это. У меня нету. Ну, не совсем совершеннолетний, как бы, скажем так. Не, да. если вот 18 нету, его не трогать. Пускай это... Да, не, ну просто как бы накидали на него, как бы. Ему вот рассказали такие, как Мусафир, разную хрень, как бы, понимаете, в чем дело. Дело даже не в том, что как бы мусульман, не мусульманин, а в его голову, как бы, знаешь, внесли что-то, какую-то дезинформацию. А ему кто это говорит? Люди постарше его, которые проживают там, возле него, вокруг него, мечеть он зашел, там, ему это рассказали и все такое. Ну, как он должен реагировать? А вот этот сверху, вот этот не совсем, не хороший человек, скажем так, да, вот как Мусафир, он один из тех, который вот несет это вот в такие головы, да, вот этих детей и так далее. Понимаете, в чем дело? Не, вы представляете, если Бухари собрал всего 600 тысяч хадисов, и из них отсортировал 7200 с чем-то, то это получается чуть больше 98% он выкинул в мусорник вообще. То есть из 100 собранных хадисов 98 он выкидывает в мусорник. Ну, сплетни же это, по сути, и есть. Да, и нам говорят, что вот это самая истина в последней инстанции до нас доходит. То, что сортировали сахих там туда-сюда. То есть, еще что интересно, да, вот представьте, понятно, что по времени жизни там кто-то подсчитал, да, даже если один хадис в час считать, то ему сколько там, 70 лет или 6, ну, с самого рождения, вот как он... Его мать родила, да, без остановки он. Если бы их собирал, то я сейчас не помню, по-моему, 80 лет ему понадобилось бы. Без еды, без ничего, вот так каждый час ходить, один хадис собирать. Короче, ситуация здесь такая, что вот представьте, на тот период 98 преданий из 100 выкидывается. Там 1 с копейками, ну 2 пускай, грубо, да, подсчет. 2 предания из 98 только правдивы. И это только через 230 лет после того, как пророк существовал. Так что у нас получается? Вы представляете, 98 человек из 100 уже там занимаются вообще не соответствующими исламу, там, я не знаю, наверное, они намазы, пастошку в день кто-то делал, кто-то задом наперед делал, кто-то куркался там, кто-то постился. Салам алейкум всем. Да, кто-то свинину, короче, ел одну сторону, кто-то, короче, пятачки ел, короче. То есть тут у нас получается 98% вот этих всех, кто исповедовал на тот период ислам, уже через 230 лет, они занимались полной хренотенью. И только Бухари вот собрал правильно эти неполные 2% и вот так вот до нас довел. Более того, давайте вспомним, что делал Умар ибн Хаттаб. Он сжигал хадисы и запрещал их рассказывать.
что дошло, он правление имел очень длинное. Что дошло после этого всего уничтожения? Помню, когда мы спрашивали у имамов, а почему он это делал, говорит, ну, люди еще не были грамотные, и типа, чтобы они не путали хадисы с Кораном. И поэтому Умар, ну, такая форточка, почему Умар это дело уничтожал. Хадисы, потому что, типа, люди не были грамотные, и они могли это самое путать. Но тогда же были сподвижники, как они могли путать? Если говорят, что самые лучшие это сподвижники, потом табиины, потом табиины, табиинов и все такое. Как они путали? Парень вышел, да? Слишком мелкий он по возрасту, да, лучше даже. Что предложить задать эти вопросы имаму. Вот, допустим, простые вопросы, которые я начал задавать, из-за которых меня начали как бы троллить в мечети и выгонять из мечети. Вот про наследство Фатимы, про хадисы, про Аляксу, куда летел Мухаммад, когда Аляксы не существовало. Этой мечети не существовало. Ее Харун ар-Рашид построил уже при аббасидах. Ее не существовало. Ну вот, кстати, Анатолий, мусульманину можно прикидываться там евреем и так далее, ходить рассказывать, что он еврей, и нести да, как можно, бы... можно. Можно, да? Если это грозит его жизни, он может прикидываться, но только условие в том, что он в это не должен верить. Он может молиться, креститься. Не. Ну, по ТикТоку бегать здесь как бы, да. Вот он мусульманин, как бы по ТикТоку там называть себя евреем, рассказывать, что он якобы еврей, и специально как бы смуту наводить, да, против евреев, все такое. Можно такое делать? Можно. Это, все. Вот Гибор, продолжай. Как сейчас, допустим, в бокс пришел шейх Турки из Саудовской Аравии. Бокс является грехом. Шейх Турки, который сейчас пришел в бокс и спонсирует бокс, потому что я люблю бокс, постоянно я комментирую, как бы у нас есть канал там про бокс, это такая тема уже моя личная, короче. И вот этот шейх пришел туда. Для чего он пришел? Он всех накормил деньгами. 100 миллионов заплатил Усику за бой последний, да, когда он провел с Тайсоном Фьюри. То есть это баснословная сумма. И взял всех под свой контроль. Вот так он, типа, для того, чтобы уничтожать бокс. Он прикидывается, что любит бокс. Он рассказывает о том, что он с детства смотрел бокс. Хотя он с детства не мог смотреть бокс, потому что, когда он был маленьким, то тогда у них был этот самый муфтием был и Бен-Бас, и Албания. Они были тогда. И тогда, если он сейчас министр культуры Саудовской Аравии, это значит, что он с какой-то набожной семьи. Потому что так просто туда не пробиться. Это кто-то связан с семьей короля. И поэтому он не мог никак с детства смотреть бокс. Короче, получается, понятие чести, как бы там получается в исламе, ну, для этих людей оно как бы отсутствует. Там нет такого слова чести. Как, в исламе нет такого понимания, что ты должен... они хитрят, и Аллах лучший из хитрецов. Аят с Корана. Они хитрили, но Аллах лучший из хитрецов. Для того, чтобы уничтожить врага изнутри, можно прикинуться. И за это ты будешь иметь как бы награду. Но главное не попасть именно в искупление, чтобы поверить в это, либо стать одним из них. Не верить в это, но как бы прикидываться можно. Короче, прикидываться шлангом — это сунна. Давайте возьмем, как убили того, кто говорил про Мухаммада, да, пришел его родственник, прикинулся, что он хочет его вывести на улицу, и они его закололи ножами. Он прикинулся, что это прямо из его племени подослали. И он не ожидал от него, что он может ему сделать зло. И он вышел с ним спокойно на улицу, где его уже ждали. Он прикинулся, ну так, допустим, приходит к тебе какой-то человек, хочет тебя убить, это твой, допустим, друг. Ты его знаешь с детства, знаешь его, из своей семьи даже, вот этот был из его племени. И приходит и говорит, давай пойдем выпьем воды там или кофе. И ты идешь, ты не думаешь ни о чем, а там тебя уже ждут, они тебя убивают. И это как бы нормально. Это ради Аллаха сделано, ради пророка.
Называется таква, если я не ошибаюсь по-арабски, таква называется. Как бы скрывать. Короче, не хотят люди правду, хотят... Сафер есть, я вижу, молчит, либо он отошел, оставил просто телефон. Потому что я сколько вопросов задал уважаемому, он ни один не ответил, просто так поясничает, я не знаю почему. Это же, как бы, если он верующий, он должен понимать, это его загробная жизнь. Может быть, он ошибается. Он на 15% мусульманин, на 14 мне даже кажется. Он из-за этого как не может ответить на такие вопросы, потому что он, по-хорошему, он не придерживается ислама как такого. Вот отличие от Ибрагима, допустим. Ибрагим разбирается, и он знает, что отделять ему, что не отделять. Как бы. И вот он посчитал свои 71%. А эти просто заходят и балаболят. Потому что вот они зашел, этот парень, который молодой, он нам про христианство. Понимаешь, он не понимал, что здесь, может быть, не все христиане, может быть, их вообще нету. И он задавал нам вопросы из Библии, как бы это самое. И поэтому, как бы, немножко, это их фишка такая у саляфитов. Это именно саляфиты этим занимаются. Там Ихуан аль-Муслимин, допустим, либо там, допустим, хабашиты, либо там ашариты. Они этим не занимаются. Это только, это саляфитская, это как бы дава называется. Привлечь к исламу вот через именно христиан, через ошибки из Библии. Но люди в основном, они, да, те же христиане, как и многие мусульмане, неграмотные. Они не знают, они ходят в церковь, там, может быть, на Пасху и на Рождество. Все, это в лучшем случае. Они не знают. И когда ты приходишь, молодой пацан, молодой парень, и вот так же обманули. Так же, вот именно он пришел, видимо, к ему показали ошибки в Библии якобы. И он, да, действительно. И поверил в это и начал изучать ислам. Вот так это работает, потому что нет корень слова, Анатолий, получается, опять же, почему я ему этот вопрос задал? Корень слова мусульманин, как я для себя, я для себя понял, что корень слова мусульманин, это, опять же, это единобожник, правильно я так понимаю? Но как бы кто-то, здесь много кто мне это там пытается рассказать и объяснить, что это так. Это покорность Богу. Покорность Богу. Все, покорность Богу. Теперь, а если уже дальше уже идет, получается, законы. Законы Бога или законы пророка его, получается. Законы Бога теперь что у нас были, да, вот первые это Тора и так далее. Ну, как бы Тора нам не так дали, извиняюсь, но как бы вот было даровано нам как бы там какие-то правила, законы и так далее. Они же их не придерживаются, правильно? Теперь с таким же успехом я могу назвать их иудеями, да, скажем так, если они верят в Всевышнего. Ну, с таким же успехом, да, как бы, да, ты веришь в Всевышнего, вот я иудей, я еврей, я только поэтому, получается, еврей, потому что вот Авраам Авину, и потом Моисей и так далее, когда даровали нам Тору и все остальное. Но я тебя не навязываю этим законам, этим правилам, но я тебя могу называть, допустим, евреем по той причине, потому что ты единобожник, а вот первая монастырская вера как бы произошла от евреев, получается. Они по этой логике берут, якобы по этой логике, они берут всех наших пророков, евреев, которые были, можно сказать, как бы следовали, не можно, а так и было, как бы, да, они следовали, получается, законам иудейских традиций. Я это больше называю как традиции, да, законы и традиции. Они берут и говорят, что они мусульмане. По какой причине они их называют мусульманами? Потому что они веровали в Всевышнего, веровали в единого Всевышнего. Но при этом они суют туда Мухаммада, который уже даровал какие-то там им законы, прописал, не даровал, а прописал им какие-то законы и правила, как им надо себя вести. Понимаешь? Вот, Иисус разрушает все, потому что покорность Богу, это значит ты раб Аллаха. Иисус это разрушает, когда при молитве «Отче наш». Уверование, я не говорю покорность, уверование. Мы не покорены были Всевышнему. Мы до сих пор как бы, и вообще, я сейчас не буду уходить, я не совсем в этом компетентен, как бы, да, но я знаю, что, я могу там пару вещей сказать, где мне задают вопросы, как бы, да, я отвечу на них. Я не хочу туда углубляться. Уверовали. Есть покорность, а есть уверить. Ну, как бы познать Всевышнего, да, ты знаешь, что он есть над тобой. Вот так вот. А они покоряются. А покоряются они через кого, получается, покоряются? Пришел к ним пророк, как бы, и он им рассказал, что они даже покорятся. Покорятся вот по тем, по иным правилам, там, не знаю, там, что они там. Ну, как я вот слышу...
Я надеюсь, что ты не совсем... Не то, что это правда, как бы, да, я надеюсь, что не каждый так мусульманин собирается жить, как бы, там, и сиську сосать, и все такое. Не все. И они вот... Им это не дают, понимаешь? Я знаю многих ребят, которые со мной приняли ислам, и до сих пор в исламе они не знают даже 5% ислама. Они ходят раз в неделю на джума намаз, это самое, и не посещают уроки. Я просто посещал уроки. У нас каждый день были уроки по Сирии, по фикху, по акиде. Практически в каждый день. А есть ребята, которые просто приняли ислам, живут своей жизни, они туда приходят в пятницу, их фоткают, отмечают и посылают в Саудию. И за это имамы имеют деньги. Все эти ребята самые выгодные. Единственное, что их научили читать Коран, и они читают там по странице Корана по очереди, так вот, и все. Все, ты был покорным, в том-то дело, что был покорным. А они нет, они вот просто заходят сюда и балаболят. Они сидят где-то в Европе, могут сидеть, где-то там я хрен его. Может, даже они где-то на дискотеке пьяный, он выйдет нафиг, зайдет сюда в ТикТок. И он тут начинает рассказывать, короче, да, вот вы кафир, шмафер и все такое. Не знаешь, потому что в странах СНГ, к сожалению, нету образования исламского. Если бы они это изучали, они бы сами были в шоке. То, что есть, понимаешь, нету. Потому что в многих странах есть только официальные мечети, государственные. Там туда пришел, помолился и ушел. Да и то, если много раз приходишь, садись на карандаш. Уже знаете кому, понимаете. А эти вот всех уроков, они могут быть только в странах, допустим, как у нас. У нас свобода вероисповедания, как бы уроки идут, все нормально, праздники, все как надо, знаешь, и никто не притесняет. Допустим, в том же Казахстане, там у них же нету этого, у них же тоже там как бы строго с этим, есть государственные мечети, и все. Если кто-то открывает там какие-то такие вот дома молебные, да, там какие-то салафиты или еще кто-то, их прикрывают. То же самое в Узбекистане, там и в других странах. Они там есть, но они как бы скрытые как бы. И это как бы опасно для как говорится у нас, для годов на воле. Вот так вот, я бы назвал. Анатолий, я извиняюсь, мне просто любопытно, да, не подумайте. А вот что послужило для вас, что вы вот так вышли из ислама, скажем, да? Да, меня ребята спрашивают, смотрите, я начал изучать ислам много, да, но я не умел читать по-арабски. Война чеченская, и приехали сюда ребята, которые занимались со мной борьбой. И мы вместе занимались борьбой, и они меня пригласили в мечеть. Пригласили в мечеть, и тоже вот так, как рассказывал этот парень. Ты христианин? Ну, я говорю, да, конечно, христианин. Ну, я в христианской стране, мать моя христианка, отец христианин, да. Вот, а ты знаешь, что в Библии ошибки, вот, ты знаешь, вот так вот. И тоже мне подавали вот все это. Вот, для меня это было как бы шоком таким. И я как бы с ними спорил, наверное, не знаю, наверное, с 7 часов вечера где-то до часу ночи. Как бы, вот ты смотри, если ты не примешь, ты будешь в аду. Извиняюсь еще. Да. То есть, тупо получается, ты начал просто задавать вопрос, получается, да? Да, да. Это вся лишь причина задавать вопросы. То есть, исламе первоначально, вот, в исламе самый запрет на это никогда не задавать вопросы. Получается так. Иначе выход из ислама. Вообще в исламе, наоборот, ты должен искать... Знаешь, в исламе есть два лица, как и у Мухаммада. Мухаммад бедняк, который не имел что кушать, и 2 камня привязывал. И Мухаммад, который, говорится в хадисе, что после смерти Хадиджи не было более богатого человека, чем он. Мухаммад, который про этого бедняка нам рассказывают аж вплоть до 21 века. Мы только в 21 веке узнали, что Мухаммад не был бедняком. У него два лица. Если подумать логику, мы же взрослые люди, у всех, может быть, даже дети здесь есть, кто находится здесь, мы уже воспитываем детей. Человека, который есть 13 жен, у нас, допустим, по одной жене у каждого там ребенок, и мы вертимся как ужи на сковородке, чтобы заработать деньги, да, чтобы свою семью, одну жену там, и одного ребенка там на достойном уровне воспитать, и чтобы у них было все. А вы представьте, 13, и каждая должна жить в своем доме, потому что когда он пошел в дом к Хавсе, и там ее не было, и возлег с Марией, и Хавса сделал ему истерику, то это далиль к тому, что у каждой жены был свой дом. Потом он умер в доме Айши. Это представь, 13 домов. Вот так. А в мечеть ходили, по какой причине ходили? У них кто-то был там, тренер, может, у вас был, или кто-то, который вас туда водил, как бы то.
Нет, объяснял? меня пригласили просто, которые со мной тренировались в мечети. Они да. говорят, пойдем в мечеть со мной. Да, пойдем, и узнаешь о нашей религии, как бы ты хороший парень. Мы с ними постоянно в паре боролись, с чеченцами. И там это самое. И как бы так, подружились, как бы, как сказать. Ребята хорошие, я до сих пор о них хорошо отзываюсь, такие воспитанные. И было 3 брата, Юсупов, фамилия Юсупов. Одного звали Зельмихан, другого Лечо и одного Адам. Ну, А в Йемен только ты попал или они тоже попали? Да? Нет, они уехали. Абсолютно. Что говоришь? В Йемен только ты попал, Меня, по-моему, получается. отстает. В Йемен, я уже когда ехал в Йемен, их уже давно здесь в Молдове не было. Они уехали перед даже второй чеченской, они даже уехали. Или после, или до, что-то в этом роде. Они уехали давным-давно. Так ты сам искал выходы как бы там, на Йемен, туда-сюда? Нет, это я был женат на сестре муфтия Молдовы. Я был женат на сестре муфтия Молдовы, да. Но я с ней развелся до того, как выйти из ислама. Я потом уже вышел из ислама, после развода. Так он тебе помог туда поехать, как получается, да? Да, если я бы это сам, они мне помогли туда, потому что тогда отправляли за счет шейхов, хочешь в Иорданию, отправляли в Саудовскую Аравию, в Саудовскую Аравию большинство отправляли салафитов в Саудовскую Аравию в Судан. В Судане у нас учились несколько, потом был у нас парень Абдулла Молдавский, который вел лекции по арабскому, по интернету он поехал потом в Ирак, и там бомба его убила, он со всей семьей поехал туда в ИГИЛ, его убило, этого парня. Вот он один из первых, он из Кабула. Аккуратно, сейчас. Ну, ты был женат, получается, на его сестре, как бы, да, и он тебе начал советовать. Не на его сестре, на сестре его жены. На сестре его жены. И он начал тебе давать советы, как бы, езжай туда, как бы, да, станет правильным мусульманином такой, да? Не, просто для того, чтобы знания, типа, получить. Потому что кто учился, да, допустим, потом они не работали, а преподавали уроки в мечети. Им за это шейхи отправляли деньги в каждый месяц. А он там был? Нет. Не, вот ему открыли, знаете, вот как ему открыли фирму, арабы 50 машин купили ему на этот самый, давать в прокат. И как бы они имели свой процент, а он здесь бизнесом вел. Короче, он там вел бизнес, но тебя туда отправил, получается. Ну так я же не вел бизнес, он же меня не брал в свой бизнес. Ну он тебя не брал в свой бизнес, но он тебе, я могу тебе показать, как стать тебе прям святым человеком, как ты езжай туда. Они меня спросили, если ты хочешь, изучай, потому что я постоянно был на уроках, постоянно не то, что... А в чем проблема было там остаться, если он там муфти, чтобы он тебя учил этому всему? А он сам не знал. Если так знаю, я скажу, как это работает. Приходят арабы и ставят кого-то местных с высшим образованием. У него 2 высших образования из мусульман. Дают ему возможность заработать, и чтобы у него все было, чтобы под себя его поставить. И дают ему методички. Он на самом деле не такой уж знающий в исламе. Он муфти официально для того, чтобы документы были официальной в стране, потому что араб, с другой стороны, он не может оформить официальную религию. Он не может руководить сообществом, потому что у него нет гражданства. Для этого нужен человек, который отсюда. Короче, такие простые, как бы, пушечное мясо, как бы. Надо было пушечное мясо, как бы тебя туда отправили. Если так, это не, я ехал учиться, я не ехал куда-то туда. Ну, учиться нет, опять же, ты не ехал учиться, ты ехал для промывки мозгов, получается. Ну, я хотел изучать ислам. Ты это хотел, ты верил в то, что хотел. Я поэтому хотел к шейху Зиндани, потому что это как бы из Йемена самый сильный шейх по хадисам. Мне хадисы постоянно нравились. Я как бы хотел к нему. Зиндани там имел свою школу без света, там у них как старые времена в горах, где-то они там где-то воевали с хусидами, перестреливали. Дай, кстати, адрес этого Мусафиру, дай ему контакты, пускай поедет. Вот ему туда надо обязательно. Ну, и он уже умер, шейх Зиндани. Ну, там другие шейхи есть. Есть другие. Но там сейчас власть у шиитов, у зиндитов. Там уже хорошо, я думаю, у тебя там связи где-то остались, куда его отправить, как бы, да, вот Мусафир, по-любому, Мусафиру надо туда поехать, обязательно. А его нету, в Саудию ему, вот Мусафир здесь, в Саудию, да, дайте ему адрес, куда-то поехать, контакты, у тебя контакты какие-то, если есть, скинь ему в личку, как пускай поедет. В Иорданию. Ему туда надо, потому что он где-то находится среди кафиров, все такое. Среди кафиров. Ну все, давайте спасем его душу.
Мухаммад же отрекся от тех, кто живет среди кафиров. Если есть же хадис. Спасибо его душу. Мусафир, ты живешь в исламской стране, среди мусульман, где-то в Турции, в Иордании, в Саудии, может быть, Мусафир? В мусульманской. Мусульманской, да? А в какой можно узнать, или это секрет? Нельзя. Почему вы так боитесь, мой? Я в Молдове живу. Не боимся? Я оставил ислам. Ты обязан перед Всевышним Аллахом меня убить. Я не боюсь сказать, где я. Почему ты боишься? Я же тебя не хочу убить. Я считаю, что... Не хочу? А в чем проблема? Проблема в том, что я тебе объясню, что проблема. Проблема в том, что я за тебя беспокоюсь. Вот я иудей, за тебя беспокоюсь. Как бы. Ты здесь мусульманин, единственный мусульманин. Я вижу, что ты не в своей тарелке как бы здесь сидишь. Тебе по-любому надо туда, там, где шариат тебе там твое место. Шариат. И говорят в Афганистане, где Бачи-Бази есть. В Саудию, допустим, в Катар, Кувейт, куда ты хочешь. В Саудию мне оформи, я поеду сюда. Тебе братья во имя Аллаха не оформят? И ты же беспокоишься за меня. Посуетись там. Нет, но ты можешь поехать туда учиться. Что ж посаутить? Ты должен вообще, если забор где-то есть, там, елки-палки, и ты находишься, у тебя на противоположной, как бы, да, вот у тебя страна, у тебя там ислам, у тебя там шариат, ты должен зубами грызть этот забор, елки-палки, что еще помоги. Кто тебе поможет? Кто тебе поможет, если не Аллах тебе поможет? Вот именно. Иди, верь в это, что же помоги. Ты у человека, ты у кого-то, у кафира просишь помощь, чтобы попасть в исламскую страну. У мушрика какого кафира? Ты сказал, мушрика, что да. ты У кого-то, у меня еще у иудея помощь попросишь. Ты серьезно? Я тебе свой совет дал. Я за тебя побеспокоился. Ты неблагодарный, это не оценишь, неважно. Давай благодарность. У тебя контакты есть, как бы, все есть, у тебя все, давай, вперед по дорогу. Мое дело, да? В газу давай. Что, в газу? Если это мое дело, зачем ты в мои дела лезешь? В смысле твое дело? Это твое дело, то помоги мне. Так, еще раз, подожди. Я хочу понять, ты мусульманин? Сколько раз в день надо об этом говорить? Все, ты мусульманин. Значит, ты должен проживать там, где проживает настоящий, истинный, стопроцентный мусульманин, так понимаю, да, правильно? здесь проживает настоящий стопроцентный мусульманин. Там, где ты живешь сегодня? В Саудии? В Саудии мусульмане? Я не знаю, ты мне что-то говорил, я тебе сказал про Афганистан, тебе там Саудия. Нет, опять же, еще раз. Я когда спрашивал тебя за Афганистан, ты говоришь, а что, только Афганистан должен быть, там по шариату живет. Тебе саудит. Кто-то ответил. Ну все, я тебя спросил. Нет, ты сказал, Саудия тоже есть. Я говорю, так в Саудии у тебя есть гостиницы, где у тебя там водку продают и так далее для туристов и все такое. И все. Так получается, для тебя, тебе надо туда зайти, как бы, да, в ту гостиницу, получается, по шариату. И устроить там нехорошие вещи, если такое происходит. Именно властью заходите, запрещать. И я сделаю это. И ты это сделаешь. Короче, там, где ты сегодня живешь, получается, харама нету, да? Почему? Нет, еще раз. Так, ты как мусульманин, как шариатчик, ты сказал, что ты хочешь жить, и ты живешь якобы по шариату. Ну, как бы у тебя не получается по той причине, потому что тебе что-то мешает. Ты с этим борешься, чтобы тебе это не мешало, да или нет? Соблюдаю свои права и права Аллаха. Ты свои права, демократия соблюдает твои права. Если ты не проживаешь в стране, которая проживает только по шариату, то демократия соблюдает твои слова. Ну, права точнее. Ты сейчас сказал, если бы не было бы закона, ты бы пошел бы и там все бы сделал, да, где продается алкоголь. А какое ты право имеешь? У каждого человека есть свой выбор. У кого-то алкоголь, допустим... Я плевал на их выбор. А? Ты какое право имеешь, ты и твоя религия? Аллах дал право. Тебе дал Аллах право, да? Какой тебе все, право? Анатолий оставил. Анатолий, оставь его, да, это такой балаболку оставь. Не, а как ему Аллах дал право? Я пошутил, потроллил его немножко. Чем ты лучше того, кто пьет? Чем ты лучше? Чем ты лучше, если у них, потому что ты не пьешь, а кто тебе сказал, что алкоголь? Твои сподвижники все бухали.
Когда у Али взяли верблюда и отрезали ему шею, когда они были все бухие, и Али ничего не мог сделать. Когда это еще было при этом, когда еще разрешалось в исламе бухать. Ты знаешь, что в исламе в три этапа... Знаю. Этого никто не отрицает же. Ты чем соломенным чувством воюешь? Что никто не отрицает? Он уже Сподвижники были до запрета пили. Анатолий. Сподвижники пили. Так, а ты почему ты хочешь запретить людям, которые не имеют отношения к твоей религии, в которой разрешено пить? Потому что Аллах запретил. Они не верят в твоего Аллаха. Зачем ты должен им оставить жить, как хочет твой Аллах? А какое ты право имеешь запретить? Вот поэтому мы и боремся с вами. Божественное право. Мы не навязываем свое мнение. Я свое атеистическое мнение... Твое дело, мне до него какое дело вообще? А? Навязываешь, ты не навязываешь. А ты почему навязываешь? Какое ты право имеешь навязывать? Ты спрашиваешь, почему я навязываю? Ты навязываешь. Ты сказал, я бы пошел, я бы сделал там, где... Это мое право. У нас в Молдове, допустим, алкоголь много, вина, потому что на этом держится вся страна. И сейчас придет такой, как ты, мусафир, и запретит. И рухнет вся экономика. Так ему обещано это вино получается. Если он придет и у тебя что-то плохое сделает, как бы в конце он поднимется туда, получается, наверх. Он к этому стремится, он хочет там бухать. Дымим вашу экономику. Понимаешь, в чем дело, Анатолий? Он хочет туда подняться, как бухать, там, заниматься извращением, как бы там. Ее поднять, потому что Молдова держится девочки, на 2 подвалах. Там, мальчики, все остальное. На 2 подвалах, которые самые большие в Европе. Это Криковский и Милешти Мич. 2 подвала, на которых они стоят, и за счет них нам дают кредиты, за которые мы можем, допустим, выжить сейчас, пока идет неприятная ситуация в соседних странах. Понимаешь? И, допустим, придет... А кто тебе сказал, что харам? Иисус пил вино, сделал из воды вина. Причастие делать, В Коране Аллах говорит, и судите по вашей религии. По нашей религии, допустим, которая у нас в стране, Иисус сделал из воды вино. Мы судим по ней. Ты сейчас идешь против слов своего Аллаха, своего Бога из пустыни. Так выходит. Саня, уже только в музее должно, как исторический документ какой-то раньше было. Сейчас она не актуальна. Еще раз я тебе говорю, в Коране написано, в 5 суре, о том, что судите по своей религии, по своему писанию. И этот аят мединский. Какая разница между мекканским и мединским аятом? Знаешь? Да. Какая? Что там было в Медине, а это в Мекке. А что имеет больше сил? Нет. Не. Что именно? Я хочу, чтобы прокомментировал. Не надо, не отпускай его, пожалуйста. Прокомментируй, в чем разница. Да, прокомментируй, в чем разница была. Вот я хочу для себя узнать, я не знаю. Аяты, спущенные в Медине, это мединские, мекканские. Да что ты говоришь? А что именно было написано? В том аяте или в этом аяте? В смысле их много, вот тебе, вот один аят у тебя получается. Там и там, 2 аята, хорошо. Давай расскажи мне, не знающим. Какие аяты ты привел? Аяты, которые друг другу, они противоречат. Так мы какой возьмем? В одном аяте что там было написано? Я читаю аят, написано, и не молитесь. Не говори ему, Анатолий, не говори, Анатолий. Он говорит, я знаю, говорит, пускай скажет, что было там написано. Эти аяты вы что? Так ты же, я знаю. И давай теперь продолжай. Скажи ему, вот такая-то тема, Анатолий, скажи. По такой теме, что было написано? Я там уже не разбираюсь, Анатолий. По той или иной теме, что там было написано, только ты задай ему вопрос, пускай продолжит. Так я ему задал. Вот 2 аята, противоречащие друг другу. Я читаю, открываю Коран, я мусульманин, открываю. Написано. И в алкоголе есть и хорошее, и плохое. Все, я начинаю бухать. Аллах так говорит, если хорошее и плохое. В чем проблема? Я хочу забрать от алкоголя хорошее. Все, комментирую. Не говори так и так написано. Давай не будь, веди себя как малолетка, да, какая-то. Давай нормально, как взрослый мужчина, как взрослый мусульманин, да. Как знающий, давай рассказывай. Так хорошее, так плохое, но плохого больше. В чем проблема? Что непонятно? Что тут комментировать?
Мусафир, причина, следствие, связь. Что у тебя написано там в аятах? И как это трактуется? Давай рассказывай. Ты же мусульманин. Суть так, что в алкоголе есть как польза, так и вред, но вреда больше. Написано, как у тебя это написано. У вас там стихи идут, рассказы идут и так далее. Давай рассказывай, мне интересно послушать. Нам всем интересно послушать. Давай, ну говори, да. Алкоголя и его запрета? Да. Какая разница? Давай. Не вставайте на намаз, будучи пьяными. Какая разница между мединскими... Азартные игры, гадальные стрелы и алкоголь являются злом от сатаны. Неужели вы не прекратите? Все. По какой причине тебе в раю это разрешено, когда попадаешь туда наверх? Земля. И там тебе получается, как бы это там сатана не присутствует, получается. Вы Да, там даже намаз не обязан читать. Ты можешь туда, подняться и бухать, и заниматься всем, чем я там всегда молодой, у меня много женщин будет, и кайфовать. Тебя кайфовать будешь там, да? Слушай, Мусафир, а вот как ты думаешь по исламу, все души умрут или кто-то будет жить? Я хочу подняться только к сатане, с ним в нарды играть, получается. Не, я хочу спросить, Мусафир, все души умрут в судный день, либо кто-то останется живой? Души. Все умрут, кроме Аллаха. Все умрут, кроме Аллаха. А почему Аллах не умрет? Потому что Аллах не умирает. Так у Аллаха есть душа или нет? Так ты не знаешь Господа своего? Ну как ты? Я, допустим, знаю, что у людей есть души, да, по христианству, да, там по это они спрашивают тебя о душе, скажи им, знаний у вас об этом мало, все. У Аллаха есть душа или нет? Знаю. Хорошо. Проблема ваша, что вы изучаете хадисы, жизнь Мухаммада, но вы самого Аллаха не знаете, кто это такой. Вы не можете понять, что... Только что ты мне сказал... Фасир отрицает рух Аллаха, прикинь. Астагфируллах. Рух Аллаха. Да, рух это душа. Дух. Дух Аллаха. Ангел Джабриль. Смотри, Аллах говорит о том, что Святой Дух, расскажите. Смотри, есть в Коране сура, где Аллах разговаривает с Исою. И спрашивает у Исы, типа, ты сказал, что ты, типа, мой сын? Говорит, нет, если бы я сказал, ты бы об этом знал, потому что я не знаю, что у тебя в душе, а ты не знаешь, что у меня в душе. Одновременно в Коране говорится, в судный день все души умрут. Но это как выходит? Что и Аллах сам умрет. Интерпретировать по-разному. А какая здесь может быть интерпретация, когда есть, что все, без исключения, говорится, все. Там не говорится, что Тут Аллах говорится не умрет. о том, что ты знаешь о том, что я скрываю внутри, я не знаю, что у тебя. Там говорится в Коране, открой Коран и почитай, говорится рух, говорится о душе, что у тебя в душе. Душа, говорится, не внутри. Внутри у него может быть и понос, еще не знаю что. Понимаешь? Там внутренности, там все это вот внутри. Здесь говорится именно о душе. А хороший парень Мусафир, он бы запретил алкоголь. Вы знаете, в чем проблема? Вот я говорю, многие говорят, почему ты против ислама, либо там другие там ребята, которые в телеграммах там это самое делают, в тиктоках. Если бы мусульмане не навязывали бы нам и не заставляли бы нас верить в то, что верят они, либо подчиняться им, нам было бы все равно. Мне все равно, что делал Мухаммед там. Ты сказал о том, что ты бы взял, я хочу бухать. Ты кто такой? Кто такой твой Аллах, чтобы мне это запрещать? Кто вы такие? Жить на земле мусульман тебя заставят. А какая земля мусульман? Вот поэтому были и крестовые походы. Вы говорите о христианах, крестовых походах. Если бы не было, вы бы все бы это самое разрушили. Поэтому они... Нельзя проводить крестовый поход. А?
Добрый вечер, всем добрый вечер. Нельзя проводить крестовый поход. Кому нельзя? Шалом лев. Можно, как нельзя? Надо подставлять вторую щеку. Нет, здесь совсем про другое говорится. Можно и нужно. Давай довод. Можно и нужно. Так многие воевали, и придут и ангелы будут воевать. И многие вы пророки грешники, воевали. поэтому не слушались Бога. Вторую щеку. Вторую щеку здесь совсем про другое говорится. У меня вопрос. Душа — это ведь часть Творца, правильно? Так мы понимаем. Вот. А у мусульман почему-то надо всех убивать, как бы валить. Вот получается, часть Творца умирает тоже? А ну, муслим, ответь мне, пожалуйста. Умирает. А ты же сказал, душа умирает. Душа. Заново. А? Заново пойдем. Что значит заново? Ты сейчас головой это придумываешь? Ты сейчас стал пророком Мухаммада, что ли, не понял? Или как я это? Что? Из головы ты сейчас все высосал, как придумал? Нет, конечно. А где это написано, вот такой, без этот бред? В Коране и Сунне. А ну, почитай мне просто интересно. Не хочу. Потому что этого нету? Да мне плевать, что ты думаешь. Ты неправильно зашел, чувак. Нормально разговаривай. Как я должен зайти? Там, Ваше Величество, с поклоном? Да. А я с пинком, прикинь? Мусафир, да. Ты не наглей, потому что ты это самое никто и зовут тебя никак. Не надо так с людьми общаться, хорошо? Не, просто смотри. Что я не так сказал? Смотри, что получается. Что получается? Смотри, что получается. Душа – это часть Творца. А мусульмане говорят, что там сказал? В судный день всех завалим, и души тоже исчезнут. Так? Все умрут, да. А так, значит, получается, часть Творца тоже умрет? Ну, я тебя спрашиваю, почему? Да хватит его насиловать, он просто... Да я тебя спрашиваю, почему? Он уже как изнасилованный, серьезно. Тебе Всевышний говорит, я не умираю. В чем правда, ты тупой или не понимаешь это? Душа умрет, а у него есть душа. Я тебе задаю логический вопрос. Вопрос, да? Вот почему тупой? Логический вопрос. Смотри, часть души – это часть Творца. Души. 1/3 душа части. – это часть Творца. Нет, не перебивай, послушай. Часть Творца – это душа. У Аллаха нету частей. Его. Нету частей. А душа – это что такое душа? У христиан есть части. 3 части. Секунду. Что такое душа? А кто берет и на седьмое небо спускается? Подожди, я сейчас докопаюсь. Ногой ад закрывает. Не-не, а что такое душа? Объясни мне, ну-ка, расскажи, а что такое душа? Я не знаю. А что, в Коране не написано? Там написано, что знания об этом у вас мало. Что написано? И об этом у вас мало. У вас мало? Да. Не успели скопировать, что ли? Понятно. Не поняли, видимо, да? Не скопировали. Понятно. То есть, ты не знаешь, что такое душа, да? Ты не знаешь. Почему душа все знают? Да, потом вернешься. Так душа это ты по логике есть. ты говоришь, он на спине рыбы Нун живет. О чем ты говоришь? А ну-ка, Илим, расскажи, что такое душа. Душа это, по моему понятию, это... Твое понятие. В смысле, он у меня спрашивает. Мусафир, ты что? Хотите поговорить? Ты не один, ты это... Мусафир? Абдуллашка, ты успокойся, возьми в рот воздух и отдохни. А ну-ка, Илим, расскажи мне, что такое это? По моему понятию, душа это мы, то, что мы чувствуем, то, что мы обретаем в этой жизни, все страдания, радости, все наши чувства, которые с нами остаются. И это не имеется в виду, что сердце, голова – это отдельные органы, а вот именно душа, она живая. Это энергия, которая в нас живет. Я так понимаю. А ты, Мусфир, как что ты думаешь об этом? Он тоже мусульманин, кстати. Давайте это. Думаю об этом. Как это не Вот думаешь? смотрите, Ты уже его затакфирил, да? Потому что он не хочет уничтожить алкоголь. Я сам христианин, да, и от ислама тоже недалек. Мне всегда было
ну, тематика интересная, вот, потому что придет такое время, когда мусульмане объединятся с христианами, да, то есть такой период будет, когда откроется истина, да, перед нами, людьми, вот. И примерно то, что он сейчас говорит, даже в Коране есть сказано, то, что Аллах сотворил, да, людей и джиннов, да, то есть он для каждого человека сотворил душу, да, когда человек умирает, тело остается, душа покидает его и ждет до судного дня. И там много чего хадисов есть, где рассказывается. Это вот Мусафир должен был так ответить. А как нам жить с тем, что Мусафир говорит? Что говорит Аллах? Ну, это я имею в виду по исламу, как оно происходит. Подожди, а как нам с этим жить? Как нам с этим жить, что Мусаф, говорит, приходит, говорит, слышь, пацаны, сейчас будет судный день, мы все умрем. Ну, как всегда, у них там всегда все погибают, и души тоже. Что будем сейчас делать? Нет, судный день он будет, он неизбежен. В это время Всевышний Творец наш, Создатель, он воскресит нас всех в судный день. Мы же будем отвечать. Вот даже вот почему вот крест, который идет наш православный, да, есть такое понимание этого креста, что будет как чаша весов, то есть, которая перекрещенная на кресту находится, это означает, что человек попадет в рай и попадет в ад. Это даже когда Иисуса когда даже... Скажи мне, Муса, вот ты честно, вот так подложи ногу на сердце, да, и скажи правду. Вот кто написал Коран? Человек. Ты сказал, в 7 веке. В 7 веке человек написал, и все. Это все знают, что при исламском пророке Мухаммеде не было Корана. Коран только его халифы начали собирать его. И то... Да, и все знают, что их разных видов Корана. Их 30 Да. А теперь, Мусфар, положи вторую ногу на сердце, да, и скажи мне правду. Почему сожгли Коран? И написали заново ваш Коран. Если его сожгли, как его могли заново написать? Ну, вот я тоже спрашиваю, вот как это? Ты лучше спроси у него, зачем они записали Коран, если пророк не приказывал его записывать. Коран написан обратно не для того, чтобы... Нет, его переписали не для того, чтобы управлять такими же людьми, которые жили в то время, чтобы они всякие буйные вещи не делали, это во-первых, да, боялись от чего-то, который в жизни никто не видел. То есть это загробный мир, который пугали, да, условно говоря. Ты будешь наказан, так что веди себя, блядь, хорошо. Откровение сделал. Конечно, он для этого и не способен. А смысл? У человека должен быть совесть, человеческая совесть, которая по совести жить. Я совести нет, что делать будет? У кого вот нет? Смотри, Мусафир, вот тебя. Илим, да, Почему? вот ты говоришь, тогда это правильно. Но почему сейчас ислам преподносится как терроризм, понимаешь? Как утешители. Сирию, вот, когда их правителя свергли, почему начали издеваться над нашими христианами сирийскими? Когда-то раньше, во времена пророка Мухаммада, да, наши христиане в Медине приняли мусульман и дали им защиту. А сейчас наши христианины, которые находятся, и их уничтожают. Почему вот так вот? Где их уничтожают? Их уничтожили все или до сих пор уничтожают? Ну ты посмотри новости, как издевались, заставляли. И одного крестьяна не осталось, походу, да? Блин, вот жалко. А в Палестине... Ты видел, что в Ливане сделали? Ты видел, что в Ливане сделали? В Сирии сделали. В Сирии, в Палестине христиане дали мусульманам совершить намаз в церкви и произнести азан. Священник сам сказал, пока мусульмане не произнесут азан, говорит, я не начну свою молитву. Вот, видишь, христианство. Вижу, тот христиан, видимо, любит мусульман. Если тебе ударили одну щеку, подставь другую щеку. Вот оно что значит. Понимаешь? Щека, он говорит,
о том, что он уважает Ты мусульман. смысл этого слова знаешь, заповеди? Брать в руки оружие. Поэтому, Мустафер, ты здесь, если конкретно за ислам не знаешь, там, за религии, не Вопрос надо тебе вот задам так говорить. один. Можно, да? Задай. Да-да, задай. Вот смотри, вы собрались, скажем, все христиане, да, вот прям правоверные, ортодоксальные, там все. Да нет, я не христианин. Да я не тебе говорю. Ну, И ты говоришь все. как вы организуете свое государство? На каком законе? Но опять же, смотри, здесь происходит монархия, да? Ты будешь наказывать Когда насильника, во главе- вора и когда убийцу. во главе Скажи идет мне об этом. церковь. Когда во главе идет церковь, понимаешь, монархия. Если разглядеть, то есть, которые ученые христианские, да, которые именно вот, они разрабатывают именно вот эти правила для христиан. Ты хочешь это христианство сделать его вместе с шариатом, да? Ты Один маленький вопрос. Что ты сделаешь с насильником? Что делал Иисус? Христианство не рассматривается по отдельности. Сделал Моисей. Иудаизм и христианство вместе. Закон – это иудаизм. У американских шерифов видел знак Давида? Да, видел. Это законник, он исполняет закон. А христианство в церкви сидит святой отец, ты приходишь, там миллиард людей убил ты, он тебе грехи отпускает. А закон уже иудейский, он уже тебя сажает. Они оба вместе действуют. Это иудо-христианская цивилизация. То есть Они насильника по сажают в отдельности. тюрьму, да? Да, есть Библия от Иуды. Иисус политикой не занимается. Богу Богова, кесарю Кесарева. Это чисто духовное учение, а не политика, на там, основе чего будет законы, писаться? насильники и так далее. Он тебе просто указывает внутренний путь, как ты лично должен к Богу прийти, а не там кого наказать, за что наказать и Откуда так ты далее. это взял? Откуда ты это вытащил? Так это реальность, в которой мы живем. Что значит, откуда ты это Иисус взял? сказал, я не пришел закон нарушить, я пришел его исполнить. Или ты забыл? А Мусафир, это насильников кого? 4 суры 24 аята, ты имеешь в виду, как нужно наказывать? да. Их, да? Этих насильников. Ответь, пожалуйста. Их, да? Сподвижников Мухаммада, которые... Ну, для тебя насилуют же это замужних женщин. насильники, как ты будешь наказывать? А? Этих, которые в 24 аяте, да? Имени так. Так им Мухаммад разрешил насиловать замужних женщин. Насиловать. Потому что и вам дозволены замужние женщины, кроме на те, кого упали ваши десницы. Невольниц. Это изнасилование. Это мой товар, мое имущество. Это значит, Мухаммада нужно изнасиловать за то, что он взял и изнасиловал Софию, убить его, или что, изнасиловать так же, или что сделать. Вы только плохое За додумаете. то, что Насилие, сразу насилие. изнасиловал Софию, убив ее мужа и ее... Ты знаешь, что Мухаммад убил мужа? Да, конечно, иначе бы он убил его. В чем проблема? Это война. Как он бы их убил, если они пришли в Хайбар? Появился бы он в Риме, увидели бы, очень быстро, что с ним сделали бы. На кресте повешенном видели бы его. Это все. Как ты относишься к этому аяту, где Аллах говорит, что фараон ставил людей на крест, когда наказание крестом возникло позже на много тысяч лет? В Египте не было такого наказания на кресте. Тебе надо изучать Что, историю. Ты перепутал нашел, Мухаммад? что в Египте тоже распинали. В Египте не было. Не распинали никогда в Египте. У них были другие, более интересные наказания. И римляне взяли оттуда это. И римляне... Где ты это читал? В Египте не было наказания на кресте никогда. Никогда. Они 3000 лет правили фараон, у них не было этого наказания. Опять Аллах не знает, какие наказания были в Египте, да? Ну откуда можно знать, если он доказать, правил? чувак.
почему ты видишь явный, А у меня есть маленький вопрос. Маленький вопрос, пока есть это. Вот он сказал, если я буду балаболить, вот подожди, где он? Мустафа, вот положи вторую ногу себе на сердце, да? Хамдулиля. И спроси, скажи, когда вот сказал этот ваш пророк, он сказал, малохольный, говорит, если я буду балаболить, век волен не видать, у меня лопнет аорта. А сам сдох, потому что у него лопнула аорта. Получается, он балабол, получается, он врал, он, получается, сам свою смерть? А что нет? Он сам свою смерть. Как это нет? Не от того, что у него лопнула аорта. Фантазер. Ну. А говорит чего? Айша, Айша, я чувствую, как у меня лопается аорта. И то мясо, что я съел в Хейбаре, до сих пор у меня. Правильно? Все, вот его. Аллах не наказал. Все. Поставил его в позу. Получается, смотри, получается, интересно. Аллах это выдуманный бог. Такой же, как и Будда, как и это самое. Ведь какие-то у вас претензии странные. Подожди. У меня получается такая целая путаница. Я тебе хочу с просьбой пришел, чтобы ты мне помог разобраться. Он сдох как балабол, не пророк, лжеце-пророк. Сдох твой батя, да? Батя жив твой, вот он сдох. Тихо. Давай, не подгорай. Тихо, свои ослицы будешь говорить. Тихо. Вот, смотри, вы не можете объяснить, кто такой пророк. Ты можешь объяснить, кто такой пророк? Вот ты можешь объяснить? А ну давай. А ну вот моя любимая фраза. Как вы поняли, что он пророк? Давай, мусульмане. Сахих Муслим Бухари и что открывать? Пророк имеет пророчество. Какое пророчество Мухаммада? Одно сбылось. Одно. Он сказал мальчику, когда этот мальчик посидеет, будет конец света. Он уже давно сдох, этот мальчик. Где конец света? Понимаешь, вам написали эту книжку, да? Еще прикололись так. Я не понимаю. Аль-Бухарик это был конкретный такой чувак, он конкретно бухал, видимо. Там все конкретные были чуваки. Там такое написал. Теперь смотри, что написали. Знаешь, чтобы вам этим малохольным, что вас дошло потом в 22 веке, наверное, дойдет. Только до нашей этой мысли. Что если я буду балаболить, там буду врать, буду обманывать, у меня лопнет аорта. У него лопнула аорта. Теперь спрашивают, есть такие, знаешь, признаки, когда пророк, вот ты говоришь, я пророк. А мы тебе говорим, Шлемазл, ты кто? Вот я пророк. А как ты это определил, что ты пророк? Он говорит, никак, вот и все, я пророк. И теперь я спрашиваю вас, да, малохольных, вот как вы поняли, что он пророк тоже? Кто определил, его жена, ее брат, да? Вот объясни мне. Его жена Хадиша пророк, потому что он хотел сброситься со скалы. Знаешь эту историю? Он хотел покончить самоубийством, и она его остановила при его гварахе. Конечно. Реально хотел учиться. Это значит, она пророк. Она знала, что он пророк, а не он. Он как пророк не понял. Скажи мне, вот он пришел, встретил, вот скажи мне тоже, вот он пошел в эту пещеру, там что-то произошло, натянули его. Ну давай, отвечай на первый вопрос, давай. Задал же, тут твой друг перебил тебя, вам же пофигу, перебивает. Как вы определили, что он пророк? Вот вы мусульмане. Назови одно пророчество Мухаммада, одно пророчество. Назови мне одно пророчество. Подожди, не мешай, но это моя... Я скажу, смотри, он сказал, что иудеи черти. Действительно. Вот это так вы определили? Молодцы. Ну, из 1000 пророчеств. Все? Поэтому? Будет везде пиздить. А негры как пиздить. Серьезный аргумент на победу у тебя, вот такой серьезный такой. Ну, это все? То есть придет какой-то чувак, скажет, что вот такая-то нация, они плохие, и все, он стал пророком. Это по вашему понятию. Нет, они, оказывается, неплохие, а тут, оказывается, иудеи черти. А, вот так вы... Подожди, все настолько просто, настолько вы слабоумны, ты говоришь... Мы малохольные. Вот ты говоришь, мы малохольные мусульмане. Нам только стоит сказать, что какой-то народ, они плохие, и мы принимаем его пророком. Вот что сейчас ты говоришь, правильно? Да. А, поэтому у вас логики нету, поэтому логику запретили. Молодец. Теперь скажи мне такую вещь. Вот он пошел в пещеру, сейчас, минуточку. Он пошел в пещеру, его там что-то натянули, что-то произошло.
Он прибежал с дыркой в заднем месте, боялся, залез под шконку, да, боялся выйти оттуда. Потом жена ему дала 2 пощечины, сказала, выйди, будь мужчиной. И говорит, что случилось? Он сказал, блин, там что-то произошло, меня натянули. И она говорит, тебе, наверное, ангел... она позвала своего дядю, там, брата, там, ну, всю семью, там, слушай, у него там, короче, ломки начались, вот там, видимо, он нюхнул что-то, надо что-то делать. Он говорит, это пророк, это пришел к нему ангел Джибраил. Вот теперь вопрос, внимание, вопрос. Как они определили, что пришел ангел Джибраил, если они там не были? Или они там вместе тоже нюхали, курили все вместе, там зацепило всех? Да хотя бы свои писания изучать, чувак. Ты вообще не веришь. Скажу как. Он взял Хадиджу и сказал, чтобы она разделась. Если это ангел, он не придет. Он убежит. А если он не ангел, то он останется, увидит голову. Но если старую женщину раздеть... Опускаться все ниже и ниже. Нет, так Мухаммад раздел Хадиджу. Что-то говорит. Мухаммад раздевал Хадиджу или нет? Чтобы пришел старую женщину раздеть, никто не придет. Конечно, никто не придет, там никто не посмотрит. Верите в это? Сказано, когда он не был уверен, когда ему Хадиджа сказал, что ты пророк, он все равно не был уверен. Да? Ты же ездил куда-то там учиться. Ты веришь в это? Да, реально? Так это хадис. Это из сиры. Это ну из... Что, продолжай верить. Вот. Так ты вот загугли сейчас, посмотри. Мухаммад, как этот самый с Хадиджей, когда ее раздел, чтобы пришел ангел Джибраил удостовериться, это ангел. Давай номер хадиса мне, сахих. Да я не знаю номер хадиса, я не знаю номер, я должен вспомнить все номера решил. А зачем надо было раздевать ее, чтобы пришел ангел? Вот это тоже если это ангел, то он будет стесняться старую бабку и убежит. А если это не ангел, то он останется и будет смотреть на старую бабку. Вот так они решили. Вас только троллить и стебать. Я думаю, никто бы не пришел бы. Я думаю, никто бы не пришел бы, да? Сапожники что посмотреть на старую. Во-первых, ты материшься. Мы здесь культурно разговариваем. Да? Вас-то Бог велел материть. Не, мы здесь, в отличие от тебя, все культурные, цивилизованные люди. Это ты как на 70 лет от рая сейчас сам себя откинул. Да. Вот я тебе вопрос другой. Скажи мне, даже вот бабушку разденешь, нормальный человек, ну никто не придет, посмотрит. А причем есть ангел. Вот эта логика, где вот опять это ваша логика исламская? Куда вы опять пришли? Хадис. Я вот тебя спрашиваю. Даже допустим такое было. Хорошо, определи, скажи мне такую вещь. Они как определили, что ангел Джибраил пришел к нему? Они же там не были. Вот честно, без сарказма. В отличие от тебя, они знают Писание. Какое Писание, если Варава был это самым христианином, который таким вот не совсем христианином? Писание он знал прекрасно. От Аллаха. Ты не знал, да? Подождите. Варака сказал, воистину это был тот же ангел, что приходил к Моисею. А к Моисею ангел не приходил, он напрямую с Богом общался. Это раз. Не всегда. А во-вторых, когда Варака умер, откровения от Аллаха прекратились. Прекратились, бля. Они прекратились. И больше не было. На один ответ мне не дал, вообще не дал. Я тебя спросил, пророк без пророчества. Я тебе сказал, какое пророчество был Мухаммад. Сказал, что евреи такие-то и такие-то. Это что, ответ? А это, слышь, ассаламу алейкум, мусафир. Анатолий, а что значит Гои, Леон? Скажите, переведите нам Гои. Я не знаю, это не евреи. Это народ, это называется народ. Не. Народ. Я тоже Гой. И Гой? Да, это называется народ. Перевод. Ну это черт. Насколько я знаю, все, кроме евреев, Гоями вы называете. То есть недолюдьми, недочеловеками. Нет. Ну, у нас написано... Все кафиры и мушрики, это что, не от евреев вы взяли? Я лично не еврей и не христианин. Подожди, Анатолий, успокойся, выпей валерьянку, я с одним человеком разговариваю. Чего ты базар устраиваешь, бабушка? У нас написано, сделаю из тебя Гой большого народа. Нас, Гой большого народа. Гой, это переводится народ. То, что вы там напридумывали себе, ну, дальше вперед за радину.
Я ничего не напридумал, я у тебя интересуюсь, чтобы от тебя услышать это. Чего мне... Он же говорит, я из вас сделаю большого гоя, большой народ, понимаешь? Я закушаю. Что за вопрос, Слава? Как ты понял, что народ это плохо? Не понял вопроса. Другой вопрос. У меня другой вопрос. Ага, давай. Вот ты же мусульманин, правильно? Да. Хамдулилля. Ну, видишь. Зачем за меня говоришь? Ну, я за тебя, видишь, уже, ну что я человек Писания. Скажи мне такую вещь. Вот. Ты это не Я кушай, вот когда думаю- с ними разговариваешь. Вот я думаю, знаешь что? Суна кушай, подожди, это суна кушай. Ты знаешь, что Мухаммад всегда кушал, когда разговаривал. И это суна шейх всегда делал. Да, да, я Анатолий, садись 5, садись 5. Всё, посмотри. Не, это суна. Посмотри, Это суна. вот я думаю, что, короче, как было на самом деле. Его жена была богатая, и надо было что-то делать, чтобы поднять ему рейтинг. Вот они придумали эту сказку, что он типа пророк. Понимаешь? Потому что надо поднять ей рейтинг, это уважение. Поэтому миллиарды людей поверили в эту сказку, по-твоему? Секунду. Сейчас мы придем к этому. Подожди, давай. А ее двоюродный брат, дядя, тетя, он знал, ну это факт, он знал и христианство, и иудаизм, и умел читать и писать. И вот все это понеслось. Поэтому я спрашиваю... Ты сам веришь в этот бред? Ты хочешь сказать, что Коран выдуман, да, или что? Я тебе сейчас... выдуман для его... Хорошо. Барака выписывал из Евангелия в Коран смотри. то, что было угодно Аллаху. Подожди, это говорит только о вашем скудоумии, понимаешь? Знаешь, что скудоумие? Не-не. Подожди, рот закрой. Закрой свой рот. Если ты скудоумный не был, ты никогда не сказал бы, что Коран выдуман. Понимаешь, ты без... Выдуман. Выдумано твое существование на этой земле. Подожди, давайте без матов, без криков. Я ни разу не заматерился. Анатолий, это недоразумение, понимаешь ты? Подожди, давай нормально поговорим, оставь, не подгорай. Слушай, вот я спрашиваю такую вещь, вот смотри, давай по логике вещей. Он пришел домой, да, вот он пришел домой, чего ты испугался? И вдруг она говорит с ее двоюродным братом, дядей, тетей, слушай, к тебе пришел ангел Джибраил. И вот я сижу, думаю со стороны, говорит, а как подожди, ты не Ливан, понял, что подожди, ангел отвечу Джибраил? внизу, дурачку одному. Как тебя там, Лаку кто-то, Адимин? Не, ну давай, наставь. У вас даже нет мужества свои имена настоящие писать. Что с вами разговаривать? Давай нормально будем оставить. Я не тебе еще говорю, дурачок твой муж, понял ты, которому имя неправильно Да, писать. послушай, не обращай на вот я и ты, давай вот мы с тобой сидим, вот я вот сижу вот напротив тебя, да, мы поставили топоры, пистолеты, автоматы, все, мы спокойно с тобой сидим, разговариваем, да, глаз на глаз. И я тебя спрашиваю, как тебя зовут? Как тебя зовут? Бекхан зовут. Берхан. Вот мне Леон говорит, я спрашиваю, слушай, а как они поняли, что это ангел Джибраил? Вот честно, вот как они поняли, что их там не было? Вот ответь мне, пожалуйста. Ушел, наверное. Все, поломался. Я хотел просто задать вопрос, кто он по национальности, если он из Дагестана, если знает историю с принятием ислама его народа. Потому что очень жесткая эта история, очень жесткая. Мусафир, назови, пожалуйста, пророчество Мухаммада, пророка, какие пророчества было у него. И как ты мне объяснишь хадис, как он сказал про судный день, про мальчика, которые должны были быть седые волосы на голове. И тогда наступит судный день, а почему-то... Приведи хадис. А ты его не знаешь, да? Мне нужно дословно. Хорошо, просто у меня нету сейчас компьютера рядом, я на работе. Это известный хадис. Что самое страшное? Что ты не можешь объяснить элементарные вещи, базу. Понимаешь? Фундамент. А что получается? Что все это придумали, нарисовали. А как поверили? Объясню. Деваться надо было куда-то. Что-то надо было делать. В чем твое мнение? Мне зачем оно нужно? Скажи мне.
Мы говорим с точки зрения... Ты свое, Вы там между собой общайтесь об этом, вы же любите. Ты там, свое не заглазываться. говоришь. Мы спросили, дай мне одно пророчество, одно. Пророк. Подожди, пророчество. а ну-ка расскажи мне историю Мухаммада, вот мое мнение, вот мы сейчас к этому придем. Он же был бандит с большой дороги, набрал себе армию, грабил, убивал. Классный пророк у вас, хамдулилля, молодец, красавчик. Женщин, мужчин, всех убивал. Осуждаем, осуждаем. Валил всех. И то же самое делал. А потом, говорит, пацаны, заставил всех верить в его силой. И все, понеслась. А вы же, смотри, если вы сейчас слабоумные, а в то время я вообще представляю, что там творилось. Вообще логики в этом. Мусафир, Там а вот вообще- битва при Бадре. Почему меня учили всегда, что это великая битва? Я когда был в исламе, великая битва. А потом я узнал из хадисов, из сиры, что это на самом деле не было битва, а было грабеж с убийством. Грабеж с убийством? Да. Потому что Аллах так сказал в Коране. Он сказал, им я дал вам вооруженный отряд и невооруженный. Вы выбрали невооруженный. Они пришли туда и убили людей, практически безоружных. И забрали все имущество. Ограбили, да? Это был гоп-стоп, разбой. Называй как хочешь на сегодняшний лад. На сегодняшний лад это разбой. Это как, допустим, мы сейчас возьмем... Ты вообще какой-то странный. Ты с Почему я головы это странный? берешь? Откуда ты Так это битва взял? при Бадре. В Коране Кто Аллах битва? говорит, и мы дали вам вооруженный отряд и невооруженный. Вы взяли невооруженный. Кто был при битве Бадры? Где там Кого битва убили при там? Бадре? А? Это первая битва, которая была у мусульман, которую И мусульмане про нее постоянно орут. Что это, как это можно назвать битвой, когда люди были не вооружены? Аллах об этом сказал, не Мухаммад, Что он сказал? не Что я, Аллах не ты. сказал? Что мы дали вам вооруженный отряд и невооруженный. Вы выбрали невооруженный. И что дальше? Как и что дальше? Это значит, что они пошли, убили невооруженных людей и ограбили их. Почему это А вы значит? называете это по сегодняшний день и учите нас, и учили меня тому, что это является битвой. Хотя это был грабеж, разбой, убийство, геноцид. Ладно. Смотришь на тему карашитов. А? Карашиты, ты знаешь, кто такие? Кто? Ну, я тебя спрашиваю, кто? Курайшитов? Да, кто они такие? Один из родов арабов. Кто они такие? Арабы. А чем они прославились? Тем, что это был один из уважаемых родов арабов. Из них вышел А почему они считаются элита, самое главное, а все остальные это не так, это так, херня. Почему? Как это? Почему? Ну, потому что. Почему Бенни президент, а не все остальные? То есть ты... Премьер-министр. У тебя логика... Не только из его рода, а в Причем исламе здесь- должны быть Я говорю, что Бенни это род. только из рода Курейш. Быть Я халифами. спрашиваю другой вопрос. То есть тебя устраивает, что это племя Курашитов натянуло всех на глобус, когда вот конкретно вас всех, придумало вам эту сказку и сидит, ржет, да, а вас взяли в плен, твоих предков взяли в плен, когда-то давно, поубивали, и потом сделали из тебя мусульманина. И вот эти курашиты сидят с тебя ржут, а ты сидишь, махаешься, сейчас снимаешь лифчик, и махаешься передо мной, кричишь, что ты истинный мусульманин, который не можешь даже базу мне объяснить вообще. А им это зачем? Кто? Им зачем это? Им? Так они же это придумали, они с вас бабки тащат, блядь, что не понимаешь? Какие бабки? Так, курашиты, я Потому что спрашиваю. у них власть Ты знаешь? над всем исламом. Ты знаешь, что только они истинные? Вот прочитай про карашитов. Только они истинные, а потом идет ступенька там, арабы, эти персы, понеслась вот это. Все остальное это все уже, все. Это никто. То есть они дали еще там кому-то, но ты для них никто. То есть это они придумали всю эту сказку, эту всю Камасутру. И я тебя спрашиваю, тебя это устраивает, что твоих предков по истории, да,
когда-то уже захватили в плен, там, сделали что угодно, ты стал Абдуллашкой, и теперь ты махаешься лифчиком передо мной и кричишь, что ты истинный мусульманин, когда ты не можешь объяснить саму базу. Я тебя спрашиваю элементарные вещи, ты не можешь объяснить. И ты, главное, согласился... Ты сформулируй свой вопрос коротко и ясно. Ты болтаешь по 5 минут о чем? И главное, ты согласился быть рабом. Как это о чем это? Я тебя уже полчаса спрашиваю элементарные вещи, а до тебя не доходит. Понимаешь, ты говоришь, я не знаю, это я не знаю. А что ты тогда знаешь? Кто такие курайшиты? Я тебе ответил. Дальше что ты Давай, какую-то лекцию не читаешь, непонятно. Кто такие курайшиты? Кто? Я же тебе уже сказал же. Что я тебе нового Элита, добавил? правильно? Элита, правильно? Ну, можешь так называть, если тебе хочется. Почему они себя сами называют элитой? Потому что оттуда пророк вышел. А почему они называют себя элитой, а ты никто? Как это ты с ним так живут? Они что же смотрят? Взял, что я никто. Почему Потому что они тебя так считают. Они тебя так считают. Я открыто тебе скажу, да? Я открыто тебе скажу. Я клал болт на Курайшита Абу Джахиля. Кафером стал, все, бля. Все. Да при чем тут Абу Джахиль? Ты можешь класть на Мухаммада. Араб. Высшая элита, как ты говоришь. Ты положил на ислам болт. Ты понимаешь? Ты тупой. Понимаешь? Ты сейчас положил большой... Нет, молодец, я уважуха, красавец. Вышел из ислама, положил молодец. сейчас на саму истину положил болт. Вот сейчас убери ногу с сердца, поставь руку к сердцу, вот руку. Вот молодец. Вот сейчас можно с рукой уже. Только правда. Использовать это как довод. Джахиль. Ты почему на кого ты еще болт положил? Давай, да? К Муаве Абу Суфьяну. Курайшитов, мушриков, которые умерли. Многобожие. Она Абдуллашек тоже? Она Абдуллаш. Ты спросил за Курайшит, я тебе ответил. Какие вопросы? А они же есть Абдуллашки. Подожди, стой. Они же есть Абдуллашки. Я тоже Абдуллашка. В чем проблема? Все, значит, ты и на себя положил. Правильно? Ну, значит, ты в тупике, как обычно. Я в тупике? Я ни в каком не тупике. Ни один вопрос. Ты даже не знаешь сущность Аллаха. Ты не знаешь, если у него душа нету. Ты не знаешь про Мухаммада. Ты не знаешь ничего. Ты сидишь просто какие-то дежурные фразы, просто отталкиваешь от наших слов и говоришь нету, да, но, б, с. Ты на один вопрос не можешь ответить. Иди изучай ислам. Нормальный вопрос. Не по 10 минут, коротко и ясно задай вопрос. Хорошо, я тебе скажу. Я тебе задал про Аллаха, ты мне не ответил. Задал про Мухаммада, не ответил. Какой тебе вопрос, тебе базу даю, которую мы изучали в первый год принятия ислама. Ты даже базу да выйти из скотобазы, где ты там сидишь. Нормальный так вопрос. Ты уже вышел с скотобазы. Ты уже вышел с скотобазы. Все, я тебя поздравляю. Ты положил уже Сиди на... в своей овощной базе. Вот смотри, сейчас что делаем сейчас? Берем стаканчик пива или вина. Хамдуля, выпиваем, делаем лыхаем. Мазальтов. Мазантов. Вот смотри, вот шахада, да, вот Аллах. Что значит слово Аллах? Вот базу я тебе спрашиваю, что значит слово Аллах? Имя. Его зовут Аллах, да? Аллах значит единый Бог, который достоин поклонения. О, привет. Единый Бог, да? Значит. Вот Мусафир сказал ты с какой целью спрашиваешь? С какой целью ты спрашиваешь? Я просто думаю, может мне вернуться в ислам. Я, может быть, ошибся, что вышел из него. Ты верну его? Муртад. Хочешь, я тебя верну сейчас? Я горжусь быть муртадом. Здесь. Да. И тоже муртад. Подожди, Муслим, ты тоже муртад. Ты еще Яхуда спрашивал, кто я. Положил 5 минут назад болт. Яхуда я не спрашиваю, кто я. Я тебе язык под не моими тяну. ногами. Не, подожди, я тебе за язык не тяну. Иди помой, бля, потому что вам пророк заставлял своих сподвижников мыться в колодце, где вы выкидывали менструацию. Да, ноги помою, рот помою, попу помою. Грязные тряпки. Он сказал, что это халяль. Это нормально здесь мыться.
умываться водой просто. Вот, а скажи мне вот такую интересную вещь. Вот когда вы молитесь, да, вот это если только это, когда вы молитесь, как это должно быть? Что это должно забыть? Дупло, чтобы муха залетела туда. Водой, где вот объясни мне. И что, вы молитесь голый, что ли? Я не понял, что она через штаны пролетает. Это муха залетела туда. Это что за муха? Это что за муха такая? И что за дырка такая должна быть? Я не знаю. А? Не знаешь о чем? Тебе включить мою эту. Она тебя прочитает сейчас все. Сейчас побелеешь точно. Может, ты будешь этим мальчиком маленьким, который посидел. Может, это про тебя говорится. Интересно, в Библии написано другое имя у Бога, Ялохим, да, Ялохим или Ягова, как сейчас переводят. Но почему-то мусульмане говорят, что Аллах это тот Ягова и тот же Ялохим, хотя не имеет ничего общего с этим. Подожди, у них же написано, когда они там раком стоят, молятся, да, если муха залетела в очко, да, то так это все там справа. Вот я спрашиваю, два вопроса опять по логике вещей. Вы что, там голые молитесь? Это раз? Оба ты приведешь то, что ты говоришь? Или ты... Не, откуда я знаю? это знаешь, Твоя жена подожди, придумала, Леон, может, это отцу знаешь, твоему откуда? залетело. Не, подожди, Мусафир, не надо кипишевать. Это было до ислама, по джихилии, когда они делали голый таваф. Приведи, говорю. Когда они делали голый таваф, потому что они раньше, до ислама, голые, вокруг Кабы крутились. Женщины, мужчины, все вместе, но были голые. Все смешалось, и кони, и люди, да? Да, все мешалось, да, потому что тогда сам Мухаммад, говорят, что его отец был Абдуллах, да, раб Аллаха, но в то время... Я сейчас зову Аишу. Зови ее, зови. Сейчас она такие вещи тебе расскажет. Аиша, да, Аиша должна рассказать, потому что бедная девочка в 9 лет была изнасилована. Она расскажет, конечно. И она сама старалась так сделать, чтобы быстрее умер Мухаммад. Дыши, у тебя одышка, чувак, иногда паузу делай. Чтобы быстро умер Мухаммад. Потому что в хадисе же сказано, что он в конце не хотел у нее пить. Потому что я не могу понять, как мусульмане могут верить в то, что пару лет назад Мухаммад съел отравленное мясо, и он через пару лет умер. Что это за отравленное мясо? И не принимают эти хадисы во внимание, когда он говорит, я не буду пить от тебя, у Аиши. Потому что она потихоньку уничтожала, что ее отец пришел к власти. И Хавса там участвовал, потому что должны были взять власть. Давай послушаем Аишу, давайте послушаем. Давайте, Аишу. Обязательно, давай. Аиша пришла, давайте. Аиша. 6 лет он сделал никях, а возлег с нею в 9. Вот точный хадис, который ты имеешь в виду. Хадис про Хишама ибн Хакима, Сахих Аль-Бухари и Муслим. Однажды во время молитвы Умар ибн Аль-Хаттаб услышал, как Хишам ибн Хаким, сподвижник, читает суру Аль-Фуркан 25, по-другому, не так, как читал сам Умар. Умар схватил его после молитвы и повел к Мухаммеду. Он сказал: «О посланник Аллаха, я услышал, как этот человек читает суру Аль-Фуркан, не так, как ты нас учил». Мухаммед спросил Хишама: «Прочитай». Хишам прочитал свою версию. Мухаммед сказал: «Так было ниспослано». Потом он попросил Умара прочитать свою версию. Умар прочитал. Мухаммед снова сказал: «Так было ниспослано», и добавил важные слова. Этот Коран был ниспослан 7 ахруфами, 7 способами чтения. Читайте его так, как вам легче. Разбор и критика. Что произошло? Два уважаемых сподвижника читали один и тот же аят по-разному, и Мухаммед сказал, что оба варианта правильные. Это один из главных хадисов, на котором основана идея 7 ахруф. Критическая оценка. Если Коран – точное, дословное слово Аллаха, почему он не спослан в нескольких вариантах? Почему не один четкий текст? Это создавало путаницу уже при жизни Мухаммеда. Умар был в ярости. Позже Усману пришлось уничтожать другие версии, потому что люди спорили и читали по-разному. Что Мухаммед сделал? Ничего наказательного. Наоборот, разрешил разные чтения, сказав: «Читайте, как вам легче». То есть он сам признал наличие вариантов и не стал требовать единого стандарта. Вывод. Этот хадис, вместо того, чтобы доказывать совершенство Корана, наоборот показывает человеческий характер текста. Разные люди запоминали и понимали его по-разному. Сам Мухаммед это допускал. Позже понадобилось силовое вмешательство Усман, чтобы привести все к одному варианту.
Если бы это было прямое слово Бога, не было бы нужды в 7 ахруфах и последующем сожжении копий. Хочешь еще один похожий хадис? Внимание, вопрос. Внимание, вопрос к студию. А как это так, что получается, что Мухаммад говорит, ты делаешь, как ты хочешь, а ты делай, как ты хочешь, ты читаешь, что ты хочешь, а ты думаешь, как ты хочешь. Мне насрать, блин, просто, мне пофиг, блин, все равно это все говно. И ты даже сам слышал все, да? Они еще и сожгли это все. Послушай, ты черт, последний, ты не оскорбляй пророка. Ты пророка не оскорбляй. Тихо. Я ж тобой уважение, без мата. Я тебя, тебе же хадис сейчас прочитали. И смотри, что он говорит. Мне наплевать, что ты думаешь, как про тебя, что ты читаешь. Главное, читай вот это, что я тебе сейчас впарил. Зачем мне твой комментарий? Чувак, остановись. Я спрашиваю, почему они сожгли все, теперь, да, внимание, вопрос. Они сожгли все и порешили вот что-то где-то, вот это уже истина, а не пророк, а они. То есть они сожгли, да, кто-то за пророка твоего, который ты не можешь объяснить, что он пророк, решил, что это истина. Вот сколько это, ты будешь вот говорить? 10 минут, 20? Вот, подожди, вот сейчас ты возьми в рот воздуха, да, а вот там, кто выступал, вот давай вот этот, Чианун, давай, вперед за родину, давай. Расскажи мне. Обратите внимание, что даже после того, как Мухаммад... Сейчас, Антон, давай не побегу. Не могут остановиться. Был в ярости. Больные люди. Антон, Умар постоянно был против Мухаммада. Когда он сказал, давайте напишем завещание, да, Умар сказал, оставьте его, он бредит. Твоя очередь, говори. Подожди. Давай твой друг, вот этот. Давай вперед. Ты там кричал про пророк, крутой, там, махался лифчиком 10 подпрыгнул трусами. Чайну, давай вперед. Объясни мне вот эту ситуацию. Почему они сожгли Коран, ваше Писание, со всеми все, что есть, и кто-то, не ваш пророк, а кто-то вообще, левый пацан, определил, что вот это истина. Вот как это он понял? Он тоже пророк получается, или что это? Или к нему ангел Джибраил пришел? К Усману. А Абдулла ибн Умар говорил, не говорите, что вы собрали весь Коран, а говорите, что собрали то, что есть. Братан, дай им сказать, мы за них говорим, дай им, вот пусть с мыслями соберутся. Давай, Чанун, включи кукурузку вот эту у тебя, вот, и давай, вперед. Ты же кричал, что пророк это пророк. Прикинь, вот чтобы вы поняли такой момент. Они сожгли все, что есть. И кто-то левый какой-то, вообще фраер какой-то пришел, говорит, ребята, вот это истина, вот так это и будет здесь делать, потому что я так хочу, все. А почему? Потому что пророк сказал, делать, что хотите, все, мне насрать, как это. Главное, читайте эту Камасутру, думайте, что хотите. Я ее не придумал. Главное, что даже этого Корана, который собрали после этого, Муснат Усмана называется, его нету до сегодняшнего дня. Мусульмане гордятся тем, что Коран не изменен. Но нету ни одного Корана со времен сподвижников. Самый старый Коран, который в Нью-Йоркском музее есть, он с времен аббасидов. Книги. Так вам не нужны книги, да? Вам что нужно? Вам нужны, вы же без них умрете. Вы ничего не знаете. Нет, а вам нужно, потому что у вас Коран, который вы говорите, зачем они? Не изменен вплоть до судного дня. Не изменен, потому что мы наизусть его. Вот ты мне можешь ответить на этот вопрос? Вот этот вопрос. Как это получилось? Который 10 минут опять будешь повторять мне? Не, вот ответь мне вопрос. Как это получилось? Первый свой вопрос тупой. Тебе же... еще опять не знаю. Хорошо. Как получилось так, что пришел левый человек, сожег Коран, ты это слышал, это у вас написано, и определил, что это истина. И он никто, он не пророк, он... Хадис же не об этом был, ты о чем? Ты вообще с головой дружишь? Давай заново послушай хадис. Слушай, давай слушай, для слабоумных. Включай обратно, слушай внимательно только, внимательно. Не подгорай. Вот точный хадис, который ты имеешь в виду. Хадис про Хишама ибн Хакима, Сахих Аль-Бухари и Муслим. Однажды во время молитвы Умар ибн Аль-Хаттаб услышал, как Хишам ибн Хаким, сподвижник, читает суру Аль-Фуркан 25, по-другому, не так, как читал сам Умар. Умар схватил его после молитвы и повел к Мухаммеду. Он сказал: «О посланник Аллаха, я услышал, как этот человек читает суру Аль-Фуркан, не так, как ты нас учил».
Мухаммед спросил Хишама: «Прочитай». Хишам прочитал свою версию. Мухаммед сказал: «Так было ниспослано». Потом он попросил Умара прочитать свою версию. Умар прочитал. Мухаммед снова сказал: «Так было ниспослано», и добавил важные слова. Этот Коран был ниспослан 7 ахруфами, 7 способами чтения. Читайте его так, как вам легче. Разбор и критика. Что произошло? Два уважаемых сподвижника Зачем мне ее читали мнение? один и тот же Ложил на аят нее два по-разному. болта. И Мухаммед Что она там сказал, говорит что оба дальше? варианта Меня хадис правильные. интересует. Это один из главных хадисов, на котором основана идея 7 ахруф. Критическая оценка. Если Коран Тоже не хадис, сводит на чувак. дословное слово Аллаха, почему он не спослан в нескольких Хадис был до вариантах? этого, сейчас Почему не один? объясняет. Что Мне наплевать на ее мнение, как и на твое. Давай я ее спрошу, давай я про тебя спрошу ее, давай. Почему он сожег Коран, давай. Скажи мне, Аиша, а почему он сожег Коран, хотя он, видите, он же не пророк, почему он сожег? Она сейчас почитает, она вот почитает этот хадис. Ты спрашивай у нее про хадисы. Она сейчас всех хадис почитает. Сейчас она тебя вот считает конкретно. Ты не очень умный. Сейчас будет удар. Это хадис, достоверный хадис. Аль-Бухари, красавчик, написал, все, молодец. Бухари в 9 лет 100 тысяч хадисов знал. Вы забыли. Вот что говорит хадис про Усмана и сожжение копий Корана. Хадис Сахих Аль-Бухари, хадис номер 4987 и похожие 4986. Когда при Усмане начались разногласия между мусульманами из-за разных чтений Корана, он собрал совет и сказал: «Вы расходитесь в чтении Корана, и каждый считает свою версию правильной. Я боюсь, что это приведет к большим разногласиям в умме, как было у предыдущих народов». Затем Усман приказал собрать все существующие записи Корана, создать одну официальную копию, мусхаф, на основе того, что записывали при Абу Бакре и проверяли Хафса, дочь Умара, сжечь или уничтожить все остальные копии, личные записи сподвижников. Он разослал официальные копии в разные города и велел уничтожить все остальное. Почему Усман это сделал, хотя он не пророк? Официальная причина из хадисов и тафсиров. Чтобы предотвратить раскол в умме, люди начинали спорить: «Мой Коран правильный, твой нет». Усман решил: пусть будет один стандарт. Критический разбор. Усман был не пророком, а просто халифом, политическим правителем. Он взял на себя право решить, какой именно вариант Корана будет считаться правильным, и физически уничтожил все остальные. Если Коран действительно охраняется Аллахом и ниспослан в 7 ахруфах, как разрешил Мухаммед, то зачем было сжигать другие версии? Почему не оставить все 7? Это выглядит как политическое решение для сохранения единства государства, а не как божественное повеление. Вывод: Усман сжег другие копии именно потому, что были реальные различия между записями сподвижников. Если бы все версии были одинаковыми, не было бы нужды в сожжении. Это еще одно доказательство, что Коран в то время не был единым и неизменным. Люди, Усман и комиссия сами решили, каким он должен быть, и устранили конкурентов. Хочешь полный текст хадиса или другой? Давайте удар в пах сейчас будет с разбега, смотри. А какое имел он право сжечь Коран? Где? Вот, переписать? Она тебе читала хадис. Какое он имел право сжечь Коран и переписать? Он же не знал, где истина, правильно? Как он определил, что это истина? Получается, это не истина. Это раз. И два. В Коране написано, что Аллах охраняет Коран. Вот как это все произошло? Можно я отвечу на место мусульман, как я тебе я читал ответил, хадис. Какой-нибудь вопрос, пусть он общается с GPT. Это тебе хадис задал читает. вопрос, ты мне ни один вопрос не ответил. Как бы ответил я? Мы тебе показываем. Мы тебе показываем. Анатолий, давай, этот скучный чувак. Хадисы не приводит, какой-то Аиша там что-то базарит, не понимаю. Хорошо, давай объясни мне сейчас такую вещь. Вопрос. Внимание, вопрос в студию. Какое он имел право сжечь Коран? Окей? И он же не пророк. И как он определил, где истина? Вот это, и почему столько много книг появилось? Как это так все произошло? Ну-ка, давай. Он не сжег Коран, он сжег записи. Как можно Коран сжечь? Ты что, не знаешь, что Коран сжигают? Подожди, ну, Антон, подожди, дай. Дальше, давай. Ну, я слушаю. Определил, что где истина. Да не все истины.
А как они определились, если они все истины, если у них был спор между ними? Был спор. Ты хадис не привел. Слышал? Ты же слышал, как это что, прикалываешься? Я слышал пиздеж какой-то машины. Узубиля на пророка. Так этот хадис есть, ты не знаешь о нем, что ли? Угораешь, что ли? Что не знаешь? Этот хадис есть, ты его не знаешь, что Ну ли? давай зачитай его. Но ты его не знаешь, что ли? Не знаю, зачитай, просвети меня. Охренеть просто, ну что ж за люди. А еще зачитай ему. Свою религию. Зачитай ему хадис, когда сожгли Коран. Это же, блядь, на 2 раза. Не сожгли. Вот, не сожгли. Сахих аль-Бухари 4992 прочитайте. Слушай, я тебе постараюсь ответить, если вы немножко... Умар ибн аль-Хаттаб говорил, я слышал, подожди, как Хишам ибн Хаким ибн Хизам читал суру Аль-Фуркан при жизни посланника Аллаха. Я прислушался к его чтению, и оказалось, что он читает ее на другом варианте, которым посланник Аллаха меня не обучал. Я чуть было не набросился на него во время молитвы, но сдержался еле-еле, пока он не завершил молитву. Затем я схватил его за плащ и сказал: «Кто научил тебя читать эту суру так, как я слышал?» Он ответил: «Меня научил ее посланник Аллаха». Я сказал: «Ты лжешь, ведь посланник Аллаха научил меня читать ее иначе, чем ты». Я повел его к посланнику Аллаха и сказал: «Я слышал, как этот человек читает суру Аль-Фуркан на вариантах, которым ты меня не обучал». Посланник Аллаха сказал: «Отпусти его, читай, о Хишам». Он прочитал его же чтение, которое я слышал, то же чтение. Тогда посланник Аллаха сказал: «Так она и была ниспослана». Затем он сказал: «Читай, о Умар, ты». Я прочитал то чтение, которому он меня обучил. И посланник Аллаха сказал: «Так она и была ниспослана». Поистине этот Коран был ниспослан на 7 вариантах. Так читайте то, что вам доступно из него. Что удобно, короче. Сжег Коран, там что-то Усман там собрал. Не, подожди. Я что-то не понял. Вот хадис я знаю. Подожди, я тоже читал, насколько я сейчас точно дословесно не приведу. Во-первых, первая причина, почему Усман счел необходимым запись Корана, вот именно Коран в один мусхаф, в такой вид книги привести, потому что перед Усманом... Запись вот, не Усман делал. Саллаллаху алейхи вассалям, после его гибели, правителем стал Умар, правителем стал Абу Бакр, потом Умар. После того, как это уже прошло 23... Им это не интересно, зачем ты им объясняешь? 23 года. Все асхабы, вот эти, которые... Ты слышишь, автоответчик гребаный? Они начали умирать, понимаешь? Это поколение, которое... Дебилоид, ты вообще слышишь? Выключи автоответчик. Ты что, проповедь читаешь, что ли? Конечно, вам дебилам проповедуют. Усман не решил собрать Коран в единый мусхаф. Это решил Умар и пришел к Абу Бакру. Абу Бакру он сказал собрать мусхаф. И Абу Бакр говорит: Аллах повернул мое сердце так, как повернул сердце Умара, и мы пригласили Зайда ибн Сабита. И сказали ему: ты должен собрать Коран. Он сказал: вы что, меня просите сделать то, чего не делал посланник Аллаха? И они, Абу Бакр, Умар, говорят ему: воистину это благое дело, собери Коран. И он говорит: для меня там перевести гору было бы легче, чем собрать Коран. Я начал собирать Коран, записанный на камнях, на пальмовых ветвях и в сердцах людей. И воистину один аят из суры, последний какой-то аят из суры какой-то, я нашел только у Абу Хузаймы. Вот хадис есть по этому поводу. Не Осман. Осману просто все остальные сжег и оставил один. Никто не спорит с этим. Нет, даже Нет, если... он рассказывает, что с чего Осман решил собрать мусхаф. Даже если бы так,
Даже если бы так. И даже если бы это так и есть. Почему, кто он такой? А вы вообще с какой целью? Вот я вижу, вы знаете больше, чем я. Вы хадисы здесь читаете, с искусственным интеллектом общаетесь. А с какой целью вы это делаете? Вы кто вообще? Ваша цель? Разъяснить, распространить слово Аллаха на этой грешной земле, чтобы ислам в каждый дом вошел. Именно таким способом, очерняя его. В смысле очерняя? Меня сейчас Мы не очерняем его. кто-то сидит в сторону ислама камни кидает. Почему? Если читает твой хадис, твою вот эту все это, и ты говоришь очерняем, я с тобой согласен, молодец, давай, да, еще один. Один сказал, что мусульмане это говно, я на них болт положил, и вообще там всех на пророков. Ты пришел Леон, нам рассказывать. кто такой? Леон, Я а ты тебя кто спрашиваю, такой? ты кто такой? Я тебе читаю твои хадисы, а ты говоришь, ты почему меня оскорбляешь? Я с тобой согласен. Молодец, да. У тебя на аватарке ты сам звезда себя, вот эта, ты сам, шестигранник. послушай, ты сам У себя тебя на отвлекаешь. аватарке звезда шестигранник. Это ты? Это твоя сущность? Подожди, стой. Ты тему не меняй. Ты сам отвлекаешь то, что тебе я должен показывают. знать, с кем я разговариваю. Ты разговариваешь с избранным. С каким избранным? Для чего? Вот с каким? Не знаю, просто я Кто тебя решил, что избрал? я избранный. Кто тебя кто избрал избрал? Мухаммада? Чего? А Мухаммада кто избрал? Кто Мухаммада избрал? Нет, ты стрелки не переключай. Не. Я должен знать оппонента. Я должен знать оппонента. Вот ты кто Мухаммада избрал? Ты говорил избранный. Кто тебя избрал? Для чего? Вот как Мухаммада избрали, так же меня избрали. Вот я все. Вот тебе я сказал. Как тебе такой ответ? Я бы... Ты даже боишься назвать себя. Смотри. Я Леон, я еврей, даже кто даже, Вот что так ты и измени скажи, дальше? вот так и скажи, что ты еврей. Вот так и скажи. Здесь нет ничего плохого в том, что ты иудей там или христианин. Ничего такого. что, Просто скажи нужно мне, знать человека, с кем А разговаривать. где ты слышал, скажи мне, где ты слышал, чтобы мы оскорбляли? Мы пока показываем факты, доводы. Хочешь, я тебе покажу еще один? Вот я тебя спрашиваю, Послушай, по-разному, человек, послушай, вот да? ислам был ниспослан, ему уже почти 1500 лет. И 1500 лет люди со всего мира, люди кем он и был джинны, испослан? как Кем? говорится в Коране, люди и джинны объединенно стараются в исламе недостаток найти. Секунду, подожди, а кем он был испослан? Подожди, давай, пора, давай это. А вот кем он был и послан, ты мне можешь объяснить? Да. Аллахом. Каким Аллахом? А как это Аллахом? Если если Мухаммад не был с Аллахом, там как это Аллахом? Могу понять, мы читаем вам ваши хадисы. Не, вот ты говоришь, вот мы понимаешь, читаем вам вот ваши я- хадисы, которые вы должны за ними следовать, потому что в Коране Аллах говорит, мы дали Коран и что-то еще, то есть послание Аллаха, то есть Суну. Мы читаем Суну. По Суне, когда читаются хадисы, мусульманин должен молчать и слушать эти хадисы и учиться. Мы читаем из ваших книг, не из наших, не из каких-то... Стоп. Анатолий, да, тут написано. Чем мы оскорбляем Анатолий, вас? А ты кто? Анатолий, а ты кто? Я атеист, я не верю в никого. Хорошо, скажи мне такую вещь, вот ты мусульманин, да? Вот давай. Анатолий и Леон, послушайте одну вещь. В вере никогда не учится у неверного. Правде никогда не учится у Секунду, лжеца. стой. Я тебя что, учу, что ли? Я не понял. Мы не учим, Ты мы что, просто учу, что ли? цитируем ваши книги, ваше писание. Я тебя спрашиваю, вот сейчас смотри, вот мы читали, что Усман сжег книгу, да? Потому что один читал так, один читал так, один читал так. Хотя должна была быть одна истина. А я тебе потом к этому придем. Почему так было? И он говорит, знаете, пацаны, давайте соберем все книжки, вот просто соберем, сожгем это, и я напишу новое. Я решу, что где истина. Дайте Я мне спрашиваю сказать, тебя. как бы я сказал, как Сейчас, я Антон, сказал подожди, тебе. секунду. Я спрашиваю тебя, мусульманина, истинного мусульманина, который ты говоришь, это вот ты, блядь, все, блядь, Абдуллашка, мусульманин, короче. Я Как еще он раз- решил, как Усман решил, что это истина? Он не был пророком. Кто он вообще? Какое он имел такое право делать? Ты читал это все до конца? Как он решил, какое Я вот писание сейчас оставить? почитаю.
Хочешь какое тебе сейчас питание еще ставить, а опять? какое нет. Не, ты знаешь, какая комиссия была рядом с Усманом? Что он там не сидел один? А Какие хоть люди 10 там рядом с комиссий, ним подожди, сидели? стой. Давай я сейчас сделаю сегодня комиссию. Я сейчас беру и собираю опять весь Коран. Я сегодня собираю весь Коран, сжигаю. Я собираю комиссию, там, Пармата, Прометея, Ибраима, Локи, Вендетту, всех собираю. Комиссия. Короче, там всех. И мы делаем, блин, новый вам Коран. Как бы это нормально будет со стороны? А еще я такой напишу. О, блин, держите меня. А я Ну, сейчас там правильно. такой напишу. Бред сивой А я еще кобылы. там такое добавлю, что Аль-Бухари вообще просто отдыхает, он будет рядом не стоять. Правильно, и все Понимаешь? будут читать, смеяться. Ну вот, а сейчас что происходит? Вы не смеетесь, что солнце садится... Подожди, не точно. секундочку, подожди, Антон. А сейчас что происходит? Ты видишь, что вот сейчас что происходит? То же самое. Где? Я бы сказал бы просто. Если бы я был мусульманин, знаешь, как бы я ответил, когда я... Хорошо, был ислам? давай просто, вот ты нормальный человек, я вижу, без всего сарказма. Вот скажи мне, как может быть Усман взять и сожечь книгу и решить, что он где истина? Вот как это? Вот давай подумаем вместе. Как он имел право? Хоть 10 там с комиссией. А какую книгу? Я знаю ответ, а вот они два... Антон, мусульманина да, он же мусульман. Пусть он ответит, пожалуйста. Да, пожалуйста. Давай вот. Какую книгу? Я выключаю вот просто включаю вот это микрофончик и даю тебе слово. Какую книгу, блядь? Ты что, прикалываешься, что ли? Угораешь, что ли? Я с полчаса с тобой про Коран рассказываю, блядь. У меня спрашивают, какую книгу. Вы что, блядь? Я говорю, у вас мусульман, вы что, с головой что-то не правы? Когда рождали, головой об стенку били, я не понимаю, что у вас, блядь, что у вас происходит? У вас что, нету, блядь, не знаю, блядь, я с вами... А что я с тобой полчаса разговаривал? Подожди, а что я с тобой полчаса разговаривал? И не дай бог, чтобы ты нас понял. Не дай бог. Да, вот даже если я бы захотел, я не пойму. Вот ты мне объясни такую вещь. Усман, давай четко, Усман, какое имел право сжечь Коран и определить, где истина? Вот так четко давай. А ты уверен, что он сжег Коран? Или он сжег отдельные записи, которые не соответствовали? Вот именно, вот сейчас вопрос. Откуда он знал, где истина, где соответствие? Где? А у него была комиссия. Ты знаешь, что такое иджма асхабов? Вот эти комиссии. Кто был в комиссии? Секундочку, мы подошли, молодец. Вот это, что я хотел слышать. То есть пришли люди и сказали, вот это истина, а вот это не истина. А тогда зачем вам нужен был пророк? Он же решает, что истина, что не истина. И к тому, смотри, первый хадис говорит о том, что... Что ли, брат, дай ему сказать. Ну, ему тяжело, и так тяжело, дай ему. Серьезно. Давай спокойно, мы разговариваем без этого. Никогда не будет тяжело защищать ислам. Но это неправильная стойка. Вот то, Мы что... с тобой не защищаем ислам. Мы с тобой просто сидим. Брат, ты никогда не сможешь защитить ислам, потому что ислам это ложь. Потому что ислам не нуждается в моей защите. В смысле, он вообще, ислам является ложью. Его защитить невозможно. Да, поэтому он уже 1500 лет, он распространяется по всей земле. И Аллах ему дает О, чувак, буддизму знаешь сколько лет? Где он распространяется? Где он В Европе, в Америке. Где? Ты мне Очень покажи. много людей принимают в России, очень много людей становятся буддистами. Ты статистику читаешь? Конечно. Конечно, В Англии- мусульманство распространяется, В потому... Англии 4-й год подряд имя Мухаммад занимает первое место. Да, потому что в Англию последние 2 года миллионы пакистанцев переселили. Ежу понятно, они своих детей называют магами. Поэтому хорошо. мага имя сейчас популярно там. Это же не миллионы буддистов, это миллионы мусульман. Слава Аллаху. Ты вообще что городишь, сам понимаешь?
Мусульмане, они количеством не прибавились из-за того, что их из Пакистана взяли и переселили в Англию. И вообще мусульмане количественно так... А количество новорожденных, которое увеличилось, это ни о чем не говорит? Так я не знаю, как с тобой разговаривать без оскорблений. Они в Пакистане остались бы, точно так же размножались бы. Фактами разговариваю. Ты дебилоид или что? Это ж не англичане рожают этих детей и называют, блядь. И это пакистанцы, просто взятые в Пакистане и переселенные в Англию. Что за человек, Господи Боже мой? Мусульманин, слава Аллаху. Да. И слава Богу, что вы меня не понимаете. И слава Богу, что я вас не пойму никогда. Потому что у нас другой взгляд на жизнь и другой взгляд на свои деяния в этой жизни. Какой у тебя взгляд на жизнь? А ну-ка давай, расскажи мне. Жить по закону Аллаха. Эта жизнь создана Аллахом, как испытание для людей. И будет судный день, когда Аллах спросит с каждого человека за его деяния. Закон Аллаха, а ну-ка расскажи мне, что там еще за законы, давай. Тебе это не надо. Ты интересуешься с одной целью, не для того, чтобы научиться, а для того, чтобы зацепиться. Вот я знаю 6 сура, 65, да, там можно чпокнуть ребенка. Вот этот закон тебя устраивает? Ты много чего знаешь, ты много чего знаешь, я вижу. Согласен, как мусульманин. Понимаешь ее и воплощаешь жизнь, то, что сказал Всевышний Аллах. Что можно ребенка чпокнуть с этим законом твоего Аллаха, а? Там написано так, кстати, это не я не вру, я тебе могу дать включить, послушать. Ответь, пожалуйста. Тебе включить, чтобы ты посидел? Может, ты будешь ребенком, который посидеет? Я же, может, доведу какого-то мусульмана, чтобы он посидел, и начнется у нас Третья мировая война. Наконец-то. А убивать детей, это как вы, по-вашему? Ты с меня хочешь ответ спросить, а я с тебя спрошу. В Газе убивать детей, это как, по-вашему? Знаешь, что-то очень... Да притом. Ну-ка, теперь вы себя оправдаете. Подожди, кто напал на праздники, когда там, если мы возьмем этот вопрос, там... Алло, 29-й. А быть пидорасом, по-вашему, как? Быть пидорасом и проводить ЛГБТ парады в своей столице, это как? Алло, аккуратнее, не бзди. Какие-то вот эти устрашающие вещи не говори. Мат не приветствуется. Вот эти всякие устрашающие, угрожающие вещи тоже не говори, а то блокнут сейчас. Я никого не матерю и не угрожаю. Я спрашиваю, быть гомосексуалистом, это по-вашему как? Проводить парады? Да при чем тут это? Так Мухаммад это приветствовал. Нет, Подожди. Алло. Мухаммад приветствовал. Мухаммад приветствовал. Слушай, я включаю видео, слушаем. Все молчат и слушают. Прошу всех помолчать и послушать. Так, сейчас буквально 1 минутку только. Одну минуточку. Сейчас. Куда спряталось видео? Еще найти надо. Момент. Так, слушаем шейха Усаймина. Шейх Ибн Усаймин, да помилует его Аллах. Если правитель мусульман, грешник, пьет спиртное, совершает прелюбодеяние, гомосексуализм, поступает несправедливо, делает все порицаемые поступки, кроме
неверие, куфр, то нельзя выходить против него. Напротив, необходимо делать ему наставление, делать за него дуа Аллаху. Слышно было? Алло, меня слышно? Да, 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 да. Видео, этот ролик слышен был? Да, Усимин, ученый из Саудовской Аравии. Все, Там еще народ из Усамин Суда пробежал рядом. объясняет. Кстати, здесь кто-то говорил, что если человек голубистян, то он, короче, выходит из ислама. Шейх Усаймин Нет, так не это- говорит. Да. Шейх Усаймин сказал сейчас, что если человек совершает все, короче, тяжкие прелюбодеяния, гомосексуализм, извиняюсь, и т.д., короче, нельзя выходить против него, пока он не совершит явный куфр. То есть то, что он перечислил, это не входит в куфр. Я выйду, подниму человека. Хочет подняться. Кто неактивный, может выйти за другого поднять. Почему вот все начинают сразу про вот это нетрадиционализм топить здесь? Сразу на это ссылаться. Они как не вам знают хадис это? про Мухаммада, про негров и про то, как... Аккуратно, стоп, аккуратно. Про племя Азут. Да. Не знают этот хадис. И не знают про то, что как там хадис про совокупление с мужчиной живым или мертвым, животным. Свобода, бзди, аккуратно. Xaneen Wistful shusta sabadela. Xaneen soo wistqil waalan washa. حالتها ميكروفون اسينز بلا اسينز Алло. دقدر يدون على يحكي بلا Алло, بيسا пошел нахрен отсюда. Пошел нахрен. Так, кто там еще подняться у нас хочет? Сейчас. Так, принимаем. Вот мусульмане, вот Чайон, он знает про то, что, как говорится, совокупление с мертвым мужчиной либо женщиной, про животное. Знает этот хадис? Эх, мусульман, Он сейчас начал я эту тему. поднял, уступил тебе, ты помог своим бабуинам, а ты, блин, взял все, испортил, блин. Следующий. Такое тоже бывает. Это случайно. Не, ну смотрите, если бы вот я бы сейчас был бы в исламе, вы бы задали мне... Доброго времени суток. Добрый. Добро. А вообще в исламе или в Коране говорится о динозаврах, о первобытных людях? Такой вопрос. Нет, есть только Интересно просто. один хадис, я встречал один И хадис. еще хочу дополнить. Про лед что-нибудь сказано? Про снег, про лед. Сказано про лед, про снег, сказано, что ад в аду будет не только жара, но будет и холод. Про это сказано. Не про холод я. То есть про динозавров, про динозавров ничего не говорится, да, в исламе, в Коране, в общем. Про инопланетян есть такой хадис, я встречал. Короче, один из сахабов читал Коран. И пришел, Чем тебе про динозавров? И пришел это самое к Мухаммаду и сказал: о, Мухаммад, надо мной спустилась круглый объект с многими этими самыми, типа, с большим светом. И он говорит: о, воистину это были ангелы. То есть мы когда это читали, там описывается как бы как летающая тарелка. И вот мы когда это изучали, нам говорили, да, похоже типа на инопланетян, поэтому если сейчас вот говорят про инопланетян, может быть, это они видят ангелов. Вот нам так объясняли. Этот хадис, я помню, он в Тирмизе, если я не ошибаюсь. Понятно, а про первобытных людей или сразу появилась Адам и Ева? Нету, ничего такого нету. Нету. Спасибо.
То есть ты изучал ислам, а где ты его изучал? Я был мусульманином, я принял ислам, изучал его у шейха Турки, изучал его здесь, у их, кого посылали шейхи из Саудовской Аравии, своих учеников, которые нам здесь сделали уроки. И поехал его изучать в Йемен, но началась революция, я уехал. Я так и не обучился именно арабскому и дальше. Я больше 10 лет был в исламе. Почему ты его покинул? Да, по нашему разговору, я думаю, ты должен понять, почему. Потому что ему шииты шубухатов накидали, и он сдулся, короче. А если я тебя сейчас накидаю шиитские шубухаты, ты не сдуешься, ты мне ни на один ответ не дал ни на один вопрос ответ. Вот давай, вот ты мне ответь, почему Абу Бакр не дал Айше наследство? Почему Умар хотел сжечь дом Айши? Потому что посланники Аллаха не оставляют наследство. А почему тогда Айша требовала наследства Усмана? По невежеству, наверное, откуда я знаю. Как, жена Мухаммада была невеждой? Та, которая с 9 лет Айша, жила Фатима. в доме Мухаммада. Айша потом. Фатима уже не была мертва. Приведи хадис или асар. Усмана. Можно вопросик задать? Бо у меня связь может прерваться. Добрый день всем. Вопрос такой мусульманам. Если ваш сын или дочка скажет, я не хочу быть мусульманкой, что вы с ними сделаете через 3 дня? Это не касается. Я думаю, что их будет касаться. Вопросы. Вот на этом и держится весь Это мои личные дела. Я же тебя не спрашиваю, какие ты трусы носишь. Вопрос там не совсем уместный. Каждый может там по-разному поступить. Да? Давайте, друзья. А по шариату как положено поступить или для вас шариат? По шариату нужно харакири делать. Ну, то ты сделаешь харакири? Нет, делается дава. Если он не возвращается к истине, то Аллах в Коране говорит, нет религии после этой религии. Нет религии после этой религии. Вы знаете, что десятки тысяч мусульман выходят из религии потихоньку, потому что боятся, что их линчуют, и поэтому они скрываются. То уберите это из ислама, и ваш ислам превратится в маргинальную религию, в которой нет никого. Вы тут все Нет, это... Ну возьмите, уберите это из ислама, преследование за выход. Тебе все уберите, карты в руки. Согласитесь, раз вы этого не боитесь. Вячеслав, это будет цивилизованный. Вячеслав, подожди. Это действительно так. Такой закон в шариате есть. Человек, который добровольно, по собственному желанию покинул ислам, его 3 дня ему делают наставления. А потом в разных масхабах разные эти есть. Но наказание одно, все равно. Муртаду, то есть вероотступнику, смертная казнь. Но вот ты сейчас говоришь, что если сейчас этот закон убрать, в исламе никого не останется. А я тебе вопрос задаю. У христиан или у любой другой религии есть такой аспект, когда человек ради Аллаха своей жизнью жертвует? У вас есть такое воспитание? Вот в исламе не было такого, когда Мухаммад... Ради Аллаха, не ради денег, не ради власти, своей жизнью жертвует. Да, ради Аллаха Мухаммад убежал и оставил Али маленького на место него. Знаешь эту историю, когда он убежал из Медины, из Мекки, и оставил Али на место его, пожертвовав его жизнью? Вы могли просто не посмотреть, что это другой человек. Могли его убить, а он его оставил, своего родственника там. Это как поступил? Зачем Аллаху, я спрашиваю опять вопрос, зачем Аллаху, чтобы человек жертвовал ради него? Вот зачем? Ему зачем это надо? Объясни мне. Потому что он всегда на всего нуждается. Вы почитайте все Коран и почитайте хадисы. Кто пойдет за Аллахом? Можно я отвечу? Например, некоторые девушки любят, когда за них там заступаются, героизм какой-то проявляют. Видимо, вот такое что-то.
То, что Аллах Проследить весь девушка, ислам. Проследить весь ислам, посмотреть везде, в хадисах, в Коране. И кто заступится за Аллаха и его посланника? Аллах и его посланник проклял его. Аллах и его посланника обидели. Аллаха и его посланника послали. Его вытащили и опять засунули. Кто отомстит? Кто пойдет? И Аллах купил их души за рай. И Аллах сделал то. Весь Коран и весь ислам, все хадисы про какого-то Бога Аллаха, постоянно обиженного, которого все обижают, и нужно за него убивать. Ну, весь Ладно, мы же не ислам. христиане же. Зачем ты нас осуждаешь с купола церкви? Нам плевать на вашу мораль. правильно, потому что у вас ее нету, если сравнивать с христианской моралью, у вас 0, вы дикари. Что ты сделаешь с насильником? С насильником, конечно, будут судить по законам Ты страны. должен его засосать в губы Под нары, и в две под щеки. нары. Нету такого, это ложь. Есть, под нары кидают обычно. Это христианство, оно отделилось от законов страны, потому что повлияло на мораль, и эта мораль стала нормой для цивилизованных стран. И они уже разбираются по уголовному кодексу с такими насильниками. Бывает, что поступают неправильно, но на Причем это закон как раз... Моисея, да? Вячеслав, На это как раз христиане призваны. Мужик, послушай, а что такое вообще религия? Что такое? Религия, вообще-то, это свод правил, если взять, потому что это именно, отличается от веры. Это По-другому, отличается от веры. свод правил Вера это это закон Божий. Это закон Божий. А как христиане могут жить по закону Божьему, когда ты вот отделяешь закон Божий для кого-то, а закон мирской для кого-то? Ты вот сейчас говоришь мораль отделения. Но потому что Христос этому учил, это учение Иисуса Христа. Он говорил Богу Богова, Кесарю Кесарева. Поэтому в управление страной мы не лезем. Правильную трактовку принеси. Кесарева. Поэтому... А если речь идет о том, что христиане умирают, то они умирают, потому что это их решение, скажем так, чтобы показать, что живая вера, что Бог настоящий. И для христиан нету проблем умереть по одной простой причине, что мы сразу же идем на небеса. У нас есть гарантия. Дух Святой, который нам и Христос обещал, что мы будем с Ним на небесах. Мне не надо делать, там пытаться взвешивать добрые дела, злые дела, а куда я попаду. Все мусульмане боятся ада. И потому что знают, что Мухаммед им сказал, вы будете в аду. Но то, что он пообещал, что я вам там помогу, я за вас там заступлюсь, а еще какие-то будут варианты, это он вас обманул. Вы будете в аду, понимаете? И мы вас хотим оттуда вытащить, да? Мы хотим, чтобы вы туда не попали. Ты с ним разговаривал, да? Да, мы хотим, чтобы вы туда не попали. Подожди, я мусульмане попадут? Я слушаю, о чем говорит ваша религия. Что ты мне предлагаешь? Взамен ислама, что ты мне можешь предложить? Я тебе предлагаю жизнь вечную по вере в Иисуса Христа. Очень просто. Он прощает тебе грехи, ты перестаешь грешить, Так, ты даже друзья, не хочешь грешить. Друзья, у меня вот здесь на площадке не приветствуются вот эти вот межконфессиональные разборки, да. Нам интересно, в частности, чеченцам, понятно, что там друзей мы тоже сюда всех приветствуем, там обсуждать эту тему. Да, у нас извините, есть такая выбросьте меня из чата, пожалуйста. Да, у нас есть такая проблема с вот этим религиозным фактором, да, который в частности, нашему народу не дает быть таковым. То есть полностью уничтожает наш самобыт, культуру, историю, и превращает нас потихоньку в рабов, в обезьян, в объект для манипуляций. Поэтому мы вот такое дело обсуждаем. Конечно, любые темы тоже приветствуются, но просто когда мы здесь создаем, начинают люди мериться, там, у кого больше, лучше, там, я не знаю,
Короче, такое дело. У нас получается, что мы тут пытаемся одних критиковать в пользу других. И это, короче, получается, ну, слишком, когда мы туда уходим, в эту тему, получается, что мы тут пропагандируем там христианство или иудаизм и так далее. Вот такая, короче, ситуация. Ну, просто все познается в сравнении, и поэтому нужно не просто там говорить ислам неправильный, а пока. Просто смотрите, Вячеслав, мы не пропагандируем именно какую-то либо религию. Мы разбираемся в исламе, разговариваем с мусульманами о исламе. Ни больше, ни меньше. То есть, да, что они знают о исламе. Вот я вот здесь вот 2 часа, наверное, в этом эфире. Мусафир мне не может на один вопрос ответить. К сожалению. Не про, вот он сказал, вот он мне тем самым немножко хотел задеть, что вот мне шибухаты, шииты кинули, я из-за этого покинул ислам. Вот я ему задал 2 вопроса, а он мне ответил, что Айша не знала. Девочка, которая с 9 лет жила в доме Мухаммада, она не знала, что не оставляют наследство пророки, да. Она об этом не знала, поэтому она просила у Усмана. А вот теперь я свою цель скажу, почему я слушаю эти разговоры. И я хочу узнать вот именно, что заставляет людей, принявших ислам, бывших когда-то мусульманами, что подтолкнуло их выйти из ислама. Это одна категория людей. И вторая категория, почему некоторые люди так не любят ислам. Вот они говорят, я христианин или другой веры, но нас, мусульман, учат проповедовать, вот, распространять религию. Мы, когда делаем вот призыв, мы не очерняем христиан, мы не очерняем иудеев или другие религии. Мы не говорим, вот они такие, они такие. Мы никого не обливаем грязью. Это что сейчас было вообще? Неправда. Неправда. Если мы сейчас говорим, почему ты сказал, задал вопрос, это самое, зачем это, типа, почему вышел из ислама, если бы ты научил ислам, ты бы тоже вышел. Поверь мне. Потому что есть некоторые вещи, допустим, ты знаешь, что в исламе можно жениться на своей дочке, если допустим, она была при прелюбодеянии сделана, да, ты не был женат, сделал прелюбодеяние, эта женщина родила, эта женщина по законам Аллаха не является твоей дочкой, потому что она незаконная, Ты можешь со своей родной дочкой, да, в незаконном браке жениться на ней. Ты это воспринимаешь нормально? Я считаю, что это ненормально. Выходить замуж, допустим, брать жены двоюродных дочерей, это ненормально. Ты говоришь о том, что мы не вмешиваемся, не черняем, не вмешиваемся в другую религию. Вот твой брат по вере, Мусафир, говорил о том, что он бы разносил бы магазины с алкоголем, потому что это харам. Кто ему дает это право? Человек хочет пьет, хочет не пьет. Хочет идет на дискотеку, хочет идет. Это человек рождается, вот он рождается, он начинает плакать. Он рождается свободным. Он не рождается рабом. Он может сам выбрать, верить ему в какую-то религию, не верить. Это его право. А ислам это единственная религия, которая навязывает свои убеждения. Если ты с ними не согласен, они готовы силой тебе его навязать. Потому что ислам говорит о том, что либо ты принимаешь ислам, либо ты платишь джизю, униженно на коленях, либо ты воюешь. Есть 3 выхода. В исламе нет такого, что ты можешь свободно жить в мусульманской стране. Свободно жить в мусульманской стране и не платить джизь, либо не воевать с мусульманами, либо не быть мусульманином. То есть, да, в христианстве, допустим, ты можешь, допустим, много мусульман живут в той же Англии, мы упомянули, да, никто не заставляет их ходить в церковь, никто их не заставляет в воскресенье, допустим, ходить в церковь, никто не заставляет их по этим законам христианским, католическим или протестантским жить. А в исламской стране, допустим, это заставляется. И мусульман это приписано исламом.
Ну, я не знаю насчет других, да, там, конфессий, религий. Ну, в исламе как раз-таки вообще пропаганда ведется, показывая несостоятельность. 9.29, процитируем 9.29 на его вопрос. Да, как раз-таки показывая несостоятельность других конфессий это происходит. Даже внутри... Да, особенно огнем и мечом. Да, даже внутри одной религии, когда, скажем так, разнятся на течения, да, вот это религиозное убеждение, даже как бы ставя, под сомнение, показывая несостоятельность вот этой конкурирующей, скажем так, фирмы, преподносится, короче, истинность своей. Именно как бы вот на этой теме с критикой, там, с вот такой вот, унижая, да, вот этих вот других конкурентов, именно на этом поднимаясь, вот так. Я не знаю, короче. Рассказывать истину о своей вере – это не унижать конкурентов, это просто сравнивать одно с другим. Это нормальный подход. Это так все работает, дуализм. Я вот этот вот Чайон, или как его, он говорил, что в исламе так не делается, туда-сюда. Я про христианство, про иудаизм не знаю, не сталкивался. Но в исламе как раз-таки именно вот так, Чайон. Поэтому вы противоречите себе. Вы правы. Вот здесь Вячеслав, да, Вячеслав тоже говорил. Человеческий разум так устроен, что человек все познает в сравнении. Близко, далеко, больше или меньше, светлый или темный. Человеческий разум так устроен. Все познается в сравнении. Поэтому даже когда... теперь я с вами более согласен. Просто когда вы раньше утверждение делали, оно не соответствовало действительно. Но все это приводится, может, для сравнения. Вот их закон, этот закон, их правила, вот эти правила, но не для очернения, не для осквернения, не для обливания грязью, понимаете? Это не путь веры, это не путь... Как не обливание? Да, ну смотри, Сура Аль-Фатиха. Знаешь перевод Сура Аль-Фатиха? И тех, на кого пал твой гнев, и те, кто проклятый. Ты читаешь эту суру, считай, 2 раката утром, это фаджр, потом идет асар, 4 раката, потом асар, магриб, иша. Сколько раз ты в день читаешь эту суру? И в каждый раз ты в суре упоминаешь раз 13 как минимум. Да, и каждый раз ты упоминаешь христиан, как те, кто заблудшие, и проклятых евреев. Каждый раз. И ты говоришь, что мы не против, мы не навязываем. Нет. Мухаммед, когда умирал, он проклинал иудеев и христиан перед смертью. И направлял, он на место, чтобы сказать какие-то добрые слова, он направлял отряд на войну с Византией. Чем нотации читаешь? Нам плевать на твое мнение, я тебе еще раз говорю. Христос учит, благословляйте врагов, то есть желайте им доброго. А что доброе, как не то, чтобы они попали в рай, о котором говорил Иисус Христос, чтобы они получили прощение грехов. Что еще может быть лучше? Я тебе не читаю, я тебе учу религии. Опять у нас, короче... Понять не могу, почему ты начинаешь про христианство говорить? Да, опять у он нас говорит, мерятся. что христианство вечное, все добавляет именно христианское, что-то вечно добавляет, начинает, я понять не могу, подожди. Об исламе разговариваем, он начинает свои христианские какие-то проповеди, сразу, короче, наш разговор вливает. Потому что у вот этого Вячеслава самая стойкая, самая правильная позиция. Он вошел в этот чат с одной целью. У Вячеслава правильная на свою сторону. Вот у него самое... Распространить христианство или что, я понять? Да, он вошел с этой целью. Вот у этого человека цель ясна. Призывать на свою сторону. На христианскую сторону. И это, ты уже готов? Правильно, неправильно. Ну, вот этот человек... Вы уже готовы? Вы готовы уже принять Христа? Не. Я мусульманин, слава Аллаху, и тверд в своих убеждениях. Я просто объективно оцениваю вот стойку Вячеслава. С какой целью он вошел. Вот он объективно ведет себя
Он вошел в этот чат, вмешался в дискуссию с одной целью – проповедовать свою сторону. А кто у нас Вячеслав? Он католик, православный, протестант, лютеранец, баптист? Я сужу Я по его словам. баптист-протестант, если это на что-то влияет. Баптист, Ну, это протестант. неплохая акида. На Иисус, Господь Бог, хорошая акида, протестантская, баптистская, да. Акида. Иисус Бог, да, для тебя? Так, Иисус Конечно. Бог для большинства. Конечно. Тормозите, не надо закидывать Понимаешь, этими вопросами. друг, Там если есть я- чаты с этими темами. Если я получил от него прощение грехов, как он может быть кем-то другим для меня? Подожди, я вот Чего понять и вам не могу. желаю. То говорится то, что он, то есть сын Бога, то говорится то, что он сам является Богом, то он говорится то, что он пророк, то есть вот в этой религии хоть можно разобраться, кто он такой? Короче, три бога. В одном это в Мало- христианстве есть, и в ортодоксальном Мало того, также. он еще царь В царей, ортодоксальном также. он первосвященник, он ходатай за верующих перед Отцом Небесным, первый Смотри, из ты- человеков, вошедший на небо. У него Ты очень крест много носишь? титулов. Крест носишь, получается? Нет, друг, крест я не ношу, потому что крест Обычно это нужно орудие, выносить. орудие пыток, на котором распяли моего Господа. И для меня это, и где я был с ним, все распят. Ну, я просто понять не могу, православные или вот эти другие, которые течения в христианстве, они же носят вот это мученика там, получается, да? Именно труп носят у себя на шее, я вот мученика там, получается, да? Именно труп носят у себя на шее, я вот Нет, не носят. Не Протестанты это как крестятся, коронит, в смысле, у них чисто Евангелие и все. Типа. А можно да, Вячеславу Библия, вопрос задать? потому что... Да, конечно, с удовольствием послушаю. Вот вы, отлично, человек убежденный, в любой ситуации старается свою религию распространять. Уважаю. А в жизни, вот вы живете со своей семьей, выходите в социум, в общество, контактируете с другими людьми, контактируете с хорошими, с плохими людьми. По какому закону вы с ними общаетесь? Вот? По закону Божьему? А у По вас есть- законам, который предложил Христос. А какой закон? Не навреди, не убей, не обмани, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не чревоугодствуй. Еще какие законы у вас есть? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим и всей душою твоею. И ближнего твоего, как самого себя. Вячеслав, а когда вы видите, что человек прелюбодействует, или наркоман, или злоупотребляет алкоголем, или вредит кому-то, или лжесвидетельствует, вы что делаете? Препятствуете этому или молча проходите? Если могу препятствовать, как говорится, там Христа однажды спросили, там, а вот рассуди, у нас тут проблема есть. Он говорит, а кто поставил меня судьей над вами? То есть, если для вас не авторитет, если вы меня не послушаете, то толку от того, что я вам скажу. Если я могу повлиять на ситуацию, я влияю. А если это поза, скажем, моими возможностями, скажем, я в милицию просто могу позвонить и там сказать, то-то, то-то происходит. Вмешайтесь, пожалуйста. А по какому закону будет милиция судить? По закону Божьему или по закону По людскому? тому закону, который есть в стране, это уголовный кодекс, гражданский кодекс. Они знают, как с кем поступать, кого То есть это погладить, не а закон кого Божий? наказать. И Богу поэтому- Богова, Кесарю Кесарева. Алло, 29. То есть это не закон Божий, это закон Давайте людской. прекращаем про христианство это самое. Давайте разберемся. Мне Чайнон здесь, я ему ответил насчет того, что мусульмане он сказал, что мусульмане не вмешиваются. Я ему сказал, привел из ислама, что ислам обязан вмешиваться. Либо я воюю с исламом, либо я плачу жизнь униженно, на коленях, ползком, как это делали многие народы, которые приняли ислам и сейчас его защищают. Их предки так делали.
пока не приняли, когда уже сила истощилась, приняли. Либо я воюю. Почему ты считаешь, что ислам, да, Чайнон, не делает этого, когда на протяжении всей истории они это делали? Сам Мухаммад перед смертью послал отряд убивать людей, грабить и распространять ислам мечом. А что такое, вот вы сейчас это слово не использовали, что такое вот эта война сама по себе, о которой вы говорите? Да, ученый. Ебанашка, бля, заткни свой ебало. А кто здесь такой? Так, Я вот, кстати, улетел отсюда сразу. Вот, смотри, Говорите, чаем. в войне, подожди, в войне, то есть любые методы, по сути, хороши. Нет, это война, там любая грязь происходит. То есть то, что пророк Мухаммед пошел с ножом, с мечом, то есть распространять религию, это совершенно нормальная вещь, потому что это война, я думаю, так. Вы так не считаете? То же самое христиане не делали, что ли? Мусульмане, я не буду говорить про христиан, про мусульман. Прописано это, как в Коране прописано. Цель оправдывать средства – это не исламское правило, это западное правило. Не, в христианстве там тоже дофига, в христианстве тоже там дофига дров наломали, веков 18, короче. Ну, в итоге устаканили это дело, и вот этих всех слишком гиперчувствительных, там, религиозных, аккуратно определили в своей церкви, и все как бы чики-пуки наладилось. Просто у христиан это получилось, а вот ислам, он такая тема, что, как в этом фильме, ислам – это слишком сложный участок. Ну, я считаю, вот смотрите, по мировому рейтингу считается то, что ислам это самая молодая религия, тогда получается. А самая, судя по тому, что это самая молодая религия, то есть там еще не все сформировано было. То есть, если смотреть на христианство, то это древняя религия, и она веками, то есть, сформировалась, блядь. Подождите, да, у меня что-то язык заплетался сейчас. Хорошо, давайте посмотрим. Ислам – это не самая молодая, а самая последняя, если так посмотреть, в правильном ракурсе. Это последняя религия. И после ислама тоже полно религий было и полно пророков. Нет, после ислама религии не будет. Будут выдумки людские, потому что после Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророков уже нету. Будут самозванцы. Но вы не можете доказать нам, вот, допустим, мне, как мусульманину бывшему, что Мухаммад является пророком. Потому что я задавал вопрос. Пророк – это значит, что он знал какие-то пророческие действия. Он знал, что будет в будущем. Он мог что-то пророчить, да? Как пророчил Давид, как пророчил, допустим, там в Старом Завете, в Новом Завете Иисус, что он придет, что-то самое. Мухаммад ни одно пророчество не сделал. Ничего, что он сказал, не сбылось. Более того, хадис про мальчика, я вот здесь упоминал, когда спросили про судный день, сказал, и наступит судный день, когда этот мальчик станет седым. Это уже прошло сколько веков. Этот мальчик уже давно умер. Наверное, они его убили, чтобы он не стал седым. Брат, насчет пророческой миссии Мухаммада А может он еще где-то там шастает по пустыне? Насчет пророческой миссии в Коране, в суре, по-моему, не знаю в какой суре, сейчас не могу сказать, иудеи приходили, задавали Мухаммаду 3 вопроса, и на все 3 вопроса он ответил. Чтобы именно подставить под сомнение пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи. Это не в Коране, это хадис. Иудейские ученые. Ответы были в Коране. Ответы были в Коране. Правильно? Ответы Когда были в пришли Коране. к нему иудеи, у него еще не было всего Корана. Коран приходил потихоньку. Вот знаете, потихоньку, какая самая... Аллах потихоньку вот так людей учил, людей подготавливал, людей воспитывал. Подожди, чему он его учил? Вот смотри, ты читал Коран, смотри. В Коране большинство это какие-то... там это нету хронологии. Вот, допустим, Библию мы возьмем. Исаак родил Исаака и братьев его. И начинается хронология. Либо там Бытие. И было небо, и был день, и стала ночь. То есть начинается хронология от начала. Да? В Коране, когда его собирали, разные суры, они с разных мест. Вставлены, допустим, разные аяты из разных мест. Вставлены в определенные суры.
Они могут быть, допустим, в одной суре могут быть аяты и меканские. Один момент, Анатолий, извиняюсь, там внизу вот этот посты пишет, кто это там, со всякими угрозами вот этими. Ассаляму алейкум ва аля ибадиллахи. Или прекратите это писать, или админы там его, или блокните, короче, потому что сейчас нас блокнут, если вот такие призывы там делать. Можно один вопрос? Бисмилля. Это я эту фразу просто не понял. Как бывший мусульманин, как это бывший мусульманин, как это вообще происходит вообще? Как бывший мусульманин? А как? Принял ислам, изучал ислам. И что? И понял, что ислам – это религия насилия, религия бандитов. Это была группировка, которая насиловала, убивала Во-первых, людей. выражай выражение, ты оскорбляешь всех мусульман. Во-первых, говори поэтичнее немного. Я не буду их оскорблять, и я их не оскорбляю. Ты уже оскорбляешь. Какие бандиты? Ты что, вообще про ислам ты ничего не знал? Ты ушел из ислама, потому что Аллах не захотел каких-то ты. Не, ну Аллах это бог арабов, это не Подождите, если вы задали вопрос, слушай, дайте что ты ответить, там вообще дайте. гонишь вообще? Тебе не стыдно, взрослый Ты человек? откуда, из Дагестана? Кто? Ты. Да без разницы. Не тыкай ты мне. Я хочу просто узнать, откуда ты. И Ты хочу не просто тыкай сказать, мне, ладно? Как твой народ принял ислам? Какой просто народ? это- Ты вообще знаешь, кто мой народ? Да, Я мусульманин, альхамдулилля. А я тебя спрашиваю, откуда ты мусульманин? С какого народа? Венгрия, слыхал такое? Кыпчакские турки, слыхал? Какие? Да какая тебе разница, какие? Я мусульманин, альхамдулилля. Тебе этого недостаточно? Альхамдулилля, Раббил Амин. Слушай, ты давай там не криви ртом, ладно? Слушай, И выражай Ты задал мне вопрос, выражение. он Ты не задал мне оскорбляет. вопрос. Смотри, подождите. Я тебя Бывший слушаю. мусульманин. Вот. Что ты знаешь вообще про ислам? Инди, подождите. Больше, чем ты. Вы Давай задали, будем с тобой говорить о исламе. задали Анатолию Отключите вопрос. этого идиота. Что вы его слушаете? Он же просто Так, я читина. сейчас Смотри, вас он не отключаю. оскорбил Подождите, мусульман, не он не перебивайте оскорбил меня, мусульман. не перебивайте. Вы задали Инди вопрос Анатолию. Как и что? Он вам отвечает. Подождите, пока он ответит, потом будете комментировать его ответ. Я принял ислам. Учил ислам. Учился сначала, нам объясняли, как молиться, как поститься, как делать омывение. Затем мы изучали китабу Таухид, то есть акиду, книга Ибн Абдул-Вахаба. После этого мы изучали хадис, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Термизи и все это вот. Это были разные уроки. Потом мы перешли к Сирии. И все потихонечку изучали. Когда вот я начинал все изучать, у меня были вопросы. По Корану. Куда садится солнце? Почему оно туда садится? Почему есть аят, в котором Аллах, Мухаммад в этом аяте сделал суджуд, когда упомянул аляты розу, то есть это самое Аллаха дочерей, потому что ему было тогда это выгодно так сделать, потому что его не принимали. И он это сделал. Он как бы их принял, но потом отрекся. Подожди. Объясни, это что за момент? А? Есть аят в Коране, где говорится по аят Аллат и Роза, то это самый манат про дочерей Аллаха. И по хадису, когда ты берешь тафсир и читаешь, там Мухаммад сделал суджуд, то есть поклонился, упомянув их. Для того это было дава племени, которое жило возле Мекки. Чтобы они Зуд, что ли? Да, Зуд, да, наверное, Зуд, да. Вот тогда этот аят как бы был ниспослан, как бы для него. Первое. И самое важное, мне было важно, когда я принимал ислам, мне объясняли, что Аллах это Бог, Бог всех. Потом я понимаю, что это просто имя Бога. Аллах – это имя Бога, который не имеет отношения к Богу Авраама, Богу Иисуса и остальным, потому что это другой Бог. Он по-другому себя ведет, он по-другому пропагандирует свои законы, которые не имеют ничего общего с законами, которые были до этого. Они отличаются кардинально. Многие суры, не то что многие суры, практически половину сур, там, допустим, говорят о каких-то рассказах, исковерканы из Старого Завета, из Нового. И остальное это вот как, допустим, Айшу нашел бедуин и привел, и чтобы ее
сделать порядочной, пришел аят, что она не сделала прелюбодеяние. Мухаммад захотел жениться на дочери своего этого самого сына, а пришел аят, что их Аллах поженил на небе. То есть, да, и вот это вот все, что там делалось, допустим, захотелось сахабам женатых женщин, которые взяли в плен, изнасиловать, пришла сура 4.24. То есть, все вот это вот по хотению. Потому что то, что делали, допустим, что разрешал Мухаммад своим сахабам, 4 жены, у него было 13. То есть, и про рабов, почему рабство разрешено и не было отменено. Аят о временном браке, который потом ученые просто отменил его Умар. А в исламе нет отмены на временный брак, он разрешен до судного дня. Он только был запрещен короткое время. Есть мясо. Подожди. Эти вопросы... Насчет временного брака есть аят, который Умар приостановил, да? Да, есть аят, который не отменен, нет другого аята, который отменяет, потому что есть суры меканские, мединские отменяют меканский, но никак не хадис, ни один хадис не может отменить аят. Затем хадисы про то, что как сын Умара говорил о том, почему вы говорите, что Коран весь собран, если он не собран, почему Умар, друг Мухаммада, который такой был везде во всех хадисах страшный и сильный, не убил ни одного курашита. Ни одного. И почему он в битве при Ухуд убежал вместе с Абу Бакром и Усманом. И потом приводит Аль-Табарани о том, что он говорил, я бежал как антилопа. Знаешь, почему есть хадис обрадованный раем, а Умар в старости говорил о том, что я хочу быть этим листьем и упасть с дерева, потому что я боюсь ада. Если ему Мухаммад сказал перед смертью, что он будет там в раю, он разве не верит в слово Мухаммада, что ли? Он же обрадован раем. И вот все эти вот вопросы я задавал, и мне на них не было ответа. Куда летал Мухаммад на Аль-Бураке? Какую Аляксу, если ее не существовало, ее построил Харун ар-Рашид, Аббасид? Как это? Многие вопросы. Мог он пронзить время как бы в будущее, чуть-чуть отлететь и оттуда уже? Именно что? Дело не в этом, пронзил он будущее или нет. Дело в том, с какой точки зрения он смотрит на эти аяты и на эти хадисы. С какой точки зрения? А с точки зрения пессимиста и человека, который хочет найти недостатки. С точки зрения человека, который хочет понять. Чайон, смотрите, хотел понять, мне сказали... Вы слышали про вот этот хадис про Аль-Бурака, как он вознес на небо? Про Аль-Бурака Айша говорила о том, что Мухаммад был на постели. Она косвенно утверждала, что он врет. Потому что он сказал, что он встал и полетел. Но в хадисе Айши говорится о том, в хадисе Айши в Муслиме говорится о том, нет, и вот тело было на постели. То есть она хотела сказать, что он врет. И она поняла, когда случай с молочными братьями, когда пришел Мухаммад и нашел Айшу с чужим мужчиной. И спросил, а кто это? Это мой молочный брат. Потому что и Мухаммад сказал, что молочный брат имеет право быть с тобой наедине. И она этим пользовалась. Она понимала, она была очень умная девочка. Смотрите, в целом, все написанное, которое в Коране, большая часть именно ведется, то есть сам пророк Мухаммед, по большей части, именно то, что написано в Коране, это он написал, да, получается? Я такое вот слышал. Чего не писал, потому что он не умел ни читать, ни писать. Он говорил, и за ним записывали. Что-то записалось, что-то нет. Понимаешь, потому что некоторые сахабы говорили об этом. Но об этом нам не говорят. Нам об этом не говорят, потому что считается, что Коран не изменен. Но хотя уже сегодня есть интернет, и все знают, что есть разные муснафы. Есть 30 с чем-то муснафов разных, и они отличаются. Допустим, я вот один из ученых взял этих вот языковедов, которые арабский язык знают, хорошо языковеды, они взяли 2 муснафа и взяли суру про гури. Что в раю ждут гури. В одном переводе гури это большеокие, большегрудые, а в другом переводе переводится виноград. Но это написал именно пророк Мухаммед, да? Это написал пророк Мухаммед, как я знаю.
Мухаммад не писал, он не умел ни читать, ни писать. Нет, смотрите, он говорил, по-моему, какой-то помощник был, он записывал все, что он говорил, то есть... Там многие кто записывали. После его смерти не было Корана. Они начали собирать, когда люди отреклись от ислама, когда пророк умер, да, Мухаммад умер, и люди сказали, все, нет пророка, нет ислама. И не хотели платить закат Абу Бакру. Они не признавали Абу Бакра. Многие, одна группа отреклась полностью, а другая нет. Другая постилась, молилась, верила в Аллаха, но не признавала Абу Бакра. То есть это шииты, да? Это... Нет, шииты потом появились, уже после этого. Их не было. Это просто люди понимали, что Абу Бакр взял узурпацией власть. Он пришел, узурпировал власть. Потому что они оба с Умаром даже не были на похоронах Мухаммада. Об этом знают все. Все сунниты, все шииты, все ахмадиты, не знаю, назови любого. Все знают о том, что они не были на его похоронах. Они ансары и эти вот... ансары, это кто в Медине жил, и мухаджиры собрались и начали делать это самое выборы. И когда Ансар захотел стать халифом, ему сказали... Ты же слышал, что посланник Аллаха сказал, что курашиты только имеют право? Поэтому здесь и говорил Муса алейхи, что господа мусульман это курашиты, только курашиты имеют право быть халифами. Такого не было. Я поправлю тебя, послушай. Это правильно то, что 3 дня тело пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не хоронили. Это все ученые-мусульмане приводят это как доказательство того, что первоочередным делом для мусульман, которые остались после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было избрание руководителя государства. Первым руководителем государства в Медине это государство создавалось, потом в Мекку они переселились. Первым правителем был сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. После его кончины все мусульмане, и ансары, и мухаджиры собрались, они поставили перед собой первоочередную задачу – избрание халифа. Подожди, вот там не были все. Там вот не было Али ибн Абу Талиба, подожди. Там не было Биляля, Али ибн Абу Талиба не было. Там не было Афариси, этого, который Мухаммад Афариси. Там собрались те самые нужные люди. Нет, те, там кто собрались кто не смог прийти. Этот фактор. Люди, которые против ислама, стараются вот эти факторы обозначить, что между мусульманами, чтобы раздор поселить. Вот почему это так, почему это так. Его не держали 3 дня. Его не держали 3 дня. Это первая ошибка. Он умер, и его потом... Говорится в хадисе. И мы пошли и обмыли тело. Али пошел, обмыл тело. И мы заснули. Нас взял сон. И когда мы проснулись, мы похоронили посланника Аллаха. В хадисе так сказано. Там не было 3 дня. Можно было 24... Можно было понимать правильно. Можно было 24 часа подождать и сделать потом выборы при всех. Почему Али, тот, кто родился, и это самое в семье Мухаммада, кто с детства был им воспитан, не был на этом собрании. И почему Али не дал ему присягу Абу Бакру, и Фатима проклинала его, и они забрали землю, которую они взяли насильно у евреев, убили евреев и взяли землю. И эта земля была подарена Фатиме. А Абу Бакр ее забрал. И она его прокляла и не хотела с ним общаться вплоть до смерти. А как она умерла, знаешь? Когда пришел Умар и хотел выбить дверь. И они спрятались туда, и он выбил и прижал ее беременную. И в ней умер ее плод. И поэтому дала вот этот вот... В то время не была медицина развита, и какое-то было там... Видимо, она сделала выкидыш, видимо, неудачно. Полностью шиитский шубухат он приводит. Это подожди, этот вопрос хотел задать. По-моему, он учился, по-шиитски мысли проскальзывают. Нет, я был саляфитом. И любовь к праведным халифам – это шиитский толк. У меня нет любви ни к Мухаммаду, ни к его сподвижникам, ни к Али, никому. Вот этот вопрос, который задал Инг, или кто он был, короче, он вообще офигел и выскочил.
Вы мне сказали, что мне шабухаты дали шииты, я поэтому вышел из ислама. Ответьте вы мне на этот вопрос. Где похоронена Фатима? Где похоронен Али? Почему они не ждали? Почему не дали и наследство? Где хадис? Приведите мне хадис Бухари, где пророки не оставляют наследство. Этого хадиса нету нигде. То же самое про хадис. Подымай от Аиши прямой хадис, из которого ты приводишь. Послушай, послушай. То, что там в те времена происходило, в те времена жил не только Али и не только Фатима. В те времена жили многие великие сподвижники. Пророк то, что Мухаммад происходило говорил, в те времена, кто обидел Фатиму, тот обидел меня. Кто обидел меня, обидел Аллаха. Абу Бакр, не дав ей наследство, и она проклинала его, обидел Фатиму точно. или нет? Это шиитский толк. Подожди, этот хадис суннитский. Вот сейчас ребята, если поищут, они тебе его дадут из Бухари. Его передают Аише. Потому что пророки не оставляют наследство. В чем проблема? Почему тогда Аиша требовала наследства у Усмана? Потому что она ошиблась, потом она признала это. И сама передает этот же хадис о том, что пророки не оставляют наследство. Нет, она, выходя от Усмана, сказала: убейте этого старого старика. И она уехала в хадж, и в то время пришли, убили Усмана. И она приехала и узнала, что Али стал халифом. И она взяла и пошла против Али. Недостаточно хадиса о том, что посланники не оставляют. Нет такого хадиса, это придуманный хадис, потому что она сказала: вы привезли бедуина, который пьет мочу, чтобы он сказал Фатиме об этом. Об этом Аль-Табери пишет. Это ваш ученый. Мне надо было меньше с шиитами общаться. Это Аль-Табери пишет. Аль-Табери пишет. Аль-Табери. Лучший историк во всем исламе. Аль-Табарани. И передавал все подряд, даже слухи. Он не делил там достоверность, недостоверность. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة على ابن السيدر أما بعد. Вы все кафиры, наджасы, скоро будете платить джизью по 9 суре 29 аята, униженном состоянии. Иншаллах. Иншаллах. Короче, пророк Мухаммед говорил то, что, мол, уважайте араба, потому что я сам араб, учите арабский, потому что... Какой-нибудь такой серьезный шубухат есть там, Анатолий? Там внизу, короче, шубухатов требует. Шубу, я куплю жене шубу, это ММА, Мавроди, вспомнили мой, алхамдулилля. Вот это рыба нун, то, что земля находится на спине рыбы нун. Вот неплохой шубухат. И смотри, на Марс на какой спине находится? На огромной рыбе сом. Нет, там поменьше должно быть. Марс, наверное, на дельфине. Подождите, Сказали это подождите. шубухат. Вот вы идите в ваши мечети, вот вы оба, Мусафир, и задавайте эти вопросы. Я вам отвечаю, вы через 2 недели будете изгоями в вашем же кругу. Просто зайдите. Уже миллион раз слышал, чувак. Это правда то, что пророк Мухаммед в возрасте 56 лет, на 6-летней девочке женился? Это правда? Это правда. И говорится в Коране то, что можно разводиться с девочками, которых еще не начались менструации. А здесь в Коране, в суре женщины. Это только у суннитов почему-то говорят. Анатолий, ты все-таки уже, скажем так, исламский ученый. Вот смотри, когда пророк летал на Аль-Бураке, туда, да, на 7-е небо, он встречался на каждом небе там с пророком Адамом, потом Иисусом. И им там как не холодно, как бы погода, все нормально. Он был у Аллаха, и Аллах сказал им молиться 1000 чем-то раз в день. Он пришел и сказал, Муса его спрашивает: что тебе сказал Аллах? Он говорит: он сказал мне молиться 1000. Говорит: моя ума этого не смогла, иди и попроси меньше. Он пошел в меньше, попросил, потом туда-сюда уходил. Это я не об этом. Я вот когда они как бы же смотрящие на каждом небе, да, вот
вся сегодня видимая Вселенная – это только первое небо, говорит Халид Фулейджи и вот эти исламские ученые. А там на втором, третьем, четвертом небе у них как там погода, короче, такая. Не сказано в хадисе. Мухаммад не видел осень, зиму, он же жил там, где жарко, ему казалось, что вся вселенная жарко, он же не был нигде, где холодно. В его мировоззрении это Нет, было... ты сейчас свои эти выводы делаешь. Я просто хочу понять, вот по исламу. Пророк Иисус, он вознесен на небо, да? В исламе. В исламе пророк Иисус. Пророк Иса это создатель, по-моему, суфизма, нет? Именно суфизм Подождите. Анатолий, Иисуса вознесли на небеса, так? Да, по исламу, по христианству, да. То есть он не умер, не похоронен, он чисто ангелами вознесен туда. То есть он живой, будучи живым, туда вознесен. Да, будучи живым. Как и вот Илья. эти мертвые и похороненные, они как там на небе? Им нормально? Как И на небе живым, они мертвым? испытывают муки могил. Муки могил, они испытывают Не, муки ну там, когда пророк летал, они же там все на небе, короче. Кто на первом, на кто небе, на а пятом. простые люди в могиле. Кроме шахидов. Не, подожди. Ты этот хадис знаешь, ты читал его? Я читал про этот хадис, но там не сказано холодно либо жарко. Я не об этом, я вообще хочу понять, как мертвые пророки каким-то образом оказались на Я когда пятом, спрашивал про четвертом, третьем это, небе. мне объясняли, что их просто Аллах воскресил для того, чтобы они встретились с Мухаммадом. Они на самом деле все мертвые, и именно для этого эвенемента их Аллах воскресил специально. Нам так объясняли. И туда их как бы быстренько... Да, туда их поставил, это самое, да. А тела их или там аватары, там, или души, что там было? Тела полностью воскресил, как мы будем воскресены в судный день. Вот так я их воскресил полностью. А вот я, знаешь, что хочу понять? Иисус, его-то воскрешать не надо, он и так должен там постоянно на одном из неб смотрящим находиться. Он там возле... И вот я в исламе, кстати, я спрашивал, а где Иисус находится? Возле Бога, возле Аллаха. А они говорят, это скрытое, мы не знаем. Знаем, что он вознесся на небо, и он придет на белый минарет в Дамаске. Все. Поэтому вот в Дамаске смотри, минарет. например, на седьмом небе, в одной из версий хадиса, из-под трона Аллаха текут две реки. Нил и Ефрат, которые стекают вот сюда, к нам на землю. Но Ты это слышал взято, такое? это взято также из Торы, что взялось все человеческое, все человечество возникло между Ефратом и это самое. Там Ефрат это самый Нил, не Нил, а другая река Ефрат и еще одна, я забыл. Не, Нил и Ефрат там как раз таки упоминаются в этом хадисе. Не Тигр и Ефрат, мне кажется, а Нил и Ефрат. Мне кажется, Тигр и Ефрат. Тигр и Ефрат в Библии, а здесь Нил, да? Я просто не помню точно. Мусафир, вот как вам такое? Вот с седьмого неба, из-под трона Аллаха к нам через всю вселенную, которая видимая только, скажем так, первое небо, оно 93, по-моему, миллиарда световых лет. Только видимая часть. И там еще 6 небес дополнительные. Вот через все эти 7 небес Нил и Ефрат протекают там и попадают к нам на землю, да, ну, не замораживаясь как-то, не... Очень интересно, да? Можно прояснить этот же вопрос с точки зрения Библии, где находится Иисус? Апостол Павел пишет, что он в духе был на третьем небе. Он говорит, не знаю, в теле или в духе,
но в духе он был на третьем небе. И третье небо это первое небо, это вот это небо, которое у Земли есть, по которому самолеты летают. Второе небо это как раз вот вся Вселенная. И третье небо это там, где находится сам Бог. То есть это по-другому иное измерение, да? Где нету времени. Вот. Мусафир, И Христос, Христос вы находится знаете? там. А это кто говорит? Это Вячеслав говорил. Не, Вячеслав, вопрос не к вам. Да, хорошо. Вот смотрите, к Мусафиру вопрос. Вот Нил и Ефрат текут с седьмого неба. Прям через все 7 небес протекают и попадают на землю. И здесь как бы... Ну, они начало берут из патрона Аллаха. Тоже как-то интересно, не правда ли? Ну, наверное, интересно. И еще вы знаете, что Аллах в третьей части ночи опускается на нижнее небо. А вы знаете, что в мире каждую секунду где-то всегда третья часть ночи. То есть нам, значит, кафиры врут. И неправда, что... То есть он там и находится, если в каждой уголке земли. Да, он как бы крутится, либо крутится на нижнем, либо он там постоянно находится, потому что земля же где-то всегда третья часть ночи. Либо нам кафиры врут, и у нас земля плоская, и он только в третью часть спускается, а потом опять... По Корану земля плоская, по Корану земля плоская. Поэтому и нету понимания, что, допустим, сейчас в Америке день, а у нас третья часть ночи, а там, допустим, через час будет третья часть ночи. Если мы берем как земля круглая, то Аллах должен находиться только там. И я вот вчера футбол смотрел, испанцы и аргентинцы играли. У нас тут была уже ночь, а там, по-моему, кафиры специально как бы монтаж сделали, там подсветку. Смысл в них видеть. А уже потом, если буквальный смысл не работает, только тогда иносказание искать, а не наоборот. Короче, кафиры там подсветили в Америке где-то вчера, и как будто бы днем играют, вот пытались такие сделать мусульманам, чтобы сбить их. Довольно странный довод, конечно. Ефрат и Нил кому принадлежат? Аллаху. А Вселенная? Тоже ему. А небеса полностью? И он хозяин, да? Может он с ними делать, что пожелает или нет? Кришна тоже. Конечно. Или он должен зависеть от закона физики там, или еще что-то? Или они от него зависят? Нет, все зависит от... В чем проблема-то? Ну, нам объясняют, что откуда текут две реки, зачем это вообще нам? Не знаю зачем. Просто говорит, что оттуда текут и все. Нас хотят удивить, нас же удивить хотят. Нет, просто говорят истину. Причем можешь не удивляться. Не, ну когда, вот смотри, любое тебе, когда предание, там, религиозное предписание что-то передают, то тебе пытаются донести какую-то мораль, либо тебя удивить. Мораль в том, что две реки берут начало оттуда, и все. Через Вселенную текут вниз или как? Если мы знаем, откуда они текут. Аллах знает. Как он знает, Нет, если я могу прийти, физически могу прийти туда, откуда начинается Ефрат и Нил. Физически я могу туда поехать. Вот смотрите, тут у нас были такие гости, да, ну как бы на канале. Они нам объясняли, что кефиры открыли большой взрыв. Аллах сказал уже давно в Коране о большом взрыве. И у нас получается здесь такой когнитивный диссонанс, потому что теория большого взрыва, она не предусматривает скорость, превышающую скорость света.
То есть быстрее скорости света ничто не может как бы быть. Если даже представить, что что-то движется быстрее скорости света, то получается так, что время останавливается. И чтобы опять выровнять вот эту физику, да, скорости света. И у нас получается вот этот полет на Альбураке туда, на 7-е небо, он вообще всю теорию вдребезги разбил. А зачем нам тогда? Потому что это теория. Нет, так ее же нам приводят в пример, как доказательство. Тебя спрошу. Видите, в Коране Что такое фотон? Ну, частица света, например. Значит, частица физический объект? Ну, фотон это тоже, скажем так, такая тема, да. Он с одной стороны... Это так, это нет, ты просто объясни, это физический объект или нет? Да, физически. У него нет запаха, объема, мы не можем его потрогать. Ну, это фотон, это тоже не там, или просто круг. Что это? Там вот в этой, скажем так, теме, да, про свет, там есть тоже свои дыры, потому что... Примерно оказывается в 2 местах. Я сейчас хочу объяснить. Потому что нам рассказывают тоже такую тему, что свет, он одновременно и частица, и волна. И у нас фотон не оказывается одновременно в 2 местах. Частица. Что такое частица? Давайте в квантовую, короче, там, механику, физику. Я пока не признаю, потому что это все на стадии там теории. Так фотон же часть квантовой физики. Квантовая физика на спине рыбы Нун, да? Подожди. Мусафир, ты просто не понимаешь, что я тебе хочу сказать. Вот эта теория, да, ее некоторые братья-мусульмане выдают как бы уже... Братья-мусульмане, у них свое мнение. Еще раз. Ее выдают как за факт, да, там, свершившийся какой-то. И сразу приводят, что в Коране сказано, что там, типа, мы создали, мы расширяемся, типа того, там, аят какой-то есть. Ну, это аят. И это соответствует теории, типа, большого взрыва. Видите, там, нас удивлял тут один. Потом мы начали это ковырять, и потом эта теория... Мы расширили небеса. Да, и эта теория там большого взрыва, она ломается, потому что Аль-Бурак превысил скорость света, понимаешь? И мы тоже это разбирали. Там есть еще вот... Мне не можешь про фотон объяснить, и хочешь объяснить? Кротовые норы есть. Вот есть подозрение, что Аль-Бурак сквозь кротовую нору проскочил. Кротовые норы – это очередная сказочка физиков для того, чтобы мозги пудрить и деньги получать. Ну, понятно, что это теоретическое такое дело. Но дело в том, что по-другому обогнать скорость света. Плюс вот Аль-Бурак, да, когда пророк на нем летел, да, он, по всей видимости, такое поле вокруг себя создает, и где кислород бывает, да, как бы внутри этого поля, и скорость света. Скорость вот этого Аль-Бурака, да, она, короче, до того она возможно, быстрая. Мухаммад же Луну раздвинул на 2 части. Это же тоже говорится в хадисе про Луну на 2 части. Как солнце в мутный источник на земле садится. Это 100% факт, что Луна была расколота, а потом приклеена. Потому что когда Нил Армстронг, они летали, короче, туда на Луну, они видели, что это НАСА и НАТО полностью подтвердили, что Луна склеена, суперклеена. Бисмилля.
Так что там Мусафир, 100% ты веришь, доказано. Ибраим, а как солнце, говоришь, да, мутный это источник, на земле садится вообще? Что за мутный источник на нормально, земле? нормально садится. Потому что земля плоская по исламу. Мусафир, Чехол ты для веришь, солнца, да? что земля... Но мы сейчас вот разбираем, как Аллах может быть одновременно на седьмом небе. Если у нас сейчас 12 часов ночи, где-то 2 часа ночи, где-то 3 часа ночи. У него это должна быть проблема, скажи мне. Он же, для кого он садится? Законы физики не позволяют этому сделать или что? Да, потому что законы, Нет, которые просто придумал он, зависит от законов потому что Смотри. эти законы придумал он же все создал. Законы физики. Давай про значит, метафизику Смотри, теперь поговорим. Мусафир. У нас знаешь, что получается? Если Аллах в треть ночи спускается на нижнее небо, то каждую секунду, вот в течение 24 часов, скажем так, где-то на этой земле, где-то всегда треть ночи, понимаешь? И значит, Он всегда Аллах спускается. постоянно должен, он или должен он дергаться туда-сюда, прыгать, подниматься, спускаться. Видишь, Ну, вот, как бы... вот, Сережа, ты прикалываешься. Вот про реки от В чем Рона, проблема? реки из Трона, которые... Не, просто когда нам утверждают, вот Закиры Найки, что там высасывают из пальца, что земля, про землю сказано, что она в виде страусиного яйца, это все полная чушь. Да, это полная чушь, потому что именно версия о том, что мы находимся, земля плоская, и мы веришь находимся на Армстронгу? спине, и что мы находимся на спине рыбы Нун, оно подтверждается косвенно, потому что когда солнце восходит, оно проходит через рога шайтана на восходе. На западе тоже оно через рога шайтана что? опускается Опровергни мутный это. источник. Мутный кафир. источник. Когда Аллах спускается на нижнее небо в треть ночи, то есть все вот эти вот, это косвенные доказательства, что земля плоская, и мы находимся на спине рыбы Нун. И мы распростроили землю. Шейх Усемин сказал, что кто считает, что земля круглая, является кафиром. Это есть, вот можете найти, что сказал шейх Усемин о земле. Он сказал, что кто считает, что земля круглая, является кафиром. Все. Видишь землю круглую? Конечно, вижу. Вот этот, который комменты Конечно, там вижу. пишет, фантастик, поднимись, что ты там хочешь сказать, здесь объясни. Самое легко это разузнать, вот когда сидишь на каком-то поле, и ты смотришь, как отделяется человек. И ты видишь, у него сначала пропадают ноги, туловище, а потом уже в конце голова. Ты понимаешь, нам Оптику помощнее большом надо, и счету. он опять появится. Что сделать? Помощнее надо. Друг, ты разве ни разу не летал на самолете? Он с 10 тысяч полностью. метров уже видно, что небо закругляется, земля появляется дуга такая. Мусафир, вы пользовались этим? Мусафир, вы пользовались нами? Мусафир вообще не хочет дискутировать полностью. Мусафир, вот вы пользовались этим, когда не было, чтобы мы не могли ваши книги из арабского перевести раньше, допустим, 10 лет назад, 15 лет назад, там, 20. Было трудно это сделать, не было этих вот программ. Теперь все ваши книги переведены просто одним щелчком. Ты так говоришь, как будто кафиры их перевели. Это мы вам перевели. Все, что вы знаете от нас. Никто от вас ничего не скрывает. Не надо делать как достижение. Как будто мы скрывали. Подожди, стойте, давайте вспомним. Кто этот плоскоземельщик, что он несет? Давай вспомним, что сделал ваш Омар. Омар, когда пришел и библиотеку Александрийскую, они разбомбили. Что сказал? Если здесь то, чего нету в Коране, нам это не надо. А если есть то, что есть в Коране, у нас уже есть Коран. И они уничтожили все. Никогда мусульмане за знаниями не шли. Давай, приводи Никогда. этот аср. Окей. Маршал Думасерги. Анатолий, вот твое затмение мозга находится, знаешь, в каком ключе? В 12-м Факт, ключе. давай мой мозг оставь. Мой мозг оставь. Аллаху алам, ты сказал, все это затмение твоего мозга. Это конец человеческого Вы мне можете ответить мозга. на какой-то мой вопрос? Пожалуйста, ответьте. Ответьте.
и разбудите мой мозг. Сделайте, чтобы я принял ислам опять. Я хочу принять ислам. Из вселенного, входящую на землю, одно. Там нету... Да дело не в этом. Я не хочу, чтобы ты принял или вышел, или же принимал, не принимал. Дело не в этом. Дело в твоем мозге, в душе даже. Судно делено мы, как муравей. Я не верю в нее, чтобы она не была. И всякого. А чтобы душой поверить в Всевышнего Создателя, кроме одного нашего Солнца, ты знаешь, сколько еще Солнцев существует в Вселенной? Ты представляешь, сколько их там еще существует? Много. Вот, если твои мысли... Ну, что из этого? А Аллах, когда спускается, не по Солнцу спускается? Или как? Они его не обжигают? Вот до Солнца 7 планет, да, у нас, да, вот Юпитер, Питер, там... Подожди. Когда джинны поднимаются, когда джинны выстраиваются и друг на друга поднимаются туда, в небеса, подслушивать, что там Аллах с ангелами. Подожди, не перебивай. Этот момент, когда, этот аят даже можно прочитать здесь, да, тут Аллах кидает звезду за этим джинном, короче, и таким образом его... Ангелы кидают, ангелы кидают. То есть ангелы, да. Прямо ему по спине заехал, короче, звездой, и он оттуда вниз слетает на землю. Как тебе такое, Илон Маск? Мой мозг такой затурманен. Что я неправильно сказал? Я из ваших книг привожу, из ваших Корана, из хадисов. Что я сказал от себя? Что я сказал от себя? Не, вот ты Анатолий, ты представляешь, если вот, например, Проксима Центаура, да, самая там ближайшая к Земле, вот ей в джинна, короче, пульнуть в сторону Земли. Будет труба, джин упадет сильно. Не поздоровится джинну 100%. Главное, что вот в Коране говорится в в хадисах о том, как является джин. Они вот как берут Я думаю, когда они все падают, то как раз и землетрясение получается. Ихар, да, как вот, допустим, колдуны узнают будущее. То есть джинны садятся один на другого на плечи, идут и слушают, что говорят ангелы. И приходят и говорят назад колдуну. А теперь вопрос. Этот хадис достоверный, этот хадис есть. Ангелы знают сокровенное? Потому что также по исламу ангелы не имеют своего мнения. Они созданы лишь для того, чтобы служить Аллаху. Они не знают сокровенное. Что слышат джинны у ангелов, когда ангелы не знают сокровенное, но они что-то слышат и приходят? Как это? Одновременно ангелы не знают сокровенное, одновременно джинны послушивают у ангелов. Сказано, что ангелы не знают сокровенное. А откуда ангелы могут знать сокровенное? Ангелы созданы, каждый ангел имеет свою задачу по исламу. Ангел Джибраил передает послание, ангел Гавриил смотрит там за... Получается, ангел Джибрил знал, да, сокровенное, когда приносил? Он знал то, что ему сказал Аллах. Ни больше, ни спорит. Ни больше, ни меньше. У кого джинны берут сокровенное, у каких ангелов? Я понял. Вот смотри, ты подумай сам. Ангелы, они безвольные, а человек вольный. Тот же шайтан или иблис, или джинны, там, домовые, лесные, всякие, вот эта грязь, они, опять же, безвольные. Но человеку дано все. Как ты об этом думаешь? Нет, джинны имеют волю. Когда сказал Аллах Иблису, поклонись Адаму, он сказал, я сделал из огня, он сделан из земли, я не буду ему поклоняться. Есть у него воля или нет? Он слушался Аллаха. Ну, я понял, это услышал я систему. То, что он мостик сделал, чтобы не поклониться Адаму,
все ангелы. Подожди, если в аду будет Иблис, да, который из огня, это как он, мультфильм, помнишь, Анатолий, когда этот заяц говорил, делай со мной все, что хочешь, только в терновый куст не бросай. И тот лис его в итоге в терновый куст запульнул, Не, и вот тот видишь, говорит, я терновый задаю куст вопрос, мне мой интересно, дом как родной. было. И я не пойму, как это в ад чувака, Не который пойму, из как огня. ангелы слушают у тех, у кого не знают. Потому что сказано в Суне посланника Аллаха, что ангелы имеют каждый свои зати. Есть ангелы, которые только сделаны для поклонения. Их сотни тысяч, там в хадисе приводится, их Аллах только сделал, чтобы они ему поклонялись. Вот ему по кайфу, блядь, сделал 100 тысяч ангелов, чтобы они всю свою жизнь сидели на коленях и били головой об Проблема в чем? облака. Понимаешь? И- До Мазу это все ангелы. Это белая магия. Твоя черная магия, она заседает и есть твой мозг. Ты должен Я увидеть... тебе задал вопрос, как джинны слышат Понимаешь, вот сокровенное это- у ангелов. Потому что кроме Аллаха никто не принес сюда знает. это. Ты вообще шарлатан, тебя надо отключить. Не, на Земле Можно вставить фразу? чем движет Вселенная? Энергия. Если мы сегодня создали 220 вольт, если их соединить, получается плюс-минус замыкание. То же самое. Белая магия и черная магия. Вот не надо склоняться. Вот опять же я тебе говорю, уничтожали и уничтожают мозг. Все, ты замкнут. Нет, вопрос, ты мусульманин, АКН? Ты мусульманин? Я человек, я Адам. А, ты человек. Ну тогда пускай мне Мусафир ответит, потому что человек, который не знает, как ангелы слышат, как джинны слышат у ангелов сокровенное и говорят об этом колдунам. И колдуны открывают какие-то тайны. Вот у тебя не покупай эту машину, потому что она плохая, не женись на этой женщине, потому что так тебе случится. И вот завтра ты выиграешь в лотерею, послезавтра ты выиграешь. Это им говорят джинны. Джинны говорят колдунам. А джинны залезают один на другого и слушают это у ангелов. А ангелы сокровенно не знают, кроме Аллаха, как это все работает. Ты Это уже система. на ворожбу перешел, ты уже. Не обязательно у ангелов что-то узнавать, чтобы знать о другом человеке. Когда кукол... Значит, сокровенное знают джинны? Значит, хадис врет. В какой-то части сокровенного, но сегодня для них небеса закрыты. Ты что, не изучал, что ли, чувак? Нет, когда, до небес, когда он доходит, Джазаллаху, Аллаху и так далее. Не, там небеса всегда Закрытыми закрыты. небесами такая же история, как и шайтаном в Рамадан. В Рамадан шайтана завязывают. Там вот в этом ничего плохого в хадисе не может про быть. Аль-Бурака, про Аль-Бурака, когда они минуют каждое небо, да, там они проходят через портал, то вот эти вот ангелы, они спрашивают, эти стучатся в эти врата вот этого портала, и оттуда спрашивают, кто вы, короче. И там Джабраил отвечает, это мы, кошки, типа, идем обратно. И их потом пропускают вот так. То есть там есть врата на каждом небе, короче. Ну, каждая, я не знаю, вселенная или как это там. 7 небес. Да. Небес. Да. Расскажи про это. Можно я расскажу? Вот как я слышал. Там стоят стражи, и ты не можешь на другое небо проникнуть. Но вот эти джинны, у них какие-то лазейки там есть. Либо Я еще раз какие-то говорю, там- сегодня ни один джин не может попасть туда. Ну, это понятно. Как не может попасть туда? Ты что, против аята, что ли? Сейчас я тебе прочитаю аят, никуда не уходи. Пока ты найдешь, можно я выскажусь? Чуть-чуть. А то я забуду. Аль-Бурак. Когда перелетал
Иерусалим, там спустился в Иерусалиме, и с неба появилась лестница. Вот так мне говорили, эту систему. И Джабраиль, ангел, Джабраиль, он говорит, сейчас спустится с неба лестница. И так. А потом я подумал, раз крылатый бурак с человеческим телом и лошадиной, да, вот этой тоже телом, и грудью там человеческой, и голова человеческая. Где-то Зевса он напоминает. Такой Аль-Бурак. Да. И у него есть крылья. Вот смотри. Пегас. Один момент. Сура Аль-Джинны. 78 сура, 8-9 аят. Мы пытались достичь неба, но нашли его заполненным сильными стражами и пылающими звездами. Мы прежде сидели там на местах для подслушивания, но теперь того, кто пытается подслушать, подстерегает пылающая звезда. Ну все, похлопай вот... мне. А что тебя хлопать? Я же тебе сказал, сегодня они не могут подслушать. Конечно могут, просто не звездами, понял? Ты вообще странный. Подожди, там же... Сам же противоречишь. До судного должен верить. Нет, подожди, там еще есть. Сейчас, смотри. Воистину мы украсили ближайшее небо красотой звезд и оберегаем его от всякого мятежного шайтана. Они не могут прислушиваться к высшему сонму, ибо их поражает со всех сторон. Они изгоняются, и им уготовано вечное наказание. Но если кто-то украдкой схватит хоть что-то его преследует ярко пылающая звезда. То есть там и есть у них лазейка. Нет лазейка, но смотрите, если мы берем это аят и говорим, что нету лазейки, тогда сегодня почему ислам преследует магов? Еще смотри, 15 сура, 16-18 аят. Мы воздвигли на небе созвездие и украсили его для смотрящих. Мы оберегаем его от всякого изгнанного шайтана. А если кто-то украдкой станет подслушивать, его преследует ясная пылающая звезда. Без шансов. Как без шансов? Тут же есть. То есть Кто-то украдкой послушает, его тут же настигают. Еще раз, его звездами гасят оттуда, но... Давай, ты прав, если хочешь. Очевидные вещи сидишь, споришь. Рассказывает колдунам. Подожди, что-то им удается оттуда урвать все-таки. Если бы он не рассказывали колдунам, то колдуны не имели откуда брать информацию. Тогда бы и не было. Там знать информацию. Твоя мать хромая. Шайтан пошел, посмотрел на твою мать, пришел, сказал, при чем здесь небеса вообще? Ты, блин, странный. Про джиннов он говорит. Вот смотри, ты прав. Как это объясняют ученые? Джинны раньше могли подниматься к нижнему небу и подслушивать часть того, что ангелы передавали из предопределенного Аллахом. Затем они передавали услышанное колдунам и порицателям, смешивая одну правду со множеством лжи. После начала пророческой миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, небеса стали охраняться гораздо строже, и джинны более не могут беспрепятственно подслушивать. Ты понял? Беспрепятственно подслушивать. Я понял. Раньше они подслушивали вообще безобразно все, а теперь в них кидают звездой. То есть без нежного так, беспрепятственно у них не получается теперь. То есть у них сегодня препятствия появились, да? После Мухаммада, как появился Мухаммад, препятствие появилось. Нет, кровопролитие человеческого тела – это уже препятствие. Так как льется борьба и брат на брата, понимаешь? Мухаммад сказал поставить нормальный ПВО. Просто посоветовал. ПВО поставить.
И я продолжу теперь, ладно, вот промежуток такой. И когда появился с небес лестница, почему-то, опять я не пойму, когда он как на коне Аль-Бурака сидит, и лестница, и как-то опять они взлетают на первые ворота нашего планеты. И там Джабраиль стучится в эти ворота, тук-тук-тук, тук-тук-тук. А оттуда голос: кто там? Это я, Джабраиль, ангел. А кто с тобой? Со мной его пророк, Мухаммад. Ты это На сам... Аль-Бураке. Да. На Аль-Бураке. И ты подтверждаешь, что это пророк Аллаха? Да, я подтверждаю, так как я генерал Джабраил там и все такое. Вот. Мусафир, как вы вот к этому относитесь, когда Аллах предписал 50 молитв, а Моисей сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, вернуться и снизить количество, попросить Аллаха, чтобы он снизил количество намазов, так как его последователи даже 3 не могли выполнять. И вот этот процесс, он несколько раз происходит до того, пока до 5 молитв не было сокращено. Так. Но эта история похоже, что просто взята из Библии, где Авраам молится за Лота, за Содом, чтобы там не был он разрушен, если там найдутся праведники. И торгуется с Богом до 10 человек, что если 10 человек найдется праведников, то тогда Содом не будет разрушен. Бог после этого перестал с ним разговаривать, и Содом все-таки был разрушен, показывая, что там праведников не было вообще. Это садака. А вот про молитву. Подожди, Мусафир. Сам процесс, он не, как бы этот хадис ставит Аллаха, показывает несостоятельность Аллаха и Мухаммада. Ну, Аллах предписывает 50 молитв. Да, предписывает 50 молитв, а Моисей как бы более, скажем так, ушлый, да, в этой ситуации, у него больше практики. Моисей — это Умар на земле. Не, это говорит, вы не справитесь, мой народ не справится. Он духовно предлагал. Как бы получается, что всегда нужно слушать старого еврея, да, как бы он все-таки, у него больше Надо опыта. всегда слушать посланника. Не, вот, ребят, вот смотрите. Это фитнес. Не, старый еврей всегда более опытный, потому что... Старый или молодой, главное, чтобы был посланником Аллаха. Ну, послушай. Ну, понятно, но у нас получается, что последний истинный, завершающий, самый, да, который будет пропущен наперед. Короче, даже некоторые там мусульмане, там ученые утверждают, что вообще землю и небеса все создано ради Мухаммада. Такая версия тоже есть, но она Ахлю Сунна не полностью поддерживает, хотя там косвенно многие хадисы об этом доказывают. Но тем не менее, а вот пророк, скажем, и этот пророк Мухаммад, он тоже какой-то вот не знает ничего, и Аллах не знает, а вот Муса, у него больше опыта, чем у всех остальных, он его отсылает каждый раз назад и говорит, чтобы снизили количество намазов. И потом, и ты знаешь в последний раз, что Аллах говорит, когда на 5 снижен? Докончи. Он говорит, что 5 будут в цену 50, и Аллах своего слова не меняет. Ну и что?
Вот. Это, милосердие он придает. Просто после того, как раз 7-10 свое слово, Муса сделал так, чтобы слово Аллаха поменялось, и на 10-й раз Аллах говорит, что его слово не Все, меняется. теперь 5 и больше не будет снижаться. Самое главное, о чем вы не думаете. Я твою муку... Анатолий, ты понял? Ты Да, я знаю, 5 молитв как 50. То есть, да? Но там в конце подчеркивает еще Аллах, что он своего решения, своего слова не изменяет. Предъявить это как претензия, если это было бы в начале. Ты расскажешь какую-то историю, логическая цепочка. Что тебе не нравится, я не пойму. Там какое-то непонятное что-то. То, что Аллах знает предопределение. Он знает, что будет в будущем. Первый вопрос. Они стучатся на каждое небо и спрашивают, кто это. Они не знают, кто это. Кого они позвали, кому послали к такси в виде Аль-Бурака. Я когда такси какой-то девушке вызываю, чтобы она приехала ко мне, я знаю, кто ко мне приедет. Ко мне приедет Инга, либо Валя, либо Галя. Но Света никак не может приехать, потому что я жду именно ту, кто приедет. Так и здесь. Аллах послал туда Аль-Бурака, и они спрашивают, кто это. Это первое. Второе. Работа. Они для этого и стражники. Это первое. Второе. Это охранник, который не спрашивает, кто Второе. это. Здесь походу, как и с Умаром. А Мухаммад что-то говорит, Умар говорит нет, потом приходит аят, что Умар прав. Вот здесь так же. Он спускается обратно. Да, такой, вот это самый важный момент. И говорит, это все из одной серии. Понимаешь, это 1001 ночи, вот этой сказки. 1001 ночь. Это все написано под один шериф и под один сценарий. И он приходит и спрашивает у старого еврея, а вот мне сказали 50. Он говорит, не, 50 это много, вы не сможете. Иди попроси меньше. Раз приходит, говорит, мне дали там... Третий раз будешь рассказывать. Мусафир, вы реально не понимаете, о чем идет речь? Озвучил проблему. Аллах предписывает 50 молитв, пророк Мухаммад их принимает, его еще можно простить, потому что он новенький здесь. Он спускается на 6-е небо, его встречает пророк Моисей и говорит, что у тебя там было за разговор. Он говорит, мне предписали намазы, 50 штук. Намазов, иди обратись к своему Господу, чтобы он сократил, ибо мой народ не справился. Понял, а дальше что? И так несколько раз, пока Аллах не снизил. Мой народ не справился. А где народу Израиля было там давно? Аллах не знает это, Аллах. Иудею спрашивай. Конечно, Мусафир. А как тогда? Тут Муса... У иудеев такого нету. Это точно. Не, у иудеев там 3 молитвы, по-моему, предписано в день. В Коране описано 3 молитвы. В Коране написано 3 молитвы, а уже 5 это по сунне. Смотри, Мусафир, Аллах вообще там не в курсе, где-то занят своими делами на 7-м Сказано, небе. что Аллах не в курсе. Он на 7-м небе постоянно. Ты что, ты хадис слушай? Что сказал, что Аллах не знает, или что он сказал? Аллах предписывает 50 молитв. Мухаммад прощается с ним. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Мир тебе, Аллах. Он спускается на 6-е небо. Там, я не знаю, сколько лететь. Он спустился на 6-е небо, и его встретил Муса. Он же там смотрящий, сразу там. Да, и он его опять отсылает на 7-е. Иди, вернись. Другими словами, там, Аллах вообще полный профан, я лучше знаю. Это же ненормально молиться и просить Господа. Смотри, другими словами, если ты не понимаешь, я тебе объясняю. Аллах там вообще занят своими какими-то небесными... Небесной канцелярией, небесными делами. Он вообще не в курсе. Я лучше знаю. Мои 3 не могли.
Чтобы ты понял, я тебе вот другими словами объясняю. Он вообще там, короче, далек от этой темы, слишком там засиделся на 7-м небе. Иди, возвращайся и скажи, что, короче, чтобы снизил, потому что я лучше знаю, мои 3 не смогли сделать. И тот возвращается, и ему действительно снижают эту сумму и цифру. Он опять возвращается, спрашивает, сколько там, в одной версии 40. Он ему говорит, иди снова, вернись. И вот так он его туда-сюда отсылает, понимаешь? И пока тем самым показывает несостоятельность. Проблему не вижу я, вот, и что? Ну, отсылает. Ты за весь стрим Это так и каждый не раз. увидел, Он да, желает, как чтобы тугодум, так да? произошло. В чем проблема? Мусафир, ты действительно искренне верующий. Значит, знаете, как у нас был Ты один брат. уверовал вообще невозможно. Как сказал Абу Бакр, говорит, я верю в то, что с высоты 7 небес спускается Коран, говорит, ты меня спрашиваешь, летал ли пророк в Иерусалим за одну ночь на 7-е небо? Лично для меня этот хадис, он вообще, если ты начинаешь через логику его пропускать, он наоборот пока как бы против Аллаха работает. То есть он показывает божественную аллахскую несостоятельность. То как будто бы Аллах вообще... Да, как будто бы Аллах... Опять-таки Мухаммад, он, конечно, ну, как бы новенький здесь, понимаешь? Моисей, он уже битый волк. А Аллах вообще какой-то, вот его можно переставить, отодвинуть, короче, отсюда туда. Вот, ну, это, да, будет сейчас для уха, короче, для кого-то там вообще слишком неприемлемо, да, но... Очень да, странный вот вывод, такая. конечно. Но им запрещено размышлять об Аллахе. Это в Библии, наоборот, Бог говорит, познайте меня, узнаете, какой я, постройте со мной отношения. А на мусульманстве нет, там будешь рассуждать, тебя кафиром назовут. Не, я раньше про это говорил. В исламе, наоборот, одобряется, когда ты размышляешь. Потому что говорится, размышляйте над аятами Корана, размышляйте над словом Аллаха. Но когда ты задаешь вопрос, здесь просто такая вот, как копейка с двумя, орел и решка. Ты можешь размышлять, но быть согласен со всеми. Как Мусафир, да? Вот у нас был Так, тоже Анна, такой брат. приветствуем вас. Маршу. Доброй ночи. Можно вам Доброй задать вопрос? Доброй ночи. Давайте. Как вы относитесь к православным? Вот я православная. Ну, главное, чтобы вы нам что-то не навязывали. Важно, чтобы вы были, если вас спросят, если вы сегодня умрете, где вы будете, вы уверенно знали, что вы будете с Богом на небесах в раю. Это значит, что вы спасены. Если у вас есть сомнения, мне вас жаль. Я в это верю, да, что Бог любит вообще всех, кто любит Бога. То есть он всегда отвечает взаимностью на нашу к Нему любовь. Немножечко уточню. Бог любит тех, кто любит Иисуса Христа. Потому что любовь к Богу – это очень абстрактная вещь. Потому что Он отдал Сына Своего, не пожалел, чтобы люди спаслись. И поэтому у Него отношение к людям потому, как они относятся к Иисусу Христу. Да, но мы вы мусульмане, Бога, да? Бога мусульман. А кто? Вы мусульмане? Я? Да. Нет. Ну, вообще, в Коране... Я мусульманин. Я Да, 71%. в Коране многобожники и христиане называются по-разному, да. Есть такой аят, я, правда, не помню, какой именно, но я помню его из Корана. Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами многобожников и иудеев. И ты также найдешь, что ближе всех в любви к мусульманам являются те, кто говорит «мы христиане». Это потому, что у них есть священники и монахи, и они не проявляют высокомерия. Так вот, многобожники названы врагами, а христиане названы друзьями, потому что Иисус учил нас возлюбить.
Анна, это изначально. первые аяты, это начальные аяты. Потом Мединские, там есть сура, американские сура аяты, 9, которые, да. 29 аят. Прочитайте, вы поймете. У вас А у есть меня под рукой сейчас муж на устройство? кухне, я не могу, мне надо подождать, пока он вернется в Ну, комнату. давайте я вам зачитаю сейчас. Давайте, да. К Один момент. сожалению, отношение менялось со временем к христианам и евреям, и уже они стали в конце концов врагами. Я взяла распятие в правую руку. Так, смотрите. Сура 9, 29 аят. Эльмир Кулиев переводит. Сражайтесь с теми из людей Писания, то есть люди Писания – это иудеи и христиане, которые не веруют ни в Аллаха. Вы веруете в Аллаха, Инна? Ну, в Бога верю, конечно. Ну, в Аллаха верите вы именно? Так это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Совсем Подождите, разные. Аллах это по-арабски Ну, Бог. Разве смотрите, арабский язык это что-то другое? Еще раз, смотрите, еще раз. Давайте я сначала дочитаю весь аят. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, то есть ислам, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. То есть это уже такие более свежие аяты, последние, после того, как уже укрепилась власть. Так что то, что вы читаете, это, конечно, неплохо звучит. Вот мои 71% мусульманские, в них как раз входят вот такие приемлемые для общечеловеческих ценностей аяты. Там, да? Например, есть аят во второй суре, в которой сказано, что нет принуждения в религии. Я, например, признаю вот такой аят, и мне он приемлем. Но, к сожалению, его как раз-таки вот этот аят 9.29, он отменил вот этот аят, где сказано, что нет принуждения в религии, потому что сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. То есть вот этот аят, он отменяет вот этот, который мне приемлем аят. Анна, вы откуда? Притчи Соломона, 30 глава, с 4 по 6 стих. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли, всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Кто поставил все пределы земли? Смотрите, Анна, давайте это самое, пределы земли, это все хорошо. Мы сейчас немножко об исламе здесь говорим. Послушайте, вы говорили о том, что там, что самое близкое это христиане. После смерти Мухаммада, на кого, вот Мухаммад, когда умирал, вы знаете, куда он послал отряд с войною? Знаете, что он сказал при этом, когда умирал? Айша, я чувствую, как разрывается моя аорта. Есть ли такой аят, что если он что прибавит к словам, то Аллах разорвет ему аорту? Есть. Анна, вы немножечко уходите в сторону от рассуждений. И он 3 дня проповедовал в аду и воскрес. Наша вера правая, вера православная, единая и нераздельная Пресвятая Троица. Хорошо. Давайте вы... Вера это хорошо. Мы говорим, чтобы вы понимали о том, потому что вы пришли немножко с заблуждениями насчет отношения мусульман к христианам. Потому что Мухаммад, кроме аорты, он собирал отряд, чтобы идти на христиан. Вы знаете об этом или нет? И проклинал христиан и иудеев перед смертью. Но христиане ведь названы людьми Писания.
Люди Писания, так вот, вам зачитали аят. И сражайтесь с теми людьми Писания. Вам зачитали Он 9 поменял аят. свое отношение. Он поменял, потому что Это изначально. поэтому мусульмане казнят христиан. Так это кафиры, потому что либо ты их казнишь, если и они не платят жизнью. Их нужно казнить, конечно. Это, Хотя бы без мучений, да, просто отсечением головы. Отрезайте им руки, ноги накрест. Отрезайте руки, ноги накрест. Отрезайте руки, ноги накрест. Дело в том, что если вы внимательно поразмышляете над тем, какой Аллах и какой Иисус, вы увидите сумасшедшую разницу в отношении к людям, к греху, к праведности, к спасению. Это небо и земля, это разные боги. Иисус тоже 18 веков дров наломал. Просто сейчас это все устаканилось. Нет, дорогой друг. К счастью. Нет, дорогой друг. Иисус не ломал дров. Он показал Нет, идеальный пример. Как раз таки веков 18 это все продолжалось тоже. А люди, которые не поняли его учения, вот они ломали То же дрова. самое говорят и мусульмане. Подожди, то же самое могут сказать мусульмане. Вы не понимаете, это было тогда. Это я мужу сейчас говорю. другое. Понимаете, вы можете понимать это окей. самое. То же самое могут сказать и мусульмане. Потому что христианство также убило очень много людей. Даже, может быть, больше, чем мусульмане, потому что христианство более древняя религия. Все, допустим, когда государства принимали христианство, другие религии уничтожалось и физически, и морально, и даже та же... Давайте различим мухи отдельно, котлеты отдельно. То же самое. Я вам хочу объяснить. У них тоже учение Мухаммеда, и они также могут этим парировать. Нету принуждения в религии, когда им выгодно. Они могут. Они могут, и они это делают. Потому что учение Мухаммеда совсем отличается в моральном плане, в плане взаимоотношения с людьми. Вы просто не понимаете, о чем говорите. Посмотрите на учение Иисуса Христа, и вы увидите я вам колоссальную скажу разницу. про учение Иисуса Христа. Вот у нас здесь попы занимаются и мародерством, и чем хочешь. Вот эти и православные, и баптисты. Вы понимаете, что такое учение Иисуса Христа? Но Те, кто им прикрываются, Возлюби врагов своих. Вот это самое сложное в христианстве. Можно мне сказать? Можно мне сказать? Самое сложное в христианстве – это возлюбить своих врагов и молиться за обижающих тебя. Ведьмы, которые, они просто красивых женщин, которые не смогли с ними и их изнасиловать, они их объявляли ведьмами и сжигали. Брали их силой. Этому Христос учил. Покажите мне в этом его учении. Оставление грехов за деньги было. Друзья, смотрите. Покажите мне это в учении Иисуса Христа, и я с вами соглашусь, но этого вы не найдете. Смотрите. Тут у нас ситуация такая, что у нас нету проблем с христианством на сегодняшний день, да, с какими-то там джихадистами христианскими, со всякими этими, да, там люди себе веруют в Бога, и это их Я полное видела право. казнь сирийских православных. Да, но если говорить исторически о христианстве, то там, как говорится, дров тоже наломали. Но сейчас этого не происходит, к счастью, и это хорошо, что смогли это делать. В Африке было казнено 70 христиан, обезглавлены. Я видела интервью женщин, когда казнили православных в Сирии. Чтобы нас не блокнули. Так вот, одна сказала, он мученик, и Иисус пролил за нас свою кровь, и мы должны проливать свою кровь за него. Хорошо. Другая Смотрите, сказала, я осталась с дочкой на руках, но моя дочка вырастет и будет гордиться, что отец не снял с себя крест. Подождите, просто сейчас у христианства нету этого влияния, как было когда-то. Как у католиков был Папа Римский, свое влияние, как у православных была Византийская империя, затем вот эта вот Российская империя, и они руководили. Вот когда у них была власть, они делали, практически то же самое, что делают мусульмане. Поэтому я атеист.
Понимаете, что это делали те, кто думали, что они христиане. Они прикрывались Иисусом Христом, это было выгодно. Потому что ничего общего с учением Иисуса Христа нету там, ничего общего с учением Иисуса Христа. Смотрите, у нас то же самое сейчас происходит в исламском мире, да, когда есть сотни течений, каждое течение винит другое, что этого там нету, а те говорят, а этого там нету, но в нужный момент там могут найти и это, и то, поднять какие-то недостоверные сунну, хадисы какие-то, отмененные, про племя Азут, например, могут, когда нужно вытащить. И у нас, да, и у нас получается такая тема. В том-то и беда. У нас получается такая манипулятивная тема, она открыта. То же самое там веков 18 происходило с христианством. Сегодня, повторяемся, это дело каким-то образом, к счастью, устаканили. И будем держать за это кулачки, надеяться, что это снова там кто-то не ковырнет и все это, короче, не начнет использовать там одних против других. А так у нас на сегодняшний день с христианством проблем каких-то безбашенных крестовых походчиков, джихадистов, там, каких-то инквизиторов, этого сегодня нету, альхамдулилля. И поэтому как бы эта тема нас не волнует. Можно мне задать вопрос? Вот 19 сура Марьям я открыла, да, с 39 аята. «Предупреди их о дне печали, когда решение уже будет принято, но они проявляют беспечность и не веруют. Воистину, мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к нам». Что это значит? Унаследуют землю мусульмане. Здесь о мусульманах говорится. Я вообще слышала, что в Коране сказано, что мусульмане идут в ад. Это правда? Все мусульманы в рай. Более того, есть хадис, который говорит о том, что за некоторые грехи мусульман будут в аду гореть христиане и иудеи. Машаллах. Они, даже если попадут в ад, они будут там не вечно, а они потом выйдут из ада. То есть мусульманин не может быть в аду, какой бы он ни был грешником. Только если он не сделал куфр. Куфр это многобожие. Если он не сделал Можно мне Евангелие от Иоанна зачитать? 12 глава, 12 стиха. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев!» Что такое? Кафирских вот этих чтений. Да, тут вообще куфр полный. Понимаете, я православная, да, вот я поставила сейчас распятие на Библию. Я хочу сказать, что мы не живем во времена, когда писались Писания, потому что Коран – это заключительное Писание. Мы живем во времена, когда пишутся догмы и каноны. Если вы считаете Коран заключительным писанием, вы не христианка. Я вам сразу говорю, даже спорить не надо. Вы уже, альхамдулиллях, мусульманка. Путин тоже скрытый муджахид, альхамдулилля. Строит мечети, отправляет путевками хадж. У нас войско Иисуса, алейхиссалям, даже есть. Не, вы понимаете, мусульмане никогда не поймут христиан, потому что у вас нет веры в распятие и воскресение. А на этом зиждется христианство. Почему это нет?
Ну, зато вы верите, что Коран это последняя книга. Вы сейчас это сказали, я просто был немножко в шоке. Как ортодоксальная христианка может это сказать? Но просто надо прочитать в Откровении последние стихи, где написано: кто добавит к книге сей, тому Бог наложит язвы, а кто убавит с этой книги, того Бог вычеркнет из книги жизни. Наверное, девушка не читала этого. Ну, он просто... Иди, Господи. Ну, всім привіт. В Ані я спитаюсь, я просто в Ані спитаюсь. А Ісус говорив, що я син Божий? Анна, дай відповідь. Там є в Біблії. Это брат нашего пророка Мухи. Это никакой не сын Божий. Алейхиссалям, это брат нашего пророка. Говорив, я син Божий. Почитайте Это Библию. не говорится в Ветхом Завете. В притчах Соломона. Я сегодня читала, вы не слышали. Значить, ти погано читаєш. Ще раз перечитай. Сейчас найду. Она после псалтыря. Притча после псалтыря идет. Анатолий, прими христианство. Я мечтаю об этом. У нас поп, здесь, с митрополии Басарабии сделал мужику минет. Я осуждаю. Его выгнали. Притчи, 30 глава, с 4 по 6 стихи. Это тоже по сунне. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Земля находится на рыбе Нун. И вот эти горы... Да, горы биты в виде колышек, чтобы земля не колебалась, когда Нун там дергается. Солнце садится в грязный источник. Оно у меня вот село. Сейчас у меня по первой ночи оно в грязном источнике у меня здесь. Жду, пока Солнце не дано догнать Луну тоже. Солнце. Затмение. Иногда догоняет. Догоняет. Главное, чтобы шайтаны не падали с неба. Главное, чтобы когда звездой пуляют в джинна, чтобы мы на одном уровне не находились. Потому что если сюда звездой пульнут, мало не покажет. Жалко Аллаха, понимаете, вот Анна, смотрите, Аллах это имя, это не Бог, это не переводится Бог больше, чтобы вы для себя знали, это имя. Имя божества у арабов, у которых было 3 дочери. Потом Мухаммад сделал ему ребрендинг и отключил дочерей, убрал. Потому что вот здесь еще есть такая тема, що це ж хадж, це ж... Мені одне, а в мене в Біблії ще одне пише. Може, давайте я вам ще одне розкажу, що як євреї мали. Цар Давід. Що? Скільки там цар Давід мав жінок? Давай. Що цар Давид? Подожди. Почитай. 400 жен имел 800 наложниц. Ну и что? Он был монстром. Он был монстром. У нас не иудейская тема. И Анатолий вообще к этому отношения не имеет. Тогда надо было устанавливать мир с соседними царствами, а это устанавливалось именно тем, что брали жен. Я просто для Анны сказал, чтобы она знала, что Аллах это совсем другое божество. Совсем другое. Это как Зевс. Нельзя сказать, что Зевс это тоже... Цар Давід так само, як султан. Оце два, оцього, що беруть... Цар Давід, цар Давід, цар Давід. Там пише в Біблії. Ну давай вже не скривай. Вже, а зачем мне твоя Библия? Я в нее не верю.
Оставь меня с Библией в покое. Я здесь... Бо я здесь... христианка. Ну, будь здорова. Будь здорова. Я здесь вообще общаюсь с мусульманами, учу их исламу. Потому что я делаю дауа. Хочу, чтобы люди знали истину, их книги. Размышляли, почему земля плоская на колышках, на рыбе. Почему солнце в грязном источнике. Почему Мухаммад душили и говорили, что он пророк. Что он читал, хотя он читать не умел. Вот все эти вот вопросы я хочу здесь узнать. Можно мне зачитать из Библии? И языки? А что там про Мухаммада? Я не знаю, я только открыла. 17 глава. Про этого есть там, про Бухари что-нибудь? Про Бухари есть? Или про Муслима? Или Артемизи? А может быть там есть про 6-летнюю девочку? И Езекииль, 17 глава. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую. В городе торговцев положил его и взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалось виноградную лозою». Здесь прошло. Круто, как в Супер Марио. Не, это похоже на суру 15 из Корана, сура Ворон. Мусафир, знаешь 15-ю суру Ворон? Читал ее? Мусафир заснул. Прочитай. Так скажи мне, ты читал, что там сказано про ворона? Почему Аллах привел именно эту птицу? Она священная в исламе или нет? Ворона что можно есть... убивать. А? Ворона можно убивать. А почему в 15-й суре он про это говорит? А про убийство нет. А? Про что? Про ворона, так и называется. Нормально ворон. вопросы задавай, ты задолбался им тупыми, блин. Нормально можешь сформулировать? Так я говорю, в 15-й суре... Не груби, Мусафир. Он говорит... Бог велел грубить. Про ворона. Что он имеет в виду про ворона в 15-й суре? Так я тебя спрашиваю, ты мусульманин. Зачем ты меня спрашиваешь? Зачем? Так ты мусульманин, что ты что-то хочешь мне донести? Говори, что ты хочешь. Он походу, Анатолий, он походу там процентов 12 такой. Не, Какой? знаешь, он про ислам не знает ничего. Если я тебе сейчас скажу, что там говорится, там ничего не говорится, потому что ее не существует, дебил. Кого не существует? 15 суры. А я тебе что сказал, что она существует, что ли? Ёб твою, блядь. Ты сказал прочитаемо. Я тебе сказал, читай. Задать вопрос мусульманам? А здесь только Какое один. омовение вы делаете? Бисмилля. Какое омовение вы делаете? Какой закон об омовении вам дан? 3 камня. 3 камня в жопе. Ой, осуждаю. Аккуратно, Анатолий, не груби. Короче, 3 камнями там посунь. Ну, нужно мыть сначала руку одну 3 раза, вторую, затем помыть лицо, рот вместе с носом, затем провести водою по голове до затылка, указательными пальцами засунуть в уши, с большим пальцем за уши. После этого нужно промыть ноги и можно молиться. Это омывение. Без омывения ты не можешь читать Коран, ты не можешь молиться. Как тогда на улицах мусульмане молятся? Что ты говоришь? На улицах иногда мусульмане молятся, когда время намаза. Так он может сделать, у него омывение может быть. Омывение портит, если ты, допустим, был в туалете, или по малой, или по маленькой нужде, либо у тебя вышли газы, то есть пукнул. А только тогда портится омывение. Есть большое осквернение. Если я лег с женой, то я должен сделать гусель, называется, то есть большое омывение. То есть промыться точно так же, плюс 3 раза правую сторону
и 3 раза левую. И левой рукой мыть половые органы, правой нельзя. Коротко говоря, искупаться. Искупаться, да. Но если хочешь получить награду, то нужно сделать именно так, потому что Айша показывала. Кстати, почему Айша показывала сподвижникам, как делать большое омовение? Как она могла за занавеской раздеваться и мыться? И чтобы на нее смотрели мужики там за занавеской. Кстати, этот хадис ты же знаешь, да, где она показывала молочному брату, как нужно купаться? Конечно, конечно. Конечно. Вы знаете, вы заговорили про испражнения, и мне, она мне давно пришла в голову эта мысль, да. Вот Иисус, я верю в это искренне, единородный и нераздельная Троица, да. Он же испражнялся. Ну, бывает. Да, это довод мусульман, что он не Бог, потому что он ходил в туалет. И они, когда вот делают, хотят, чтобы христиане были в исламе, они вот это вот начинают. Бог может идти в туалет, он может быть там, где грязно, а ты такой сидишь и думаешь, нет, не может, а так значит Иисус не Бог. Все. Да, как раз вот здесь был этот один, который говорил, что в исламе такого нету, что порицаются другие религии, а потом как бы ислам он вышел, на этом, что... и вышел тот, который мне задал как вопрос, раз таки вот эта тема, на таких темах это все и как бы пропагандируется. Да. Мимо прошел, его зовут Данила, ему 13 лет, крещен он как Даниил, и ему сделали обрезание. У него дырочка, из которой он писает, была сверху. Ему делали операцию и обрезали крайнюю Друзья, плоть. давайте эти такие темы как бы слишком... Сделали. Да, Ну, что обрезание имеет какое-то отношение, ты верующий либо нет? Нет, конечно. Допустим, это даже не считается ваджибом. Анатолий, хватит всех обсуждать, давайте я вопросы позадаю. Мне, да? Твои предки обезьяны, да? Альхамдулилля. О, это вообще сильный вопрос. Что ты говоришь? Твои предки обезьяны, я могу сказать, что ты сын обезьяны? Нет, я могу сказать, я не знаю, мои предки... Ну это научные подходы, тебе так спрашивают. Почему научные Примат подходы? прикруче. Я не верю в Дарвина. А в что ты веришь? Я не верю в теорию Дарвина. Во что ты веришь, я спрашиваю? Просто в ничего. Тупой. Я верю в Бога Все, Замоксис. вопросов нет. Мой Бог Замоксис. Вот мои предки верили в Бога Замоксиса. До того, как пришли римляне, император Троян и захватил. А потом моим Богом... Лучше не разговаривай. Бог Замоксис. Почему мой Бог Замоксис хуже твоего Аллаха? Мои предки в него верили. Умирали, смеясь, потому что думая, что после смерти они будут праздновать с Богом Замоксисом. Еще тупее, чем я думал. Муфасир, ты еще здесь, что ли? Я думал, ты уже давно свалил отсюда. Нет, я уже поспал и пришел. Ты слишком на личности там постоянно с Анатолием. Страшно, просто он нам ни на один вопрос не ответил. ответил. Смотри, у тебя странная логика, 71-й. У тебя странная логика. Он оскорбляет Аллаха, его посланника, и ты переживаешь за его личность, что ли? А когда что я даю ему личность? Он никого там не оскорбляет, он рассказывает, что как предписано. Цитировать Коран и хадис — это 71%. Машаллах. Я 71%, я признаю все, что общечеловеческие ценности, вот в частности... Или не 69%. В частности, все, что приемлемо культуре моего народа, вот это я приемлю. Все, что противоречит, я отправил коренными зубами вот этим авторам в пустыню назад. Будь ласка, заберіть в нього ручку, дивіться, що він пише, гадость. Можно мне, пожалуйста, прочитать 50-й псалом Давида? Я его знаю наизусть. Зачем ты хочешь это читать? Я его знаю вместо 90-го псалма, который обязательно для Пушкина знаю православных. наизусть. Давайте будем Я читаю его по вечерам. От тебя, Мусафир, она хоть что-то знает из своей религии. Вот это вот тебе бы нужно... Толи, заткнись. Только он очень длинный, пожалуйста, не перебивайте. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мое. Наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих, яко да оправдишься во славе всех твоих, и победишь им негда сутитите. Себо в беззакониях зачат есим, и во грехах родимя мать моя. Себо истину возлюбилась. Бессвестная и тайная премудрости твоей я явил мне си. Окропишь мя и сопом и очищуся, а мыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренно. Отврати лице твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей. Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да зазиждутся стены иерусалимские. Тогда благоволишь жертвы правды возношения и все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Аминь. Фатиха. Фатиха. Кстати, вот это вот аль-фатиха только турки говорят. Никто больше не говорит, и говорит, и нам это нововведение. А что, все ушел, да, этот мусульманин? Фатиха. Все, ушел. Я вот поражаюсь. Этот вот Муфасир, или как там его, просидел, наверное, сколько часов? Часов 5, наверное. И ни на один вопрос не смог дать нормальный ответ. Ни на один, мэй. Я не могу понять. Аллах воскресе. Аллах воскресе. Воистину воскресе. Альхамдулилля. Всех приветствую, Маршу. Машу. Следующий фугас патрон с нами, значит фугас уже патроном. Все, пацаны, приятного вечера, уже час ночи. Все, всем удачи, будет возможность еще. Анатолий, не пропадай, не исчезай, короче. Тебе я когда будет стримы, если будет возможность, буду заходить. Все, ребята, все, всем удачи, всем хорошего, всего доброго, добра. И чтобы люди уважали друг друга, менялись только культурами и принимали друг друга независимо от религии, независимо ни от чего. И не навязывая свою религию. Это будет самое лучшее в этом мире, я думаю. Всем удачи. Счастливо. Маша. Да, этот Кусафир, этот на свою бутылку, да, там пошел присесть. Не сидел весь эфир здесь. Салам алейкум. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Я вас всех приветствую. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах рейсион сош. Хотя Мой уже. وشيء بوازا وشين جماعة تون هالكافر صوت الحمد لله وشيء ويس الله الحمد لله. И как это? И три английских пулемета или сколько там? Ну и все. Как у вас жизнь у всех? Как поживаете? Аллах, Аллах, что-то вот это да, Ладух, Шварцовичу, да, я слушал у вас здесь. Эта женщина говорит, что Иса, алейхиссалам, брат нашего пророка, это был Бог. Представляете? Нет, это неправда. Он был пророком, а не Богом. Ничего себе. Нет, он был Богом и человеком. 100% Бог и 100% человек. Человеком, да. Давайте мы останемся людьми и будем уважать друг друга, и религию каждый должен уважать, да, ну. Ну, почему я не могу сказать свое мнение, а ты можешь сказать свое, дорогой? Нет, ты можешь поинтересоваться здесь, понимаешь? Проблема в том, что мусульмане не уважают другие религии. Что с этим делать?
Да, можно мне сказать? Вот я была на мусульманском форуме, ну, на мусульманском стриме, да, и я сказала, я сегодня причастилась, а мне мусульманин говорит, а чем крепче вино, чем сильнее вы Бога любите. То есть начинает издеваться над нашим таинством, да, таинством причастия. Вот зачем? Ну, Нет, нужно нет. же просто уважать других. Но потому что Библия учит, не бросайте жемчуг перед свиньями и святыню псам не давайте. Поэтому думайте, прежде чем что-то говорить. Нельзя оскорблять никого нельзя. Потому Надо что довести доводы. Потому что бутылка в одном месте мешает им уважать. Она Друзья, нам выпирает вот постоянно. нужен здесь в интернете свой мулла, который будет, да, имам, который будет отпускать грехи. Я буду. Кого нужно опустить? Отпустить. Куда? Домой? Короче, Куда вы пропали, братья, сестры? грешников сейчас много развелось. Надо стараться, себя надо начать. Поэтому желательно вот там, с Дагестана вот такой вот чистый такой боевой Вот я имам. честно признаюсь, я наркоманка, да, я курю марихуану. А чем ты травишься? Плюс 30 Меня бат, даже плюс 2 раза 30 бесов бат. изгоняли. Они во мне действительно поселяются. Тебе нужно прочитать, если Ашхемолод ездит, он заведет. Чем травишься? Кто это так и знал? Наркоманка говорит, чем травишься-то? Ну, вообще, я 3 раза в день принимаю по назначению психиатра галоперидол и циклодол, и я курю марихуану, да. А ты на Гериче сидела? Я когда-то сидела на Герыче, когда несовершеннолетний еще. Подождите, если по существу, то как бы желаю, Анна, избавиться вам от этого, что Да. ли. Нет, Я сама хочу избавиться, я хочу обратиться в общество анонимных наркоманов. Ты сейчас на программе сидишь, да? Еще нет, я хочу обратиться. Вам нужно в Госдуму России обратиться, там все такие. Это скорее про Зеленского, который под кокаином был. Нет, там наоборот, Там подсесть тебя можно. расхумарят, там, туда лучше нет, тебя там расхумарят. Анна, а вы не читали такого? Поставить это все. Не помните, кто сказал, кому много прощено, тот много любит? Нет, можно от всего избавиться, конечно. Религия помогает. И От этого, от дури всякой, вот это, ислам неплохо помогает, если джиннов сильно выпустить. помогает. Вот здесь у меня есть один товарищ, украинец. Я дал ему Коран. Не, на первое время. И послушайте. Я ему дал Коран, и я ему говорю, ты читаешь? Он говорит, да. Я говорю, если не читаешь, ты, говорю, верни лучше мне. Он нет, не возвращает. И я смотрю, он уже взялся и читает. И, Может, продал уже? Поменялся, очень сильно А он поменялся. христианин? Кто он? Да. Да, он украинец, да. Но здесь есть женщины Наши украинцы, православные. которые приняли, послушайте, которые приняли ислам, покрылись. Здесь несколько таких украинков, я знаю, девушек, покрылись уже. И сейчас вот этот Сейчас парень, я за платком схожу. У меня здесь только распятие и свечка. Я за платком схожу. Нет, вы сейчас прикалываешься, я вижу, по ходу дела. Да, прикалывайся. Ты этому, которому Коран дал, он там... Да, Этим девушкам с Украины забыли сказать, что он может брать 4 жен, и, скорее всего, им написали временный брак, по которому потом дадут 2 копейки и отправят как проституток вон. Послушай сюда.
Оставьте сразу, что вы начинаете 4 джон, 5 джон, блядь. Можно мне сказать? Вот я исповедовалась с непокрытой головой и в штанах, да, и меня священник исповедовал, он накрыл я Петрохилю, отпустил мне грехи, хотя я пришла с непокрытой головой и в Нет, как штанах. он может отпустить тебе грехи? Вот это я не могу понять. Нет, Ты ну, конечно, Бог их отпускает, да, Он произносит над тобой молитву, крестит твою голову, твой затылок крестит, накрывает тебя и Петрохилью сначала, потом крестит твою голову, молится Богу о прощении грехов и дает поцеловать Евангелие и распятие. Это перед причастием, да, перед причастием исповедь. Но иногда он может не допустить до причастия. Вот как один раз мне священник сказал: вы только что из болота вылезли, и сейчас же обратно в него полезете. Как я вас причащу? Вы не в болото, вы в яме находитесь в данный момент. Девочка, зачем ты тут это рассказываешь? Поп. Мужу это расскажи. Что ему сложно было отпустить грехи, что ли? Как он может отпустить грехи? Я вот это не могу понять, бля. Нет, Ну, понимаете, как? вот Просто он как посредник, что да, ему, ты с ним разговариваешь, со священником, он может тебе задавать какие-то вопросы, да, и он может увидеть, есть ли в тебе раскаяние. Иногда меня не накрывают и в Петрохиле. А почему ты сама напрямую у Всевышнего не попросишь прощения? Я прошу, я каждый вечер почитаю 50-й псалом Давида, но есть какие-то грехи, которые мне нужно исповедовать. Ну, проси у Всевышнего и не греши больше. Старайся не вам грешить. нужно, Анна, вам нужно в хадж. Шамиль. В хадж. И вот Я это в хадж черный камень. причастилась. Зайди в комнату, закрой дверь и открой свою У меня сердце перед спросили, Богом. сколько времени, и я поняла, что мусульмане сейчас читают намаз. Будем так толерантно. Вот этот, нужно вам посетить хадж, да, и вот этот черный камень вообще выдернуть оттуда и его стырить.